Как настроение? Настроение супер. Здорово, Ара, привет, привет. Ну че могу сказать? Вот у Сити, вау, круто, отдохните хорошо. Заходит скелет в бар и говорит: дайте мне виски и швабру. Я не понял, спасибо большое. Потому что основные моменты говорит переводить. Не, это Google будет делать, поэтому оно больше, наверное, будет на английском языке ориентировано. Я заморачиваться сильно не буду, но я наверняка буду паузить, если мне придет какая-то идея, что-то захочу обсудить, что-нибудь типа того. Но мне будет полезно. Ну, то есть я хочу это посмотреть, это будет интересно. Поэтому... GTA будет или нет? Я не знаю, посмотрим. Че, ролик идет 5 часов, может быть, я просто в один момент такой скажу, Ну че могу сказать? Спасибо мне! Когда, может быть, сделаны игры... Ну, Хочу, бля, не игры, сказать этому ебаному чичеру нахуй, блять. Ебамбаный, ебаный ты козел нахуй, шизанутый, блять. Был бы ты человек нахуй. Спасибо большое. Че, let's go? Погнали. А что, вы хотите XDD? Просто он какой-то... Ну, типа, ну, я смотрю, да, много кто добавлял. Он... А в чем эмоция? В чем мем? Типа, я, блядь, не понимаю. Типа кринж. Ну, короче, это разный спектр эмоций, да, получается? Он разный спектр. То есть это не одна эмоция какая-то. Нихуя не смешно. Окей. Ладно, давайте попробуем. Я не против. Я подумал. Любой непонятной ситуации. Поярче, конечно, сделать, но ладно. Чего? Погнали. The reaction where he had Заходит скелет в бар и говорит: дайте мне пизды. Спасибо большое, что... I remember the reaction where he had drawn these characters and he was slowly moving around, and like people had no experience with 3D navigation. It was all still keyboard. We didn't even have mice set up at that time, but slowly moving, going up, picked up a key, go to a wall. The wall disappears in a little animation, and there's a monster like right there, and he practically fell out of his chair. It was just like, ah! And games just didn't do that. You know, the games were the God's eye view. You were a little invested in your little guy. You can be like, you know, happy or sad when things happen, but you just did not get that kind of startle reaction. You weren't inside something into your the game. face, something in the back of your brain, some reptile brain thing is just going, oh shit, something just happened. And that was one of those early points where it's like, yeah, this is going to make a difference. This is going to be powerful. Сложно. Не, ребят, мне озвучка Яндекса не нравится, это раз. Плюсом я не уверен, работает она в диалоге, наверное, стала работать. И вот это, ну вот как озвучка вот на Donate Pay вот эти, я не готов, ребят, сори, простите, поэтому я сразу предупредил, что тут скорее по English будет. И те, кто, может быть, попробует понадеяться, что Google нормально переведет автоматические субтитры. Забыл сказать, что Андрей Гордон на конкурсе в Калининграде с 19 по 21 будет показывать его короткометражку. Да, нифига, он что-то снял, клево, круто. 19 по 21? Блин, я бы, наверное, сходил. Звучит круто. Я посмотрю у него ТГ, окей. Спасибо, что сказал, я не знал про это. Клево. Ну да, 5 часов, да, плюс не забывайте, ребят, 5 часов Яндекс будет переводить очень долго, так что... Если бы у них была какая-то подписка, которая чуть побыстрее сервера, возможно, использовала, окей.
Окей, то есть это такая информация. Понял. Спасибо большое, спасибо. Спасибо за вклад. And it's going to matter. The following is a conversation with John Carmack, widely considered to be one of the greatest programmers ever. He was the co-founder of id Software and the lead programmer on several games that revolutionized the technology, the experience, and the role of gaming in our society, including Commander Keen, Wolfenstein 3D, Doom, and Quake. He spent many years as the CTO of Oculus VR, helping to create portals into virtual worlds and to define the technological path to the metaverse and meta. And now he has been shifting some of his attention to the problem of artificial general intelligence. This was the longest conversation on this podcast at over 5 hours, and still I could talk to John many, many more times, and we hope to do just that. This is the Lex Friedman Podcast. To support it, please check out our sponsors in the description. And now, dear friends, here's John Carmack. What was the first program you've ever written? Do you remember? Yeah, I do. So I remember being in a Radio Shack, going up to the TRS-80 computers and learning just enough to be able to do 10 print John Carmack. And it's kind of interesting how, of course, Carnegie and Ritchie kind of standardized Hello World as the first thing that you do in every computer programming language and every computer, but not having any interaction with the cultures of Unix or any other standardized things. It was just like, well, what am I going to say? I'm going to say my name. And then you learn how to do GoTo10 and have it scroll all off the screen. And that was definitely the first thing that I wound up doing on a computer. Can I ask you programming advice? I was always told in the beginning that you're not allowed to use go-to statements. That's really bad programming. Is this correct or not? Jumping around code. Can we look at the philosophy and the technical aspects of the go-to statement that seems so convenient, but it's supposed to be bad certainly programming? Back in the day in basic programming languages, you didn't have proper loops. You didn't have for whiles and repeats. That was the land of Pascal for people that kind of generally had access to it back then. So you had no choice but to use go-tos. And as you made what were big programs back then, which were a 1,000-line basic program is a really big program, they did tend to sort of degenerate into madness. You didn't have good editors or code exploration tools, so you would wind up fixing things in one place, add a little patch, and there's reasons why structured programming generally helps understanding, but go-tos aren't poisonous. Sometimes they're the right thing to do. Usually it's because there's a language feature missing, like nested breaks or something, where it can sometimes be better to do a go-to cleanup or go-to error rather than having multiple flags, multiple if statements littered throughout things. But it is rare. I mean, if you grep through all of my code right now, I don't think any of my current code bases would actually have a go-to, but deep within sort of the technical underpinnings of a major game engine, you're going to have some go-tos in a couple places probably. Yeah, the infrastructure on top of, like, the closer you get to machine code, the more go-tos you're going to see, the more of these, like, hacks you're going to see, because the set of features available to you in low-level programming languages is limited. So, print John Carmack, when is the first time, if we could talk about love, that you fell in love with programming? You said, like, this is really something special. It really was something that was one of those love at first sight things where just really from the time that I understood what a computer was, even, I remember looking through old encyclopedias at the black and white photos of the IBM mainframe. Я гордый представитель клана Насрана и делаю этот взнос во славу подвигов наших необъятных. Чич, передай эти деньги в нужные руки, или мы придем за тобой. Я за уже окном. Спасибо. Frames with the real through old encyclopedias at the black and white photos of the IBM mainframes with the reel-to-reel tape decks. And for people nowadays, it can be a little hard to understand. Сюжет в игре, как сюжет в порнофильме. Он должен быть, но совершенно не важен. Джон Кармак. Чтобы строить, наверное, да, проще всего. Чтобы упростить настолько сюжет, что им можно было бы оперировать буквально 1+1, 2, вот это все.
игры не то чтобы сильно продвинулись в плане того, как подавать сюжет в играх, наверное. Не знаю. Не уверен. Ну да, если чтобы... Короче, в нем смысл должен быть. Буквально, что если там есть один и там плюс один, то это должно быть осмысленно. То есть иметь место, наверное, так. And what the world will tape decks. And for people nowadays, it can be a little hard to understand what the world was like then from information gathering, where I would go to the libraries and there would be a couple books on the shelf about computers, and they would be very out of date even at that point. Just not a lot of information, but I would grab everything that I could find and, devour everything. Whenever Time or Newsweek had some article about computers, I would cut it out with scissors and put it somewhere. It felt like this magical thing to me, this idea that the computer would just do exactly what you told it to. I mean, and there's a little bit of the genie monkey's paw sort of issues there where you'd better be really, really careful with what you're telling it to do, but it wasn't going to backtalk you. It wasn't going to have a different point of view. It was going to carry out what you told it to do. And if you had the right commands, you could make it do these pretty magical things. And so what kind of programs did you write at first? So beyond the print, John Carmack. So I can remember as going through the learning process where you find at the start, you're just learning how to do the most basic possible things. And I can remember stuff like a Superman comic that Radio Shack commissioned to have, it's like Superman had lost some of his super brain and kids had to use Radio Shack TRS-80 computers to do calculations to help him kind of complete his heroics. And I'd find little things like that, and then get a few basic books to be able to kind of work my way up. And again, it was so precious back then. I had a couple books that would teach me important things about it. I had one book that I could start to learn a little bit of assembly language from, and I'd have a few books on BASIC and some things that I could get from the libraries. But my goals in the early days was almost always making games of various kinds. I loved the arcade games and the early Atari 2600 games, and being able to do some of those things myself on the computers was very much what I aspired to. And it was a whole journey where if you learn normal BASIC, you can't do any kind of an action game. You can write an adventure game. You can write things where you say, what do you do here? Get sword, attack troll, that type of thing. And that can be done in the context of BASIC. But to do things that had... Говорят, если 5 часов слушать Кармака, то можно сойти с ума. Но если ты уже ебанутый, то станешь непоколебимым гением. Что же, узнаем эффект через 5 часов. Ожидаем. And that can be done in the context of BASIC. But to do things that had moving graphics, there were only the most limited things you could possibly do. You could maybe do Breakout or Pong or that sort of thing in low-resolution graphics. And in fact, one of my first sort of major technical hacks that I was kind of fond of was on the Apple II computers. They had a mode called low resolution graphics, where of course all graphics were low resolution back then, but regular low resolution graphics, it was a grid of 40 by 40 pixels normally, but they could have 16 different colors. And I wanted to make a game kind of like the arcade game Vanguard, just a scrolling game. And I wanted to just kind of have it scroll vertically up. And I could move a little ship around. You could manage to do that in BASIC, but there's no way you could redraw the whole screen. And I remember at the time just coming up with what felt like a brainstorm to me, where I knew enough about the way the hardware was controlled, where the text screen and the low-resolution graphics screen were basically the same thing. And all those computers could scroll their text screen reasonably. You could do a listing and it would scroll things up. And I figured out that I could kind of tweak just a couple things that I barely understood to put it into a graphics mode, and I could draw graphics, and then I could just do a line feed at the very bottom of the screen, and then the system would scroll it all up using an assembly language routine that I didn't know how to write back then. So that was like this first great hack that sort of had analogs later on in my career for a lot of different things. So I found out that I could draw a screen, I could do a line feed at the bottom, it would scroll it up once, I could draw a couple more lines of stuff at the bottom, and that was my first way to kind of scroll the screen, which was interesting in that played a big part later on in the id Software days as well. So do efficient drawing
where you don't have to draw the whole screen, but you draw from the bottom using the thing that was designed in the hardware for text output. Yeah. Where so much of, until recently, game design was limited by what you could actually get the computer to do, where it's easy to say, like, okay, I want to scroll the screen. You just redraw the entire screen at a slight offset. And nowadays, that works just fine. Computers are ludicrously fast. But up until a decade ago or so, there were all these things everybody wanted to do, but if they knew enough programming to be able to make it happen, it would happen too slow to be a good experience. Either just ridiculously slow or just slow enough that it wasn't fun to experience it like that. So much of kind of the first couple decades of the programming work that I did was largely figuring out how to do something that everybody knows how they want it to happen. It just has to happen 2 to 10 times faster than sort of the straightforward way of doing things would make it happen. And it's different now because at this point, lots of things you can just do in the most naive possible way, and it still works out. You know, you don't have nearly the creative limitations or the incentives for optimizing on that level. And there's a lot of pros and cons to that. But I do generally, you know, I'm not going to do the angry old man shaking my fist at the clouds bit where back in my day, programmers had to do real programming. You know, it's amazing that you can just kind of pick an idea and go do it right now. And you don't have to be some assembly language wizard or deep GPU arcanist to be able to figure out how to make your wishes happen. Well, there's still, see, that's true. But let me put on my old man with a fist hat and say that probably the thing that will define the future still requires you to operate at the limits of the current system. So we'll probably talk about this, but if you talk about building the metaverse and building a VR experience that's compelling, it probably requires you to not to go to assembly, or maybe not literally, but sort of spiritually, to go to the limits of what the system is capable of. Yeah, and that really was why virtual reality was specifically interesting to me, where it had all the ties to, you could see reality. To go to the limits of what the system is capable of. Yeah, and that really was why virtual reality was specifically interesting to me, where it had all the ties to, you could say that even back in the early days, I have some old magazine articles that's talking about Doom as a virtual reality experience back when just seeing anything in 3D. So you could say that we've been trying to build those virtual experiences from the very beginning. And in the modern era of virtual reality, especially on the... Говорят, если смотреть Кармака 5 часов, то нихуя. Спасибо большое. Английская озвучка, вроде ее нет на данной IP. Но они озвучивают, когда ты пишешь этот текст на английском, они стараются его на английском произносить. То есть Donation Alerts там будет, ну, а здесь типа My old friend, you are amazing. То есть они вот так вот будут говорить. Данный IP. Mobile side of things. Спасибо. In the modern era of virtual reality. Да, тут автоматические субтитры, которые Google пытается перевести на русский, они некоторые окей. Я сюда посматриваю, когда слово какое-то я не до конца понимаю, и оно более-менее нормально переводится по ощущениям, но именно слово. Да, в основном я просто слушаю. Especially from the very beginning, and in the... От Яндекса я не смотрю, потому что мне не нравится интонация, и то, что тут ролик 5 часов будет идти, я просто не хочу. Modern era, trying to build those virtual experiences from the very beginning. And in the modern era of virtual reality, especially on the mobile side of things, when it's standalone and you're basically using a cell phone chip to be able to produce these very immersive experiences, it does require work. It's not at the level of what an old school console game programmer would have operated at, where you're looking at hardware registers and you're scheduling all the DMA accesses, but it is still definitely a different level than what a web developer or even a PC Steam game developer usually has to work at. And again, it's great. There's opportunities for people that want to operate at either end of that spectrum there and still provide a lot of value to the world. Let me ask you sort of a big question about preference. What would you say is the best programming language? Your favorite, but also the best. You've seen throughout your career, you're considered by many to be the greatest programmer ever.
I mean, it's so difficult to place that label on anyone, but if you put it on anyone, it's you. So let me ask you these kind of ridiculous questions of what's the best band of all time? But in your case, what's the best programming language? Everything has all the caveats about it. But so what I use, so nowadays, I do program a reasonable amount of Python for AI, ML sorts of work. I'm not a native Python programmer. It's something I came to very late in my career. I understand what it's good for. But you don't dream in Python. I do not. And it has some of those things where there's some amazing stats when you say, if you make a loop, a triply nested loop and start doing operations in Python, you can be thousands to potentially 1 million times slower than a proper GPU tensor operation. And these are staggering numbers. You can be as much slower as we've almost gotten faster in our pace of progress and all this other miraculous stuff. So your intuitions about inefficiencies within the Python sort of... It keeps hitting me upside the face where it's gotten to the point now I understand. It's like, okay, you just can't do a loop if you care about performance in Python. You have to figure out how you can reformat this into some big vector operation or something that's going to be done completely within a C++ library. But the other hand is it's amazingly convenient, and you just see stuff that people are able to cobble together by you just import a few different things, and you can do stuff that nobody on earth could do 10 years ago, and you can do it in a little cookbook thing that you copy pasted out of a website. So that is really great. When I'm sitting down to do what I consider kind of serious programming, it's still in C++, and it's really kind of a C-flavored C++ at that, where I'm not big into the modern template metaprogramming sorts of things. I see a lot of train wrecks coming from some of that over-abstraction. I spent a few years really going kind of deep into the kind of the historical Lisp work and the Haskell and some of the functional programming sides of things. And there is a lot of value there in the way you think about things, and I changed a lot of the way I write my C and C++ code based on what I learned about the value that comes out of not having this random mutable state that you kind of lose track of. Because something that many people don't really appreciate till they've been at it for a long time is that it's not the writing of the program initially, it's the whole lifespan of the program. And that's when it's not necessarily just how fast you wrote it or how fast it operates, but it's how can it bend and adapt as situations change. And then the thing that I've really been learning in my time at Meta with the Oculus and VR work is it's also how well it hands off between a continuous kind of revolving door of programmers taking over maintenance and different things, and how you get people up to speed in different areas. And there's all these other different aspects of it. So is C++ a good language for handover between engineers? Probably not the best. And there's some really interesting aspects to this where in some cases, languages that are not generally thought well of for many reasons, like C is derided pretty broadly that, yes, obviously all of these security flaws that happen with the memory and unsafeness and buffer overruns and the things that you've got there. But there is this underappreciated aspect to the language is so simple, anyone can go and, if you know C, you can generally jump in someplace and not have to learn what paradigms they're using because there just aren't that many available. Yeah. I think there's some really, really well-written C code. I find it great that if I'm messing around with something in OpenBSD, say, I can be walking around in the kernel and I'm like, I understand everything that's going on here. It's not hard for me to figure out what I need to do to make whatever change that I need to. While you can have, more significant languages like it's a downside of Lisp, where I don't regret the time that I spent with Lisp. I think that it did help my thinking about programming in some ways. Yes. But the people that are the biggest defenders of Lisp are saying how malleable of a language it is, that if you write a huge Lisp program, you've basically invented your own kind of language and structure because it's not the primitives of the language you're using very much. It's all of the things you've built on top of that. And then a language like Racket, kind of one of the more modern Lisp versions, it's essentially touted as a language for building other languages. And I understand the value of that for a tiny little project, but the idea of that for one of these long-term supported by lots of people kind of horrifies me, where all of those abstractions that you're like, okay, you can't touch this code till you educate yourself on all of these things that we've built on top of that. And it was interesting to see how
when Google made Go, a lot of the criticisms of that are, it's like, wow, this is not a state-of-the-art language. This language is just so simple and almost crude, and you could see the programming language people just looking down at it. But it does seem to be quite popular as basically saying, this is the good things about C. Everybody can just jump right in and use it. You don't need to restructure your brain to write good code in it. So I wish that I had more opportunity for doing some work in Go. Rust is the other modern language that everybody talks about that I'm not fit to pass judgment on. I've done, a little bit beyond Hello World. I wrote some video decompression work in Rust just as an exercise, but that was a few years ago and I haven't really used it since. The best programming language is the one that works generally that you're currently using, because that's another trap is in almost every case I've seen when people mixed languages on a project, that's a mistake. I would rather stay just in one language so that everybody can work across the entire thing. And we have, like at Meta, we have a lot of projects that use kind of React frameworks. So you've got JavaScript here, and then you have C++ for real work, and then you may have Java interfacing with some other part of the Android system. And those are all kind of horrible things. And that was, one thing that I remember talking with Boz at Facebook about it, where man, I wish we could have just said, we're only hiring C++ programmers. And he just thought from the Facebook Meta perspective, well, we just wouldn't be able to find enough. With the thousands of programmers they've got there, it is not necessarily a dying breed, but you can sure find a lot more Java or JavaScript programmers. And I kind of mentioned that to Elon one time, and he was kind of flabbergasted about that. It's like, well, you go out and you find those programmers and you don't hire the other programmers that don't do the languages that you want to use. But right now, I guess, they're using JavaScript on a bunch of the SpaceX work for the UI side of things. When you go find UI programmers, they're... Погодите, JavaScript, SpaceX. Ну это, наверное, именно... Что там... Страшновато как-то. JavaScript programmers. I wonder if that's the UI side of things. Ну, Right now, I guess, наверное, they're UI, using ладно. JavaScript on a bunch of the окей. SpaceX work for the UI side Ну, of things. Если вдруг что-то случится, надеюсь, там есть какой-нибудь рычаг, который можно потянуть на всякий. Перевод на ходу. А там он 5 часов. When you go find UI. Там, скорее всего, придется ждать 1,5 часа, и он выдаст ошибку. У меня как-то было так с видосом, который пытался перевести, он, кажется, был на 3 часа. Он что-то его полчаса переводил, я не помню, или сколько. И он просто ошибку в конце выдал, поэтому нет, спасибо. Ну да, тут, я понял, о чем Карма говорит. Карма говорит о том, что просто, нужно делать работу. И чтобы работа, которую ты сделал, она работала. Супер, проще говоря. И язык здесь ни при чем, в зависимости от того, что ты выбрал, какой ты сделал выбор, какую ты систему строишь, ты делаешь. Но тут вопрос про это скорее был, да. Но если говорить о том, что, окей, там многие знают только JavaScript и не знают вообще, что происходит и вообще, что они делают, да, наверное, это проблема. Окей. То есть нужно скорее больше программистов, которые программируют, а не программистов какого-то языка отдельного, например. Наверное, так. Mentioned in 0 seconds. Other programmers that don't do the languages that you want to use. But right now, I guess, they're using JavaScript on a bunch of the SpaceX work for the UI side of things. When you go find UI programmers, they're JavaScript programmers. I wonder if that's because there's a lot of JavaScript programmers, because I do think that great programmers are rare. JavaScript programmers. Find UI programmers, they're JavaScript programmers. I wonder if that's because there's a lot of JavaScript programmers, because I do think that great programmers are rare. That it's not, if you just look at statistics of how many people are using different programming languages, that doesn't tell you the story of what the great programmers are using. And so you have to really look at what you were speaking to, which is the fundamentals of a language. What does it encourage you? How does it encourage you to think? What kind of systems does it encourage you to build? There is something about C++ that has elements of creativity, but forces you to be an adult about your programming. Well, which it expects you to be an adult. It expects does you not to- force you to. And so it brings out people that are willing to be creative in terms of building large systems and
coming up with interesting solutions, but at the same time have the sort of the good software engineering practices that amend themselves to real world systems. Let me ask you about this other language, JavaScript. So if we, aliens visit in thousands of years and humans are long gone, something tells... На английском оставить? Не, можно, но... да, я иногда посмотрю, какое предложение, он там странно фразы переводит некоторые, но я в основном использую для того, чтобы слова отдельно понимать, которые я не понял. Tells me that most in thousands of years and humans are long gone. If we, aliens visit in thousands... Спасибо большое, что? Я думал, да, все, у меня уже проглючило. Thousands of years and humans are long gone. Something tells me that most of the systems they find will be running JavaScript. I kind of think that if we're living in a simulation, it's written in JavaScript. For the longest time, even still, aliens visit JavaScript. So let me ask you about this other language, JavaScript. So if we, aliens visit in thousands of years and humans are long gone, something tells me that most of the systems they find will be running JavaScript. I kind of think that if we're living in a simulation, it's written in JavaScript. For the longest time, even still, JavaScript didn't get any respect, and yet it runs so much of the world, and an increasing number of the world. Is it possible that everything will be written in JavaScript one day? So the engineering under JavaScript is really pretty phenomenal. The systems that make JavaScript run as fast as it does right now are kind of miracles of modern engineering in many ways. It does feel like it is not an optimal language for all the things that it's being used for, or an optimal distribution system to build huge apps in something like this without type systems and so on. But I think for a lot of people, it does reasonably the necessary things. It's still a C-flavored language. It's still a braces and semicolon language. It's not hard for people to be trained in JavaScript and then understand the roots of where it came from. I think garbage collection is unequivocally a good thing for most programs to be written in. It's funny that just this morning, I was seeing a Twitter thread of a bunch of really senior game dev people arguing about the virtues and costs of garbage collection. And you will run into some people that are top-notch programmers that just say, no, this is literally not a good thing. Because it makes you lazy? Yes, that it makes you not think about things. And I do disagree. I think that there is so much objective data on the vulnerabilities that have happened in C and C++ programs, sometimes written by the best programmers in the world. It's like nobody is good enough to avoid ever shooting themselves in the foot with that. You write enough C code, you're going to shoot yourself in the foot. And garbage collection is a very great thing for the vast majority of programs. It's only when you get into the tightest of real-time things that you start saying it's like, no, the garbage collection has more costs than it has benefits for me there. But that's not 99+% of all the software in the world. So JavaScript is not terrible in those ways. And so much of programming is not the language itself. It's the infrastructure around that surrounds it, all the libraries that you can get and the different stuff ways you can deploy it, the portability that it gives you. And JavaScript is really strong on a lot of those things where for a long time, and it still does if I look at it, but the web stack about everything that has to go when you do something really trivial in JavaScript and it shows up on a web browser, to kind of x-ray through that and see everything that has to happen for your one little JavaScript statement to turn into something visible in your web browser. It's very, very disquieting, just the depth of that stack and the fact that so few people can even comprehend all of the levels that are going on there. But it's, again, I have to caution myself to not be in the good old days old man about it, because clearly there's enormous value here. The world does run on JavaScript to a pretty good approximation there, and it's not falling apart. There's a bunch of scary stuff where you look at console logs and you just see all of these bad things that are happening, but it's still kind of limping along and nobody really notices. But so much of my
systems design and systems analysis goes around, you should understand what the speed of light is, like what would be the best you could possibly do here. And it sounds horrible, but in a lot of cases, you can be 1,000 times off your speed of light velocity for something, and it still be okay. And in fact, it can even sometimes still be the optimal thing in a larger system standpoint, where there's a lot of things that you don't want to have to parachute in someone like me to go in and say, make this web page run 1,000 times faster, make this web app into a hardcore native application that starts up in 37 milliseconds and everything responds in less than 1 frame latency. That's just not necessary. And if somebody wants to go pay me millions of dollars to do software like that, when they can take somebody right out of a boot camp and say, spin up an application for this, often being efficient is not really the best metric. And it's like that applies in a lot of areas where it's kind of interesting how a lot of our appliances and everything are all built around energy efficiency, sometimes at the expense of robustness in some other ways, or higher costs in other ways, where there's interesting things where energy or electricity could become much cheaper in a future world, and that could change our engineering trade-offs for the way we build certain things, where you could throw away efficiency and actually get more benefits that actually matter. I mean, that's one of my, one of the directions I was considering swerving into was nuclear energy. When I was kind of like, what do I want to do next? It was either going to be cost-effective nuclear fission or artificial general intelligence. And one of my pet ideas there is like, people don't understand how cheap nuclear fuel is. And there would be ways that you could be a quarter the efficiency or less, but if it wound up making your plant 10 times cheaper, that could be a radical innovation in something like that. So there's like some of these thoughts around like direct fission energy conversion, fission fragment conversion, that, maybe you build something that doesn't require all the steam turbines and everything, even if it winds up being less efficient. So that applies a lot in programming, where it's always good to know what you could do if you really sat down and took it far, because sometimes there's discontinuities, like around user reaction times. There are some points where the difference between operating in 1 second and 750 milliseconds, not that huge. You'll see it in web page statistics, but most of the usability stuff, not that great. But if you get down to 50 milliseconds, then all of a sudden this just feels amazing. It's just like doing your bidding instantly rather than you're giving it a command, twiddling your thumbs, waiting for it to respond. So sometimes it's important to really crunch hard to get over some threshold, but there are broad basins in the value metric for lots of work where it just doesn't pay to even go that extra mile. Почему 50 миллисекунд? Это не звучит как быстро. Сейчас, погодите. Human reaction time. Потому что у меня ощущение, что он основывается на 50 миллисекундах не потому что... он, наверное, знает, что вещи могут работать намного быстрее. То есть здесь какая-то причина в чем-то другом, как будто бы основывается на реакции типа человека или какая-то такая фигня. 150 миллисекунд. Типа, сколько времени затрачивается на то, чтобы сигнал дошел до мозга, и потом в обратную сторону, то есть, и дал сигнал, например, руке. Что если сигнал мы получили, что мы прикоснулись к чему-то горячему, и нужно отдернуть руку. Типа, сколько занимает этот процесс? Или плюсом это же еще и тренируется, если не ошибаюсь, у человека. Взгляда 150 миллисекунд. Не, я не совсем понял эту картинку.
Early research found that in auditory signal is able to reach central processing mechanisms with 80 миллисекунд, while visual stimulus tends to take around 20-40 миллисекунд. Погодите, мы звуком понимаем быстрее обрабатываем? Ну, наверное, да, звук попроще. Реально, прикол. Видимо, если человек попадает так, с метрикс очень быстро, там всего 3 или 4 нейрона отвечают за эту ситуацию, в иных случаях очень долго идет обработка. По миллионному нервному волокну импульс идет со скоростью в среднем 150 метров в секунду. Под безмиллионного медленнее подробнее Google. То есть восприятие, окей, до 50 миллисекунд. Сигнал до тыльной части мозга. Инстинктивно вложенная другая обработка, нифига себе. Под горячей водой, знаешь, что это вода горячая, то тогда идет в мозг. Окей. То есть, типа, это такая система, она, короче, она, типа, не обобщена в зависимости от сигнала, типа, кто принимает решение? Вы знаете? Ну, типа, кто обрабатывает этот сигнал? Ну, понятное дело, что мозг. Просто вы говорите, что инстинктивно, а где-то нам, типа, надо подумать. Просто рандомную цифру назвал. Центральная нервная система, окей. Просто если, типа, разные каналы какие-то используются для того, чтобы доставить сигнал, standard reaction times and motor Кармаком research. Еще до попадания сигнала в мозг. Then athlete moves in less than 100 milliseconds, it counts as a false start, and he or she may be seen must be disqualified even despite a commission study that indicates that top sprinters are able to sometimes react in 80-85 миллисекунд. Аккурат Кьюб хронал. Окей, это интересно. Потому что я уверен, что... Короче, Джон Кармак, я понял по поводу вопроса, то, что он JavaScript... Короче, он хочет сказать, что многие, типа, не... Ну, например, если старые программисты, которые знают, как все делать, наверное, не ценят такие вещи, как там сборщик мусора, вот это все и так далее. Но я понял, о чем он. Но, наверное, Кармаку нужно было добавить, что если людям, людям нужно учить все эти вещи, чтобы они могли принимать решения, что им конкретной ситуации нужно использовать, типа того. То есть Кармак, я думаю, что Кармак предполагает, что не хочет сказать, что типа это лучшая вещь, которую можно использовать, он просто рассказывает про эти разные вещи, как они работают и как, например, он для чего-то использует для каких-то своих задач. Но покликать реакцию через браузер, да и что-то хз. Reaction time, disable my ad blocker. Ну, окей. Ты типа это сам можешь сделать? Окей. Ладно. Ну, окей. Паттернов угроз основных на очень древних опасностях, на все они очень быстро реагирует человек. В играх, мне кажется, важно использование эти паттерны. Окей.
Не факт, что человек на них среагирует, потому что некоторые люди могут понимать, что это всего лишь видеоигра. Вот в чем прикол. То есть нельзя какое-то общее сделать, не знаю, ну, короче. Собрал источник для изучения, там есть канал людей, которые рассказывают про поднятие движка с нуля, геймдев, написание своего языка, если полезно. Не, спасибо большое, да, я знаю про эти движения. Смысл не в том, чтобы движок делать, смысл просто делать игру. Просто ты хочешь сделать какую-то игру, но чтобы сделать тебе игру, тебе нужна идея. То есть, по сути, тебе нужно запрограммировать идеи и собрать такую систему, где эти идеи будут друг с другом работать. Можно сравнивать с чем угодно. Приготовление блюда, создание композиции музыкальной, стройка здания, что угодно. То есть, вот. Только же спустя пару лет движок браузера для всех будет черный. Да. То есть, ну вот. Карма, короче, просто хочет сказать, что под разные задачи разные вещи можно использовать. И типа это окей, париться не нужно. Там есть continue without disable первый день в интернете. Не, я решил, типа, вырубить для них. Все окей, да. Рендер у тебя, скорее всего, вообще не будет динамического управления памятью. Ну да, как я понимаю, типа, сборщик мусора запутывает, специально так делает, что там хуй разберешься и так далее. Мне кажется, проблема не в сборщике мусора, наверное, если мы говорим о безопасности, а о операционной системе. То есть это, наверное, изначально так операционная система должна быть сделана, что она, например, фокусируется на безопасности, и ты можешь писать код и спокойно работать с памятью, и там расставлять как хочешь, и прочее, скомпилировать, выпустить, и типа и не переживать, что с твоим кодом будет проблема. Ты как бы знаешь, что операционная система как бы тебя прикрывает, все хорошо, поэтому за безопасность не паришься. Возможно, проблема как раз-таки в этом, что, может быть, этот garbage collection, коллекторы-то и не нужны, если бы операционка, на которой мы писали, делала эту работу. В принципе, она и как раз делает работу, чтобы выдавать нам адреса, память, где, что, кого, виртуально вот эту. Сама там разбирается, как это относится к оперативной памяти и куда это все она тыкает. Возможно, ей также стоит и разбираться с тем, чтобы кто-то что-то не написал и куда-то залез в память, куда нельзя было. Не знаю. То есть, мне кажется, это задача для операционной системы, не для программистов. И программисту, наверное, лучше сфокусироваться как раз-таки на том, где он что будет расставлять и как он будет оптимизировать в будущем, если ему это понадобится. Именно в самом коде. Окей. Ну, я просто предположение сделал. Не может за него управлять памятью? Ну да. Ну, может быть, просто предложить инструменты для того, что, окей, смотри, если ты, обращаюсь к программисту, что если ты начинаешь типа работать, смотри, ты можешь эти инструменты использовать для того, чтобы сделать свою память запутанной для ее защиты, наверное, какая-то такая фигня. И никто не будет знать, куда, что там это пошло, и твой код будет неуязвим, возможно. Есть такой. Welcome back, сучка! Спасибо, Дессер, спасибо, Гран. Где ты только зашел? Мы интервью Джона Кармака смотрим. Reaction time test, wait for green. О, бля. Ну, я, может быть, как-нибудь палец по-другому. О, чуть побыстрее. Еще быстрее. Но мне все равно кажется, что... А на чем она написана? То есть она, наверное, на клиенте это все рассчитывает, скорее всего. Мне кажется, здесь какое-то количество секунд прибавляет кто-то еще дополнительно. Но, наверное, он типа... Скорее всего, да, это с Windows приходит этот input, и он его сразу записывает. Так что, в принципе, оно плюс-минус, наверное, реально такое. Ну да, наверное, не слишком много они добавляют к задержке.
Тогда ты всегда будешь платить доп. Ресурсы ЦПУ для управления памятью. Наверное. Ну, или просто такой компьютер собрать, где будет отдельное ядро использоваться для этих задач, чтобы как бы перераспределить это все. Мне кажется, просто... Короче, опять же, зависит от задачи. И типа, какую безопасность, наверное, ты хочешь. По скорости аналогично плюса. Я просто думаю, что если у Раста типа обязательно должен быть сборщик мусора или он там типа интегрирован, мне кажется, сборщик мусора просто это такая вещь, которую ты либо выбираешь, когда программируешь, либо нет. И если он изначально говорит тебе, здесь только эта штука, то он может, например, не подходить под твои задачи. Вот в чем прикол. То есть я не думаю, что это какая-то вещь, которая супер обязательна, она просто зависит от того, ну, опять же, от задачи. Какой-нибудь онлайн-тест? Да не, я еще разок попробую. Окей. Ну, где-то в районе, да, от 150 до 200 миллисекунд. В Расте нет сборщика, окей. Я просто не знаю, не пользовался. Мне ни к чему. Окей, ну да, от 150 до 200. Да, спасибо за сайт. Вот, можете попробовать. Статистика. А приблизить ее можно? Okay. Но не ниже 100, по сути. Ну да, самый интересный факт вот по поводу сигнала, звукового сигнала и визуального сигнала. Сигнал звуковой работает, а у нас обрабатывается быстрее. Самое интересное всего этого. 8-10 миллисекунд. Именно дойдет. То есть, наверное, в обратку что-то это уже зависит. Но неважно, короче, дойдет до 8-10 миллисекунд. Визуальный 20-40 миллисекунд. Okay. There are craftsmen that are threshold, but there are broad basins in the value metric for lots of work where it just doesn't pay to even go that extra mile. And there are craftsmen that, they just don't want to buy that, and more power to them. If somebody just wants to say, no, I'm going to be, my pride is in my work. I'm never going to do something that's not as good as I could possibly make it. I respect that, and sometimes I am that person, but I try to focus more on the larger value picture, and you do pick your battles and you deploy your resources in the play that's going to give you sort of the best user value in the end. Well, if you look at the evolution of life on Earth as a kind of programming effort, it seems like efficiency isn't the thing that's being optimized for. Like natural selection is very inefficient, but it kind of adapts, and through the process of adaptation is building more and more complex systems that are more and more intelligent. The final result is kind of pretty interesting. And so I think of JavaScript the same way. It's like this giant mess that, things naturally die off if they don't work, and if they become useful to people, they kind of naturally live. And then you build this large community of people that are generating code, and some code is sticky, some is not, and nobody knows the inefficiencies or the efficiencies or the breaking points, like how reliable this code is, and you kind of just run it, assume it works, and then get unpleasantly surprised, and then that's very kind of the evolutionary process. So that's a really good analogy, and we can go a lot of places with that, where in the earliest days of programming, when you had finite, you could count the bytes that you had to work on this, you had all the
the kind of hackers playing code golf to be one less instruction than the other person's multiply routine to kind of get through. And it was so perfectly crafted. It was a crystal piece of artwork when you had a program, because there just were not that many. You couldn't afford to be lazy in different ways. And in many ways, I see that as akin to the symbolic AI work, where again, if you did not have the resources to just say, well, we're going to do billions and billions of programmable weights here, you have to turn it down into something that is symbolic and crafted like that. But that's definitely not the way DNA and life and biological evolution and things work. On the one hand, it's almost humbling how little programming code is in our bodies. We've got a couple billion base pairs, and it's like this all fits on a thumb drive for years now. And then our brains are even a smaller section of that. You've got maybe 50 megabytes. And this is not like Shannon limit perfectly information Что? Это реально? dense. And this is not, our brains are even a smaller section. This all fits on a thumb drive for years and is in our bodies. And it's logical evolution and things work. On the one hand, it's almost humbling how little programming code is in our bodies. We've got a couple billion base pairs, and it's like this all fits on a thumb drive for years now. And then our brains are even a smaller section of that. You've got maybe 50 megabytes. And this is not like Shannon limit perfectly information dense conveyances here. It's like these are messy codes. They're broken up into amino acids. A lot of them don't do important things, or they do things in very awkward ways. But it is this process of just accumulation on top of things. And you need... Понятно, короче, программисты насрали. Попал удачно топ-1 мира. Нихуя. Просто на рандоме, нихуя себе. Ну да, это тоже способ. Need is this process of just accumulation on top of things. And you need process of just accumulation on top of things. And you need scale. Both you need... Но разве тогда хотя бы определенная цель, что ли, или просто... Как это? Челлендж быть чуть получше, чем до этого кто-то нас сделал. Типа порядочнее слегка. Получше. Scale for things. And you need scale. Both you need scale for sort of the population for that to work out. And in the early days, in the 50s and 60s, the kind of ancient era of computers, where you could count, when they said, like when the internet started, even in the 70s, there were like 18 hosts or something on it. It was this small finite number, and you were still optimizing everything to be as good as you possibly could be. But now it's billions and billions of devices and everything going on. And you can have this very much natural evolution going on, where lots of things are tried, lots of things are blowing up. Venture capitalists lose their money when a startup invested in the wrong tech stack and things completely failed or failed to scale. But good things do come out of it. And it's interesting to see the mimetic evolution of the way different things happen, like mentioning Hello World at the beginning. It's funny how some little thing like that, where every programmer knows Hello World now, and that was a completely arbitrary sort of decision that just came out of the dominance of Unix and C and early examples of things like that. So millions of experiments are going on all the time, but some things do kind of rise to the top and win the fitness war for whether it's mind space or programming techniques or anything. Like there's a site on Stack Exchange called Code Golf where people compete to write the shortest possible program for a particular task in all the different kinds of languages. And it's really interesting to see folks kind of that are masters of their craft really play with the limits of programming languages. It's really beautiful to see. And across all the different programming languages, you get to see some of these weird programming languages and mainstream ones, Python, difference between Python 2 and 3. You get to see the difference between C and C++ and Java, and you get to see JavaScript, all of that. And it's kind of
inspiring to see how much depth of possibility there is within programming languages that code golf kind of tasks reveal. Most of us, if you do any kind of programming, you kind of do boring kind of very vanilla type of code. That's the way to build large systems, but it's nice to see that the possibility of creative genius is still within those languages. It's laden within those languages. So given that you are once again one of the greatest programmers ever, what do you think makes a good programmer? Maybe a good modern programmer? So I just gave a long rant/lecture at Meta to the TPM organization, and my biggest point was everything that we're doing really should flow from user value. You know, all the good things that we're doing. It's like we're not technical people. It's like you shouldn't be taking pride just in the specific thing. Like Code Golf is the sort of thing, it's a fun puzzle game, but that really should not be a major motivator for you. It's like we're solving problems for people, or we're providing entertainment to people. We're doing something of value to people that's displacing something else in their life. So we want to be providing a net value over what they could be doing, but instead they're choosing to use our products. And that's where, I mean, it sounds trite or corny, but I fundamentally В команде, где были олимпиадники, могли за алгоритмы пояснять до деталей, но продукт создавали, может, что пиздосы, скудный в архитектурном плане. Ну да, наверное, потому что, типа, смысл не в том, чтобы... я же до этого говорил, что смысл... когда я вот купил книжку по алгоритмам, такой, наверное, надо учить алгоритмы. То есть я ни хрена не понимал, причем, как подойти к программированию, скажем так. И там разные есть названия разных алгоритмов того, как решить какую-то определенную задачу, может быть, которая описана очень абстрактно, может быть, нет, может быть, конкретно относится к какой-то сфере в программировании, не суть. И я смотрел на это все и такой думаю, блядь, а при чем здесь я, собственно? То есть, наверное, смысл не в том, что я просто сейчас вот открою эту книжку, начну зубрить это как таблицу умножения, потому что это, не таблица умножения, потому что задачи могут быть совершенно разными, и мне нужно уметь их решать. А чтобы уметь их решать, мне нужно уметь как бы писать эти алгоритмы. То есть, по сути, мне нужен один единственный алгоритм, это просто придумывать алгоритмы, и все. Больше ничего. Наверное, так. Прикольно то, что есть подтверждение. Не знал про это. Они важны? Да, я понимаю, я не говорю, что в смысле способы, которые делали, нужно же понимать или основываться на каких-то, возможно, способах, которые были до этого уже сделаны, и типа от них отказываться. Все зависит, короче, от задачи, опять же. Но конечный итог — это думать, типа того, уметь думать. На собесе сдать в Google. Алгоритм для того, чтобы придумать алгоритм имба. Да, мне кажется, это самая большая имба, и типа с этим, если переживать о том, что... Я не знаю. Короче, ты сможешь все решить. Я просто подумал по поводу работы, что, мол, наверное, если ты знаешь алгоритм, который придумывает все алгоритмы, то есть ты, короче, просто думаешь как человек и используешь свой мозг для того, чтобы решать разные задачи, не факт, что тебя возьмут на работу, потому что там они будут знания типа таблицу умножения 1, таблицу умножения 2, таблицу умножения 3, то есть разных алгоритмов. Наверное, это проблема. Не факт, что ты получишь работу и таким образом выживешь, короче. Получается. И да. В этом, наверное, и прикол, что быть гибким, наверное. Не знаю. У факера, да? Прикольно. And that's where, I mean, it sounds trite or corny, but I fundamentally do. Можете спасибо, что сказал, просто если кто хочет раз посмотреть, можете у факера. And that's where, I mean, it sounds trite or corny, but they're choosing to use our products. And that's where, I mean, it sounds trite or corny, but I fundamentally do think that's how you make the world a better place. If you have given more value to people than it took you and your team to create. Короче, value to people. По сути, это то, что я говорю в последнее время, как я понял, что это полезность. Вот. То, как я воспринимаю это, что
по сути, откуда причем эта депрессия может возникать у человека? Как мне показалось, что плохое настроение или тогда, когда ты не знаешь, что делать, или вот эти какие-то состояния, которые, возможно, не депрессия, но не суть. Это, по сути, как? Это, на себя задать вопрос, как я могу быть полезным, да, чтобы это имело смысл. Потому что, по сути, нам грустно или плохо, если мы бесполезны, да, и мы не с кем-то, скажем так. Поэтому некоторые люди, возможно, даже придумывают какие-то такие странные вещи, где они просто полезны, потому что они рядом, наверное, с людьми, вместо того, чтобы работать. Ну да, но полезность, она заключается, мне кажется, как раз-таки в этой работе. Что ты работаешь для чего? Не знаю. Короче, порой работа тоже видится бессмысленной, бесполезной. Тут проблема во времени, короче. Мы некоторые вещи не можем знать, были ли они полезными или нет. А некоторые вещи мы как будто ставку делаем, что ли, наверное, иногда. Поэтому меняет работа, да. Be doing. So we want to be providing a net value over what they could be doing, but instead they're choosing to use our products. And that's where, I mean, it sounds trite or corny, but I fundamentally do think that's how you make the world a better place. If you have given more value to people than it took you and your team to create, then the world's a better place. People have, they've gone from something of lesser value, chosen to use your product, and their life feels better for that. And if you've produced that economically, that's a really good thing. On the other hand, if you spent ridiculous amounts of money, you've just kind of shoveled a lot of cash into a wood chipper there, and you should maybe, not feel so good about what you're doing. So being proud about like a specific architecture or a specific technology or a specific code sequence that you've done, it's great to get a little smile, like a tiny little dopamine hit for that, but the top level metric should be that you're building things of value. Now, you can get into the argument about how what is user value. Нормально, кстати, мы так подготовились, экономически по экономике какой-то фильм посмотрели с этим кризисом. И про ценность это упоминалась штука, и про индустрию поговорили. Ну да, и вот вчера, когда я вчера говорил про ценность, забавно все совпало. Прикольно. Ценность, да. Угу. Про это определенно нужно все время думать. Что теперь превратился канал, он всегда был про меня. Программирование, если можно писать бинарно, value. Now, you can get into the argument about how what is user value? How do you actually quantify that? And there can be big arguments about that, but it's easy to be able to say, okay, this pissed off user there is not getting value from what you're doing. This user over there with the big smile on their face, the moment of delight when something happened, there's a value that's happened there. I mean, if you have to at least accept that there is a concept of user value, even if you have trouble exactly quantifying it, you can usually make relative arguments about it. Well, this was better than this. We've improved things. Пробую программировать свой мозг на то, чтобы быть успешным. Но нужно понять, успешным в чем. Есть объективные ценности или ценности, назначенные человеком? Хороший вопрос, я не знаю. Ну, то есть мы, если говорим от себя, мы, по сути, наверное, всегда, типа, я забыл противоположность объективности. Чат, спасайте, я забыл слово, просто вылетело из головы. Субъективно, да. Мы, наверное, как люди, всегда субъективны. То есть мы видим, даже... Как будто бы объективность — это, короче, 100%. Но люди могут в объективность только на 99,8 или даже на 98,9 или там процентов в объективности. Как будто бы они не могут вот в этот процент оставшийся. И как будто бы есть такое, например, есть какое-то слово, которое точно описывает какой-то предмет, потому что вы придумали, что это, типа символ, что, мол, окей, это слово описывает эту вещь. И
оно точно описывает эту вещь. Но разве эта вещь это слово? Типа того. Наверное, так. Закон гравитации содержит некоторую субъективность. Ну, закон гравитации же его там могут и обобщать, ну, как и все разные там физики, какие-то дорабатывают законы вроде бы. То есть кто-то сделал, например, нашел какое-то решение, уравнение, и потом такие, окей, это уравнение также можно вот так. А, например, или вот так вот. Или, может быть, точнее будет вот так. Но как бы саму вот эту идею, которую нашли или типа создали, там, неважно, например, математики, она, наверное, живет. Это как закон действительно. То есть он работает. Наверное, да, это и есть объективность. То есть, наверное, объективность, она определенно существует. Это мир вокруг нас. Просто вот типа объективные ценности. Просто что такое ценность сама по себе? Ценность это если мы предполагаем, что есть ценность чего-то, то есть там для получения, наверное, этой ценности или передачи этой ценности определенно есть действие, да, то есть это не просто предмет, который статично стоит и все, ничего не происходит, да, он существует и существует, окей. То есть ценность это, наверное, да, тут как бы вопрос, как бы есть ли ценность для Вселенной, наверное, да, типа как это можно объективно описать? Да, это сложный вопрос, не знаю. Уже все доказал, не существует объективности. Ну, не знаю, бесконечность вполне объективна. Типа того. Наверное. То есть я уверен в бесконечности. Наверное, потому что я ее не понимаю. Наверное, так. Но это типа субъективное мнение, вот в чем проблема. Теорема Геделя о неполноте — это пиздец для нас на самом деле. Устоявшаяся в сознании человека. Ну, да, но в то же время есть вещи, которые работают. Например, законы математики или там физики, которые вывели, они же работают. То есть это ценность. Типа субъективно люди с субъективным там мнением и так далее, они обнаружили вещи, которые, ну, вроде объективно. Типа того. Теорема Геделя — это что-то знакомое я вроде читал. Просто не запомнил. Или не понял. О неполноте, вторая теорема Гёделя. Сложение умножения. Утверждает, что если формальная арифметика не противоречит, то в ней существует невыводимая, неопровержимая формула. Вторая теорема утверждает, что если формальная арифметика не противоречит, то в ней невыводима некоторая формула, содержательно утверждающая не противоречие этой арифметики. Противоречивость. Так, а картинкой это объяснить было попроще. Слишком много текста. Was a logical mathematician and philosopher. Important both in mathematical logic and philosophy of mathematical theorems, widely but not universally interpreted as showing Gilbert's program to find a complete and consistent set of axioms for all mathematics is impossible. The first incompleteness theorem states that no consistent system of axioms whose theorems can be listed in effective procedure in an algorithm is capable of proving all truths about the arithmetic of natural numbers. For any such consistent formal system, there will always be statements about natural numbers that are true but unprovable within the system. The second incompleteness theorem, an extension of the first, shows that the system cannot demonstrate its own consistency. Короче, Бог есть доказательство. Воспринимаем здесь арифметику как нечто, что имеет аксиомы. Окей.
Не требующий доказательств, понял. Логический аппарат недоказуемый. Нельзя сказать на 100%, что логика системы верна никогда, но это группа про это. Интуитивно знаем, что она истинна, но не знаем доказать. Окей, я понял. Ну, то есть аксиом, типа. Арбитражное свойство. Arbitrary — это же произвольное вроде как. Окей. Первое существование аксиома, второе нельзя доказать аксиом. Окей, это я понял. Аксиоматическая система не может быть... Окей. Я понял. Ну да, я согласен. Есть, то есть, да, есть что-то в этом. То есть, короче, проблема уже изначально исходит от того, что мы придумаем как бы вот эти символы, да, чтобы что-то описывать вокруг нас, и чтобы делиться этой информацией, там, собирать эти сложные системы лингвистические, продолжать это, понимать какие-то вещи и так далее. Короче, строить. И, в принципе, строить получается у нас разные вещи. И, в принципе, наверное, ценность в том, что есть какая-то идея, ты ее делаешь, то есть, или проверяешь, проще говоря, наверное, можно так сказать. И если она, короче, стоит, то типа все cool. Это ценность. Ты типа проверил, что это ценность. Наверное, так. Объективная ли она? Бля, хуй знает. Но она стоит, типа. Время идет. Но не факт, что, да, спустя 10 минут она, например, не распадется. Все основано на аксиомах. Я понял. Короче, на интуитивную фигню. Окей. Прикольно. Прикольно, я понял. Я понял теорему Гёделя. Окей. So Еще может придумать такой алгоритм, который принимает на вход другие алгоритмы и говорит да. Если проверяемый алгоритм не зацикливается, нет. И нет иначе. Далее можно сконструировать некий алгоритм, который зацикливается. Мы это видим просто из синтаксиса, но проверяющий алгоритм на нем зациклится. Зацикливается. Мы как бы знаем больше, чем проверяющий алгоритм. Но это сложновато. Ну, вроде бы я понимаю, да. Ну, в принципе, чисто интуитивно можно такую фигню сделать, что если человек врет, он же может врать, то есть он может вырабатывать какой-то алгоритм, который со старта как бы не работает, но несмотря на то, что он врет, оно все равно стоит, например, и работает, допустим. Но в долгосрочном плане, но потом мы закидываем туда время, и выясняется, что нет, оно на самом деле не работает. То есть он не врал или врал? То есть что он делал на самом деле? Ну, в принципе, как вот в том фильме, да, как там, шорт, вот этот про кризис 7-го, что чел придумал такой, сделали вот эту вещь, и она типа true работает, но потом, выяснилось, что нет, на самом деле не работает. Но это сколько там, 30 лет должно было пройти у них. Не доказать вся математика — это придуманные несуществующие реальности конструкт
Ну, да, но это язык, но... Это как бы стартово, можно сказать, типа начнем с математики, чтобы идти дальше, и, возможно, получится найти способ, наверное, что-то более точно доказывать, наверное, нужно. Или, например, доказать эти аксиомы, не знаю. Идеальной теории никакой науки, мы всегда будем строить новые и новые теории. Ну, как будто бы, да, вот я как раз об этом подумал, что ощущение, ну, не факт, что мы дойдем до какой-то точки, как будто бы хочется до какой-то точки добраться, но до нее не доходим. Это возвращаясь к тому, что я говорил, что вот как будто бы оно всегда 98% с чем-то. И типа, и вот это как будто бы издевка какая-то определенная, которая подстегивает людей к тому, что смотри, короче, бесконечность, короче, парадоксы. Вот. Ну как? И человек такой, бля, меня это бесит, но интересно, а чё так вдруг, почему? И типа, и он делает это, постоянно делает. Мы знаем, то есть мы сконструируем алгоритм, который знаем, что он зацикливается, а проверяющий алгоритм, универсальный алгоритм, который способен проверить любой алгоритм не зацикливания, гарантированно зациклится, и мы тоже это знаем. Мы не можем быть просто проверяющим алгоритмом, иначе бы мы зациклились. Куда шли усложнения в течение века? Зачем вычисления сложные разные появились? Для того, чтобы описать мир вокруг нас. Мир, природа, вселенная. Как бы есть такая прикольная штука, короче, как только ты понимаешь какую-то вещь, ну, учишься, ты понимаешь какую-то вещь, не обязательно ты ее можешь по-разному понимать. Или ты можешь до этой, типа, лампочки над головой дойти по-разному, но вообще разными подходами, неважно. Прочитал, увидел, сделал руками, срал на толчке, и вдруг внезапно она пришла, потому что какой-то ответ тебе пришел спустя какое-то время по какой-то причине. Короче, как только это понимание приходит, ты, ну, не магическим образом, например, то, что делал какой-то, не знаю, ты раньше, может быть, с чем бы сравнить? Он, например, буквально лампочки как-то так ставил, что это выглядело почему-то хуже. Но после этого понимания ты что-то такое делаешь с лампочками, хотя сами лампочки не поменялись, их расположение просто поменялось, что по итогу влияет на то, что твоя картинка выглядит еще лучше. Наверное, так. Я не знаю, получилось мне это объяснить или нет. Короче, ты как будто, когда допираешь до какой-то идеи, которые нашли, например, ты такой, я могу сделать эту вещь лучше, не потому что ты, короче, узнал алгоритм, вот, что ты не просто узнал алгоритм, тебе сказали, если ты сделаешь это, ты сделаешь это лучше. Не, а просто потому что ты понимаешь эту вещь, ты можешь ее сделать лучше. Не потому что ты узнал какой-то алгоритм. То есть алгоритм здесь вообще ни при чем, по итогу. То есть мне нужно вот подвигать эту лампочку так-то, так-то. Какая разница, если эта лампочка может вообще в разных местах находиться и не в каких-то идеальных условиях, которые тебя, например, описали в этом алгоритме. Ты просто ее так поставил, потому что ты знаешь лучше, типа того. Потому что ты что-то понял. Ты писал восприятие, которое детерминирует миллионы лет эволюции нашей сферы, то есть на Земле. То есть понимание больше, чем знание, оно содержит больше, чем воспринятая информация. Наверное, да. Ну, то есть, да, то есть точно понимание, короче, в себе просто несет больше инфы. Но это понимание как будто бы нельзя написать, что ли.
И вот, то есть это можно видеть даже по математикам, да, вот они, например, поняли какую-то вещь, и все, пиздец, книга на 1000 страниц, доказывающая вещь, и которые пытаются вам объяснить вот эту идею. И другие такие, так, блядь, что он нахуй нашел или придумал, чего? И все сидят, короче, такие, я понял, а другие, бля, нихуя не понял. Не, я тоже нихуя не понял. И 300 лет проходит, такой, я нихуя не понимаю, что ты несешь, и сидишь там, дрочишь это. А потом по итогу куда-то пошел и такое, и там, видимо, в какой-то степени применялась эта идея. Например, в игру, допустим, даже поиграл такой, блядь, так вот это что ли пытались описать? Серьезно? Ну все, я понял. И мне не нужно, например, было читать 1000 страниц этой книги. То есть просто вот это понимание, может быть, даже это не информация. Тебе как бы пытаются, вот кто-то что-то понял, и он пытается тебе это объяснить по-разному, разным языком, разным способом. Тебе просто эти сигналы дает. Короче, это вот эта хрень, а у тебя просто шумит, и ты не можешь настроиться. Потом, когда ты настраиваешься каким-то образом, ты такой, нихуя, окей. Как ты понимаешь интуицию? Вот у меня она достаточно разная, но меня напрягает, что близко говорят, что я накаркал, хотя я просто предсказал ситуацию, которая вполне закономерна, хоть и маловероятна. Я, наверное, предполагаю, что интуиция — это что-то вроде типа подсознательного вычисления. И оно работает хуй знает как. Оно как будто бы тебя... Ну, типа мозг, он решает линейно, да? Он такой, окей, мы идем и с определенной скоростью. А подсознание как будто бы оно решает задачу супер ебануто, я не знаю как, которая... иногда может моментально выдавать тебе ответ, который ты не понимаешь, но это ответ. А иногда требует большого количества времени для того, чтобы тебе выдать ответ. Как будто бы по итогу решает вот это понимание, оно относится не к мозгу, оно относится вот к какому-то подсознанию. Вот. А мозг, он просто, типа помощник, типа как надстройка, как будто какая-то. Квантовое сознание, я не знаю, что это. Мир так устроен, как невозможно найти, так и невозможно дойти до конца. Это ее дает нам... Не, в плане атом невозможно. Это нам дает нам мотивацию к движению лиминарно просто между идеей. Не знаю по поводу этого. Подсознание делит на ноль и выдает рандомные вещи. То есть я не имею в виду, что это типа не мозг подсознания, да, наверное, это все еще мозг и все такое, как бы, что это типа там, может, не про души говорим или какая-то такая фигня. Если чуть приближенно к реальному миру, по крайней мере, то, что мы знаем, да, наверное, это какая-то часть мозга просто, так работает. Не та, которая линейно типа все делает. Предварительные результаты, которые можно использовать здесь сейчас, они потом, когда будет уже поздно. А эвристически это как? То есть как будто бы вот когда мы делаем вычисления, это что-то подвязанное на концепции прошлое, настоящее, будущее. А вот подсознание как будто бы работает, как будто бы лучше понимает время. И это и есть интуиция. Типа того. Вот. Оно, короче, лучше тебя знает, потому что оно так работает. Связано с соотношением по значению существует эвристика, такой, который помогает находить и умножить что-то. Находчиво находить и обнаруживать. Типа эврика, вот это все. Окей. Накопление в какой-либо деятельности в решении практических задач. Приспособление оптимизации нужно понимание, непонятно откуда приходит. Да, вот, это вот прям... И вот эти книжки, которые на 1000 страниц, например, математик описывает, это он уже делает мозгом, да, то есть он уже думает, так, как это линейно структурировать, чтобы потом я сказал, все, вот доказательства, и все такие, да,
Это правда. Но вот это я понял, это почему-то проблема. Ну, говорю, сделаю предположение просто потому, что вот это подсознание, интуиция, оно не работает понятиями типа прошлое, настоящее, будущее, просто потому что это мы тоже для себя как бы пытаемся объяснить, ну, время. И это просто как отдельная часть органа или орган, неважно, который такое. Я уже в курсах, типа, все. Типа, я знаю свою работу. Я уже сохранял это слово. — 80 плюс миллиард нейронов, хуй пойми, что он может выдавать на выходе, плюс биохимия на все это влияет, плюс обстоятельства. Это вообще удивительная штука. Это да. Жизненный опыт. Про эвристика. Выступал на TED, и он говорит, что подсознание — это миф, нет. Не, я предполагаю, что есть какая-то, окей, можно так сказать, есть какая-то часть в организме, в мозгу, да, связанная с мозгом, с вычислением, скорее всего, может быть, которая отвечает за вот это понимание, типа, я понял. Я не знаю, если где-то тот, кто изучает сознание человека и мозг человека, пытался это описать, ну, типа, я бы почитал немного про это. То есть, если они пытались структурировать как-то, что это означает. Канемана, а по поводу... Экономист вышел про игру на понижение, добавил канал, удалили. Да, видел нас. Людвиг Виттенштейн, логика, философский трактат. Понимание приходит из знания, которое уже приобрел. Да, наверное, скорее всего. Welcome back, сучка! Но я не могу сказать, что это так, наверное, почему-то. Был Свенден, спасибо огромное, спасибо большое за подписчику. Prime подписка, нихуя, спасибо. Подсознание может все, там достаточно простым языком пояснять за все его функции, хотя к некоторым главам у меня есть вопросы. Ну, хотя бы одно из... Кто-то пытался, видимо. Отбрасывать все лишние аналитические части, аналитической частью мозга плюс подключение самой интуиции. Плод моего воображения. Или моего воображения. Или кого-то в другой точке Земли. Или, может быть, не Земли. Да не, навряд ли. Это было бы скучновато, мне кажется. Это просто можно... Это идея для сюжета, но не для... Ну, не то, как Вселенная работает. Вселенная определенно работает так, как мы не предполагаем. Может быть... Точнее, предполагаем, но может выясниться, что нет, на самом деле. Поэтому это, типа, интересно это все изучать и работать над тем, чтобы еще больше понимать. Почему появилась математика сложнее 5 класса? Это развитие идеи. Они основывались на определенной идее. Наверное, как раз-таки, кстати, вот есть, что я в этих наушниках громче говорю, что есть, короче, какая-то идея. Она как раз-таки, наверное, пришла из этой интуиции. Там Пифагор сидит, рассказывает эти идеи, короче, и начинает их доказывать, и все такие, нихуя себе, работает. И все эти идеи берут, проходит какое-то время, и такие люди, блин, у меня появилась новая идея, завязана на этом. И так вот математика дальше расширялась и развивалась, и до сих пор расширяется. Просто она настолько комплексной становится, буквально, что, наверное, те вещи были хорошо... закреплены и структурированы. И чем дальше она идет, тем больше какой-то шума, что ли, появляется.
И да, и, наверное, вот задача как бы еще более структурировать и строить эти все надстройки и так далее, и чтобы можно было дальше идти описывать какие-то вещи, не знаю. Походу надо танцевать, чтобы дождь был. Ну, как из идей. Но, как выяснилось, не обязательно. Математика работает... Не совсем понял вопрос. Смотреть песочный... Я не знаю, что это. И у них есть смысл смысл в контексте задачи. Да. Ну, вот отвечая на вопрос, откуда появились все вот эти более сложные вещи в математике, они появились как раз-таки от этих идей, которые работали. На них основывались. Так что можно предположить, что да, действительно, интуиция — это типа, или вот этот ответ, который ты у себя выдаешь, я понял какую-то вещь. Не в смысле ты наврал или сказал, что это правда, или какая-то такая вещь. Ты просто, типа, пришел к этому пониманию, и ты просто в нем более уверенным становишься, наверное, в этом понимании. Особенно более уверенным, когда ты это еще уже мозгом анализируешь и начинаешь структурировать, типа. Но, да, короче, наверное, я ответил на вопрос, неважно. Сказал, фантазия физически с этим взаимодействовать не мог. Не, почему? Мы благодаря математике, мы благодаря этим идеям строим разные вещи, например, как сейчас общаемся на стриме, на расстоянии отсылаем сигнал по расстоянию на определенно большое. Очень быстро, очень быстро. Без этих идей, где мы были? Точно не тут. Возможно, если были бы какие-то другие идеи, мы были в другом месте определенно. Но, возможно, эти идеи возникли не из балды, а как раз-таки результата... То есть, возможно, это как бы доказывает то, что они описали, то, как они описали мир вокруг нас, это было правдой. Это, типа, эти аксиомы и так далее. Вообще в мире идет какой-то от одной идеи. Наверное, что я вот думал над этим, чтобы создать новую какую-то идею, тебе нужна одна идея плюс какая-то другая идея или какое-то количество. Наверное. То есть как мем. То есть чтобы тебе мем собрать, тебе нужен один плюс что-то. Или какое-то количество этого что-то. Ты не можешь, ты как бы, если идея равно идея, это копия идеи, это не новая идея. Количество других идей, которые ты можешь совместить, скомбинировать. Причем порядок, по ходу, тоже важен, кстати, как ты прибавляешь их. Значит, возможно, это умножение, не прибавление. Не знаю. С праха так и есть, ведь прах, по сути, углерод. Ты про то, что в Библии какие-то были идеи, которые тоже описаны? Да, почему бы нет? Просто они по-своему это делали. Получается, интуиция иногда дает нам объективную информацию, мы ведь внешний мир понимаем через эти интуитивные идеи. Может быть, тогда и объективные ценности есть. Кстати. Может быть. Да. Наверное, это просто не говорит о том, что все, что нам выдает интуиция, есть правда или объективная вещь. Но, наверное, да, это как-то приближено к этому. И действительно что-то за этим есть. Иначе бы она не работала просто-напросто. На примере с мемом получается картинка плюс подпись. Да, то есть если воспринимать идеи как символы определенные, это типа набор символов. Что символ — это и есть идея. Если символ уже был сделан, что тут влияет время. Что есть символ, это была какая-то старая идея.
И мы, типа, ну, сделали его символом. Все. Это, типа, уже решено. И потом нам нужна, например, новая идея. Мы берем... Для этого нам нужен какой-то старый символ, скорее всего, плюс, наверное, еще какой-то символ. И тогда это становится новой идеей, которая превращается в символ, который становится старой идеей. И так по кругу. Возможно. Это так предположение. Это если бы, наверное, можно было писать как бы формулу идеи, как получить идею. Наверное, так. А я себе записывал, кстати, фразу. Мне она очень понравилась, и, в принципе, ее ко всему можно применять. Вот, да. Фраза означает, как получить вкусное блюдо из имеющихся ингредиентов. Просто вопрос себе это задать. По сути, она означает, как получить идею. Ну, наверное, может быть. Или мем, не знаю. Просто с аналогией с едой и проще всего проводить. По поводу объективной ценности, возможно, именно создание новых идей есть эта сама ценность. Ну, кстати, возможно. Людей раздражает, когда все устаревает, разве нет? Ну, говоря про эти типа символы, если мы обобщаем это, да, что типа предметы, объекты, символы одно и то же я имею в виду. Людей начинает раздражать, когда символы устаревают. Некоторых, наверное, не всех. И как будто бы, возможно, как раз-таки появляется эта жажда к новым идеям. И, наверное, это и есть ценность, возможно, действительно. В логике Фрege развитие ее Гусserля, Wittgensteina, потом только отказ и ветвление от этих идей было в сторону постмодерной литературности. Ну, на каких-то идеях все равно, видимо, нужно основываться. Не, Кармака я не дропнул. Просто, как я ожидал, пока будем смотреть, наверное, будем какую-то обсуждать идею. Пицца изначально как раз постсеком поскрести и выложить на тесто. Я не знаю, что такое постсеком поскрести, но я слышал эту фразу. Сыграл с фантазией, а мы только сейчас можем с помощью этой математики влиять на что-то реальное в наше время. Вопрос типа в том, что нахуя он продолжал это делать, если он не мог с этим никак взаимодействовать, кроме своего воображения. Ты про то, что почему математики типа доперли до каких-то идей, а применение, типа как прикладная математика, вот это все нашлось только позже. Ты про это хочешь сказать? Типа почему они этим занимались, если не было практического применения? Ты про это? Я думаю, что потому что это весело. Если бы я жил не сейчас, я бы, наверное, занимался математикой, скорее всего, по итогу. Наверное, математики это делали, потому что это просто весело, и это как бы эти идеи привели к вещам, от которых тоже как бы типа прикольно. Вот, наверное, так. Идеи создаются или заранее в закрытом пространстве. Я понял. Мне кажется... Не знаю, наверное, это парадокс, я без понятия, если честно. Ну, то есть, да, как будто бы идеи нам кто-то приносит или дает, ну, если мы в каком-то духовном плане, да, это говорим. Но в то же время, наверное, это все-таки собранный опыт и ответ, который выдается в голове по какой-то причине, где мы типа поняли, ну, как лампочка над головой. Не знаю. Есть такая фигня, как идея может не работать.
Вот. И она может действительно не работать. Но, возможно, она просто не работает в контексте, ну, в том, как бы, куда ты ее вставил. Ты, как бы, возможно, не в правильном порядке ставил. То есть там нет, как бы, ну, не работает, нет правды, да, в этом. И, да, есть какие-то идеи, которые работают. Поэтому, может быть, оно, типа, предопределено, но не знаю. Ну, наверное, мы собираем, действительно. Если в этом... ищем эту закономерность, скажем. Наверное, ищем. Мы все-таки пытаемся найти. А если она есть, то вот так вот получилось. И если так получилось, то, наверное, предопределено, можно так сказать. Не знаю. Но это, да, это правда, что идея, например, может не работать просто. Или просто никто не нашел применения этой идеи. Ну, про Рамуджана я прочитал, как я понял, там математики британские, они просто сказали, что это немножечко, типа, это как типа, история из разряда Менделееву приснилась таблица его. Вот. То есть, как бы, не совсем, он, типа, работал над этими вещами. Не то, что ему они, типа, приснились. Сами, как копия, вот, типа, скопируй сна, и все будет работать. Так, ну, у меня к этому моменту наушники бесправно заряжаются. Что-то новое создать, а лучше, чтобы перевернуло это вообще представление, стать великим или известным, жить лучше. Может быть, не знаю, просто решать задачки — это типа весело. Это когда мозг, он вырастает, особенно у тебя как будто тебе больно, если ты не решаешь задачки, такое ощущение. Ну, у меня так, по крайней мере. Он начинает, ты чувствуешь, как будто он куда-то уплывает, твои мозги, если ты не решаешь задачки, ничего не учишь. И как будто бы ты типа отмираешь, что ли, что-то в этом роде. Поэтому, да, хочется постоянно решать. Тупеешь. Да, типа того. Посвящая жизнь, то точно будет сниться. Ну да, это да, скорее всего. You know, being a, you know, this, we've improved things. So, you know, being a, you know, being a servant to. Да, факер рестлинг, если что, можете... Мы Кармака сейчас смотрим. Задачи не только математические. Ну, математика — это просто абстракция, это просто язык для того, чтобы описать, типа, все вокруг, буквально все вокруг нас. И они стараются абстрагироваться. То есть, как бы физика, например, жонглирует какими-то понятиями, просто просто математика помогла как бы догнать до этого. Математика — это просто... Она старается... Это инструмент, который дает тебе возможность, да, уже оперировать и считать, и что-то делать с вещами, которые уже менее абстрактны. То есть менее выдуманы, менее сфантазированы. Код Дума разбирается. А тоже своего рода задачки, да, ну типа как математика, можно так сказать. Ничего не описывает само по себе. Ну да, типа того. Ну то есть, ну да, она как бы, математика работает внутри себя, что ли, типа внутри своей системы. To the user is things. So arguments about it. Well, this was better than this. We've improved things. So, you know, being a servant to the user is your job when you're a developer. You want to be producing something that other people are going to find valuable. And if you are technically inclined, then finding the right levers to be able to pull, to be able to make a design that's going to produce the most value for the least amount of effort. And it always has to be kind of divide. There's a ratio there where it's a problem at the big tech companies, whether it's Meta, Google, Apple, Microsoft, Amazon, companies that have almost infinite money. I mean, I know
their CFO will complain that it's not infinite money, but from most developer standpoints, it really does feel like it. And it's almost counterintuitive that if you're working hard as a developer on something, there's always this thought, if only I had more resources, more people, more RAM, more megahertz, then my product will be better. And that sense that at certain points, it's certainly true that if you are really hamstrung by this, removing an obstacle will make a better product, make more value. But if you're not making your core design decisions in this fiercely competitive way where you're saying feature A or feature B, you can't just say, let's do both. Because then you're not making a value judgment about them. You're just saying, well, they both seem good. I don't want to necessarily have to pick out which one is better or how much better and tell team B that, sorry, we're not going to do this because A is more important. But that notion of always having to really critically value what you're doing, your time, the resources you expend, even the opportunity cost of doing something else, that's super important. Well, let me ask you about the big debates that you're mentioning of how to measure value. Is it possible to measure it kind of numerically, or can you do the sort of Johnny Ive, the designer route of imagining sort of somebody using a thing and imagining a smile on their face, imagining the experience of love and joy that you have when you use the thing? That's from a design perspective. Or if you're building more like a lower level thing for like Linux, you imagine a developer that might come across this and use it and become happy and better off because of it. So where do you land on those things? Is it measurable? So I imagine like Meta and Google will probably try to measure the thing. They'll try to, it's like you try to optimize engagement or something. Let's measure engagement. And then I think there is a kind of, I admire the designer ethic of like, think of a future that's immeasurable. And you try to make somebody in that future that's different from today happy. So I do usually favor, if you can get any kind of a metric that's good, by all means, listen to the data. But you can go too far there, where we've had problems where it's like, hey, we had a performance regression because our fancy new telemetry system is doing a bazillion file writes to kind of archive this stuff because we needed to collect information to determine if we were doing, if our plans were good. So when information is available, you should never ignore it. From actual users using the thing, human beings using the thing, large number of human beings, and you get to see sort of so there's the 0 to 1 numbers. problem of when you're doing something really new, you do kind of have to make a guess. But one of the points that I've been making at Meta is we have more than enough users now that anything somebody wants to try in VR, we have users that will be interested in that. You do not get to make a completely greenfield, blue sky pitch and say, I'm going to do this because I think it might be interesting. I challenge everyone. There are going to be people, whether it's working in VR on your like on your desktop replacement or communicating with people in different ways or playing the games. There are going to be probably millions of people, or at least if you pick some tiny niche that we're not in right now, there's still going to be thousands of people out there that have the headsets that would be your target market. And I tell people, pay attention to them. Don't invent fictional users. Don't, make an Alice, Bob, Charlie that fits whatever matrix of tendencies that you want to break the market down to, because it's a mistake to think about imaginary users when you've got real users that you could be working with. But, on the other hand, there is... Ну, это то, о чем мы когда обсуждали, сидели по поводу рынка игровой индустрии, типа, кто там скидывал статистику в плане продаж инди-студий, от инди-игр, от инди-студий, как там все получалось по жанрам. Да, и обсуждали вот эту ценность. Ну, блин, у ценности, да, есть вот эта проблема, что... Ну, как ее измерять? There is value. Просто данные определенной статистики, да, могут позволить. Просто порой статистику нужно как бы оценивать еще статистику. Просто иногда она чисто для прикола, реально. Просто ты такой, окей, здесь есть закономерности, здесь вот эти данные есть, но ты их можешь просто неправильно интерпретировать, к примеру.
что на самом деле для решения твоей задачи, например, какая-нибудь, ну, мы берем статистику, например, с Твича, да, о, смотри, в этот день ты стримил какую-то штуку и так далее, поэтому здесь много людей было, и ты опять ее еще раз постримил, потому что здесь много людей было, и людей стало еще больше, потому что ты стримил одну и ту же эту фигню. Проходит год, и выясняешь, и типа все упало, и ты думаешь, а почему так случилось, если все ушло вверх? Возможно, ты неправильно понял, что это было не из-за этого, а это было потому, что, например, на тебя одета была шляпа какая-то. Вот ты не понял, что это шляпа была. В один момент ты ее снял, ты ее уже надеваешь, всем уже пофиг, типа, все уже не то. Или, может быть, вещь может устаревать, непонятно. Может быть, кстати, вот то, что я говорил по поводу старых идей и так далее, может быть, в этом есть закономерность как раз-таки, что идеи просто устаревают. Некоторые, не знаю. Стоит учитывать, но не полагаться. Да, нет, точно да, я согласен, да. Что да, нужно иметь в виду, можно сказать типа, о, прикол, но как бы полностью какую-то систему или какую-то задачу, которую ты решаешь строить, просто вот по этим данным недостаточно, потому что этих данных по факту можно по-разному получать, их можно больше получать, например, то есть может быть... Короче, да. Как бы решение все равно нужно будет принимать в любом случае для решения. Для решения какие-то принимать, когда ты строишь какую-то, например, систему. To having a kind of whole, but you know, on the other hand, there is value to having a kind of wholeness of vision for a product, and companies like Meta have, you know, they understand the trade-offs where you can have a company like SpaceX or, you know, Apple in the Steve Jobs era, where you have a very powerful leading personality that, you know, that can micromanage at a very low level and can say, it's like, no, that handle needs to be different, or that icon needs to change the tint there. And they clearly get a lot of value out of it. They also burn through a lot of employees that have horror stories to tell about working there afterwards. My position is that stories to tell about working there afterwards. My position, and they clearly get a lot of value out of it. They also burn through a lot of employees that have horror stories to tell about working there afterwards. My position is that you're at your best when you've got a leader that is at their limit of what they can kind of comprehend of everything below them, and they can have an informed opinion about everything that's going on. And you take somebody, you've got to believe that somebody that has 30, 40 years of experience, you would hope that they've got wisdom that the just out of boot camp person contributing doesn't have, and that if they're like, well, that's wrong there, you probably shouldn't do it that way, or even just don't do it that way, do it another way. So there's value there, but it can't go beyond a certain level. I have Steve Jobs stories of him saying things that are just wrong right in front of me about technical things because he was not operating at that level. But when it does work and you do get that kind of passionate leader that's thinking about the entire product and just really deeply cares about not letting anything slip through the cracks, I think that's got a lot of value. But the other side of that is the people saying that, well, we want to have these independent teams that are bubbling up the ideas because, like, it's anti-capitalist or anti-free market to say it's like, I want my great leader to go ahead and dictate all these points there, where clearly free markets bring up things that, you know, you don't. Чё, кого? А? А чё, кого надо кикнуть? Алло? Алло, я не вижу. Я понял. Окей, до свидания. Спасибо. Expect. Like in VR, we saw a bunch of things like it up things that, you know, you don't expect. Like in VR, we saw a bunch of things like it didn't turn out at all the way the early people thought were going to be the key applications, and things it didn't turn out at all the way the early people dictate all these points there, where clearly free markets bring up things that, you know, you don't expect. Like in VR, we saw a bunch of things like it didn't turn out at all the way the early people thought were going to be the key applications, and things that, you know, would not have been approved by the dark cabal making the decisions about what gets into the store turn out to, in some cases, be extremely successful. So
Yeah, I definitely kind of wanted to be. There was a point where I did make Я a pitch. видел этот термин, точнее слово про кабал, я нихуя не понял. Его в презентациях у Valve они часто произносили это. Я не понял, что это означало, может быть, кто-то знает, но вроде бы это какая-то отдельная, видимо, группа людей, которые в какой-то компании, ну или типа сотрудники, которые принимают главное решение, что ли, наверное, это имелось в виду. Ну, хз. Pitch. It's like, hey, so into the store turn out to in some cases be extremely successful. So yeah, I definitely kind of wanted to be. There was a point where I did make a pitch. It's like, hey, make me VR dictator and I'll go in and get shit done. And that's just, it's not in the culture at Meta, and they understand the trade-offs. And that's just not the way, that's not the company that they want, the team that they want to do. Yeah, it's fascinating because VR, and we'll talk about it more. It's still unclear to me in what way VR will change the world, because it does seem clear that VR will somehow fundamentally transform this world, and it's unclear to me how. Yeah. Yet. And it's Let me know when you want to get into that. well, hold on a second. Yeah. So in the stick to the you being the best programmer ever. Okay, in the early days when you didn't have adult responsibilities of leading teams and all that kind of stuff, and you can focus on just being a programmer, what did a productive day in the life of John Carmack look like? How many hours at the keyboard? How much sleep? What was the source of calories that fueled the brain? What was it like? What time did you wake up? So I was able to be remarkably consistent about Кабаль, группа высокопоставленных чиновников при дворе английского короля, король второй, походу, просто какая-то поговорка, да. Ну вот, походу, да, все-таки это означает, что это группа людей, которые принимают решения, судя по всему. Наверное, про это имеется в виду. Просто вот в английском языке оно есть, и как-то... А чё, man реально ударили? Нет, погодите. Не. Всем твои есть у тебя на канале? Что? Man... Чё? What the fuck? Ща. Но как? Стоп. А у меня... Сколько у меня... Не, у меня еще место есть. Да, я не знаю, куда... А кто чаще использует man? У него сколько? 4А. Используют чаще с маленькой буквы, интересно, или с большой буквы? Да, странно. Ну, у меня было с большой буквы. Окей. Ну, я вернул man. Не знаю, что случилось. Но man is back. Погодите, там 5А, а не 4А. Там 5 их. Их 5, ребят. Man. В основном с маленькой пишут, ребята. В основном с маленькой пишут.
Ребята, в основном ну, будем придерживаться большинства для удобства. Мэн. В основном через тэп пишут, мэн. Я могу 2 версии написать, но это будет странно, если через тэп будет писать. И причем у них странные, у них разные зумы, у них разное приближение. Типа, что, блядь? Да, вот здесь вот типа обрезано. Здесь вот побольше. Человека бензопилой, да, видел. Ну, трейлер, ну, типа, прикольно сделан, но он как бы ни о чем не говорит, как мне показалось. Ну, оставим с маленькой, в принципе, как привыкли. Похуй. Out What times you wake up. So I was able to be remarkably consistent about what was good working conditions for me for a very I was able to be remarkably consistent about what was good working conditions for me for a very long time. I was never one of the programmers that would do all-nighters going through work for 20 hours straight. It's like my brain generally starts turning to mush after 12 hours or so. But the hard work is really important. And I would work for decades. I would work 60 hours a week. I would work a 10-hour day, 6 days a week, and try to be productive at that. Now, my schedule shifted around a fair amount when I was young without any kids and any other responsibilities. I was on one of those cycling schedules where I'd kind of get in an hour later each day and roll around through the entire time, and I'd wind up kind of pulling in at 2 or 3 in the afternoon sometimes, and then working again past midnight or 2 in the morning. And that was when it was just me trying to make things happen. And I was usually isolated off in my office. People generally didn't bother me much at id, and I could get a lot of programming work done that way. I did settle into a more normal schedule when I was taking kids to school and things like that. So kids were the forcing function that got you to wake up at the same time each day. It's not clear to me that there was much of a difference in the productivity with that, where I kind of feel if I just get up when I feel like it, it's usually a little later each day. But I just recently made the focusing decision to try to push my schedule back a little bit earlier to getting up at 8 in the morning and trying to shift things around. Like I'm often doing experiments with myself about what should I be doing to be more productive. And one of the things that I did realize was happening in recent months, where I would go for a walk or a run. I cover like 4 miles a day, and I would usually do that just as the sun's going down here in Texas now, and it's still really damn hot, but I'd go out at 8:30 or something and cover the time there, and then the showering, and it was putting a hole in my day where I would have still a couple hours after that, and sometimes my best hours were at night when nobody else is around, nobody's bothering me, but that hole in the day was a problem. So just a couple weeks ago, I made the change to go ahead and say, all right, I'm going to get up a little earlier, I'm going to do a walk or get out there first so I can have more uninterrupted time. So I'm still playing with factors like this as I kind of optimize my work efforts, but Нифига, сколько Кармаку лет, и он до сих пор думает над тем, как же строить день и во сколько просыпаться, вне зависимости от того, что у него семья есть и так далее. Сколько Кармаку сейчас лет? Ему 51 год. 70 годов родился. О, он в августе родился, нифига себе. Нифига, у него скоро ДР. Он в августе родился. Что там на Эвердрак? Бля, нет, спасибо. Нет. Я подумаю.
but it's always been, it was 60 hours a week for a very long time. To some degree, I had a little thing Блядь, сука. Модер в отпуске, бля. in the back of my head where I was almost jealous of some of the for a very long time, but it's always been, Буквально. it was 60 hours a week for a very long efforts, Не в отпуске, but они не it's always работают. been, Ну, буквально. it was 60 hours a week for a very long time, but it's always been, it was 60 hours a week for a very long time. To some degree, I had a little thing in the back of my head where I was almost jealous of some of the programmers that Так, я могу сконцентрироваться, пойду кофе себе сделаю. Сейчас буду. Блядь.
О, модеры, ребят, спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо, ребят. Would do these marathon degree always been, it was 60 hours a week for a very long time. To some degree, I had a little thing in the back of my head where it was my work efforts, but it's always been, it was 60 hours a week for a very long time. To some degree, I had a little thing in the back of my head where I was almost jealous of some of the programmers that would do these marathon sessions. And I had like Dave Taylor, one of the guys that he would be one of those people that would fall asleep under his desk sometimes, and all the kind of classic hacker tropes about things. And a part of me was like, always a little bothered that wasn't me, that I wouldn't go program 20 hours straight because I'm falling apart and not being very effective after 12 hours. I mean, yeah, 12-hour programming, that's fine when you're doing that, but you're not doing smart work much after, at least I'm not, but there's a range of people. I mean, that's something that a lot of people don't really get in their gut, where there are people that work on 4 hours of sleep and are smart and can continue to do good work, but then there's a lot of people that just fall apart. So I do tell people that I always try to get 8 hours of sleep. It's not this, push yourself harder, get up earlier. I just do worse work where, you can harder that I always try to get 8 hours of sleep. It's not this, push yourself harder, get up earlier. I just do worse work where, you can work 100 hours a week and still get 8 hours of sleep if you just kind of prioritize things correctly. But I do believe in working hard, working a lot. There was a comment that a game dev made that I know there's a backlash against really hard work in a lot of cases, and I get into online arguments about this all the time. But he was basically saying, yeah, 40 hours a week, that's kind of a part-time job. And if you were really in it, you're doing... Погодите, 40 часов? Это сколько? Четыре часа в день. А, погодите, это если мы судим, если ты работаешь еще без выходных. А если без выходных, это сколько? 5 часов? Doing what you think is a week, that's kind of a part-time job. Что если ты 40 часов работаешь, то это как если бы у тебя не полный рабочий день был. Он про это, то, что они там спорят, обсуждают того, сколько нужно работать. Короче, смысл такой, как Кармак, наверное, пытается объяснить, что у каждого есть свой лимит, и есть смысл как бы идти к этому лимиту. Не лимиту в смысле, когда ты распадаешься на части, а в смысле, когда... как я понял, чтобы... максимальная оптимизация. Вот, типа того. Максимальная оптимизация того, что ты можешь сделать. Эффективно. Вот. At the time, but it was in a lot of cases, and I get into online arguments about this all the time, but he was basically saying, yeah, 40 hours a week, that's kind of a part-time job. And if you are really in it, you're doing what you think is important, what you're passionate about. Working more gets more done. And it's just really not possible to argue with that if you've been around the people that work with that level of intensity and just say, it's like, no, they should just stop. And I kind of came back around to that a couple years ago where I was using the fictional example of, all right, some people they'll say with a straight face, they think, no, you are less productive if you work more than 40 hours a week. And they're generally misinterpreting things where your marginal productivity for an hour after 8 hours is less than in one of your peak hours, but you're not literally getting less done. There is a point where you start breaking things and getting worse behavior and everything out of it, where you're literally going backwards, but it's not at 8 or 10 or 12 hours. And the fictional example I would use was, imagine there's an asteroid coming to impact, to crash into Earth, destroy all of human life. Do you want impact? Fictional example I would use was, imagine there's an asteroid coming to impact, to crash into Earth, destroy all of human life. Do you want
Elon Musk or the people working at SpaceX that are building the interceptor that's going to deflect the asteroid, do you want them to clock out at 5 because, damn it, they're just going to go do worse work if they work another couple hours? And, it seems absurd. And that's a hypothetical, though, and everyone can dismiss that. But then when coronavirus was hitting and you have all of these medical personnel that are clearly pushing themselves really, really hard, and I'd say it's like, okay, do you want all of these scientists working on treatments and vaccines and caring for all of these people? Are they really screwing everything up by working more than 8 hours a day? And of course, people say I'm just an asshole to say something like that, but it's Google, да? And of course, да. people say I'm just an asshole to say. Asshole? Они цензурят? А можно мне выбор дать? Мне не 2 года. Типа, можно переводить мне это? Нет? Ну, ладно, окей. Something like that by working more than 8 hours a day. And of course, people say I'm just an asshole to say something like that, but it's Ну, Google, то есть, уже предполагает, что это тупое. Truth. People say I'm just an asshole to say something like that, but it's it's the truth. Working longer gets more done. But it's working more than 8 hours a day. And of course, people say I'm just an asshole to say something like that, but it's it's the truth. Working longer gets more done. Мне кажется, с такими вещами они должны разбираться буквально. Вот рекламодатель такой приходит. Ну да, они тогда не заплатят. Просто что если у рекламодателя какое-то есть реальное обвинение в том, что его должны мат убрать, то, давайте разбираться с юристами или какая-то такая фигня. У меня это первое, что в голове возникло, а потом я подумал, они же, наверное, не хотят терять рекламодателей, поэтому они делают эту хуйню. Понятно. Sorry, что я перемотал. Everything up by working more than 8 hours a day. And of course, people say I'm just an asshole to say something like that, but it's it's the truth. Working longer gets more done. Well, so that's kind of the layer one. But I'd like to also say that, at least I believe, depending on the person, depending on the task, working more and harder will make you better for the next week in those peak hours. So there's something about a deep dedication to a thing that kind of gets deep in you. So the hard work isn't just about the raw hours of productivity. It's the thing it does to you in the weeks and months after too. You're tempering yourself in some ways. And I think, it's like Jiro dreams of sushi. If you really dedicate yourself completely to making the sushi, like to really putting in the long hours, day after day after day, you become a true craftsman of the thing you're doing. Now, there's, of course, discussions about, are you sacrificing a lot of personal relationships? Are you sacrificing a lot of other possible things you could do with that time? But if you're talking about purely being a master or a craftsman of your art, that more hours isn't just about doing more. It's about becoming better at the thing you're doing. Yeah, and I don't gainsay anybody that wants to work the minimum amount. They've got other priorities in their life. My only argument that I'm making, it's not that everybody should work hard. It's that if you want to accomplish something, working longer and harder is the path to getting it accomplished. Ну да. Well, let me ask you about this then. The mythical work-life balance. This then, the mythical work-life balance is for the getting it accomplished. Well, let me ask you about this then. The mythical work-life balance is for an engineer. It seems like that's one of the professions for a programmer where working hard does lead to greater productivity in it. But it also raises the question of sort of personal relationships and all that kind of stuff, family, and how are you able to find work-life balance? Is there advice you can give, maybe even outside yourself? Have you been able to arrive at any wisdom on this part in your years of life? I do think that there's a wide range of people where different people have different needs. It's not a one-size-fits-all. I am certainly what works for me. I can tell enough that
I'm different than a typical average person enough that I'm different than a typical average person in the way things impact me, the things that I want. I'm different than a Вы как будто специально делаете так, чтобы я эту информацию старался точно как бы получить, но не, for me. I can tell enough that I'm different than a typical average person in the way things impact me, the things that I want. I'm different than a typical average person in the way things impact me, the things that I want to do. My goals are different, and sort of the levers to impact things are different. Where, I have literally never felt burnout, and I know there's lots of brilliant, smart people that do world-leading work that get burned out, and it's never hit me. I've never been at a point where I'm like, I just don't care about this. I don't want to do this anymore. Да, то есть больше работы или то, что ты усердно над этим работаешь, оно не приводит к выгоранию. Выгорание приводит к тому, что типа тебе, скорее всего, становится похер, потому что кому-то стало похер. Или что ты делал какую-то ставку, а она просто не оправдалась. И вот тогда и есть выгорание. Но то, что выгорание от того, что ты много работаешь, навряд ли. Нет. Скорее ты работаешь, потом этого нет, работы, например. Или что-то поменялось, что как бы ты не можешь так работать вообще, например. То да, это все, это выгорание. То есть я не думаю, что оно... То есть если люди говорят, что они выгорают, потому что они много работают, скорее всего, они, наверное, просто не хотели этого делать. Вот и все. Наверное, так. Они почему-то не могут это признать. Что там ситуация была не в том, сколько часов они на это тратили, им просто это неинтересно, не хочется, им нужно что-то другое тогда найти. Потому что, ты, если на чем-то, что тебе интересно работаешь, то это, много времени тратишь на это, того, что ты можешь потратить реально. Привыкаешь и становится рутиной. Мне кажется, наверное, более точно будет описать, что тебе просто это неинтересно, скорее всего. Результаты много... если с рутиной сравнивать, то, наверное, это что просто результаты нет, скорее всего. Может быть. То есть я не думаю, что это... даже он сравнил с японским мастером суши. Я вроде понял, о ком он... Я смотрел документалку. Он делает одно и то же постоянно. То есть это рутина, по сути. Но как бы неинтересно ли ему, навряд ли, иначе бы суши испортилась. Основная проблема в том, что в данный момент времени, когда ты делаешь, ты занимаешься тем, что тебе интересно, из-за чего ты полностью себя оптимизируешь все свое время, из-за чего ты как бы потеешь буквально. Наверное, вот это нужно как-то понять. И если этого нет, то найти это. Просто это очень сложно. Просто это реально, вот это ощущение выгорания как раз-таки реально, я не знаю, можно его депрессией назвать или что, что вот ты не знаешь, что делать. Вот это абсолютная, просто неприятная штука. Вот. Становится неинтересный результат, уже не такие выделяющие становятся. Поэтому оно должно быть интересным, значит, нужно какое-то другое решение принять. И не факт, что это значит, что типа менять работу, возможно, просто что-то не то, наверное, какое-то решение было принято. Непонятно. Подаешь фрустрацию. Да, по сути, теряется контроль, наверное, как раз-таки. То есть нет контроля над этим. Ты не знаешь, что делать, у тебя нет контроля. И из-за этого уже как раз-таки могут возникать разные проблемы. Чем дольше ты в этом состоянии находишься, тем хуже становится физически. Видимо, нужно начинать работать над тем, чтобы искать, что делать. И вот тут, кстати, это возвращается к тому, что собственно, делать, если мозг не выдает результаты и может даже каким-то пагубным вещам приводить к тому, что, типа, ты слишком много анализируешь или начинаешь анализировать вещи, которые не имеют никакого смысла, что там приводит к депрессии и так далее, или к разным, возможно, последствиям заболеваниям, которые могут быть у людей. Тут как раз-таки, наверное, работает тема, что нужно по ходу начинает доверять интуиции, потому что мозг не может выдать ответы с теми вариантами, которые у него типа есть или которые ты типа помнишь. Так сказать, это нужно следовать сердцу, вот, проще говоря.
Иначе ты просто не можешь решить задачу. Типа как? Можно, ну, наверное, даже нужно, наверное, в таких ситуациях заставлять тогда себя, что если сердце, типа, ничего не говорит? Тогда нужно что-то делать, хотя бы что-то, что не относится к какому-то твоему раздражению конкретно, это источнику твоего раздражения. И буквально выходить на улицу, идти, съездить куда-то, посидеть, где-то покушать, я не знаю, ну, то есть какие-то вещи сделать совершенно другими, от которых у тебя придет идея, как двигаться дальше, наверное, так. But and it's never hit me. I've never been at a point where I'm like, I just don't care about this. I don't want to do this anymore. Что является настоящим? В настоящий момент сейчас, сейчас. С нормализацией серотонина в мозгу. Вы про психотерапию, все такое, то что... мы про когда... Я думаю, что многие люди, когда говорят про депрессию, они имеют в виду состояние, это а не то, что есть проблемы, химические проблемы с гормонами и так далее. Из-за похуизма. Кстати, да, вот, видимо, вот возвращая к этому, что, наверное, стало похуй, потому что кому-то стало похуй. Потому что, опять же, это все сводится вот к этой полезности, или то, что вот, как на английском языке говорит Кармак, value, там, to the people, of the people, вот это все, ценность. Ценность потерялась, ее просто нет. И просто, да, когда нужно, наверное, когда время приходит к тому, что настолько все плохо, что нужно уже к лечению, нужно принимать что-то, чтобы, стабилизироваться и так далее. Конечно, нужно стараться до этого не доводить себя, но, по сути, это лечение медикаментозная от психотерапии, наверное, просто тебе дает отсрочку определенное время, чтобы тебя стабилизировать, и чтобы ты мог это время потратить на понимание того, что сейчас происходит и что тебе нужно поменять. То есть оно тебя не лечит, оно тебя стабилизирует и дает тебе дополнительную поддержку, и тебе время дополнительное дает для того, чтобы решить эту задачу. Просто это сложно. Наверное, вот если мы, говорим то, что нужно найти вот этот ответ, типа почему. Да, даже не обязательно что, наверное. Но почему? Не Anymore, but I'm like, and it's never hit me. I've never been at a point where I'm like, I just don't care about this. I don't want to do this anymore. But I've always had the flexibility to work on lots of interesting things. I can always just turn my gaze to something else and have a great time working on that. And so говорю, это сложно действительно, но лично мне помогала интуиция. Когда ситуация безвыходная или мозг говорит, что я не вижу выхода, я не могу ничего рассчитать, по сути, и найти, что делать, только интуиция. Интуиция меня всегда спасала. Я такой, окей, я постараюсь себя... Просто может быть проблема, что интуиция, она, скорее всего, выдает ответы, просто ее, не слышно, потому что много думаешь, о чем-то думаешь, или из-за чего-то эмоционально переживаешь, что как бы вот этот сигнал интуитивный, он перекрывается чем-то, и, наверное, поэтому есть медитация как раз-таки, чтобы ты, дал там каким-то мыслям просто выйти, буквально вылиться, чтобы ничего не было, и чтобы ты мог услышать того, что на самом деле сейчас происходит в твоем организме и с тобой в целом. Похуй остается от лечения. Не-не-не, я говорю, что лечение, когда ты доводишь уже до такого состояния, что уже нужно лечение медикаментами, психотерапия, что эта ситуация, проблемы не исправляются, и что само лечение, оно как бы медикаментозное, оно не решает проблему, оно просто дает тебе возможность и еще дополнительное время, чтобы ее решить, вот. И это просто печально, когда такое происходит. Much of that always had the flexibility to work on lots of interesting things. I can always just turn my gaze to something else and have a great time working on that. And so much of that just turn my gaze to flexibility to work on lots of interesting things. I can always just turn my gaze to something else and have a great time working on that. And so much of the ability to actually work hard is the ability to have multiple things to choose from and to use your time on the most appropriate thing. Like there are time periods where it's the best time for me to read a new research paper that I need to really be thinking, hard about it. Then there's a time that maybe I should just scan and organize my old notes because I'm just not on top of things. And then there's the time that, all right, let's go, bang out a few hundred lines of code for something. So switching between them
has been real valuable. So you'll always have kind of joy in Да, your реально. heart. Вот, ну, у меня такой же процесс. То есть стараться, чтобы у тебя этих интересов, чтобы если что-то сгорело, по сути, да, чтобы ты не сам сгорел, ты такой, ладно, ну похуй, окей, я пойду вообще займусь, не знаю, блядь, картошку сажать, потому что мне почему-то это интересно, я хотел бы это поделать. Это не решает какую-то другую проблему, но по итогу выяснится, что это что-то решит, что поможет мне решить эту проблему какую-то основную. Например, чем мне заняться для, не знаю, для чего угодно, у каждого по-разному. For all the things Real valuable. So you'll always have kind of joy. Принятие таблеток как лечение самой проблемы ничего не делает, то есть не разбирается в причинах. Да, это уже проблема того, как идет лечение, кто лечит. То есть, мне кажется, это уже проблема вот в компетентности того, кто вот это все делает. Хз. Лучший отдых, смена деятельности. Что? Каким из интересов самое сложное? Да, это реально сложно. Говорю, интуиция мне очень помогает с этим. У каждого, наверное, по-разному, на самом деле, может быть. Мне просто оно и проще работает, мне не нужно думать. Типа, я не думаю, я не трачу сил на то, чтобы думать. Я такой, окей, да, ладно, все, пойду. И иногда даже бывает такое, что немного страшно, потому что ты такой, если я сейчас займусь то, что мне говорит интуиция, то, возможно, это приведет к тому, что у меня что-то не получится, и пиздец будет полный. И сколько раз у меня такое было, я такой, окей, все, страх нахуй, я действительно этим займусь, то, что говорит интуиция, потому что передо мной стена сейчас, перед основным делом, которое я делал, я сделаю эту вещь, хотя мозг говорит такой, зачем панику уже наводит, такой, не-не-не, если ты сейчас, и это все пиздец будет, пиздеца не было, вот его не было. То есть интуиция срабатывала в этом плане. То есть, естественно, что если я переключаюсь, этим занимаюсь, я должен это хорошо делать, а это уже другое. Интуиция эту задачу не решает, оно как бы тебя направляет. Там XQC против Папича пиздится, а ты все это свое программируешь. Что? Нет. То есть, очень Кармак классно сказал по поводу того, что как по сути никогда не выгорать вообще. То есть выгорание, скорее всего, просто приходит извне. Как мне кажется. Кики. Стоп, Папич? Это Джефф Келли? Что происходит, я не понимаю. Это Садопопин? А Папич где? Не понял. Это эксклюзив. Неприятно пока Волокасу. Пока защитники Твича максимально доминируют в этом матче. Не, я просто глянуть, я не смотреть буду. О, Волокас наконец-то отбивается. Нет, ненадолго. Вот. Садопопина нет, но я знаю. Он вроде же на ютубе тоже вот ролики делал постоянно, и сейчас он стримит. Садопопина это не тот, который тусил с Уберхаксер новый, это не, те, кто в курсе на те времена, там 10 лет плюс, вот это все. Точнее, 8 лет плюс. Если кто-то знает. Что-то как будто как-то связано. Какие удары. ДДТ. Точнее, не ДДТ, это бульдог. Это судья, типа рефери? На ринге. Рефери просто выглядит как снова. Джефф XQC начинает с ударов по Папичу, не получается. Заталкивает Папич XQC. Удар. Еще удар. Апперкот. Так. Эл куда пропал? Я не знаю, я не общаюсь с Элом. Мне говорили, что у него есть Дискорд, и он вроде как там отписывается. То есть, я не знаю, честно. Так, Папич. Папич!
Фейсбастер. Ты уверен? Ты уверен? Волокас ни одного приема нормально не провел. Папич. Все-таки передает так Волокасу. Волокас поднимается до Попина. Промахивается ударом. Но начинает по грудной клетке разрабатывать ее. Пытается добраться до самого сердца. Чё? Фига, а что это за камера меняется? Я что-то вроде не видел такого. Не решается Волокас пока спуститься, потому что Соду охраняет XQC. И все-таки в самый последний момент решился. Ой, вылетает ступеньки. О, нифига, у Факера Twitch Madness вот это все покрашено. Прикол. Так. В комментаторский стол. Свой уникальный прям прикол. Да, еще вот, если кто хочет продолжить это Факеры смотреть, рестлинг. In your heart for all the things you're doing, and that is So switching between them has been real valuable. Как избежать можно по выгораниям? Нужно переключаться просто на вещи, которые тебе интересны. Все, ты не выгораешь. Просто у тебя, если нет этой вещи в запасе, то нужно искать, да. А как искать это, естественно, говорю, это просто от себя говорю. Мне помогает интуиция. So you'll always have kind of joy in your heart for all the things you're doing, and that is a kind of work-life balance as a first sort of step. Yeah, I do. So you're always happy. I do. Well, and while happy. Yeah, I mean, that's like a lot of people would say that often I look like kind of a grim person, with just sitting there with a neutral expression or even like knitted brows and a frown on my face as I'm staring at something. That's what happiness looks like for you. Yeah, it's kind of true. Where that's like, okay, I'm pushing through this. I'm making progress here. I am. I know that doesn't work for everyone. I know it doesn't work for most people. But what I am always trying to do in those cases is I don't want to let somebody that might be a person like that be told by someone else that no, don't try it. Don't even try that out as an option, where work-life balance versus kind of your life's work, where there's a small subset of the people that can be very happy being obsessive about things. And, obsession can often get things done that just practical, prudent, pedestrian work won't, or at least won't for a very long time. There's legends of your nutritional intake in the early days. What can you say about sort of as a, being a programmer as a kind of athlete? So what was the nutrition that fueled? So I have never been that great on really paying attention to it, where I'm good enough that I don't eat a lot. I've never been like a big heavy guy, but it was interesting where one of the things that I can remember being an unhappy teenager, not having enough money, and like one of the things that bothered me about not having enough money is I couldn't buy pizza whenever I wanted to. Yeah. So I got rich and then I bought a whole lot of pizza. So that was the defining, like that's what being rich felt there was like. Is a lot of the little things, like I could buy all the pizza and comic books and video games that I wanted to, and it really didn't take that much, but the pizza was one of those things. And it's absolutely true that for a long time at id Software, I had a pizza delivered every single day. The delivery guy knew me by name. And I didn't find out until years later that apparently I was such a good customer that they just never raised the price on me. And I was using this 6-year-old price for the pizzas that they were still kind of sending my way every day. So you were doing eating once a day? Or were you... It would be spread out. You have a few pieces of pizza, you have some more later on, and I'd maybe have something at home. It was one of the nice things at Facebook Meta is they feed you quite well. You get a different, I guess now it's DoorDash sorts of things delivered, but they take care of making sure that everybody does get well fed. And I probably had better food those 6 years that I was working in the Meta office there than I used to before. But
It's worked out okay for me. My health has always been good. I get a pretty good amount of exercise, and I don't eat to excess, and I avoid a lot of other kind of not so good for you things. So I'm still doing quite well at my age. Did you have a kind of, I don't know, spiritual experience with food or coffee or any of that kind of stuff? I mean, the programming experience, with music or like I listen to brown noise on a program, or like creating an environment and the things you take into your body, just everything you construct can become a kind of ritual that empowers the whole Если process. что, коричневый шум это это фамилия Браун, в честь Брауна, не в честь того, Program, or like creating an environment and the things you take into your body, just everything you construct can become a kind of ritual that empowers the whole process of the program. Did you have that relationship with pizza, or It would really be with Можете, да, погуглить этот Brown Noise, Pink Noise. Там на Википедии просто есть отдельная колонка, где разные шумы определенные типа выписаны. powers the whole process of the program. Did you have that relationship with pizza, or It would really be with Diet Coke. I mean, With there Diet Coke. still is that sense of, drop the can down, crack open the can of Diet Coke. All right, now I mean business. We're getting to work here. still to this day? Yeah. Is Diet Coke is still It's- part? Yeah, probably 8 or 9 a day. Crack open the can. It would really empowers the whole process of the program. Did you have that relation? Can become a kind of ritual that empowers the whole process of the program. Did you have that relationship with pizza, or It would really be with Diet Coke. I mean, With there Diet Coke. still is that sense of, drop the can down, crack open the can of Diet Coke. All right, now I mean business. We're getting to work here. still to this day? Yeah. Is Diet Coke is still It's- part? Yeah, probably 8 or 9 a day. Nice. Okay. What about your setup? How many screens? What kind of keyboard? Is there something interesting? What kind of IDE, Emacs Vim, or something modern? Linux? What operating system? Laptop? Or any interesting thing? Да, видимо, Фейсбуком, когда он работал, да, он, наверное, правильно. That brings you Linux? What operating system? Laptop? Or any interesting thing that brings you joy? So I kind of migrated cultures where early on through all of game dev, there was sort of one culture there, which was really quite distinct from the more the Silicon Valley venture, Right. culture for things. They're different groups and they have pretty different mores in the way they think about things. And I still do think a lot of the big companies can learn things from the hardcore game development side of things, where it still boggles my mind how hostile to debuggers and IDEs that so much of the kind of big money, get billions of dollars, Silicon Valley venture-backed funds are. Oh, that's interesting. Sorry. So you're saying like Стоп, а как big они company. работу делают, если они... Что? А как они отлавливают ошибки, если они нашли, если это... So much of the kind of big money, get billions of dollars, Silicon Valley venture-backed funds are. Oh, that's interesting. Sorry. So you're saying like big companies like Google and Meta are hostile to. They are not big on debuggers and IDEs. Like, so much of it is like Emacs Why? Vim for things. Я And тоже что-то не понимаю. Но IDE, ладно, пофиг. Там IDE это в смысле типа Visual Studio. Но не суть. Но типа как дебажить-то нужно? we just assume that debuggers don't work most of the time for the systems. And a lot of this assumed DEs, like so much of it is like Emacs Why? Vim for things. And we just assume that debuggers don't work most of the time for the systems. And a lot of this comes from a sort of Linux bias on a lot of things where I did come up through the personal computers and then the DOS and then Windows and it was Borland tools and then Visual Studio and Do you appreciate debuggers? very much so. I mean, a debugger is how you get a view into a system that's too complicated to understand. I mean, anybody that thinks just Но это просто лишь подтверждает о том, что они просто не работают с памятью, судя по всему, я хз. Что? А? Там что-то Google что-то не то перевел?
Окей, Google. read the code and think about it. That's an insane statement. You can't even read all the code on a big system. You have to do experiments on the system. And doing that by adding log statements, recompiling, and rerunning it is an incredibly inefficient way of doing it. I mean, yes, you can always get things done, even if you're working with stone knives and and bearskins. That is the mark of a good program. Говорили про Google, и Google вот такую хуйню. Сейчас реальная страна не использует дебаггеры, как будто это делает тебя профессионалом или что-то вроде такого чепухи, никогда это не понимал. Это типа новый тренд? Или это... Бля, я нихуя не понимаю. Не, как только я понял... Ну, то есть, наверное, они просто не используют дебаггеры, потому что они не понимают, для чего это. Это буквально, типа, смотреть, значения, переменные и так далее. Ну, типа, что буквально происходит с компьютером, что сейчас в данный момент происходит. Когда ты сидишь такой, блядь, а что, собственно, произошло? Компилятор что-то не поймал. И ты такой, бля, что я нахуй сделал? Ну, или не я вообще, что, собственно, происходит, чтобы не тратить время меньше тратить время на то, чтобы отловить проблему, точнее, найти проблему. Ну да, ты все запускаешь, там, брейкпоинтишь, смотришь, шагаешь, смотришь, как там изменилась какая-то переменная, она вообще наполнилась чем-то или нет, или там мусор какой-то, или что, типа, что вообще происходит? Странно, короче, это бред какой-то. Programmer is that given any tools, you will figure out Может a way быть, to get it просто done. они не дебажат, потому что они в такой среде находятся. Ну, то есть, я не знаю, есть ли дебаггеры для JavaScript и как это вообще работает. Может быть, просто их нет, я не знаю. Может быть, поэтому какая-то такая фигня. But it's amazing what yes, you can do with sometimes much, much better tools, where instead of just going through this iterative compile, run, debug cycle, you have the old Lisp direction of like you've got a REPL and you're working interactively. Как на последнем месте у меня было специально настраивать дебаггер, причем такое ощущение было, будто я был первым, кто попробовал дебаггер, попросил дебаггер дать. И Пануталис тоже C++ говно называют, хотя вроде изменил точку зрения недавно, но факт в том, что знаменитые люди могут хуйню нести. Ну да, то есть, типа, нужно просто... Это и проблема, когда учишься, на самом деле, какую-то информацию забираешь, ты можешь такой, это, наверное, факт, а потом объясняется, потратив время какое-то, что не, это фактом не было. И нужно такое, окей, мне что, вырабатывать интуицию, чтобы понимать, действительно это правда была или нет, это проблема. Которые не могут поменяться и понять что-то. Старое? Да не, навряд ли. Старое в плане про дебаггеры. Что ты имеешь? Наоборот, наверное, было бы. Это может быть кто-то из новеньких, кто не понимает, как работает, просто не научили. Linux, да, Linux, я понял. Дебаггеры были слабые, поэтому не популярны. Уже что в больших системах часто даже с дебагом очень сложно. Это, видимо, очень большие. Я тоже не понимаю по поводу дедов. Тут проблема, скорее всего, в том, что люди, которые работают, они просто не понимают, наверное, типа, зачем оно нужно в их работе, судя по всему. И они просто привыкли, по ходу, тратить время по-другому, искать проблему и как-то по-другому ее решать, но просто дебаггер, он, типа, сокращает это время. Это просто эффективно. И ты не, типа, устаешь от какой-то дресни. Крутишь программу, что невозможно для сложной системы, да. Либо вводишь все в консоль, что неудобно. Да, это неудобно. Да, наверное, зависит от того, наверное, где ты работаешь, может быть, действительно проще какой-то... То есть не имеется в виду, что нужно все дебажить, там по-разному можно делать. Так, все, я вас не слушаю, я ем и слушаю Кармака. Все это ТЛЗ все вообще нужно. IDE — это просто, в принципе, среда, которая, типа, может быть дебаггер, текстовый редактор и так далее. То есть ты как бы можешь среду сам себе создать, если есть такие инструменты, это позволяет, в принципе, еще более-менее вроде это позволяет. Но дебаггер, да, типа, а как? Просто так получилось, что в том же C
Visual Studio Debugger, у них он как бы внутри IDE, поэтому ты как бы IDE пользуешь, чтобы пользоваться дебаггером, типа того, но да, короче, да. In doing amazing by you have the old Lisp direction of like you've got a REPL and you're working interactively and doing amazing things there. But in many cases, a debugger as a very powerful user interface that can stop, examine all the different things in your program, set all of these different breakpoints. And of course, you can do that with GDB or whatever there, but this is one of the user interface fundamental principles where when something is complicated to do, you won't use it very often. There's people that will break out GDB when they're at their wits' end and they just have beat their head against a problem for so long. But for somebody that kind of grew up in game dev, it's like they were running it in the debugger anyways before they even knew there was a problem. And you would just stop and see, what was happening. And sometimes you could fix things even before even before you did one compile cycle. You could be in the debugger and you could say, well, I'm just going to change this right here. And yep, that did the job, and fix it and go on. And for people who don't know, GDB is a sort of popular, I guess, Linux debugger, primarily for C++. They handle most of the languages, but it's based on C as the original kind of Unix heritage. And it's kind of like command line. It's not user friendly. It doesn't allow for clean visualizations. And you're exactly right. So you're using this kind of debugger usually when you're at wit's end and there's a problem that you can't figure out why by just looking at the codes. You have to find it. That's how I guess normal programmers use it. But you're saying there should be tools that kind of visualize and help you as part of the programming process, just a normal programming process to understand the code deeper. Yeah, when I'm working on like my C++ code, I'm always running it from the debugger. Just I type in the code, I run it. Many times the first thing I do after writing code is set a breakpoint and step through the function. Now, other people will say it's like, oh, I do that in my head. Well, your head is a faulty interpreter of all those things there. And I've written brand new code. I want to step in there and I'm going to single step through that, examine lots of things and see if it's actually doing what I expected it to. It is a kind of companion, the debugger. Like you're now coding in an interactive way with another. Нет, Джона Ромеро я не видел. Я не уверен, что чего я хотел узнать от Джона Ромеро. Полезно. Extreme Россия. And the debugger, like you're now coding, and it is a kind of companion. The debugger expected it to. It is a kind of companion. The debugger, like you're now coding in an interactive way with another being. A debugger is a kind of dumb being, but it's a reliable being. That is an interesting question of what role does AI play in that kind of with codecs and these kind of ability to generate code. Might be you might start having tools that understand the code in interesting, deep ways that can work with you. Because there's a whole spectrum there from static code analyzers and various kind of dynamic tools there up to AI that can conceivably grok these programs that literally no human can understand. They're too big, too intertwined, and too interconnected, but it's not beyond the possibility of understanding. It's just beyond what we can hold in our heads as kind of mutable state while we're working on things. And I'm a big proponent, again, of things like static analyzers and some of that stuff where you'll find some people that don't like being scolded by a program for how they've written something where it's like, oh, I know. Это реально? Есть люди, когда им говорит, что когда ты написал код, и тебе тот же компилятор говорит, что ты сделал ошибку, им не нравится, что им говорят, что он сделал ошибку. Блять, одна из вещей, почему мне нравится лично программирование, она всегда направляет, если компилятор, достаточно хороший, он просто тебя направляет. Нет такого, то есть, по сути, это как автокорректор, типа, что-то в этом роде. Это прикольно, особенно когда ты, не знаю, ты просто знаешь, что ты сделал ошибку, это классно, тебе помогли ее исправить, вообще супер. То есть, мне это очень нравится. Ты просто чувствуешь, что ты не тратишь время, типа того. Better, and sometimes you do, led by a program where
you'll find some people that don't like being scolded by a program for how they've written something, where it's like, oh, I know better. And sometimes you do. Я, видимо, не знаю, что такое статический анализатор. Я думал, это... Разве? А это не имеется в виду по поводу... Все, я понял, про что, прошу прощения. Да, точно. Когда ты, типа, пишешь текст, и ты еще не успел ничего дописать, а тебе говорит он, смотри, тут неправильно. Да, я такал. Окей, мне это, да. Я не знаю. Ну, я еще не написал, типа, что, это странно. But that program where, and I'm a big proponent, again, of things like static analyzers and some of that stuff, where you'll find some people that don't like being scolded by a program for how they've written something, where it's like, oh, I know better. And sometimes you do, but that was something that it was very, very valuable for me when, and not too many people get an opportunity like this to have. This is almost one of those spiritual experiences as a programmer, an awakening to the id Software code bases were a couple million lines of code. And at one point I had used a few of the different analysis tools, but I made a point to really go through and scrub the code base using every tool that I could find. And it was eye-opening, where we had a reputation for having some of the most robust, strongest code, where there were some, great things that I remember hearing from, like Microsoft telling us about crashes on Xbox, and we had this tiny number that they said were probably literally hardware errors. And then you have other significant titles that just have millions of faults that are getting recorded all the time. So I was proud of our code on a lot of levels, but when I took this code at the time, so I was proud of our titles that just have millions of faults that are getting recorded all the time. So I was proud of our code on a lot of levels, but when I took this code analysis squeegee through everything, it was shocking how many errors there were in there. Things that you can say, okay, this was a copy paste, not changing something right here. Lots of things that were, the most common problem was something in a printf format string that was the wrong data type that could cause crashes there. And, you really want the warnings for things like that. Then the next most common was missing a check for null that could actually happen, that could blow things up. And those are obviously like top C, C++ things. Everybody has those problems. But the long tail of all of the different little things that could go wrong there, and we had good programmers in my own code, stuff that I'd be looking at. It's like, oh, I wrote that code. That's definitely wrong. We've been using this for a year, and it's this submarine, this mine sitting there waiting for us to step on. And it was humbling. It was, and I reached the conclusion. Не, мне статические анализаторы вообще не нравятся. Во-первых, я не то чтобы им доверяю. Во-вторых, то есть компилятору чуть побольше доверяю, потому что он как бы делает так, чтобы все запускалось. У меня тормозит от этого. Третье, он просто сбивает с толку. Скорее для статических анализаторов, пока я не скомпилировал, если это к ним относится. Иногда окей, типа если я в текстовом редакторе, в котором нахожусь, например, библиотекой какой-то пользуюсь, я не понимаю, собственно, что она делает, или чтобы не ходить гуглить, там, окей, что мне нужно передавать, типа, функцию. Там навелся и такой, окей, все, понял, и дальше пишешь. То есть такие вещи по лайту. А так получается, что это как с автокорректором. Ты не успеваешь что-то писать, тебе уже исправляют, вот какая-то такая хрень есть. Это супер бесит. Или типа автоматически исправляет твой текст, который ты написал. Такой, блядь, я тебя не просил. Или, может быть, я это и хотел написать. То есть это тебя дергает. Типа написать и потом проверить, чем пока ты пишешь, он проверяет, не знаю. То есть, наверное, так. Короче, по крайней мере, с теми статическими анализаторами, которые я сталкивался, они были не очень. Годами может указать, которым... Диагностику разума дал. Окей. Я просто буду иметь в виду, я сталкивался, но я типа специально врубал. Тут нету. Окей. Это не линтеры, не пуды. Окей, тогда я не понимаю. То есть я не пользовался ни разу. Окей, то есть я не знаю, о чем говорю, понял. Спасибо.
пост, анализ кода, который запускаешь руками. Ну, наверное, он может что-то подсказать. Но в то же время ты как бы и тоже есть анализатор своего же кода. Короче, не пользовался, не знаю, что сказать. Conclusion that, and it was humbling. It was, and I reached the conclusion that anything that can be syntactically allowed in your language, if it's going to show up eventually in a large enough code base. You're not going to, good intentions aren't going to keep it from happening. You need automated tools and guardrails for things. And those start with things like static types or even type hints in the more dynamic languages. But the people that То есть такие, окей, копипасты, понял. Ну, он говорил, да, что код что-то там повторял и так далее. Окей, ну да, наверное. Я понял, что ты вроде копипасту сделал, но по сути это просто лишняя фигня была, и ты мог бы ее просто удалить, и, наверное, ничего не поменялось. Но если она есть, то она немножечко как бы шума добавляет всему тому, что у тебя написано. Я понял. that rebel against that hints in the more dynamic languages, but the people that rebel against that basically say that slows me down doing that, there's something to that. I get that. I've cobbled things together in a notebook. I'm like, wow, this is great that it just happened, but yeah, that's kind of sketchy, but it's working fine. I don't care. It does come back to that value analysis where sometimes it's right to not care. But when you do care, if it's going to be something that's going to live for years and it's going to have other people working on it, and it's going to be deployed to millions of people, then you want to use all of these tools. You want to be told, it's like, no, you've screwed up here, here, and here. And that does Ну да, я вижу смысл, вот как он говорит, в большой системе или где много сотрудников работает над какой-то системой. Да, наверное, это было бы полезно. Возможно. Я не знаю, опыта нет, поэтому не понимаю. А так, если, в принципе, в голове удается какое-то время держать, или, ты настолько знаком с теми вещами, которые ты написал, наверное, это не обязательно, кто знает. Да. Так, кофе или перекус какой-то взять? Я возьму мармелад, сейчас буду.
Я взял мармеладки. О, мне стало темнее. Require kind of an you want to be told it's like, no, you've screwed up here, here, and here. And that does require kind of an ego check about things where you have to be open to the fact that everything that you're doing is just littered with flaws. It's not that, oh, you occasionally have a bad day. It's just whatever stream of code you output, there is going to be a statistical regularity of things that you just make mistakes on. And I do think there's the whole argument about test-driven design and unit testing versus kind of analysis and different things. I am more in favor of the analysis and the stuff that just like you can't run your program until you fix this, rather than you can run it and hopefully a unit test will catch it in some way. Yeah, in my private code, I have asserts everywhere. Yeah. It just, there's something pleasurable to me about sort of the dictatorial rule of like, this should be true at this point. And too many times I've made mistakes that shouldn't have been made. And I would assume I wouldn't be the kind of person that would make that mistake, but I keep making that mistake. Therefore, an assert really catches me, really helps all the time. So my code, I would say like 10 to 20% of my private code just for personal use is probably asserts. And they're active comments. And it's one of those things that in theory, they don't make any difference to the program. And if it was all operating the way you expected it would be, then they will never fire. But even if you have it right and you wrote the code right initially, then circumstances change. The world outside your program changes. And in fact, that's one of the things where I'm kind of fond in a lot of cases of static array size declarations, where I went through this period where it's like, okay, now we have general collection classes. We should just make everything variable. Because I had this history of, in the early days, you get Doom, which had some fixed limits on it. Then everybody started making crazier and crazier things, and they kept bumping up the different limits, this many lines, this many sectors. And it seemed like a good idea. Well, we should just make this completely generic. It can go up to whatever. And there's cases where that's the right thing to do, but it also, the other aspect of the world changing around you is it's good to be informed when the world has changed more than you thought it would. And if you've got a continuously growing collection, you're never going to find out. You might have this quadratic slowdown on something where you thought, oh, I'm only ever going to have a handful of these, but something changes and there's a new design style and all of a sudden you've got 10,000 of them. So I kind of like, in many cases, picking a number, some, nice round power of 2 number, and setting it up in there and having an assert saying it's like, hey, you hit this limit. You should probably think, are the choices that you've made around all of this still relevant if somebody's using 10 times more than you thought they would? Yeah, this code was originally written with this kind of worldview, with this kind of set of constraints. You were thinking of the world in this way. If something breaks, that means you got to rethink the initial stuff. And it's nice for it to do that. Is there any stuff like keyboard or monitors? Yeah, I'm fairly pedestrian on a lot of that, where I did move to triple monitors like in the last several years ago. I had been dual monitor for a very long time, and it was one of those things where probably years later than I should have, I'm just like, well, the video cards now generally have 3 output ports. I should just put the 3rd monitor up there. That's been a pure win. I've been very happy with that. Yeah. But no, I don't have fancy keyboard or mouse or anything really. So the key things is an IDE that has helpful debuggers, has helpful tools. So it's not the Emacs Vim route, and then Diet Coke. Yeah. So I did spend, I spent one of my week-long retreats where I'm like, okay, I'm going to make myself use, it was actually classic VI, which I know people will say you should never have done that. You should have just used Vim directly. But, I gave it the good try. It's like, okay, I'm being in kind of classic Unix developer mode here. And I worked for a week on it. I used Anki to teach myself the different little key combinations for things like that. And in the end, it was just like,
all right, this was kind of like my Civil War reenactment phase. You know, it's like I'm going out there doing it like they used to in the old days. And it was kind of fun You're in that offending regard. so many people right now. But They're it was screaming as they're listening to this. So again, the out is that this was not modern Vim, but still, yes, I was very happy to get back to my Visual Studio at the end. Yeah, I struggle with this a lot because so I use a Kinesis keyboard and I use Emacs primarily. And I feel like I can, exactly as you said, I can understand the code, I can navigate the code. There's a lot of stuff you could build within Emacs with using Lisp. You can customize a lot of things for yourself to help you introspect the code, like to help you understand the code and visualize different aspects of the code. You can even run debuggers, but it's work. And the world moves past you, and the better and better ideas are constantly being built. And that puts a kind of, I need to take the same kind of retreat as you're talking about, but now I'm still fighting the Civil War. I need to kind of move into the 21st century. And it does seem like the world is, or a large chunk of the world is moving towards Visual Studio Code, which is kind of interesting to me. Again, it's the JavaScript ecosystem on the one hand, and IDEs are one of those things that you want to be infinitely fast. You want them to just kind of immediately respond. And like, I mean, heck, there's someone I know, I'm an old school game dev guy that still uses Visual Studio 6. And on a modern computer, everything is just absolutely instant on something like that because it was made to work on a computer that's 10,000 or 100,000 times slower. So just everything happens immediately. And all the modern systems just feel, they feel so crufty when it's like, oh, why is this refreshing the screen and moving around and updating over here and something blinks down there and you should update this. And there's, there are things that we've lost with that incredible flexibility, but lots of people get tons of value from it. And I am super happy that seems to be winning over even a lot of the old Vim and Emacs people, that they're kind of like, hey, Visual Studio Code's maybe, not so bad. That may be the final peacekeeping solution where Visual Studio Code, в смысле, это редактор. Everybody is bad. I am X people that they're kind of like, hey, Visual Studio Code's maybe, not so bad. That may be the final peacekeeping solution where everybody is reasonably happy with something like that. So can you explain what a .plan file is and what role that played in your life? Does it still continue to play a role? Back in the early days of id Software, one of our big things that was unique with what we did is I had adopted next stations or kind of next step systems from Steve Jobs's out in the woods away from Apple company. And they were basically, it was kind of interesting because I did not really have a background with the Unix system. So many of the people, they get immersed in that in college. And, and that's, that sets a lot of cultural expectations for them. And I didn't have any of that, but I knew that my background was I was a huge Apple II fanboy. I was always a little suspicious of the Mac. I was not really what I wanted to go with. But when Steve Jobs left Apple and started Next, this computer did just seem like one of those amazing things from the future where it had all of this cool stuff in it. And we were still, back in those days, working on DOS. Everything blew up. You had reset buttons because your computer would just freeze. If you're doing development work, literally dozens of times a day, your computer was just rebooting constantly. And so this idea of, yes, any of the Unix workstations would have given a stable development platform where you don't crash and reboot all the time. But Next also had this really amazing graphical interface, and it was great for building tools, and it used Objective-C as the kind of an interesting dead-in for things like that. So Next was Unix-based, it's at Objective-C, so... Продолжаем тебе 10 лет просто работаю в аудитории, нет? Не, я не компетентен, потому что эти платформы меняются. Плюсом я работал только с одним видом аудитории, наверное, если это сравнивать, со статистикой, маркетингом и так далее. Я не думаю, что я компетентен. Плюсом я попал в это поле внимания, да, что люди меня смотрят, что я полезен там людям в плане того, что как-то коротаю время или даю какую-то информацию, неважно, развлекаю. Ну и что мы смотрим? Где смешарики? Посмотрите на него. Сидит, жрет,
Хватит жрать. Потом ведь придется срать. Подумай об этом, Рич. Думать вредно, кстати. Лучше срать. Спасибо большое, нет. И то, и другое полезно. Что после видоса сейчас посмотрим. Я не все буду смотреть, потому что они там еще будут метаверсы какие-то обсуждать и прочее. Я не готов это, поэтому не думайте, что, скорее всего, 5 часов все будет. Да, поэтому, короче, проще говоря, в Twitch и YouTube я попал просто потому, что я много работал. Но я не просто работал, типа, бездумно такой, окей, я делаю один алгоритм, который мне рассказали, как нужно делать. Я просто делал то, что считал нужным. То, что плюсом еще началось с того, что потому что Рома захотел показать своей аудитории, которая у него уже была, то есть он меня продвинул, получается. То есть это помогло, Рома Гагатон. И другие, возможно, коллаборации, не знаю, насчет остальных не знаю, но вот благодаря, то есть входной точкой был как раз-таки Гагатун, то есть он мне помог это сделать, то есть он меня поддержал, и оно дальше уже люди как-то что-то узнали, и оно само по себе пошло, там уже в зависимости от того, что я делал. И какое-то, также это было же везение, да, то есть в какой момент времени это произошло, это можно везением, типа, назвать, типа, что тогда YouTube, он делал так, что если у тебя ролик норм, и ему ставят оценки норм, то людям он показывается все. И там был инструмент, фильтр, раньше был на YouTube инструмент, который позволял тебе под твои нужды то, что ты хочешь найти, отфильтровать. Там был нормальный фильтр. И его они потом выпилили, потому что они поняли, что можно просто зарабатывать на том, показывая людям то, что они хотят показывать. Когда хотят показывать, что хотят показывать. То есть нужно у людей убрать контроль, чтобы больше заработать. Как я понял. Потому что ты можешь продавать рекламу. Зачем давать бесплатно этот инструмент, когда ты можешь, когда ты не будешь продвигаться сам по себе, и ты можешь платить Гуглу, чтобы тебя типа продвигали. Просто вот такая площадка. То есть тогда YouTube и сейчас YouTube вообще разная, типа философия совершенно. И да, я делал ролики тогда, и люди просто находили, потому что они, наверное, не знаю, искали, типа, какой-нибудь ролик с норм-оценками, завязанный, возможно, на игры, я не помню, там можно было так фильтровать или нет. И все, и там из какого-то списка я, наверное, был, они так меня потихоньку находили. И просто я делал, все. Если бы я дальше YouTube занимался, не знаю, что было бы, потому что YouTube я не хотел заниматься, я хотел трансляцией заниматься, поэтому переключился. И как бы я до сих пор еще в этом, да, то есть я зарабатываю на том, что люди меня смотрят и меня поддерживают сами донатами. И все эти типа решения хорошие были приняты только потому, что я делал то, что хотел делать. Вот. Но с YouTube и Twitch получилось. Но сейчас момент, когда уже на Twitch то же самое, и сейчас уже и на Twitch, скорее всего, не получится стримить, потому что нужно типа аукционы проводить. По крайней мере, у меня такая ситуация. То есть я не могу стримить и заниматься тем, что я хочу, потому что мне нужно, я вынужден, как если бы на YouTube я был бы вынужден либо Гуглу платить, либо придумать какие-то другие совершенно вещи, из-за которых я не буду сфокусирован на том, чем бы я хотел делать, и тут то же самое. Вот. Просто с YouTube там повезло, то, что был этот Justin TV, потом это Twitch, по итогу он там появился и так далее, это все пошло. Сейчас, если мы говорим о платформе, где я типа могу там общаться, давать какую-то информацию, во что-то играть, развлекать и так далее, я не знаю, походу оно к концу приводит, и просто я не смогу себе это позволить, нужно будет что-то другое придумать. Twitch не сдох, он сдох для региона просто-напросто, вот и все. Типа такова реальность, вот, скажем так. И я с этим ничего не поделаю, поэтому я просто буду отвлекаться на что-то другое. Поэтому постепенно я сейчас стараюсь, я сейчас еще больше сфокусировался на том, чтобы учиться, чтобы что-то делать, чтобы потом можно было... моя основная цель — это игры делать, поэтому просто к этому иду как-то. В идеале, конечно, продавать продукты игровые, чтобы они зарабатывали деньги, чтобы мог я на этом жить и дальше продолжать их делать и придумать, чтобы такого сделать. В идеале. И также при этом стримить, да, стримить мне нравится. А сейчас, да, то есть как бы сейчас типа все окей, на самом деле нет, на самом деле все уже, это конец. Я вот позавчера стрим это проводил и просто дал знать это людям свои мысли, потому что все-таки это связано с людьми, которые смотрят. Да, поэтому, короче, не могу ничего сказать, потому что все меняется постоянно.
в этих компаниях, которые предлагают платформу, работают одни люди, потом другие люди, они что-то меняют, они такие, о, мы теперь будем так зарабатывать, а потом т.д. Поэтому мне нечего сказать людям, которые бы хотели тоже зарабатывать с того, что они делают какую-то вещь для людей в плане типа развлекательного, информационного контента, там, неважно. И я буквально ничего не могу сказать. Можно было бы сказать, нужно просто работать много, да? Но это, типа, очевидно, это нужно много работать, естественно. Но это не значит, что, типа, люди будут смотреть. Нужно просто решения какие-то правильно принимать, которые подвязаны на том, что тебе интересно, чем тебе интересно заниматься, потому что эффективность будет максимально от этого, то, чем ты занимаешься, потому что тебе это интересно. Поэтому да, я мог бы, да, делать, смотрите, вебинар, я сейчас подписывайтесь за, платите одну подписку 50 тысяч и получаете доступ к чему-то, или 100 тысяч, и если вы это заплатите, то вот так вот будет, и я вам сейчас расскажу, как стать, не расскажу ничего, сори. Эта информация не бесценна, не ценна, вообще ценности никакой не несет. Ценность только одна, точнее, ее можно просто, не нужно за нее платить, но я так скажу, что нужно заниматься тем, чем ты хочешь. Просто нужно понять, хочешь ли ты там стримить конкретно и что-то с аудиторией делать, я не знаю. Какой-то совет конкретно, как действовать в этой ситуации, я не знаю. Без понятия. У всех все по-разному, у всех разный подход, у всех разному получается, у всех разный момент времени они это делают, поэтому без понятия. Не знаю, даже чему учить, не знаю. Единственный, наверное, совет — это просто реально делать то, что ты хочешь, и все. И не факт, что результат будет прямо сейчас. По-разному может быть. Может сейчас, может через 5 лет, может никогда. Потому что решение... Короче, если результат, это не только к стримингу относится, если результат не удовлетворяет, ты раздражен, значит, ты что-то делаешь не так, какую-то делаешь ошибку, и тебе нужно проанализировать то, что ты сделал. И значит, ты какое-то, например, решение не то принял, нужно будет поменять и исправить. Крути боту, продавай рекламу. Да, я понимаю, но типа зачем это мне? Я вообще не вижу смысла, зачем. Я просто трачу время. Я хочу потратить время на то, чтобы типа полезно быть людям, а не просто, типа как самоцель заработать. Я хочу заработать, но не так. С рекламы самоката я не помню. Вынести на приват-карту. Быть полезным, стать врачом. Не факт. Не факт, что это сработает тоже. И опять же, это зависит от времени, которое ты это делаешь, и где ты это делаешь. Не знаю. Нет, короче, алгоритма, я хз. То есть может быть так, что можно стать врачом, но каким врачом? Ты становишься, ты там тратишь время, окей, ты там проходишь через все эти вещи, где говорят, типа, что учиться врачеванию это сложно, но по факту на самом деле сложность состоит в том, что то, как тебя обучают, то, что информация до тебя слишком медленно доходит, поэтому это сложно. По итогу, если у тебя получается, ты, может быть, где-то работаешь, а по итогу там тебе ничего, может быть, и не платят, и ты не совсем полезен, потому что там не так много клиентов, которые к тебе приходят. Не клиенты, я не знаю, типа, можно клиентами назвать, хз. Так что не факт тоже, это не гарантирует, короче, ничего. Создание развлекательного контента. Да, я просто хочу это продолжить делать, только более, наверное, более безопасно. Это... Сейчас-то я ничего не продаю, по сути. Я просто поддерживаюсь просто люди меня поддерживают. А так хотелось бы еще продавать вещи, которые были полезны. То есть просто, чтобы было больше вариантов не... исчезнуть, наверное, так. There's a lot of tools, and it used Objective-C as the kind of an interesting dead-end for things like that. So Next was Unix-based. It's at Objective-C, so it has a lot of the elements that became Mac. I mean, the kind of reverse.
Доходы, короче, да, и чтобы эта подушка была в том, то, чем я как раз-таки занимаюсь, потому что если это будем заниматься, мне это интересно, оно будет более эффективно, вот и все. Если любимое дело душ, то это не то. Да, это либо не то, либо не факт, не обязательно. Может быть, это значит, что решения, которые были приняты, не совсем правильно. Нужно какую-то корректировку делать или что-то исправить. Короче, ощущения очень о многом говорят. Вот. Их не стоит игнорировать. Acquisition That Objective-C, so it has a lot of the elements. that became Mac. I mean, the Yeah. kind of reverse acquisition of Apple by Next, where that took over. Это, короче, проще, чем сравнить. Что-то болит в теле, буквально. Что-то болит. Можно это игнорировать. Да, окей. Хорошо. Но ты игнорируешь это потому, что знаешь, из-за чего это произошло, или ты не знаешь, из-за чего это произошло. Если ты не знаешь, есть вероятность, что боль усилится. Ты можешь, окей, проанализировать тем, что я подожду какое-то количество времени, посмотрю, как эта боль будет себя вести. И выясняется, что окей, она прошла, и ты такой, окей, значит, не было смысла беспокоиться, типа, все норм. И это было просто... Можно было не обращать внимания, короче. А если боль усиливается, значит, нужно обратить на это внимание и понять, что происходит, собственно, и исправить. Также и с работой, вот, и с занятиями. Over and became Mac. I mean, the kind of reverse Просто acquisition. там не буквальная боль, а ты, например, не знаю, ну, какие-то вещи, которые влияют на твою продуктивность в плане тебе что-то там не нравится, да, психологически меняется как-то в сторону какой-то это негативную или просто негативное слово, не знаю, как использовать. Ну, короче, плохо тебе, вот. То есть плохо — это не равно хорошо. Спасибо за мысль. Да, на здоровье, да. Бесплатно. Objective-C, so oh wow, Yeah, so это для меня Next was работало. Unix-based. It's at Objective-C, so it has a lot of the elements. That became Mac. I mean, the Yeah. kind of reverse acquisition of Apple by Next, where that took over and became what the modern Mac system is. And define some of the Окей, у меня просто последняя мысль. Есть такая фигня, что типа ты терпишь боль какую-то, потому что она усиливается, допустим. И ты терпишь, потому что если ты терпишь, то ты как бы себе какие-то баллы прибавляешь, не знаю, типа плюс балл такой, я вытерпел еще час, это плюс балл, плюс очко, типа силы или какая-то фигня. Нет, у тебя просто болит, нужно типа что-то с этим сделать. Вот. И значит, нужно либо поменять направление какое-то, либо это исправить, вот и все. Вот. Поэтому эти баллы не решают проблему, вот скажем так. Поэтому нужно с поступлением, то есть если проблема пришла, нужно как-то разобраться, нужно понять, проанализировать, когда ты это будешь делать, и достаточно, как я говорил до этого, проанализировать и подождать или нет. Ну, то есть если не меняется, значит, по ходу нужно что-то делать. Developer that became Mac. I mean, the Yeah. kind of reverse acquisition of Apple by Next, where that took over and became. Через боль. Да, просто нужно понимать, что это за боль. Если ты много работаешь, но тебе интересно, но тебе... То есть, я понял. Это не боль. Это когда ты работаешь эффективно и типа... Сейчас... То есть нужно отличать усталость от боли. Вот. Нужно отличать усталость на боли. Если ты устал, отдохни. Если тебе больно, исправь. Все. То есть вот так вот получается. Потому что если ты, например, 20 часов работаешь, и, после 13, как вот Карма говорит, после 12 часа просто уже каша, ты должен понимать это, и просто в этот момент, значит, отдыхать. Все. И тебе просто нужно научиться это делать. А если у тебя это 20 часов боли какое-то, то это странно, типа. То есть это что-то не так, вот. Наверное, так, да. То есть что есть разница между ты работал и устал, и тебе больно, и тебе больно. Может быть, не знаю. What kind of reverse It's at Objective-C, so it has a lot of the elements. that became Mac. I mean, the Yeah. kind of reverse acquisition of Apple by Next, where that took over and became what the modern Mac system is. And define some of the developer
like the tools and the whole community. And Yeah, the you've still got, infrastructure. if you're programming on Apple stuff now, there's still all these NS somethings, which was originally next step objects of different kinds of things. But one of the aspects of those Unix systems was they had this notion of a .plan file, where a dot file is an invisible file, usually in your home directory or something. And there was a trivial server running on most Unix systems at the time that when somebody ran a trivial little command called finger, you could do finger and then somebody's address. It could be anywhere on the internet if you were connected correctly. Then all that server would do was read the .plan file in that user's home directory and then just spit it out to you. And originally the idea was that could be whether you're on vacation, what your current project was. It's supposed to be like the plan of what you're doing. And people would use it for, various purposes. But all it did was dump that file over to the terminal of whoever issued the finger command. And at one point, I started just keeping a list of what I was doing in there, which would be what I was working on in the day. And I would have this little syntax I kind of got to myself about, here's something that I'm working on. I put a star when I finish it. I could have a few other little bits of punctuation. And at the time, it started off as being just like my to-do list. And it would be these trivial, obscure little things like I fixed something with collision detection code, made imp fireball do something different, and just little one-liners that people that were following the games could kind of decipher. But I did wind up starting to write much more in-depth things. I would have little notes of thoughts and insights, and then I would eventually start having little essays I would sometimes dump into the .plan files interspersed with the work logs of things that I was doing. So in some ways it was like a super early proto-blog where I was just kind of dumping out. Не, мы alerts добавили, короче, смысл такой, что некоторые не могут донать через DonatPay. Люди, они попросили donation alerts. А в плане этих сервисов, они оба, короче, сейчас все тупит. What I was worried it was Я donation alerts ругал, перешел на DonatPay, его настроил, по итогу просто сейчас двумя пользуюсь. like a super dispersed with the work logs of things that I was doing. So in some ways it was like a super early proto-blog where I was just kind of dumping out what I was working on, but it was interesting enough that there were a lot of people that were interested in this. So most of the people didn't have Unix workstations, so there were the websites back in the day that would follow the Doom and Quake development that would basically make a little service that would go grab all the changes and then people could just get it with a web browser. And there was a period... Погодите, они... Стоп. Они делали Doom и Quake, и... Вроде я даже что-то такое припоминаю, да. Это правда? То есть они разрабатывали и писали о том, что они делают и какой у них прогресс? Берите тире из ссылки. Упс, да, вижу. Я не помню, как быстро команду редактировать. Edit, donate. Так, давайте попробуем по-другому. Edit command. Окей. Command. Окей. Commands edit, command name. Окей, command response. Благодарю, спасибо большое, PassAgeBot. Commands я был близко. Command name. Надо было S добавить. Add, delete. Edit. Я пропустил edit? Edit я пропустил. Has been successfully updated. Окей. Почему? Спасибо большое. Where like all of the little kind of Dallas gaming diaspora of people that were at all in that orbit, there were... Так, по поводу, да, Doom... Ага, архив есть в интернете. Нифига себе, прикольно. Прикольно. A couple dozen plan diaspora of people that were at all in that orbit. There were a couple dozen plan files going on, which то есть они типа во время разработки писали, забавно. was
and this was some years before a kind of Dallas gaming. Но не в смысле, они не были типа внутренними, для внутреннего использования. В смысле, они буквально вот любой может зайти на сайт и посмотреть там, как у них дела. Типа того, новости разработки были. И они типа тратили время на то, чтобы написать, что они там понаделали, и рассказывали, что они нового сделали. Типа блога, нифига. Diaspora of people that were at all in that orbit. There were a couple dozen plan files going on, which was, and this was some years before blogging really became kind of a thing. And it was kind of a premonition of sort of the way things would go. And there was this would go grab all the changes and then people could just get it with a web. And so there were the websites back in the day that would follow the Doom and Quake development that would basically make a little service that would go grab all the changes and then people could just get it with a web browser. And there was a period where like all of the little kind of Dallas gaming diaspora of people that were at all in that orbit, there were a couple dozen plan files going on, which was, and this was some years before blogging really became kind of a thing. And it was kind of a premonition of sort of the way things would go. And there was, it's all been collected of sort of the way things would go. And there was, it's all been collected. It's available online in different places. And it's kind of fun to go back and look through what I was thinking, what I was doing in the different areas. Have you had a chance to look back? Is there some interesting, very low level specific to do items, maybe things you've never completed, all that kind of stuff, and high level philosophical essay type of stuff? There's some good stuff on both where a lot of it was low level nitpicky details about game dev. And, I've learned enough things where there's no project that I worked on that I couldn't go back and do a better job on now. You learn things, hopefully, if you're doing it right, you learn things as you get older and you should be able to do a better job at all of the early things. And there's stuff in Wolfenstein, Doom, Quake that like, oh, clearly I've learned enough things where Читать обратная сторона современности в том, что разработчики надеются, что сейчас выпустят сырой продукт, всегда смогут патчами поправить. Раньше интернет не было, и апдейты не делали. Продукт вышел, продукт готов. Это да. Прикольно. Ну да. There's no project that I worked on that I couldn't go back and do a better job on now. You learn things, hopefully, if you're doing it right, you learn things as you get older, and you should be able to do a better job at all of the early things. And there's stuff in Wolfenstein, Doom, Quake that like, oh, clearly I could go back and do a better job at this, whether it's something in the rendering engine side or how I implemented the monster behaviors or managed resources or anything like that. Do you see the flaws in your thinking now? Looking back? Yeah, I do. Sometimes I'll get I'll look at it and say, yeah, I had a pretty clear view of I was doing good work there. And I haven't really hit the point where there was another programmer, Graham Devine, who was, he had worked at id and Seventh Guest. And he made some comment one time where he said he looked back at some of his old notes and he was like, wow, I was really smart back then. Mm-hmm. And I don't hit that so much where, I look at it and I always know that, yeah, there's all the, with aging, you get certain changes in how you're able to work problems, but all of the problems that I've worked, I'm sure that I could do a better job on all of them. Oh, wow. So you can still step right in. If you could travel back in time and talk to that guy, you would teach him a few things. Yeah, absolutely. That's awesome. What about the high level philosophical stuff? Is there some insights that stand out that you remember? There's things that I was understanding about development and in the industry and so on that were in a more primitive stage where I definitely learned a lot more in the later years about business and organization and team structure. There were definitely things that I was not the best person or even a very good person about managing, like how a team should operate internally, how people should work together. I was just, just get out of my way and let me work on the code and do this. С днем пива. Спасибо, Спаркл, спасибо тебе большое. Спасибо. Окей. Спасибо. С днем пива. Я вчера, кстати, я давно пиво не пил, но я вчера выпил пиво, но безалкогольное. And, just get out of my way and let me work on. Так что можно сказать, что, я его,
праздновал. Ну, заранее не праздновал, но не суть. Ну да, так совпало, видимо. I was just, Спасибо, just get out of my way and let me work on the code and do this. And more I've learned how, in the larger scheme of things, how sometimes relatively unimportant some of those things are, where it is this user value generation that's the overarching importance for all of that. And I didn't necessarily have my eye on that ball correctly through a lot of my, my earlier years. And there's things that, I could have gotten more out of people handling things in different ways. I could have made, in some ways, more successful products by following things in different ways. There's mistakes that we made that we couldn't really have known how things would have worked out, but it was interesting to see in later years companies like Activision showing that, hey, you really can just do the same game, make it better every year. And you can look at that from a negative standpoint and say it's like, oh, that's just being derivative and all that. Это автоматические английские субтитры, которые переводятся на русский. But if you step... Я бы не сказал, что там некоторые фразы корректно переводят, но да. Ну, я по отдельным словам, которые не понимаю, поглядываю иногда. Hey, you really can just do the same game, make it better every year, and you can... Задонатить кликабельный... Стоп, а она у меня не Да? Благодарю сейчас. Да? Что? Видимо, я удалил, не заметил. Да не, вроде кликабельно. Задонатить. Кликабельно. Да. Чё? Работает. Ну что я могу сказать? Спасибо мне! Меня в 2 года отпустили гулять одного, и я херанулся бошкой об гальку. В итоге сотрясение мозга. Карыч, если увидите у меня шизу, то не удивляйтесь. Спасибо большое. Верим? Ладно, в любом случае, спасибо огромное. Look at that from a negative. You really can just do the same game, make it better every year. And you can look at that from a negative standpoint and say it's like, oh, that's just being derivative and all that. But if you step back again and say it's like, no, are the people buying it still enjoying it? Are they enjoying it more than what they might have bought otherwise? And you can say, no, that's actually a great value creation engine to do that if you're in a position where you can. Don't be forced into reinventing everything just because you think that you need to. Lots of things about business and team stuff that could be done better, but the technical work, the kind of technical visionary type stuff that I laid out, I still feel pretty good about. There are some classic old ones about my defending of OpenGL versus D3D, which turned out to be one of the more probably important, momentous things there, where it was always a rearguard action on Windows where Microsoft was just not going to let that win. But when I look back on it now, that fight to keep OpenGL relevant for a number of years there meant that OpenGL was there when mobile started happening, and OpenGL ES was the thing that drove all of the acceleration of the mobile industry. And it's really only in the last few years, as Apple's moved to Metal and some of the other companies have moved to Vulkan, that's moved away. But really stepping back and looking at it, it's like, yeah, I sold tens of millions of games for different things, but billions and billions of devices wound up with an appropriate, capable graphics API due in no small part to me thinking that was really important, that we not just give up and use Microsoft's, at that time, really terrible API. The thing about Microsoft is the APIs don't stay terrible. They were terrible at the start, but a few versions on, they were actually quite good. And there was a completely fair argument to be made that by the time DX9 was out, it was probably a better programming environment than OpenGL, but it was still a wonderful good thing that we had an open standard that could show up on Linux and Android and iOS, and eventually WebGL still to this day. So that was one that would be on my greatest hits list of things that I kind of pushed. Impact it had on billions. Совершенно свои. Я люблю тебя, Ричард Чиркин. Спасибо большое.
Но одну вещь я люблю больше, чем тебя. Какаум пасседж. Спасибо большое. Millions of devices. My greatest hit still to this day. So that was one that would be on my greatest hits list of things that I In kind terms of of pushed impact with. it had Yeah. on billions of devices, yes. So let's talk about it. Пока не забыл, кстати, text to speech мне же... Так, мне же прислал. Ну. TTS. Declider просто сделал TTS для Donate Pay. Подвязал. Надо будет с этим разобраться. Просто чтобы вы имели в виду, если я вдруг забуду, потому что отвлекался, это можно будет настраивать, и можно использовать text-to-speech другой. Ну, например, мой голос, который будет синтезироваться. Там, ну, короче, там надо будет настраивать, как я понимаю, который будет озвучивать, делать озвучку донатов. Вот. Да. Так. Я забыл, что он мне прислал, только сейчас вспомнил. In terms of impact it had Yeah. on billions of devices, yes. So let's talk about it. Can you tell the origin story of id Software? Again, one of the greatest game developer companies ever. It created Wolfenstein 3D, games that defined my life also in many ways. As a thing that made me realize what computers are capable of in terms of graphics, in terms of performance, it just unlocked something deep in me and understanding what these machines are all about. That games can do that. So Wolfenstein 3D, Doom, Quake, and just all the incredible engineering innovation that went into that. So how did it all start? So I'll caveat up front that I usually don't consider myself the historian of the software side of things. I usually do kind of point people at John Romero for stories about the early days where I've never been, like, I've commented that I'm a remarkably unsentimental person in some ways, where I don't really spend a lot of time unless I'm explicitly prodded to go back and think about the early days of things. And I didn't necessarily make the effort to archive everything exactly in my brain. And the more that I work on machine learning and AI and the aspects of memory and how when you go back and polish certain things, it's not necessarily exactly the way it happened. But having said all of that, from my view, the way everything happened that led up to that was after I was an adult and kind of taking a few college classes, deciding to drop out, I was hard Scrabble contract programming work, really struggling to kind of keep groceries and pay my rent and things. And the company that I was doing the most work for was a company called Soft Disk Publishing, which had the sounds bizarre now business model of monthly subscription software. Before there was an internet that people could connect to and get software, you would pay a certain amount, and every month they would send you a disk that had some random software on it. And people that were into computers thought this was kind of cool. And they had different ones for the Apple II, the 2GS, the PC, the Mac, the Amiga, lots of different things here. So quirky little business, but I was doing a lot of contract programming for them where I'd write tiny little games and sell them for $300, $500. And one of the things that I was doing, again, to keep my head above water here, was I decided that I could make one program and I could port it to multiple systems. So I would write a game like Dark Designs or Catacombs, and I would develop it on the Apple II, the 2GS, and the IBM PC, which apparently was the thing that really kind of piqued the attention of the people working down there. Like Jay Wilbur was my primary editor and Tom Hall was a secondary editor. And they kept asking me, it's like, hey, you should come down and work for us here. And I pushed it off a couple times because I was really enjoying my freedom of kind of being off on my own. Even if I was barely getting by, I loved it. I was doing nothing but programming all day. But I did have enough close scrapes with, like, damn, I'm just really out of money that maybe I should get an actual job rather than contracting these kind of one at a time things. And Jay Wilbur was great. He was like FedExing me the checks when I would need them to kind of get over whatever hump I was at.
So I finally took them up on their offer to come down to Shreveport, Louisiana. I was in Kansas City at the time, drove down through the Ozarks and everything down to Louisiana and saw the soft disk offices, went through, talked to a bunch of people, met the people I had been working with remotely at that time. But the most important thing for me was I met two programmers there, John Romero and Lane Roth, that for the first time ever, I had met programmers that knew more cool stuff than I did, where first time ever, I had met programmers that knew more cool stuff than I did, where the world was just different back then. I was in Kansas City. It was one of those smartest kid in the school, does all the computer stuff. The teachers don't have anything to teach him. But all I had to learn from was these few books at the library. It was not much at all. And there were some aspects of programming that were kind of black magic to me. Like, it's like, oh, he knows how to format a track on a low-level drive programming interface. And I was still not at all sure I was going to take the job, but I met these awesome programmers that were doing cool stuff. And like Romero had worked at Origin Systems, and he had done so many different games ahead of time that I did kind of quickly decide, it's like, yeah, I'll go take the job down there. And I settled down there, moved in, and started working on more little projects. And the first kind of big change that happened down there was the company wanted to make a PC gaming focused subscription. Just like all their other, it was the same formula that they used for everything. Pay a monthly fee and you'll get a disc with 1 or 2 games just every month, and no choice in what you get, but we think it'll be fun. And that was the model they were comfortable with. And they said, all right, we're going to start this Gamer's Edge department. And all of us that were interested in that, like me, Romero, Tom Hall was kind of helping us from his side of things. Jay would peek in, and we had a few other programmers working with us at the time. Да, короче, покупаешь в Steam подписку, коробка игр, и тебе каждый месяц приходит. Только это не как PlayStation Plus или там Xbox подписка, а новые игры. И ты не знаешь, что тебе придет, и да, и не уверен, сейчас это работало, нет. Просто игры тогда, видимо, быстрее намного делались. And we had a few other programmers working with us at the time. Сейчас камера переключается второго чела, нет. And we were going in, and we had Tom Hall was kind of helping us from his side of things. Jay would peek in, and we had a few other programmers working with us at the time, and we were going to just start making games, just the same model, and we dived in, and it was fantastic. So you have to make new games. And we were going to just start making games, just the same model, and we dived in, and it was fantastic. So you have to make new games every month. Every month. Yeah, and this. In retrospect, looking back at it, that sense that I had done all this contract programming, and John Romero had done like far more of this, where he had done one of his teaching himself efforts was he made a game for every letter of the alphabet. It's that sense of like, I'm just going to go make 26 different games, give them a different theme. And you learn so much when you go through and you crank these things out, like on a bi-weekly, monthly basis, something like that. From start to finish. Yeah. So it's not like just an idea. It's not just from the very beginning to the very end. It's done. It has to be done. There's no delaying. It's done. And you've got deadlines. And that kind of rapid iteration, pressure cooker environment was super important for all of us developing the skills that that brought us to where we eventually went to. I mean, people would say like in the history of the Beatles, like it wasn't them being the Beatles, it was them playing all of these other early works, that opportunity to craft all of their skills before they were famous, that was very critical to their later successes. And I think there's a lot of that here, where we did these games that nobody remembers, lots of little things that contributed to building up the skill set for the things that eventually did make us famous. Yeah, Dostoevsky wrote The Gambler. He had to write it in a month just to make money. And nobody remembers that probably because he had to figure out, because it's literally, he didn't have enough time to write it fast enough. So he had to come up with hacks how to actually literally write it again fast comes down to that month. point where pressure and So it's a little money. Gambler. He had to write it. Famous.
Yeah, And Dostoevsky wrote The Gambler. He had to write it in a month just to make money. And nobody remembers that probably because he had to figure out, because it's literally, he didn't have enough time to write it fast enough. So he had to come up with hacks how to actually literally write it it again fast comes enough down to within a that point month. where pressure and limitation of resources is surprisingly important. Yeah. And it's counterintuitive in a lot of ways where you just think that if you've got Джон Кармак, да. Интервью? Не, он нормально ведет, Кармака. Ну, мне как показалось. all the time in the important. Yeah. And it's counterintuitive in a lot of ways where you just think that if you've got all the time in the world and you've got all the resources in the world, of course you're going to get something better. But sometimes it really does work out that the innovations, mother necessity, and where you can, or resource constraints, and you have to do things when you don't have a choice. It's surprising what you can do. Is there any good games written in that time? Would you say Some of them are still fun to go back and play, where you get they were all about kind of the more modern term is game feel, about how just the exact feel that things, it's not the grand strategy of the design, but how running and jumping and shooting and those things feel in the moment. And some of those are still, if you sat down on them, you kind of go, it's a little bit different. It doesn't have the same movement feel, but you move over and you're like, bang, jump, bang. It's like, hey, that's kind of cool still. So you can get lost in the rhythm of the game, like is that what you mean by feel? Is it just like there's something about it that pulls you in? Nowadays, again, people talk about compulsion loops and things where it's that sense of exactly what you're doing, what your fingers are doing on the keyboard, what your eyes are seeing. And there are going to be these sequences of things: grab the loot, shoot the monster, jump over the obstacle, get to the end of the level. These are eternal aspects of game design in a lot of ways, but there are better and worse ways to do eternal aspects of loot, shoot the monster, jump over the obstacle, get to the end of the level. These are eternal aspects of game design in a lot of ways, but there are better and worse ways to do all of them. And we did so many of these games that it was, we got a lot of practice with it. So one of the kind of weird things that was happening at this time is John Romero was getting some strange fan mail. And back in the days, this was before email, so we literally got letters sometimes and telling him, it's like, oh, I want to talk to you about your games. I want to reach out, different things. And eventually it turned out that these were all coming from Scott Miller at Apogee Software. And he was reaching out through, he didn't think he could contact John directly, that he would get intercepted. So he was trying to get him to contact him through like back channel fan mail, because he basically was saying, hey, I'm making all this money on shareware. Когда интервью, оно вышло вчера, сегодня, плюс-минус, вот сейчас вот ссылка. So, mega fresh. Games, fan Super mail, fresh. because he basically was saying, hey, I'm making all this money on shareware games. I want you to make shareware games, because he had seen some of the games that Romero had done. And, we looked at Scott Miller's games and we didn't think they were very good. I'm making all the Tim through like back channel fan mail, because he basically was saying, hey, I'm making all this money on shareware games. I want you to make shareware games, because he had seen some of the games that Romero had done. And, we looked at Scott Miller's games and we didn't think they were very good. We're like, that can't be making the kind of money that he's saying he's making 10 grand or something off of this game. And we really thought that he was full of shit, that it was a lie trying to get him into this. Really thought that he was full of shit, that it was a lie trying to get him into this. А ты перевел Google? Я не понимаю. Really thought that he was full of shit, that it was a lie trying to get him into this. But so that was kind of going on at one level. And it was funny the moment when Romero realized that he had some of these letters pinned up on his wall of like all of his fans. And then we noticed that they all had the same return address with different names on them, which was a little bit of a two-edged sword there. Trying to figure out the puzzle laid out before him. Yeah, what happened after kind of coincident with that was I was working on a lot of the new technologies where I was now full on the IBM PC for the first time, where I was really a long holdout on Apple II forever. And I loved my Apple II. It was the computer I always wished I had when I was growing up. And when I finally did have one, I was kind of clinging on to that well past its sort of good use by date. Is it the best computer ever made, would you say?
I wouldn't make judgments like that about it, but it was positioned in such a way, especially in the school systems, that it impacted a whole lot of American programmers, at least, where there was programs that the Apple IIs got into the schools and they had enough capability that lots of interesting things happened with them. In Europe, it was different. You had your Amigas and Ataris and, Acorns in the UK and things that had different things. But in the United States, it was probably the Apple II made the most impact for a lot of programmers of my generation. But so I was really digging into the IBM, and this was even more so with the total focus because I'd moved to another city where I didn't know anybody that I wasn't working with. I had a little apartment. And then at Softdisk, again, the things that drew me to it, I had a couple programmers that knew more than I did, and they had Композить себе термитную смесь, чтобы окно в школе взрывать и компейны. Да, не, звучит как выдумка. a library to it. I had a couple programmers that knew more than I did, and they had a library. They had a set of books and a set of magazines. They had a couple years of magazines, the old Dr. Dobbs Journal, and all of these magazines that had information about things. And so... Вообще, это звучит пиздец. Что? А это он рассказывал прям? Он признался? I was just in things that Haynes they did, and they had a library to it. I had a couple programmers that knew more than I did, and they had a library. They had a set of books and a set of magazines. They had a couple years of magazines, the old Dr. Dobbs Journal, and all of these magazines that had information about things. And so I was just in total immersion mode. It was eat, breathe, sleep, computer programming, particularly the IBM, for everything that I was doing. And I was digging into a lot of these low-level hardware details that people weren't usually paying attention to, the way the IBM EGA cards worked, which was fun for me. I hadn't had experience with things at that level. And back then, you could get hardware documentation just down at the register levels. This is where the CRTC register is. This is how the color registers work and how the different things are applied. And they were designed for a certain reason. They were designed for an application. They had an intended use in mind, but I was starting to look at other ways that they could perhaps be exploited that they weren't initially intended for. Could you comment on, like, first of all, what operating system was there? What instruction set was it? Like, what are we talking about? So this was DOS and x86. So 16-bit 8086. The 286s were there, and 386s existed. They were rare. We had a couple for our development systems. Processor? But we were still targeting the more broad. It was all DOS 16-bit. None of this was kind of DOS extenders and things. How different is it from the systems of today? Is it kind of a precursor that's similar? Very little. If you open up command.exe or com on Windows, you see some of the remnants of all of that, but it was a different world. It was the 640K is enough world, and nothing was protected. It crashed all the time. You had TSRs, or terminate and stay resident hacks, on top of things that would cause configuration problems. All the hardware was manually configured in your auto exec. So it was a very different world. But the code is still the same, similar. You could still write it. My constrained. earliest code there was written in Pascal. That was what I had learned kind of at an earlier point. So between BASIC and C++, there was Pascal. So when BASIC assembly language, and some of my Take a step back. My intermediate stuff was, well, you had to for performance. BASIC was just too slow. So most of the work that I was doing as a contract programmer in my teenage years was assembly language. But Wait, then you wrote games in assembly? Yeah, complete games in assembly language. And it's thousands and thousands of lines of 3-letter acronyms for the instructions. That's you don't earn the, once again, greatest programmer ever label without being able to write a game in assembly. Okay. But that's again, everybody serious wrote their games in assembly language. It was kind of everybody's serious. You see what he said? Yeah. Everybody's serious. Yeah. It was an outlier to use Pascal a little bit, where there was one famous program called Wizardry. It was one of the great early role-playing games that was written in Pascal, but it was... Да не, ну там просто не так много было всего. Вот. Поэтому можно было спокойно писать на ассемблере. Вполне. Столько же работы нужно было много делать. Потом уже стали, абстрагироваться.
процессоры стали быстрее, команд стало больше, и да, поэтому пришлось наслаиваться, скажем так. Начал с истока понимать, да, вот, и почему, типа, его называют крутым программистом? Во-первых, потому что это ему интересно, во-вторых, потому что он прошел через этот путь, он был во времени помещен, ну, он был в таком времени, где он буквально, ну, наверное, с самого начала, можно сказать, вот через все прошел, чтобы понимать, как, в принципе, все устроено, как разрабатывать и как все системы, ну, последующие работают, потому что он знает, в чем, типа, корень. Вот. По-хорошему, наверное, если обучать программированию сейчас современному, то тебя должны помещать в какие-то такие же искусственно созданные условия, не в смысле буквально тебе нужно на Apple 2 программировать, но типа какие-то задачки выполнять или хотя бы понимать, как что происходило. И не обязательно типа тебе сидеть там год над чем-то, но хотя бы просто чтобы ты знал, откуда все берется. Наверное, это было бы полезно, да. Was almost like one of the great Pascal a little bit, where there was one famous program called Wizardry. It was like one of the great early role-playing games that was written in Pascal, but it was almost nothing used Pascal there. But I did learn Pascal, and I remember doing all of my, like to this day, I sketch in data structures. When I'm thinking about something, I'll open up a file and I'll start writing struct definitions for how data is going to be laid out. And Pascal was kind of formative to that because I remember designing my RPGs in Pascal record structures and things like that. And so I had gotten a Pascal compiler for the Apple IIgs that I could work on. And the first IBM game that I developed, I did in Pascal. And that's actually kind of an interesting story, again, talking about the constraints and resources where... Формате спрашиваю, что он до сих пор здесь в Паскале, а на питоне все, она образование дает новые учебники и денег не... Ну, мне кажется, просто я просто не знаю по времени, сколько они этому обучают, это прикольно, и типа как они это рассказывают, потому что я помню, когда я пришел, я не учился, но я пришел подготовительно к университету, и там рассказывали, как из двоичной переводить 16-ричную, 16-ричную 10-ричную, как из 10-ричной двоичную, это все в тетрадке делать. И столько времени было на это потрачено, как бы мне показалось, что с одного этого похода, он был всего лишь один у меня, то, как бы с чего это все начиналось, то, как это рассказывали, и я такой, нет, я не буду. Не потому что, нет, там все объяснили, как это переводить, ты на тетрадке делаешь, вот эти все такое, окей, чтобы понять, вот так у нас двоичная, 0,1, потом 0,1, 0,1, 0,1, так ты считаешь десятиричный и так далее. И ты можешь там это в записи это все делать, просто это все было так скучно, честно. И я не понимал, типа, для чего. Наверное, поэтому нужно как бы привязываться к какой-то определенной теме, что, окей, если это разработка игр, например, смотри, вот с чего там начиналось. Тогда, типа, на ассемблере, например, писали, и там просто было не так много памяти, поэтому ты мог на ассемблере писать, поэтому то, что ведущий, засмеялся, он такой, нифига, на ассемблере писали, но это, типа, нормально было, ты мог это контролировать. Потом уже это просто стало тяжело контролировать, чисто в голове, поэтому и понадобилась какая-то абстракция из-за того, что процессоры становились комплекснее, сильнее, быстрее, точнее, и так далее, памяти становилось больше. Да, но вот у меня так было. А так тема то, что типа ты смотришь какую-то историю, корень, откуда все берется, это помогает пониманию того, что сейчас происходит, да, это факт. I had an Apple IIgs. I didn't have an IBM PC. I had some resources where actually kind of an interesting story, again, talking about the... Лекс Фридман, интересно, персонаж выкусил. Да на здоровье. Я увидел это, просто ретвитнул разработчик, тот, кто сделал Idle Master, Idle Simulator. Вот, я его, не то что знаю, я с ним не общаюсь, но мы, типа, я его знаю со времен, где я с Гугатоном тоже познакомился, поэтому вот я увидел, заметил, клево то, что он ретвитнул. С 80 уже сложно было, когда писал, уже сложно. Большинство сами не залазили уже. В 80-м уже было сложнее, нифига, прикол.
Свою пару раз... Нет, да там так объясняли скучно, типа преподавателю самому как будто уже все это заебало, и я не видел. То есть это... Тут еще проблема мотивации была, да? А там еще было как... Типа, и все было скучно, и все как-то... И потом я сходил на это подготовительно, мне звонят, говорят, ты должен в классе, типа, убираться, все мыть. И я такой, нет. И мне стали говорить, почему нет. Я такой, потому. Вот. Я просто не хотел туда. Вот. Так что да. Ну, чисто технически у меня, получается, есть, типа, выше незаконченное образование, наверное, если так подумать. Типа. Но, да, ноутбук состоял из этих вещей. Но, да, в идеале было бы прикольно, если мы говорим про программирование, что это, скорее всего, было бы подвязано на, типа, каких-то, что в классах были бы реально тот же Apple II или какие-нибудь, если мы еще раньше идем, да, там машины с перфокартами, просто чтобы тебе показали, чтобы ты увидел, типа, как она выглядела, из чего все начиналось. Ну и там уже до этого можно там рассказывать, как с электричеством все работает. Ну, то есть это физика получается, да, физика, математика. Мне кажется, просто сейчас уже не останется таких преподавателей, поэтому, да, даже не знаю, как сейчас все пойдет. Кому и бог, ну не знаю. Ну, мне лично, да, я решил забить. Мытье помогает лучше, не знаю. Мне сказали, нужно было приходить и мыть, я отказался. Короче, не зашло мне это туда, куда я ходил по информатике, заведение. Вот. А потом его упразднили, там больше не стало этого заведения. I did in Pascal, and that's actually kind of an interesting story again, Tom, that I developed. I did in Pascal, and that's actually kind of an interesting story again, talking about the constraints and resources, where I had an Apple II GS, I didn't have an IBM PC, I wanted. Пошел на заочку. Да не, видимо, просто сразу мне достаточно один раз было сходить, что типа там делать нечего в этом заведении конкретно учебном. Я мог бы заморочиться с тем, чтобы ходить в какие-то другие учебные заведения, но я просто предположил, что мне не стоит этого делать. Мне нужно сфокусироваться на том, что мне кажется нужно делать. Примерно интересно, пока ты его ощущаешь как своего рода лего или что-то вроде с большим количеством абстракций, это ощущение теряется у многих вместе с кем собирать. Да, действительно, когда ты программируешь, и ты как бы более напрямую, наверное, работаешь с платформой, хоть и сейчас от памяти и процессора ты абстрагируешь, ну, ты абстрагирован, потому что, ну, так сейчас работает много. А той же видеокарты ты тоже абстрагирован, да, слоем этим графических API. Но да, чем ближе ты, как бы, чем больше контактов с железом, скажем так, или с платформой хотя бы, тем веселее как-то. Разные подходы. Да, наверное, кому-то прикольнее, когда ты абстрагируешься от платформы, и что, наверное, тоже правильно, но лично для себя, по крайней мере, сейчас я установку такую дал, что я не буду этого делать, потому что это слишком рано для меня. Мне лучше сфокусироваться на том, с чем я буквально имею дело, а уже потом, наверное, можно будет абстрагироваться, потому что у меня будет достаточно опыта, чтобы, типа, забить вообще хуй, на чем я пишу, это не важно. Ну, или если такая задачка будет. Правильно сделал, что... Да, говорю, в подтверждение этого, типа, там, спустя как раз где-то 4-5 лет просто это заведение закрылось, и все. То есть, как бы, да. Wanted to port my application. I had an interesting story again, talking about the constraints did in Pascal, and that's actually kind of an interesting story again, talking about. Есть статья, я ее, наверное, сейчас не найду, блин. Но там такая нормальная, она глубокая по поводу того, как эта оперативная память работает. Я ее немного почитал, было, ну, не то что сложно, но я, в принципе, понял буквально, там есть какие-то накопители, которые накапливают электричество, и, по сути, его постоянно туда гоняют. Это про оперативную память, если имею в виду, естественно, она потом не сохранится, когда комп вырубается, ну да. Поэтому ты можешь, типа, выключить комп, включить его заново, и там что-то справится, потому что память буквально очистится.
И просто памяти стало больше, эти все накопители или как там, ну, какие-то штучки, короче, я забыл технические терминологию, но да, по сути, буквально накапливают в маленьких, ну, транзисторы, не уверен, не уверен, не знаю. Ну, короче, общую картину я понял, но я не поясню за нее, потому что я не специализируюсь в оперативной памяти, ну да. Но то, что я понял, бегать к оперативной памяти, что-то у нее забирать, это время, вот и все, то есть, по сути, вот самое главное. Ну и просто понял, да, вот как оперативка работает. Конденсаторы. Фиксики бегают, перетаскивают байтики, да? Специально какое повреждение параллельно программу на сессии создавали и устройство компьютера логического вентиля регистра электронной идентификатора, но при этом и всякие базы данных были. А сейчас вроде еще в прогу хотят добавить. Из-за этого общее понимание, как все устроено, и появилось. Прикольно. Регистры, электроника, архитектура. Блин, прикольно, звучит весело. Надеюсь, весело также преподавалось. Работает оперативка, ну, там сложнее намного. Pascal, and yes, that I could work on. And the first IBM game that I developed, I did in Pascal. And that's actually kind of an interesting story, again, talking about the constraints and resources, where I had an Apple II GS. I didn't have an IBM PC. I wanted to port my applications to IBM because I thought I could make more money on it. So what I wound up doing is I rented a PC for a week and bought a copy of Turbo Pascal. And so I had a hard 1 week, and this was cutting into what minimal profit margin I had there. But I had this computer for a week. I had to get my program ported before I had to return the PC. Yeah. And that was kind of the first thing that I had done on the IBM PC and what led me to taking the job at SoftDisk. And Turbo Pascal, how's that different from regular Pascal? Is it a different compiler or something like that? So it was a product of Borland, which before Microsoft kind of killed them, they were the hot stuff developer tools company. You had Borland, Turbo Pascal, and Turbo C, and Turbo Prolog. I mean, all the different things. But what they did was they took a supremely pragmatic approach of making something useful. It was one of these great examples where Pascal was an academic language, and you had things like the UCSD-P system that Wizardry was actually written in, that they did manage to make a game with that, but it was not a super practical system. While Turbo Pascal it was called Turbo because it was blazingly fast to compile. I mean, really ridiculously 10 to 20 times faster than most other compilers at the time. But it also had very pragmatic access to, look, you can just poke at the hardware in these different ways, and we have libraries that let you do things. And it was a perfectly good way to write games. And this is one of those things where people have talked about different paths that computer development. This is one of the ways that let you do things. And it was a perfectly good way to write games. And this is one of those things where people have talked about different paths that computer development could have taken, where C took over the world for reasons that came out of Unix and eventually Linux. And that was not a foregone conclusion at all. And people can make real, reasoned, rational arguments that the world might have been better if it had gone a Pascal route. I'm somewhat agnostic on that, where I do know from experience it was perfectly good enough to do that. And it had some fundamental improvements, like it had range-checked arrays. Я забыл, агностические. Действительно существующая. Окей, эта штука. Окей. То есть Turbo Pascal, то есть получается был момент, где либо Turbo Pascal, либо C, и по итогу C случился. То есть вот так вот оно было. Не знаю, как было. Окей.
Волнение. Окей, спасибо. В pascal.net тогда с интерфейсом NVIDIA анализ был уёбищный. Терминал Pascal Turbo старого, где только на клаве можно было писать. Больше времени с управлением разбирался, бля. Прикол. C из Fortran появился. Ну, звучит весело, когда у тебя, видимо, работали библиотеки, все быстро компилировалось, и ты просто мог делать свою работу. Да, as an agnostic on that, where I do know from experience it was perfectly good enough to do that, and it had some fundamental improvements, like it had range checked arrays as an option there, which could avoid many of C's real hazards that happened in a security space. But C1, they were basically operating at about the same level of abstraction. Там garbage collector был. Turbo Pascal, это реально, нифига. It was base. But C1, they were basically operating at about the same level of abstraction. It was a systems programming language. But you said Pascal had more emphasis on data structures. In the tree of languages, did Pascal come before C? They were pretty contemporaneous. So Pascal's lineage went to Modula 2 and eventually Oberon, which was another Nicholas word, kind of experimental language. But they were all good enough at that level. Now, some of the classic academic-oriented Pascals were just missing fundamental things like, oh, you can't access this core system thing because we're just using it to teach students. But Turbo Pascal showed that only modest changes to it really did make it a completely capable language, and it had some reasons why you could implement it. Если ты знаешь, что это то 1000 человек. Не, Delphi не в курсе. It is a single pass, completely capable language, and it had some reasons why you could implement it as a single pass. Не, про Delphi я слышал, но я не знаю про что. Я был бы очень счастлив, если бы Google добавили возможность удалить все, что я когда-либо писал в поиске, но это невозможно. То есть в этой штуке вот здесь, ну просто нет способа, как удалить все, что ты когда-либо вводил, мне кажется, за все использование аккаунта своего Гугла. Я не нашел это. Я помню, я то ли раз в год, то ли раз в 2 года возвращаюсь к этому, блять, это можно сделать? И нет, это нельзя сделать. Ты находишь какую-то хуйню или находишь какие-то странные видосы, очень стрёмные, которые такие, сейчас можно удалить, и у них там много дизлайков и так далее. Ну, короче, нет, я не нашел. Да, это не совсем история, это и не совсем, это то есть история именно вот этой строки, и они ее не дают тебе удалять почему-то. Отдельный профиль для стримов, да, можно было. То есть там не то чтобы я типа переживаю за что-то, но просто, да, есть какая-то паранойя, что типа я просто не хочу это вводить, хотя в принципе похер. Я думал, что в настройках очищается, но нет. Так, Delphi, 86-й год. Противная структура так высокоуровневая, так, статично, типизация переменных, основное было написано прикладным образом. Языка Object Pascal. Повлиял на C# и Java. Окей. Sharp, но более Java. Окей. Привет, 86. Прикол. Прикол.
pass compiler, so it could be way faster, although less scope for optify. You could really did make it a completely capable language, and it had some reasons why you could implement it as a single pass compiler, so it could be way faster, although less scope for optimizations if you do it that way. And it did have some range checking options. It had a little bit better typing capability. It had properly typed enum sorts of things and other stuff that C lacked. But C was also clearly good enough, and it wound up with a huge inertia from the Unix ecosystem and everything that came with that. Garbage collection? No, it was not garbage It's just collected. the same kind of thing as C. Same manual. So you could still have your use after freeze and all those other problems. А он говорит, что Паскаль не garbage collected. Или он не про Turbo Паскаль имеет в виду? Collected. The same kind of thing as C. Same manual. So you could still have your use after freeze and all those other problems, but just getting rid of array overruns, at least if you were compiled with that debugging option, certainly would have avoided a lot of problems and could have a lot of benefits. But that debugging option just getting rid of array overruns, at least, and all those other garbage collected ecosystem and everything that came with that. Garbage collection? Паскаль, он про Паскаля. No, it was not garbage collected. The same kind of thing as C. Same manual. So you could still have your use after freeze and all those other problems, but just getting rid of array overruns, at least if you were compiled with that debugging option, certainly would have avoided a lot of problems and could have a lot of benefits. But so anyways, that was the next thing. I had to learn C because C was where it seemed like most of the things were going. So I abandoned Pascal and I started working in C. I started hacking on these hardware things, dealing with the graphics controllers and the EGA systems. And what we most wanted to do, so at that time we were sitting in our darkened office playing all the different console video games, and we were figuring out what games do we want to make for our Gamer's Edge product there. And so we had one of the first Super Nintendos sitting there, and we had an older Nintendo, and we were looking at all those games. And the core thing that those consoles did that you just didn't get on the PC games was this ability to have a massive scrolling world, where most of the games that you would make on the PC and earlier personal computers would be a static screen. You move little things around on it. Ну, привет. Я смотрю, вы тут все программисты. Айтишники, что ли? Нужна помощь детке. Помогите мне гудок на телефоне поменять. Я тыкаю кнопки разные. Не получается. Странно. Странно. Спасибо большое. Спасибо. Странно. And you in personal computers would be a static screen. You move little things around on it, and you interact like that. Maybe you go to Ты просмотрел 1:40 за 5 часов. additional screen. You move little things around on it, and you interact like that. Maybe you... Ну это как, это типа, я сейчас объясню тему за полчаса или там 20 минут, какую-нибудь штуку ты находишь. Такой, так, и это какая-нибудь реально обширная тема, и реально она объясняется за 20 минут, но каждую минуту ты останавливаешься, чтобы проверять либо слова, если это на английском, то возможно проверять, что это слово означает, а потом идешь в тему на Википедии, потом еще дополнительно эти штуки какие-то или дополнительную информацию, может не Википедия, неважно. Что-то просматриваешь, какие-то общие еще информацию, такой, стоп, что, блядь, потом, ладно, идешь дальше, опять минуты 2 смотришь, что такое. 20 минут потом занимают где-то 4 часа, но ты вроде как доходишь до всего. Так что, в принципе, для меня это классика в целом. Так, сейчас, стоп, мне кажется, я баланс белого все равно неправильно сделал. У меня сбился баланс белого, я хуй знаю, какой он был. Ладно. You go to additional screens as you move on it, and you interact like that. Maybe you go to additional screens as you move, but arcade games and consoles had this wonderful ability to just have a big world that you're slowly moving your window through, and that was
for those types of games, the kind of action, exploration, adventure games, that was a super, super important thing. And PC games just didn't do that. And what I had come across was a couple different techniques for implementing that on the PC. And they're not hard, complicated things. When I explain them now, they're pretty straightforward, but Yeah, just but nobody was doing You them. sound like Einstein describing Yeah. his 5 papers is pretty straightforward. I understand, but they're nevertheless revolutionary. So side scrolling is a game changer. Yeah, and it's scrolling It's a in genius general, whether it's invention. side or vertical, and Right. and some of the consoles had different limitations about you could do one but not the other, and there were similar things going on as advancements even in the console space where you'd have like the original Mario game was like just horizontal scrolling, and then later Mario games added vertical aspects to it and different things that that you were doing to explore, kind of expand the capabilities there. And so much of the early game design for decades was removing limitations, letting you do things that you envisioned as a designer, you wanted the player to experience, but the hardware just couldn't really, or you didn't know how to make it happen. It felt impossible. You can imagine that you want to create like this big world through which you can side scroll, like through which you can walk, and then you ask yourself a question: how do I actually build that in a way that's like the latency is low enough, the hardware can actually deliver that in such a way that it's a compelling experience. Yeah, and we knew what we wanted to do because we were playing all of these console games, playing all these Nintendo games and arcade games. Clearly, there was a whole world of awesome things there that we just couldn't do on the PC, at least initially. Because every programmer can tell, it's like if you want to scroll, you can just redraw the whole screen. But then it turns out, well, you're going 5 frames per second. That's not an interactive, fun experience. You want to be going 30 or 60 frames per second or something. And it just didn't feel like that was possible. It felt like the PCs had to get 5 times faster for you to make a playable game there. And interestingly, I wound up with 2 completely different solutions for the scrolling problem. And this is a theme that runs through everything, where all of these big technical advancements, it turns out there's always a couple different ways of doing them. And it's not like you found... Первый пункт конфиденциальности вырубает подсказки пауз. Они это недавно, что ли, добавили? Спасибо большое. А руководство по конфиденциальности? Или настройка? Или безопасность? Так, мне, наверное, проще поиском воспользоваться. Юрле. Почему-то я не нашел сразу. Безопасность. Вот видишь, ты меня вроде написал, у меня что-то нет такой херни. Что за руководство по конфиденциальной синхронизации сервисов? Это я и Google, синхронизация сервисов Google, и там другие сервисы Google, и там вторым идет заполнить поисковой запрос URL автоматически, отправить некоторые файлы, куки и поисковые запросы из адресной строки поиска системы по умолчанию. Окей, допустим, нет. Не, он все пишет. Ну, это не то, видимо. Спасибо большое. The one true way of doing it. And we'll see this as we go into 3D games and things later. But so the first set of scrolling tricks that I got was the hardware had this ability to, you could shift like inside the window of memory. So the EGA cards at the time had 256 kilobytes of memory. Всех, ребят, погодите.
And it was awkwardly set up in this planar format where instead of having 256 or 20, like inside the window of memory. So the EGA cards at the time had 256 kilobytes of memory, and it was awkwardly set up in this planar format where instead of having 256 or 24 million colors, you had 16 colors, which is 4 bits. So you had 4 bit planes, 64K apiece. Of course, 64K is a nice round number for 16-bit addressing. So your graphics card had a 16-bit window that you could look at, and you could tell it to start the video scan out anywhere inside there. So there were a couple games that had taken this approach of you could make a 2x2 screen or a 1x4 screen, and you could do scrolling really easily like that. You could just lay it all out and just pan around there, but you just couldn't make it any bigger because that's all the memory that was there. The first insight to the scrolling that I had was, well, if we make a screen that's just one tile larger, we usually had tiles that were 16 pixels by 16 pixels, the little classic Mario block that you run into. Lots of art gets drawn that way. And your screen is a certain number of tiles. But if you had one little buffer region outside of that, you could easily pan around inside that 16 pixel region. And that could be perfectly smooth. But then what happens if you get to the edge and you want to keep going? The first way we did scrolling was what I called adaptive tile refresh, which was really just a matter of you get to the edge and then you go back to the original point and then only change the tiles that are different between where it was. In most of the games at the time, if you think about sort of your classic Super Mario. UselessMouth. Смотрим 5-часовое интервью. А дальше как пойдет? 5 часов прошло. Просьба офнуть с позором данную каловую массу, а то стрим с 500 ботами выглядит позорно. Brothers. In most of the games at the time, if you think about sort of your classic Super Mario Brothers game, you've got big fields of blue sky, long rows of the same brick texture, and there's a lot of commonality. It's kind of like a data compression thing. If you take the screen and you set it down on top of each reality. It's kind of like a data compression thing. If you take the screen and you set it down on top of each other, in general, only about 10% of the tiles were actually different there. So this was a way to go ahead and say, well, I'm going to move it back, and then I'm only going to change those 10, 20, whatever percent tiles there. And that meant that it was essentially 5 times faster than if you were redrawing all of the tiles. And that worked well enough for us to do a bunch of these games for Gamer's Edge. We had a lot of these scrolling games like Slordax and Shadow Knights and things like that we were cranking out at this high rate that had this scrolling effect on it. And it worked well enough. There were design challenges there where if you made, the worst case, if you made a checkerboard over the entire screen, you scroll over one and every single tile changes and your frame rate's now 5 frames per second because it had to redraw everything. So the designers had a little bit that they had to worry about. They had to make these relatively plain looking levels, but it was still pretty magical. It was something that we hadn't seen before. And the first thing that we wound up doing with that was I had just gotten this working, and Tom Hall was sitting there with me, and we were looking over at our Super Nintendo on the side there with Super Mario 3 running, and we had the technology, we had the tools set up there, and we stayed up all night, and we basically cloned the first level of Super Mario Brothers. Performance-wise as well? Yeah. And so we had our little character running and jumping in there. It wasn't it was close to pixel accurate as far as all of the backgrounds and everything, but the gaming was just stuff that we cobbled together from previous games that I had written. I just kind of like really kit bashed the whole thing together to make this demo. And that was one of the rare cases when I said I don't usually do these all-night programming things. There's probably only 2 memorable ones that I can
think about. One was the all-nighter to go ahead and get our Dangerous Dave and copyright infringement is how we titled it, because we had a game called Dangerous Dave, was running around with the shotgun shooting things, and we were just taking our most beloved game at the time there, the Super Mario 3, and sort of sticking Dave inside that with this new scrolling technology that was going perfectly smooth for the as it ran rings, and we were just taking our most beloved game. Спасибо мне! Здорово. Рычи. Сегодня отработал очередной день на заводе. Уже 2 года хуярю, побухал чуть-чуть с братанами. Кайфы. Хочу стать программистом. С чего начать? Посоветуй, ПЖ. Спасибо огромное. Не знаю, без понятия. Там много разных вещей. Но можно начать с Handmade Hero. Вот. Оно как бы больше как учебник по итогу будет работать. Я бы не сказал, что это курс. Типа того, тем более Кейси сам разбирался, как он будет его делать, но идея хорошая, то, что типа с нуля делать. Как можно больше зависимости убрать и библиотек и прочего, которые ты будешь собирать. И не движки какие-то использовать, типа самому писать игру. Но также есть всякие штуки типа Learn OpenGL, что там, ShaderToy, если нужно графон писать. Но ShaderToy... Проблема ShaderToy в том, что, скорее всего, ты уже должен как-то знать, как ты можешь манипулировать с векторами, чтобы ты мог вещи вводить на экран, и ты просто можешь это очень быстро делать, без всяких этих настройки, работы с платформой, окна, как выводить буфер и так далее. И там забивать буфер, чем забивать и прочее. Поэтому ShaderToy в этом плане полезен. Ну что могу сказать? Спасибо мне! Спасибо. Только пришел с завода, получил зарплату и сразу решил поддержать Юлю. Спасибо. Думаю, все будут только за пойти в GTA HS мод, чтобы закрепить весь материал. Спасибо большое. Кармак. Закреп сделать, да? Концепты. Хорошо, я гляну. Но я не знаю. В этом направлении в резике всякое. Ну что могу сказать? Спасибо мне! Окей. Я вроде еще пока Если не говорил не о афаешь кал, значит внимательно смотришь. Тогда скажи, о чем был разговор на 37 минуте 45 секунде. Я так и понял. Можешь не отвечать. Мне похуй срать. Спасибо большое. Окей, я гляну. Спасибо большое, Топрух. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Муха. Да, что еще есть? Всякие могут быть ролики, типа, давайте повторим, как... Если это не скучные ролики, типа, повторим, как работал Doom или что-то в этом роде. Это тоже, наверное, полезно. По итогу нужно просто стать уверенным в том, что уверенным в плане программирования, что ты можешь собирать вещи и, в принципе, уже самостоятельно проходить через всякие эти трудности. Просто думать над проблемами, которые ты столкнулся. Но чтобы создать себе эту проблему и эти задачи, нужна идея. Нужно игру, делать. Ну, и если это программирование касается игры, естественно, а не какой-то определенной идеи для инструмента, который решает чужие проблемы. Типа, наверное, так. Спасибо. А так там очень много... Придется бегать туда-сюда, наверное, чтобы получать ту информацию, которая тебе нужна на данный момент времени, которую ты поймешь, когда дело касается программирования. По крайней мере, у меня так было. Денег на Клаву? У кого? Спасибо. Продолжим. Game at the time, running around with the shotgun shooting things, and we were just taking our most beloved game at the time there, the Super Mario 3, and sort of sticking Dave inside that with this new scrolling technology that was going perfectly smooth for the as it ran.
And Tom and I just kind of blearily the next morning, kind of left, and we left a disc on the desk for John Romero and Jay Wilbur to see, and just said, "Run this." And we eventually made it back in later in the day, and it was, like they grabbed us and pulled us into the room, and that was the point where they were like, "We got to do something with this. We're going to make a company. We're going to go make our own games." Where this was something that we were able to just kind of hit them with a hammer of an experience, like, wow, this is just like so much cooler than what we thought was possible there. And initially, we tried to get Nintendo to let us make Super Mario 3 on the PC. That's really what we wanted to do. We were like, hey, we can finish this. It's line of sight for this will be great. Mm-hmm. And we sent something to Nintendo, and we heard that it did get looked at in Japan, and they just weren't interested in that. But that's another one of those, life could have gone a very different way, where we could have been like Nintendo's house PC team, at that point. And define the direction of, Wolfenstein and Doom and Quake could have been a Nintendo creation. Yeah. So at the same time that we were just doing our first scrolling demos, we reached out to Scott Miller at Apogee and said, it's like, hey, we do want to make some games. These things that you think you want, those are nothing. What do you see what we can actually do now? This is going to be amazing. And he just like popped right up and sent a check to us, where at that point, we still thought he might be a fraud, that he was just lying about all of this, but he was totally correct on how much money he was making with his shareware titles. And this was his kind of real brainstorm about this, where shareware was this idea that software doesn't have a fixed price. If you use it, you send out of the goodness of your heart some money to the creator. And there were a couple utilities that did make some significant success like that. But for the most part, it didn't really work. There wasn't much software in a pure shareware model that was successful. The Apogee innovation was... То есть подразумевается, что оно типа бесплатное, но бесплатно тем, что типа люди донатят за нее. То есть в этом плане имелось в виду. А не в смысле ты придумаешь схемы того, чтобы она была не бесплатной. Такая идея была? Типа как стримы, не знаю. Нет, сейчас делают программы, естественно, и там оставляют, что вы можете нам задонатить и все такое, но, видимо, в этом прикол был. That was successful. The Apogee innovation was to take something, call it shareware, split it into 3 pieces. You always made a trilogy, and you would put the first piece out, but then you buy the whole trilogy for some shareware amount, which in reality, it meant that the first part was a demo, where you kind of like the demo went everywhere for free and you paid money to get the whole set, but it was still played as shareware, and we were happy to have the first one go everywhere. And it wasn't a crippled demo, where the first episode of all of these trilogies, it was a real complete game, and probably 20 times as many people played that part of it, thought they had a great game, had fond memories of it, but never paid us a dime. But enough people were happy with that, where it was really quite successful. And these early games that we didn't think very much of compared to commercial quality games, but they were doing really good business. Some fairly crude things, and people, it was good business. People enjoyed it, and it wasn't like you were taking a crapshoot on what you were getting. You just played a third of the experience, and it wasn't like you crude things, and people... It was good business. People enjoyed it, and it wasn't like you were taking a crapshoot on what you were getting. You just played a third of the experience, and you loved it enough to handwrite out a check and put it in. Hello, айтишники. Я смотрела на ХХРУ вакансии. И у айтишников высокие зарплаты. Я тоже к вам хочу. Заебала эта работа в школе учителем. Бухаю каждый вечер. Тупые дети. Спасибо большое. Я не могу попасть на работу на Хахару, я вот так скажу. Спасибо. In an envelope experience, and you loved it enough to shoot on what you were getting. You just played a third of the experience, and you loved it enough to handwrite out a check and put it in an envelope and address it and send it out to Apogee to get the rest of them. So it was a really pretty feel-good business prospect there, because everybody
was happy. They knew what they were getting when they sent it in, and they would send in fan mail. If you're going to the trouble of addressing a letter and filling out an envelope, you write something in it, and there were just the literal bags of fan mail for the shareware games, so people loved them. I should mention that for you, the definition of wealth is being able to have pizza whenever you want. For me, there was a dream, because I would play shareware games over and over, the part that's free, over and over, and it was... Бля, мне напоминает, короче, Лекс Фридман выглядит как будто бы он играет в Joy Division и одновременно, типа, снимается в Twin Peaks. Вот какой-то такой от него вайб. Shareware games over and over. For me, there was a dream, because I would play shareware games over and over, the part that's free, over and over, and it was very deeply fulfilling experience. For me, there was a dream, because I would play shareware games over and over, the part that's free, over and over, and it was very deeply fulfilling experience. But I dreamed of a time when I could actually... О, кофе в этом, горячо. Ха-ха-ру. Это что, сайт с анекдотами для айтишников? Монкэс Азирейдж. Спасибо большое. Really afford experience, but I dreamed of a time when I could actually deeply fulfilling experience, but I dreamed of a time when I could actually afford the full experience, and this is kind of this dreamland beyond the horizon, where you could find out what else is there. In some sense, even just playing the shareware was it's the limitation of that. Life is limited. Eventually, we all die. In that way, shareware was like somehow really fulfilling to have this kind of mysterious thing beyond what's free always there. It's kind of I don't know. Maybe it's because a part of my childhood is playing some shareware games. That was a really fulfilling experience. It's so interesting how that model still brought joy to so many people. Yeah, the 20 people that played it. Yeah, I felt very good about that. And I would run into people, it's like, that would say, oh, I loved that game, that you had early on, Commander Keen, whatever. And no, they meant just the first episode that they got to see everywhere. That's me. I played the crap out of Commander Keen. And that was all good. Yeah. Yeah. But so we were in this position where Scott Miller was just fronting us cash and saying, yeah, make a game. But we did not properly pull the trigger and say, all right, we're quitting our jobs. We were like, we're going to do both. We're going to keep working at Softdisk, working on this. And then we're going to go ahead and make a new game for Apogee at the same time. And this eventually did lead to some legal problems, and we had trouble. It all got worked out in the end, but it was not a good call at the time there. And your legal mind at the time was not stellar. You were not thinking in legal terms. No, I definitely wasn't. None of us were. And in hindsight, yeah, it's like, how did we think we were going to get away with like even using our work computers to write software for our breakaway new company? It was not a good plan. How did Commander Keen come to be? So the design process, we would start from, we had some idea of what we wanted to do. We wanted to do a Mario-like game. It was going to be a side scroller. It was going to use the technology. We had some sense of what it would have to look like because of the limitations of this adaptive tile refresh technology. It had to have fields of relatively constant tiles. You couldn't just paint up a background and then move that around. The early design, or all the design for Commander Keen, really came from Tom Hall, where he was, he was kind of the main creative mind for the early id Software stuff, where we had an interesting division of things where Tom was all creative and design, I was all programming. John Romero was an interesting... Том Холл, я, кажется, слышал даже. Я вот не помню, где мог слышать. For the early id Software stuff, where we had an interesting division of things where Tom was all creative and design, I was all programming. John Romero was an interesting bridge where he was both a very good programmer and also a very good designer and artist, and kind of straddled between the areas. But Commander Keen was very much Tom Hall's baby. And
He came up with all the design and backstory for the different babies and kind of straddled between the area. Very good programmer and also programming. John Romero was an interesting. Tom was all creative and design. I was all programming. John Romero was an interesting bridge where he was both a very good programmer and also a very good designer and artist and kind of straddled between the areas. But Commander Keen was very much Tom Hall's baby, and he came up with all the design and backstory for the different things of kind of a mad scientist little kid with, building a rocket ship and a zap gun and visiting alien worlds and doing all of this, that the background that we lay the game inside of. And there's not a whole lot to any of these things. Design for us was always just what we needed to do to make the game that was going to be so much fun to play. And we laid out our first trilogy of games, the shareware formula. Ну и не стыдно тебе, Рич, забирать последние деньги у учителей и заводчан. Отдай им деньги. Верни 100, сука. Охуел? Я тебе насру в чате. Понял? Вот сейчас возьму и насру. It's going to be, we laid out our first trilogy of games, fun to play. And we laid out our first trilogy of games, the shareware formula. It's going to be 3 pieces. We make Commander Keen 1, 2, and 3. And we just really started busting on all that work, and it went together really quickly. It was like 3 months or something, that while we were still making games every month for Gamer's Edge, we were sharing technology between that. I'd write a bunch of code for this, and we'd just kind of use it for both. Again, not a particularly good idea there that had consequences for us. But in 3 months, we got our first game out, and all of a sudden it was 3 times as successful as the most successful thing Apogee had before, and we were making like $30,000 a month immediately from the Commander Keen stuff. And that was, again, a surprise to us. It was more than we thought that was gonna make. And we said, well, we're gonna certainly roll into another set of titles from this. And in that 3 months, I had come up with a much better way of doing the scrolling technology that was not the adaptive tile refresh, which in some ways was even simpler. And these things, so many of the great ideas of technology are things that are back of the envelope designs. I make this comment about modern machine learning, where all the things that are really important practically in the last decade are, each of them fits on the back of an envelope. There are these simple little things. They're not super dense, hard to understand technologies. And so the second scrolling trick was just a matter of like, okay, we know we've got this 64K window. And the question was always like, well, you could make a 2x2, but you can't go off the edge. But I finally asked, well, what actually happens if you just go off the edge? If you take your start and you say, it's like, okay, I can move over, I'm scrolling. I can move over, I can move down, I'm scrolling. I get to what should be the bottom of the memory window. It's like, well, what if I just keep going? And I say, I'm going to start at, what happens if I start at FFFE at the very end of the 64K block? And it turns out it just wraps back around to the top of the block. Mm-hmm. And I'm like, oh, well, this makes everything easy. You can just scroll the screen everywhere, and all you have to draw is just one new line of tiles, whichever thing you expose. It might be unaligned off various parts of the screen memory, but it just works. That no longer had the problem of you had to have fields of the similar colors, because it doesn't matter what you're doing. You could be having a completely unique world, and you're just drawing the new strip as it comes on. But it might be, like you said, unaligned. So it can be all over the place. Yeah, and it turns out it doesn't matter. I would have 2 page-flipped screens. As long as they didn't overlap, they moved in series through this 2-dimensional window of graphics. And that was one of those like, well, this is so simple. This just works. It's faster. It seemed like there was no downside. Funny thing was, it turned out after we shipped titles with this, there were what they called super VGA cards, the cards that would allow higher resolutions and different features that the standard ones didn't. And on some of those cards, this was a weird compatibility quirk, again, because nobody thought this was not what it was designed to do. And some of those cards had more memory. They had more than just 256K in 4 planes. They had 512K or a megabyte. Mm-hmm. And on some of those cards,
I scroll my window down, and then it goes into uninitialized memory that actually exists there rather than wrapping back around to the top. And then I was in the tough position of, do I have to track every single one of these? And it was a madhouse back then there were 20 different video card vendors with all slightly different implementations of their non-standard functionality. So either I needed to natively program all of the VGA cards there to map in that memory and keep scrolling down through all of that. Or I kind of punted and took the easy solution of, when you finally did run to the edge of the screen, I accepted a hitch and just copied the whole screen up there. So on some of those cards, it was a compatibility mode. In the normal ones, when it all worked fine, everything was just beautifully smooth. But if you had one of those cards where it did not wrap the way I wanted it to, you'd be scrolling around, and then eventually you'd have a little hitch where 200 milliseconds or something that was not super smooth. As it froze a little bit. And so it's a binary thing. Is it one of the standard screens, or is it one of the weird ones, the super VGA ones? Yeah. Okay. And so we would default to, and I think that was one of those that changed over the kind of course of deployment, where early on we would have a normal mode, and then you would enable the compatibility flag if your screen did this crazy flickery thing when you got to a certain point in the game. And then later, I think it probably got enabled by default, as just more and more of the cards it kind of did not do exactly the right thing. And that's the two-edged sword of doing unconventional things with technology, where you can find something that nobody thought about doing that kind of scrolling trick when they set up those cards. But the fact that nobody thought that was the primary reason, when I was relying on that, then I wound up being broken on some of the later cards. Let me take a bit of a tangent, but ask you about the hacker ethic, because you mentioned shareware. It's an interesting world, the world of people that make money, the business, and the people that build systems, the engineers. And what is the hacker ethic? You've been a man of the people, and you've embodied at least a part of that ethic. What does it mean? What did it mean to you at the time? What does it mean to you today? So Stephen Levy's book Hackers was a really formative book for me as a teenager. I mean, I read it several times, and there was all of the great lore of the early MIT era of hackers, and ending up at the end with, it kind of went through the early MIT hackers, and then the Silicon Valley hardware hackers, and then the game hackers in part 3. And at that time, as a teenager, I really was kind of bitter. Понял по поводу... Я вроде вчера это говорил, не помню. По поводу программирования, короче, решения задачек, ну, если, например, в рамках игры ты пишешь, что ты создаешь, и реализуешь какую-то идею, короче, любую задачку можно решить в рамках компьютерной задачи. Вот то, что он рассказывал, типа, что, окей, мне нужно сделать так, чтобы экран просто двигался плавно, и как я могу это сделать? Ой, я могу сделать вот это здесь, вот эти квадратики, туда-сюда, вот это, да. То есть он не думал это как будто это математическая задача, потому что такое ощущение, что сейчас многие какие-то вещи... Да, с чем сравнить-то? Ну, например, вот текстуры, да, как вот сейчас собираются текстуры, как и сейчас принято, что это физические... точная модель по отображению материалов, да, что у нас есть вот этот PBR, который там придумали, и он завязан на том, что это физика, что есть вот отражаемость, там, коэффициент отражаемости или не коэффициент, или, короче, есть диэлектрики, есть... Забыл уже все термины. Но не суть, что это на физике подвязано, что это типа, это задачка, типа физическая задачка, она решается для того, чтобы отображать эти текстуры, что мы собираем все разные эти карты текстуры в одно, и это у нас один материал и так далее. Но, и что типа, ну вот только как-то так, я не знаю, не получилось у меня сформулировать мысль. Ну, короче, что... Чтобы отображать текстуру или то, что ты хочешь для игры, например, делать, ее можно не обязательно так делать. То есть не обязательно... То есть можно по-другому. Вдруг ты как-то хочешь... Ну, короче, свою систему собираешь. Я не имею в виду, что типа PBR не нужно пользоваться. Это просто как пример привел. Я не знаю. Да, у меня не получилось мысль донести. Но не суть.
Учили... не, математика, да. Не получилось сформулировать, сори. Что я хотел объяснить. Задача не... Не, это точно. Что я хотел сказать-то? Наверное, что ты не ограничен каким-то определенным шаблоном, да, что ты можешь задачу решать просто как угодно. Буквально даже можешь каким-то вот хакерством как раз-таки заниматься, что, окей, ты можешь делать так, а можешь там забить, шифтить в какую-то сторону, и если сделать вот так и вот так, то все получается намного проще и делать твое дело, и решать твою задачу. Типа того, наверное. Типа строить мир внутри машины, не привносить реальный мир в машину. Наверное, да. Наверное, что... Короче, не абстрагироваться от машины. Наверное, вот так я имел в виду. И из-за этого... решение задачи выглядит простым, что ли. Наверное, так. И эффективным также. Не в смысле имеется в виду, что это какой-то костыль. Не про это. Хотя вроде как в русском переводе хэка имеется костыль, и ну, сейчас, наверное, это даже в негативном плане имеется в виду, типа, что это временная какая-то вещь. Не знаю. Работающая формула, а уже потом уже как делают ее оптимально, доказывают и ищут следствие. Костыль. Не, просто хаки, да, это костыли, просто... Скорее, я говорю про трюки, вот, про трюки какие-то определенные. Что ты можешь какой-то трюк сделать или придумать этот трюк в виде, не знаю, даже какого-то алгоритма, скажем так. Ибо слабое железо. Да, и как раз Карма говорил это в начале, что им приходилось много разных вещей делать, завязанных на дизайне из-за того, что то, как они программировали, из-за того, что ограничено очень было железо, и типа сейчас уже другие времена. Почему твоя жена сидит в какой-то маленькой темной коробке, а ты в огромной пустой комнате с ЛСД-подсветкой? Вот мужская солидарность. И убери глаз этот из дырки сзади тебя. Спасибо большое. Что для реального режима процессора? Не, ничего такого. Без лишнего абстракции. Да, я понял, что мне определенно нравится больше, когда я работаю напрямую, типа, с компьютером. Но пока что ничего достойного не писал, к сожалению. Под хаками понимают фишки, да. Но я, как понимаю, сейчас это, в принципе, имеет в виду как раз-таки костыли, что это какая-то временная вещь, которая не стоит так делать, ее делать нужно правильно. Хэки, наверное, тогда значили больше как раз-таки трюки, фишки. Не уверен, сейчас он как раз-таки объяснит. Просто, короче, к чему я хотел привести, что есть что-то в том, что из-за того, что компьютеры и железо стало настолько быстрым, что вроде как у нас мы можем забить хуй реально там, как он говорил, просто зайти в какой-нибудь JavaScript и что-то там накидать или Python. Но все равно нужно себя ограничивать, и по ходу, чтобы сделать работу. И, видимо, это ограничение можно... Сейчас, по крайней мере. Ну что я могу сказать? Спасибо мне! Спасибо большое. Посмотрите на него, негодяй. Стоп, что? Делает вид, что что-то понимает. Мошенник. Еще улыбается иногда. Актер, блин. Не стыдно? Не отвечай. И так понятно. Сделай умный вид снова. Спасибо большое. Я потерял мысль, блин. Который нужно поддерживать, магические сейчас проблемы не создадут. Ты 2 часа из 5 часа, да? Я из этих, сколько, 2 часа? Ну, я еще кушал, естественно. Ну да, 3 часа это паузили и типа что-то обсуждать, да, Ром? Я забыл, я забыл, что я говорил. Спасибо большое. Я не помню, я реально из головы улетел.
Давай на следующем стриме. Блин, нет, там Wolfenstein, Doom, Quake. Дальше уже Meta, Mars, Nuclear Engine, IGI, я не знаю, что AGI, я не знаю, что это. Entry, Carpathian Martial Arts, Advice for Young People, Meaning of Life еще под конце. Про новость, то, что трансляция Яндекс.Перевода я видел. Забавно. Это Artificial General Intelligence, прикол. Ну да, наверное, на другое время можно оставить. Ну, блин, до Wolfenstein хотя бы или Doom хотелось бы дойти. А я не знаю, что сейчас будет, если честно. Я без понятия. Да, я пытаюсь вспомнить, что я хотел, какую мысль, так сказать. Да, по поводу ограничений, что сейчас-то типа ограничений нет, и тогда железом было все ограничено, все равно нужно их придумать, чтобы доделать, наверное, работу. Не в смысле специально ты это делаешь. Не знаю, еще сам не понимаю. Но, наверное, когда ты придумаешь определенные идеи, и типа развиваешь эту идею, и втискиваешь еще идею, и заставишь это все работать, ты уже как бы вводишь ограничения, так что они сами по себе будут вводиться, очень тебе помогать. Поэтому, наверное, очень важно каким-то образом в начале, когда ты начинаешь что-то строить, уже не то, что видеть конечный результат, но примерно понимать его, хоть и смутно, расплывчато. И это уже будет твоим ограничением, и ты сможешь работать и двигаться в этой работе. Наверное, так. Хз. Просто предположение. In some ways, like, I thought I was born too late. I thought I missed the window there, and I really thought I belonged in that third section of that book with the game. Тебе отказывают, что бесконечно делать работу? Не, как ты будешь бесконечно? У тебя есть идея, ты типа делаешь. Да, возможно, выяснится, что что-то не работает, но навряд ли это будет так. Скорее всего, эта идея типа поменяется, потому что она была просто входной точкой для того, чтобы ты куда-то пришел. Типа того, что она, возможно, изменится или вообще, может быть, откинется, приведя тебя к тому, что это оно, наверное, так. Ну, как я предполагаю. Hackers, and they were Но не бесконечно. Не, так не хочется бесконечно делать. Зачем? Хочется работу доделать самому. talking about the Williams at Sierra. Спасибо мне! Мало того, что он мошенник и вор, еще и клон обыкновенный, точнее клоун для развлечения. Настоящий Юся остался в Чехове. Докажи, что не фейк. Если молча, то ты робот. Спасибо большое. And Origin Systems with Richard Garriott, and it's like, I really wanted to be there, and I knew that was now a few years in the past. It was it was not to be. But the early days, especially the early MIT hacker days, talking a lot about this sense of the hacker ethic, that there was this sense that it was about sharing information, being good, not keeping it to yourself, and that it's not a zero-sum game, that you can share something with another programmer and it doesn't take it away from you. You then have somebody else doing something. And I also think that there's an aspect of it where it's this ability to take joy in other people's accomplishments, where it's not the cutthroat bit of like, I have to be first, I have to be recognized as the one that did this in some way, but being able to see somebody else do something and say, holy shit, that's amazing, and just taking joy in the ability of something amazing that somebody else does. And the big thing that I was able to do through id Software was this ability to eventually release the source code for most of all of our really seminal game titles. And that was a stepping stone process where we were kind of surprised early on where people were able to hack the existing games. And of course, I had experience with that. I remember hacking my copies of Ultima, so I'd give myself, 9999 gold and raise my levels and, break out the sector editor. And so I was familiar with all of that. So it was with a smile when I started to see people doing that to our games. I am, making level editors for Commander Keen or hacking up Wolfenstein 3D. But I made the pitch internally that we should actually release our own tools for like what we did, what we used to create the games. And that was
that was a little bit debatable about, well, will it give people a leg up? It's always like, what's that going to mean for the competition? Yeah. But the really hard pitch was to actually release the full source code for the games. And it was a balancing act with the other people inside the company, where it's interesting how the programmers generally did get, certainly the people that I worked closely with, they did kind of get that hacker ethic bit where you wanted to share your code. You were proud of it. You wanted other people to take it and do cool things with it. But interestingly, the broader game industry is a little more hesitant to embrace that than like the group of people that we happen to have at id Software, where it was always a little interesting to me seeing how a lot of people in the game modding community were very possessive of their code. They did not want to share their code. They wanted it to be theirs. It was their, claim to fame. And that was much more like what we tended to see with artists, where, the artists understand something about credit and, wanting it to be known as their work. And a lot of the game programmers felt a little bit more like artists than like hacker programmers, in that it was about building something that maybe felt more like art to them than the more tool-based and exploration-based. Это мне. Здорово! Бля, а почему я опять не увидел сообщение, Рома? Что за хуйня? Мистер Кролл, спасибо тебе огромное. Спасибо большое за 22 месяца. Спасибо. О, нифига, картинка, спасибо, Ром. Блять, я ведь за компом был, а почему я его не увидел? Странно. Может быть, потому что у меня эта программа с геймпадом была включена, и он типа заглушил. Короче, Рома скинул мем. Кстати, Cruelty Squad. Okay, she's a game according to V. Out of place color, so creative. Lol, so random. Wow. Yo, check this out. Looks bad, but ironically. Wow, so quirky and weird. Так, стоп, я не вижу. Actual, she's a game. The world around you is fake. A fraud facade with only one and just a few people being actually real. The glow in the dark is constantly watching you, ready to appear right behind you. Everyone is out to get you. You're short on your time before your inevitable demise. Everything didn't even matter anyway. Constant hallucination altering the world's appearance in horrifying ways. Can decide who you really are. The voices in the head constantly try to make you commit a terrorist attack. I think would be a potential death trap. Стоп, а это не тот мем, где на самом деле типа меняют местами картинки? А, нет, наверное, нет. Shit-геймы и actual shit-гейм. Ну да, мне Cruelty Squad показался больше киберпанком, чем сам киберпанк. Здесь просто все эти штуки, они были в рамках именно сюжета, но не как бы не геймплея. Но не вообще, это реально actual shit game. Да даже, да, вспомните, я играл, я говорил, блин, это крутая игра, потом такой, блин, это ужасная игра. То есть там весь экспириенс этого есть в киберпанке, действительно. Мне до сих пор за него обидно. Почему мы живем в мире, где вот киберпанком так получилось? За что?
kind of hacking art to them. Больше Programmers биопанк. and programmers Наверное, да. felt a little bit more like artists than like hacker programmers, in that it was about building something that maybe felt more like art to them than the more tool-based and exploration-based kind of hacking culture side of things. Yeah, it's so interesting that this kind of fear that credit will not be sufficiently attributed to you. And that's one of the things that I do bump into a lot, because I try not to go claim. I mean, it's easy for me to say because so much credit is heaped on me for the id Software side of things. But when people come up and they want to pick a fight and say, no, it's like that wasn't where first person gaming came from. And you can point to, some of like things on obscure titles that I was never aware of, or like the old Play-Doh systems, or, each personal computer. Окей, ладно. Сейчас. Computer had something that we're aware of, or you can point to some of like things on obscure titles that I was never aware of, or like the old Play-Doh systems, or each personal computer had something that was 3D-ish and moving around. And I'm happy to say it's like, no, I mean, I saw Battlezone and Star Wars in the arcades. I had seen 3D graphics. I had seen all these things there. I'm standing on the shoulders of lots of other people, but sometimes these examples they pull out, it's like, nah, I didn't know that existed. I mean, I had never heard of that before then. That didn't contribute to what I made, but there's plenty of stuff that did. And, Кусок, а в другом нормально, наш киберпанк неудачной версии из нашей реальности. Что? Ну, я вроде понял тебя, да? Ну, я был рад пройти Cruelty Squad. Не скажу по поводу киберпанка, конечно. I think there's good cases to be made that obviously Doom and Quake and Wolfenstein were formative examples for what everything that came after that, but I don't feel the need to go fight and say, claim... Не, ну, они могли сделать, типа, они могли, у них был Ведьмак 3, они могли сделать интересную игру, да, дорогостоящую, да, но они этого не сделали, скорее всего, потому что они не сохранили какие-то связи внутри своей студии. Просто, наверное, студия была, ну, в говне, то есть, по сути. Идеи, мир, который они там придумали, все было, но им не получилось связать его, потому что, ну, видимо, так они работали, я не знаю. Или стольких, ну, или людей, которых они потеряли, уволили, бог его знает. Хакер этики уловил. Да, я понял. То есть, ну, я согласен с этим, что ты, типа, не боишься, что твою работу, типа, заберут или что. Ну, то есть, делись, короче, вещами. В этом и прикол программирования. Что ты собрал какую-то штуку или пока собираешь, ты можешь поделиться этим, это нормально. Как бы вы... Да, инженеры, строители, грубо говоря, ученые, ну, может быть, своего рода. И не делиться не помогает никому, потому что если с тобой тоже никто делиться не будет, то ты не будешь понимать. И что, ты будешь сидеть с одной какой-то вещью, которую написал, такой, не-не-не, ни с кем не поделюсь, не-не-не, я ее запатентую, никому нельзя ее трогать и прочее. Нахуй тогда я писал в таком случае? В чем смысл? В чем польза? В чем ценность? Хотели явно, но что-то пошло не так. Да, вот как будто бы это вот хотение или понимание было... Бля, я даже не знаю, как объяснить. Тут уже сколько можно говорить про этот CD-проект, но вот что-то вот не работало, что-то случилось у них. Вот до этого работало постоянно. И там тоже у них, кстати, по истории, у них увольнялись сотрудники. То есть, по идее, как у них разные должны были быть... То есть у них были разные люди, которые приходили, но все равно у них все получалось. Вот непонятно, за кем это все держалось. Что у них все получалось, неясно. Более того, что все ради того, чтобы в комьюнити инженеров находить, что кто-то что-то крутое сделал, и все служит этому.
игру готовить, а не рекламу дрочить. Да, наверное, они, кстати, да, может быть, они настолько идеи, типа мир, который они придумали, был прикольный, что они просто, или кто-то из глав там, или руководителя настолько поселился в этом мире, еще не выпустив ничего, что потратила кучу времени, которое можно было потратить на разработку самой игры, для того, ну, на то, чтобы ее доделать и все выпустить, но, видимо, все улетели куда-то. Как относишься к авторскому праву? Не знаю. Я думаю, что концепция такая, если мы говорим по поводу делиться вещами. То есть ты что-то делаешь, то, что ты собираешься продавать, пока что в моей голове так, что ты это делаешь, ты это выпускаешь, дальше делайте, что хотите. Ну, пожалуйста, пока что, наверное, не забирайте это у меня, пока не доделаю. Окей, я доделал, все, пожалуйста, разбирайте, там, что угодно, короче, забирайте, прочее. Ну, вот, наверное, так, можно сказать. И получается, это с них началось, то, что они делились инструментами для моддинга, видимо, в основном. Вот Valve это тоже продолжили. Ну, Blizzard также тоже для моддинга, кстати, делились инструментами. То есть, получается, вот эта этика, хакерская этика, она тогда была достаточно развита, а потом она пропала, поэтому у нас закончились эти инструменты в новых играх, видимо. И поэтому много же, ну, то есть немного, но, ну, опять же, Dota — это мод, и Dota бы не было, если бы не было этих инструментов. И Counter-Strike, ну, то есть, обалдеть. Раньше даже C делался как закрытый язык для компании, обалдеть. Как забираете, а деньги тебе... Да, это я просто, ну, обобщенно говорю про то, что, условно, ты что-то разрабатываешь, делаешь, ты выпускаешь, ты заработал на этом, да, успел заработать, а дальше сами. Ну, можете забирать, копировать и так далее, вообще пофиг. По выходным, кстати, геймдизайнер Киберпанка на Твиче в Киберпанк играет. Блин, ну зачем? Окей, ну понятно. То есть программисты, короче, растеряли еще вот эту хакерскую этику. Может быть, просто название неудачное было, может, поэтому не прижилось, что люди не поняли, потому что хакерство как бы по итогу ассоциируется с чем-то плохим, да, что ты, ну, или незаконным. Непонятно, я хз. Unreal тоже появился по корням Quake от level эдитинга до рендеринга. Броль, нифига себе. Можно помнить, что Дисней выкупил права на сказки, и теперь никто не может вариации о народных сказках без покупки у Диснея. То есть даже если ты изменишь что-то, то они могут поебал дать, нифига. Наставку Киберпанка играть, прикол. Да, прикольная мысль. Okay. Primacy or but I don't feel the need to go fight and say claim primacy or initial invention. Ну да, он хорошо сравнил, типа, как с художниками, что художник нарисовал, и то, что это заберут работу. Типа, художники же подписывают эту работу, чтобы ее никто не спиздил и не присвоил себе. Что это кто-то другой сделал. Или там, как с идеями люди боятся делиться идеями. Короче, мне кажется, всем можно делиться вообще без проблем. Просто автор, который это сделал, ему нужно чуть-чуть дать времени на то, чтобы он мог, например, заработать просто на жизнь или какое-то внимание получить, чтобы дальше он мог на этом развиваться, а дальше может... А потом уже кто угодно может делать с этим, что захочет. А промежуток времени я не знаю какой. Ну, не 80 лет. Может, год, может быть, полгода даже. Ну, если мы говорим об авторском праве, если это более как-то чуть строже делать, хз.
Или как, знаете, это как с кинотеатрами, кстати, из кино, наверное, своего рода, что, мол, они все равно один хуй показывают фильмы 2 недели, забирают с этого деньги основные. Потом еще какие-то основные деньги получают сразу с релиза в цифру. Небольшой период, дальше уже это все размазано идет. То есть все основное все равно собирается где-то в начале. Поэтому... Уехали, может, пора... Ну, пока справляемся нормально. Вот так и делали, год избрали. Да, вот недавно мне сказали, ты вроде Сайкл, я не помню, кто-то сказал про это. Да, вот я также считаю, что примерно так надо как-то делать. Но не на миллиард лет. Это просто тормозит, если вообще даже, если это говорить о программировании, это супер тормозит развитие вещей, если люди не делятся. Of anything like that, but a lot of people do want to. I think when you fight for the credit in that way, and it does go against the hacker ethic, you destroy something fundamental about the culture, about the community that builds cool stuff. I think credit ultimately. So I had. То, что в начале с играми сейчас вообще по предзаказу, то есть по факту еще до показа людям. До показа в плане? This sort of. There's a famous wrestler in freestyle wrestling called Buvai Sarsati. Все очень протолкнули все компании по факту. Ну и игровую индустрию, получается, так проблема, нифига. And wrestler in freestyle wrestling called Buvai Sarsati. And he always preached that you should just focus on the art of the wrestling and let people write your story however they want. The focus idea. There's a famous wrestler in freestyle wrestling called Buvai Sarsati. And he always preached that you should just focus on the art of the wrestling and let Open people... source, ну вот не знаю, не, open source это все прикольно. Нет, немного здесь про другое немножечко. Просто вот есть как бы программы или, например, библиотеки, которые open source, и то, что я в основном натыкаюсь, это было куча людей, ну не куча, но какое-то количество людей, которые там вклинивались, сделали что-то свое, и они, возможно, даже не друг с другом не знакомы, и потом ты видишь вот эти типа баги или конфликты, или какие-то issues, их там может быть даже огромное количество, и ты такой, как я этим буду пользоваться, типа того. Ну, оно бесплатно, да, клево, наверное, но... Мне же свою штуку нужно строить. Ну, наверное, я могу посмотреть, как они это сделали, и типа просто взять это, наверное. Но да, поэтому... Не, то, что бесплатно, это не говорит о том, что типа будет качественно. Если бы кто-то делал не бесплатные какие-то библиотеки, но они прям гарантированно работают, все доделано, за них можно было бы спокойно платить, почему бы нет? Write your story however Про подход на работу. they want. The highest form of the art is just focusing on the art, and that's something that is something about the hacker ethic is just focus on building cool stuff, sharing it with other cool people, and credit will get assigned correctly in the long arc of history. Yeah, and I generally think that's true. And you've got, like there's some things, there's a graphics technique that got labeled Carmack's reverse. Literally named it. And it turned out that I wasn't the first person to figure that out. Yeah. Like most scientific things or mathematical things, you wind up, it's like, oh, this other person had actually done that somewhat before. And then there's things that get attributed to me, like the inverse square root hack that I actually didn't do. I flat out, that wasn't me. And it's like, it's weird how the mimetic power of the internet, I cannot like the Mark Twain of that. Programming. Yes. It's just everything just gets attributed to you now, even though you've never sought the credit of things. I mean, but part of the fact of the humility behind that is what attracts the attributions. Let's talk about a game. To me, one of the greatest games ever made. I know you could talk about doing Quake and so on, but to me, Wolfenstein 3D was like, whoa. It blew my mind that a world like this could exist. So how did Wolfenstein 3D come to be in terms of the programming, in terms of the design, in terms of some of the memorable technical challenges? And also, actually, just something you haven't mentioned is, how did these ideas come
to be inside your mind, the adaptive side scrolling, so the solutions to these technical challenges? So I usually can introspectively pull back pretty detailed accounts of how technology solutions and design choices on my part came to be, where technically we had done 2 games, 3D games like that before, where Hover Tank was the first one, which had flat shaded walls, but did have the scaled enemies inside it. And then Catacombs 3D, which had textured walls, scaled enemies, and some more functionality like the disappearing walls and some other stuff. But what's really interesting from a game development standpoint is those games, Catacombs 3D, Hover Tank, and Wolfenstein, they literally used the same code for a lot of the character behavior that a 2D game that I had made earlier called Catacombs did, where it was an overhead view game, kind of like Gauntlet. You're running around and you can open up doors, pick up items, basic game stuff. And the thought was that this exact same game experience, just presented in a different perspective, it could be literally the same game, just with a different view into it, would have a dramatically different impact on the players. So it wasn't a true 3D. You're saying that you could kind of fake it. You can like scale enemies, meaning things that are farther away. You can make them smaller. So from the game was a 2D map. Like all of our games use the same tool for creation. We use the same map editor for creating Keen as Wolfenstein and Hover Tank and Catacombs and all this stuff. So the game was a 2D grid made out of blocks. And you could say, well, these are walls. These are where the enemies start. Then they start moving around. And these early games like Catacombs, you played it strictly in a 2D view. It was a scrolling 2D view, and that was kind of using an adaptive tile refresh at the time to be able to do something like that. And then the thought that these early games, all it did was take the same basic enemy logic, but instead of seeing it from the God's eye view on top, you were inside it and turning from side to side, yawing your view and moving forwards and backwards and side to side. And it's a striking thing where you always talk about wanting to isolate and factor changes in values. And this was one of those most pure cases there where the rest of the game changed very little. It was our normal kind of change the colors on something and draw a different picture for it, but it's kind of the same thing. But the perspective changed in a really fundamental way. And it was dramatically different. I can remember the reactions where the artist... То есть они постоянно на чем-то основывались. То есть Nintendo плюс аркад-игры, типа, наверное. И код, который они писали, типа, до этого в студиях. И, короче, они постоянно на чем-то основывались. Adrian that had been drawing the pictures for it. We had a cool big troll thing in Catacombs 3D. And we had these walls that you could get a key and you could make the blocks disappear. Really simple stuff. Blocks could either be there or not there. So our idea of a door was being able to make a set of blocks just disappear. Да, просто вот прикол вот с идеей плюс идеей можно, да, совмещать, сказать, ну, окей, я сделаю Dark Souls плюс Марио. Окей, это Elden Ring. Ну, не суть, ну, типа. Вот. Есть момент вот этот качество, что ли? Или, наверное, то, как эти две идеи работают. Наверное, когда ты совмещаешь эту идею, основываешься на какой-то одной основе, которую ты выбираешь, первую идею, скажем так, и когда ты к ней что-то прибавляешь, то нужно посмотреть, какой будет результат. Вот ты, например, а как проще объяснить-то? Например, ты берешь идею 1 и берешь идею 2, и у тебя равно получается 23, допустим, какое-то значение. 23 это, скажем, качество, да? 23 получилось из там бесконечности. Ты берешь плюс третью идею и совмещаешь их вместе. И у тебя получается равно 5. И ты такой, хуйня какая-то, да? Ты такой... Что если я уберу первую идею, ну, прибавлю идею плюс идея 7, или там умножить на идею 7. И у тебя получается 183, и ты такой, ебать, это больше, чем 23, и чем до этого было.
И если у тебя есть время, возможности, опять же, вот эти ресурсы, про которые я говорил, Кармак, и ты такой, так, стоп, а если я верну идею 1, но прибавлю идею 5, что у меня получается? 20. Такой, бля, нет. А если плюс еще вот эта идея, а это я уберу 10, блин, наверное, я куда-то не туда пошел, окей, значит, мне не стоит это делать. Или все-таки рискнуть и дальше пойти? Ну ладно, попробуем тогда вот эту идею, и идею там 86 тогда вставляем сюда. Не то, что их слишком много, но может быть много будет, я не знаю. Может это даже к лучшему. И получается 1087, 1803, допустим. Это такой нихуя себе. Это такой выхлоп из этих, может быть, 5 вариантов, условно. И вот такой выхлоп получается. То есть, наверное, про это как-то, вот нужно как-то так делать. Смотреть, это и есть, типа, наверное, качество, то, как идеи хорошо связываются друг с другом, чтобы они, я не знаю, с чем сравнить, как будто бы, как если бы двигатель намного мощнее работал, что ли, я не знаю, типа оптимизация. 23 только узнаешь уже после выхода игры. Ну да. Не, ну, да, есть такой момент, что как бы люди поиграют, они такие, блин, это кал какой-то, действительно. Но мне кажется, можно заранее научиться как бы предполагать вещи, как работают вещи просто чисто из опыта. И опять же, как вот обсуждали, что это можно просто-напросто, наверное, на своем опыте основываться, то, что тебе нравится или нет. Теряется перегруз, теряется золотая середина. Да, и поэтому вот нужно понять, сколько у тебя времени есть, и когда ты все хочешь закончить, и это тоже помогает, чтобы ты не перебрал с идеями. Но определенно, скорее всего, чем больше идей, тем лучше. Чем больше работающих идей, тем лучше. Это просто интереснее. Это не скучно будет. То есть все зависит от того, как ты хочешь собирать. Очень, говорю, похоже на блюдо, когда ты готовишь. Ты как бы можешь кучу всего добавить, но не факт, что это будет работать. Но и возможно, это не будет работать. Поэтому, наверное, когда у тебя много разных идей, которые ты можешь связывать, это уже дело опыта, скорее всего. Тогда, ну, то есть, когда ты учишься, наверное, такому, ты как бы учишься простые идеи связывать, потом ты уже просто комплексную систему какую-то строишь из много разных простых идей, наверное, так. Сколько номинально стоит? Каждая сама идея. Я думаю, что идея по отдельности нисколько не стоит, наверное, потому что она уже... Есть вероятность, что, наверное, она уже реализована, типа того, потому что ты типа на чем-то основываешься. Хотя нет, есть же, ты можешь на чем-то просто основываться на том, что было реализовано, и какие-то идеи, которые, возможно, не связаны с этой сферой, ты просто их прицепляешь сюда. Непонятно. По несколько игр в месяц, чтобы проверять идеи. Блин, звучит как-то... Ну, наверное, в плане ресурсов это не так затратно. Мясо с шоколадом сочетанием можно выдавать что-то. Наверное, да. Да, наверное, все зависит просто от того, сколько у тебя времени и ресурсов, чтобы ты мог исследовать эти идеи, чтобы найти эту взаимосвязь и приготовить вот это все уже наконец-таки. То есть, поэтому вот люди говорят, что можно бесконечно сидеть, это правда. Просто нужно учиться, ну, потому что тебе самому просто неинтересно будет бесконечно на чем-то работать, наверное. Ну, когда ты проект делаешь, в смысле, как бы над делом в какой-то сфере, наверное, можно до посинения работать, это ладно. Стократно круче была, основываясь на прошлое. Да, точно. Ну, короче, вот эта основная идея, основа важнее всего, видимо. То, что ты к ней прикрепляешь и получаешь на выхлопе какие-то значения, которые все... И ты просто смотришь на эти значения, наверное, и дальше исследуешь, пока не говоришь «стоп», закончили, это оно... Все, у тебя эта штука получилась, и ты ее как бы за основой делаешь, и дальше двигаешься. Наверное, так. Может быть. And I remember the reaction where he had door appear. Again, really simple stuff. Blocks could either be there or not there, so... Первая какая-то реализована...
Да, может быть, в начале реализовано все было на 20, и ты такой, ладно, я здесь сказал стоп, и все такие фейспальм. Но ты это типа не то чтобы специально сделал, ты только разбирался, допустим, да? Или там, что какая-то проблема как раз-таки была с временем и ресурсами. И ты такой, окей, теперь я знаю, как можно вот эту штуку сделать, и вот, допустим, у меня будет 1000 теперь на выхлопе. И такой, ох, нихуя, и все такие, бля, это нихуя ж себе нормально. Да, а с новыми играми ощущение, знаете, какое? Как будто бы вот берут эти идеи, и они не приумножаются, да, и усиливаются, что у тебя из 20 получается 1000, а из 20 получается 21, 22, 23, 20, ну это какая-то хуйня. И как будто бы они такие 23, 24, 23, 24, типа что? И проходит уже год, 2, 3, 4, 5, и такие, чем вы, блядь, занимаетесь? Из-за кого из вас троих? Our idea blocks disappear, and we had these walls that you could get a key and you could make the blocks disappear. Again, really simple stuff. Blocks could either be there or not there. So our idea of a door was being able to make a set of blocks just disappear. And I remember the reaction where he had drawn these characters and he was slowly moving around, and like people had no experience with 3D navigation. It was all still keyboard. We didn't even have mice set up at that time. But slowly moving, going up, picked up a key, go to a wall. The wall disappears in a little animation, and there's a monster like right there. And he practically fell out of his chair. It was just like, ah! And games just didn't do that. You know, the games were the God's eye view. You were a little invested in your little guy. You can be like, you know, happy or sad when things happen, but you just did not get that kind of startle reaction. You weren't inside something is the your game. face, something in the back of your brain, some reptile brain thing is just going, oh shit, something just happened. And that was one of those early points where it's like, yeah, this is going to make a difference. This is going to be powerful and it's going to matter. Were you able to imagine that in the idea stage or no? So not that exact thing. So again, we had cases like the arcade games Battlezone and Star Wars that you could kind of see a 3D world and things coming at you and you get some sense of it, but nothing had done the kind of worlds that we were doing and the sort of action-based things. 3D at the time was really largely about these simulation thoughts. And this is something that really might have trended differently if not for the id Software approach in the games, where there were flight simulators, there were driving simulators, you had like Hard Driving and Microsoft Flight Simulator, and these were doing 3D and general purpose 3D in ways that were more flexible than what we were doing with our games, but they were looked at as simulations. They weren't trying to necessarily be fast or responsive. Что для программирования? Ну, как дизайнить и строить, наверное, да, систему, код, там, игру писать. Потому что есть проблема тому, что ты, если не знаешь, что делать, как ты, типа, построишь это. И очень важно, наверное, понимать, как строить вещи, и хотя бы ставить себе какие-то, ну, не рамки, а как бы, ну, рамки, наверное, да, или, типа, понимать, что, как бы, ты доделаешь, какой конечной будет точка, просто хотя бы смутно это делать, хотя бы. Вот чего-то такого пока что в опыте не хватает, потому что можно просто сесть и такой тыкать или что-то там пум-пум-пум, и что мне делать, вот это все. И если ты даже хотя бы смутно не понимаешь, куда ты движешься, то ты просто двигаться не будешь. Да, понятное дело, что ты не понимаешь, какой конечный результат будет, потому что много работы нужно проделать, но научиться как бы находить, что ли, этот пазл и собирать его, наверное, так. Или просто понимать, что это за пазл, какие у него границы вообще. Слушай, Галенкина, как делать? Не, как делают игры, я не слушаю. Or letting you do kind of trying to necessarily be fast or responsive, or letting you do kind of exciting maneuvers because they were trying to simulate reality and they were taking their... Без опыта такому научиться можно. Я думаю, что только опытом, наверное, научишься. Ну, я просто слушаю как бы его, потому что он делал эти игры. По крайней мере, всего разговора в любом случае, да, я понимаю, что очень важно, короче, на чем-то основываться.
То есть ты не можешь придумывать какие-то... Есть вот эти, знаете, термины, может, слышали, типа игра мечты, еще что-то в этом роде. Это не очень помогает тебе дизайнить, строить вещи, да. Тебе нужно будет поставить точку, тебе нужно будет... То есть тебе нужно будет поставить где-то точку, но вначале тебе нужно как-то, каким-то образом нарисовать эти границы для себя. Просто с опытом ты намного лучше и, наверное, быстрее и интуитивнее будешь понимать, как дальше двигаться, наверное, возможно. Вот. Cues from the big systems, the Evans and Sutherlands and the Silicon Graphics that were doing things, but we were taking our cues from the console and arcade games. You know, we wanted things that were sort of quarter eaters, that were doing fast-paced things that you could smack you around rather than just smoothly gliding you from doing consoles and the Silicon simulate reality. And they were taking their cues from the big systems, the Evans and Sutherlands and the Silicon Graphics that were doing things, but we were taking our cues from the console and arcade games. You know, we wanted things that were sort of quarter eaters, that were doing fast-paced things that you could smack you around rather than just smoothly gliding you from place to place. So Quarter eaters. Yeah. And, you know, the funny thing is, so much that built... Доставление игр, механик. Ну да, но проблема просто таких игр мечты, они очень часто основываются на каких-то суперкомплексных проектах, которые были сделаны разными отделами в компании, и просто люди такие, блин, я хочу GTA 5 плюс Dark Souls и так далее, и там будет такой мир и столько персонажей, и все такое, естественно, он не доделает, просто это суперкомплексная задача, которая не подход инди в стиле «я один сейчас сделаю», ну, ты просто тратишь время, по сути. Ты мог эффективнее эту задачу, вот, допустим, не, игра мечты, окей, почему бы нет, но сначала тебе нужно научиться, и вот, как говорят, маленькие игры строить. Тут не про маленькие и не про большие, скорее про оптимизацию того, как ты будешь, наверное, строить эти вещи. Ты построишь эту игру мечты, но ты построишь ее только тогда, когда ты научишься, когда у тебя будут ресурсы и опыт, наверное, не знаю, как это сказать. То есть комплексная вещь — это комплексная вещь, да, простая вещь — это простая вещь, но, наверное, люди просто не... это правильно, я думаю, что это правильная идея, это просто неправильно люди подают очень часто, когда ты пытаешься найти для себя ответ, что мне делать, и люди такие, ну, нужно с простой вещи начать, нужно сделать там мобильную дрочильню и так далее. Это это не про это. Нужно научиться самому делать, ставить себе эти границы с тем опытом, который у тебя сейчас есть. И ты таким, как Карма как раз-таки говорил, что ты как бы пока это будешь делать, ты также будешь еще учиться всему, и когда ты уже поставишь точку, это доделаешь и отправишь это, ты уже сможешь больше границ рисовать, это собирать и так далее, допустим, и дальше переходить. И не обязательно, наверное, что она больше будет становиться, да, ты для себя поймешь, что там, например, суть не в том, что она больше становится, хотя, может быть, и больше, просто куча разных идей в одном, к примеру. Ну, почему бы нет? Короче, научишься вот рисовать вот эти границы для того, чтобы построить. Просто, да, наверное, так. Можешь построить завод, пока не знаю. Да, типа того. Наверное, это вот тот же Factorio, хорошее описание этого, можно так сказать. Поэтому, когда люди говорят, что попроще что-то сделать, это, да, это по ощущениям все правильная идея, просто когда говорят, что это окей, начни с Unity или прочее, люди просто, наверное, не понимают, о чем они говорят. И мне пришлось вот через разную информацию пройти, чтобы это для себя самого понять, что это все отвлекающие форхедеры были. Ну, наверное, так. Ну, я не спорю, наверное, просто это, когда ты, наверное, сам будешь делать, это путь того, что ты сможешь... ты сможешь как бы разные, ты можешь свои идеи, еще больше идей, еще более качественнее реализовывать и сам делать, чем если бы, например, ну, условно ты был ограничен на Unity, это действительно определенное ограничение, для которого тебя уже нарисовали, и там не так уж и много идей, которые ты сможешь впихивать, которые будут очень классно приумножать друг друга, возможно. Не знаю.
Или просто ты время будешь тратить. Не знаю. Built into us that Сложно одному сложную игру делать, да. Просто люди, когда говорят сложно, они обычно не имеют в виду какие-то вещи в стиле типа... Блин, наверное, если ты типа напишешь окно и начнешь в OpenGL рисовать вещи, это супер сложно, ты мог бы это делать в Unity. Ты мог бы этого не делать и мог бы делать игру на Unity, но Unity типа тебе не предлагает инструментов, которые бы ты мог бы реализовывать свои идеи, по итогу ты спустя какое-то непонятное количество времени понимаешь, что на самом деле тебе нужно было рисовать вещи вручную, чтобы реализовать свои идеи, поэтому ты как бы тратишь время и потом в обратную сторону идешь, скорее всего. То есть это, по сути, ложный путь, что ли. Наверное. Wolfenstein's, and the funny thing is, so much that built into us that Wolfenstein still had lives, and you had like one of the biggest power-ups in all these games, like was an extra life, because you started off with 3 lives and you lose your lives and then it's game over. And there weren't save games in most of this stuff. It sounds almost crazy to say this, but it was an innovation in Doom to not have lives. You could just play Doom as long as you wanted. You just restart at the start of the level. And why not? This is like, we aren't trying to take people's quarters. They've already paid for the entire game. We want them to have a good time. And you would have some old-timer purist that might think that there's something to the epic journey of making it to the end, having to restart all the way from the beginning after a certain number of tries. But no, more fun is had when you just let people... Не, на Unity и Unreal, не уверен насчет Unreal современного, делали игры, которые... наверное, разные и необычные. Просто, наверное, это не те инструменты, которые ты сможешь запаковать большое количество идей, которые будут друг с другом работать и приумножать. Наверное, так. То есть они все плюс-минус типа будут похожи друг на друга. Кстати, возможно, как раз-таки из-за того, что ты... просто предположение, что вот это то, на чем ты основываешься, и начинаешь к этому прибавлять, то вот оно как-то так будет выглядеть. И вот тут, возможно, проблема в том, что вот Unity и Unreal на себя вот эту основу забирают. Может быть. И ты начинаешь какие-то идеи кидать, и они не подходят, и ты кидаешь какие-то другие идеи, и они подходят, и потом выясняется, что это количество идей на самом деле ограничено, и все плюс-минус делают это тоже. Может быть. Дизайн, да, это не 100 лет, нет, это просто достаточно поучиться, это не страшно, но действительно, да, чтобы игру нужно во многих сферах немножечко быть уверенным хотя бы. People kind of keep trying when they're stuck rather than having to go all the way back and learn different things. So you've recommended the book Game Engine Black Book Wolfenstein 3D for technical exploration of the game. So looking back 30 years, what are some memorable technical innovations that made this perspective shift into this world that's so immersive that scares you when a monster appears? What were some things you had to solve? So one of the interesting things that come back to the theme of deadlines and resource constraints, the game Catacombs 3D, we were supposed to be shipping this for Gamer's Edge on a monthly cadence, and I had slipped. I was actually late. Я вот сейчас понял, что, наверное, когда ты даже на этих инструментах, которые сами не знают, что они хотят, от людей, которыми пользуются, вот ты основываешься на тех же Unity Unreal, наверное, ты не так многому учишься, возможно, как раз-таки, как мог бы научиться, допустим, проходя сам этот путь, не знаю. Наверное, просто ты, когда пройдешь вот этот путь, и, допустим, ты доделал проект в Unity, я просто сейчас размышляю, тебе просто не на чем основываться идти как бы дальше, потому что это все еще Unity, возможно. Вот в чем прикол, может быть. Но это все нюансы, понятное дело. Типа в Unity можно разобраться, как с ним там работать, потратить время, хоть и с Unreal и так далее, и в чем там их приколы, и что они там имели в виду. Unity дает возможность там и шейдера свои писать и так далее, так что ты, в принципе, можешь вводить графику по-своему, но
ощущение, что это трата времени, что ли, какое-то. Ты типа не так эффективно мог бы все сделать. И вот, наверное, из-за того, что они как будто бы продают тебе чувство безопасности, что ли, что если ты не будешь типа сам делать, мы типа за тебя все сделаем, но на самом деле выясняется, что они за тебя ничего не делают. Кроме того, что они просто показывают 3D-картинку у тебя там на мониторе. Короче, я просто сразу добавлю, что это странно звучит от человека, который не сделал Unity игр на Unreal, но смысл не в этом. Смысл то, что для себя я пытаюсь описать, это как человек, который будет тратить время и хочет, например, тратить время на эти вещи и потратить его эффективно, пытается наверное, не растерять мотивацию, да, и идти по тяжелому пути, который все равно потом оправдает себя, и главное просто войти, потому что очень много людей вокруг говорят делать наоборот, не знаю. Или как будто бы идея, как будто бы мотивация Unity, которую они типа тебе дают, она настолько быстрая и заманчивая, но очень быстро пропадает, если ты в этих инструментах работаешь. У меня есть этому подтверждение. Можно говорить о том, что, наверное, ты там типа не умеешь, или ты типа ленивый, или не хочешь разбираться. Можно себе такое сказать или услышать эти слова и подумать, что это действительно так от других людей. Но я для себя точно доказал и проверил эту вещь, что это не так, потому что есть инструменты, которые понимают, что они делают, и что они от тебя хотят, что они тебе дают, чтобы ты делал, и ты в них спокойно можешь работать и не терять вот эту как раз-таки мотивацию, когда ты их используешь. И тебе, ну, типа, интересно и весело во время всего процесса, пока ты его не доделаешь, этот свой проект. То есть у меня есть подтверждение этому. Так что если такое ощущение возникает от Unity Unreal, значит, оно не просто так возникает. It slipped like 6 weeks because this was texture mapped walls doing stuff that I hadn't done before. And at the 6-week point, it was still kind of glitchy and buggy. There were things that I knew that if you had a wall that was like almost edge on, you could slide over to it and you could see some things freak out or vanish or not work. And I не выдумываю. Да, наверное, типа как не выдумывай. И получается, что вроде как инструмент, который должен тебе был сократить время на разработку, он, по сути, тебе говорит не разрабатывать. И таким образом ты сокращаешь время, не делая вещь, и ты не делаешь вещь такой, какой ты бы ее сделал. И то есть сокращение не в том, что ты работаешь больше, а сокращение в том, что ты делаешь меньше. Наверное. hated that. But I was up against the wall. We had to ship the game. It was still a lot of fun to play. It was novel. Доп. Материал и не лениться, делать вещи, которые тебе интересны. Изи вообще. Делаешь вещи, которые тебе интересны, ты тебе не лень. Вот и все. А бывают такие вещи, которые нужно потом, когда проект, ну вот с карты, например, когда делал, ты вроде как опять такой, окей, я запускаю то же самое, и все такое, там рутина и так далее, но ничего, нормально идет. Вполне. Просто если есть какой-то блок, очень чаще, скорее всего, нужно забить хуй и просто переключиться на что-то вот другое в таком случае. И в этом нет ничего плохого такого. Просто люди начинают либо себя загонять, или потому что они других услышали, блин, люди подумают, что я, наверное, какой-то не такой, а ведь я, правда, такой никакой и никакой, а кто я, собственно, такой, если никакой? И пока вот сидишь, это накручиваешься, я уже мог бы на что-то другое переключиться и удовольствие получать. И, возможно, потом, спустя какое-то время, вернуться к тому, что ты не хотел делать, что, оказывается, было проблемой, и ты все это время, пока отвлекался, решал эту проблему, просто параллельно изучая какую-то вещь, и ты, наконец-то, решил эту проблему. А может быть, эта проблема была в том, что это нахуй не нужно было, и, слава богу, что ты переключился. Вот это было решением. Ну, то есть по-разному. Про топтан на дороге или в том, что у тебя есть какие-то границы, которые ты не можешь пересечь. С Unity, я думаю, что они просто тебе говорят в стиле, вот смотри, там игра. И они типа тебе показывают.
Вот карта, точнее, вот карта, вот смотри, мы сокращаем время разработки, вот карта для того, как добраться до этой точки. Ты такой, супер, спасибо. Ты идешь и понимаешь, стоп, а где я? Этого здесь нет на карте. Блять, а что мне делать теперь в этом случае? Что? И ты возвращаешься обратно и такой типа, окей, ну, наверное, здесь, блять, где я? И по итогу тебе все равно нужно все самому делать, и эта карта типа полное говно, вот. Просто это ты делаешь типа в рамках Unity. А мог бы сам типа получать удовольствие и типа этим хайкингом, скажем так, заниматься и взбираться на гору и там строить себе эту карту. Ты ее построил и такой типа, фух, бля, ну это было весело и классно. А потом ты начинаешь какой-то новый поход, и ты как будто бы эту карту за основу берешь, чтобы дальше идти, либо, можно сказать, до бесконечной горы, наверное, так проще говорить, либо на какую-то другую гору спираешься, наверное, так. Если думаешь, что при встрече с блоком ты должен просто забросить, то можно не заниматься, не совсем понял. Nobody had seen it. It gave you that startle reflex reaction. So it was worth shipping, but it had these things that I knew were kind of flaky and janky and not what I was really proud of. So one of the things that I did very differently in Wolfenstein was I went, Catacombs used almost a conventional thing where you had segments that were one-dimensional polygons, basically, that were clipped and back-faced and done kind of like a very crude 3D engine from the professionals, but I wasn't getting it done right. I was not doing a good enough job. I didn't really have line of sight to fix it right. There's stuff that, of course, I look back, it's like, oh, it's obvious how to do this, do the math right, do your clipping right, check all of this, how you handle the precision. But I did not know how to do that at that time. And Was that the first 3D engine you wrote, Catacombs 3D? Again, Hover Tank had been a little bit before that, but that had the flat shaded walls. So the texture mapping on the walls was what was bringing in some of these challenges that was hard for me, and I couldn't solve it right at the time. Can you describe what flat shading is and texture mapping? So in the walls were solid color, one of 16 colors in Hover Tank. So that's easy, it's fast, you just draw the solid color for everything. Texture mapping is what we all see today, where you have an image that is stretched and distorted onto the walls or the surfaces that you're working with. And it was a long time for me to just figure out how to do that without it distorting in the wrong ways. And I did not get it all exactly right in Catacombs, and I had these flaws. So that was important enough to me that rather than continuing to bang my head on that when I wasn't positive I was going to get it, I went with a completely different approach for figuring out where the walls were, which was a ray casting approach, which I had done in Catacombs 3D. I had a bunch of C code trying to make this work right, and it wasn't working right. In Wolfenstein, I wound up going to a very small amount of assembly code. So in some ways, this should be a slower way of doing it, but by making it a smaller amount of work that I could more tightly optimize, it worked out, and Wolfenstein 3D was just absolutely rock solid. It was, nothing glitched in there. The game just was pretty much flawless through all of that, and I was super proud of that. But eventually, like in the later games, I went back to the more... Те как бы говорят, не знаю, понимать дело, как мы предлагаем. Типа того, да, наверное. Мне кажется, нормальный инструмент как раз-таки дает тебе понять... Наверное, нормальный инструмент не говорит тебе не надо понимать. Вот, наверное, вот так даже. Что нормальный инструмент — это нормальный инструмент. Он тебе не указывает, типа... Он просто такой, можешь пользоваться мной? Все, конец. Наверное, так. Ну да, мне интересно до корня доходить, и, в принципе, это программирование нормально. Как я заметил, люди там, те, кто программирует, они... Окей, если есть какое-то слово, я должен посмотреть этимологию слова, чтобы точно до конца понять какие-то вещи. И я это, когда стал изучать программирование, я
не смотрел этимологии слов и не пользовался словарем после этого. Я просто... причем не кто-то сказал мне это делать, просто я понял, что это метод, хороший метод для того, чтобы понять какое-то слово, например, на английском языке и на русском языке. То есть я больше стал смотреть слова на русском языке, и это мне помогло лучше понять свой язык, и помимо этого также понимать лучше английский язык, и это дало мне понять, как лучше, наверное, делать вещи, разбираться с проблемами и как можно программировать. После тебя начал делать пиздец. О, спасибо большое. Да, я заметил, это помогает. Блин, может быть это... Я не помню откуда. Может быть, действительно кто-то сказал, и я где-то это увидел, что так делают люди, или это просто обратил внимание, что так делают. Я не помню, честно, я бы запомнил, наверное. Может быть, я смотрел какой-то урок, и там про это было, но не суть. Я помню, что просто очень много писал, когда я только пытался вообще понять и какую-то входную точку найти программирования, типа, окей, наверное, это значит эта штука, вот это значит вот эта штука. Если эта штука, если эта штука, значит вот эта штука. И, наверное, в один момент такой, я, например... я в один момент понял, что я слова с английского языка перевожу на русский язык, потому что английский материал смотрел, чтобы лучше понимать, что они значат. Также смотрел терминологию, которая, скорее всего, к этому слову подвязалась на русском языке, если мы говорим о программировании. Потом я понял... и я понял в один момент, что я не понимаю ни на английском, ни на русском слово конкретно. Типа, что люди пытаются сказать. Я читаю, типа, описание термина этого, и я нихуя не понимаю. И я такой... вроде как, да, типа, можно смотреть этимологию, и такой, так вот что, это вот это значило, окей, я вроде бы чуть-чуть даже лучше понял. Окей, а если посмотреть синонимы, я чуть еще лучше понимаю. Окей, а если я, кстати, это на английский перевожу, и с английского на русский, и смотрю на английском синонимы, я еще лучше понимаю. Так вот оно что, окей, я вроде бы понял. А история этого, значит, термина появилась. Вот в чем суть. И вроде бы я вообще, кажется, понял, что имели в виду. И да, и вот после этого я еще больше стал смотреть постоянно слова. Такой, я что-то не понимаю даже на русском какое-то слово, окей, я смотрю на английском, да, я тоже смотрю, и время на это трачу. Но это помогает, несмотря на то, что трачу время на это помогает как бы делать вещи, наверное. И да, это интересно, это весело просто стало, не знаю, просто само по себе. Or span-based things where I could get more total efficiency once I really did figure out how to do it. So there were two sort of key technical things to Wolfenstein. One was this raycasting approach, which you still, to this day, you see people go and say, let's write a raycasting engine because it's an understandable way of doing things that lets you make games very much like that. So you see raycasters in JavaScript, raycasters in Python, people that are basically going and re-implementing that approach to taking a tiled world and casting out into it. It works pretty well, but it's not the fastest way of doing it. Can you describe what raycasting is? So you start off and you've got your screen, which is 320 pixels across at the time if you haven't sized down the window for greater speed. And at every pixel, there's going to be an angle from you've got your position in the world. Просто хуйня на Unity — это нормальная стартовая точка для углубления в материал. Наверное. Просто Unity не очень тебе помогает углубиться в этот материал, наверное. Чтобы ты мог такой, окей, я хотел бы поглубже узнать. А как оно? Никак. Удачи. То есть тебе придется самому разбираться. Ладно, спасибо. Понять простое предложение, но потом что так делаешь. Да. And you're going to just run along the pixel. There's going to be an angle from you've got your position in the world. Этому, кстати, не учат в школе. Спасибо большое. Я тебе скинул добрый и позитивный донат на Донепе. Он не отобразился, или ты отключил, чтобы муха не спамила и не мешала. Оставь на алерт ссылку. Тут озвучки лучше. Спасибо большое. Да, Donation Alerts работает вроде бы кажется, с прошлой донат мне спустя 2 дня пришел. Короче, он странно работает. Но да, я оставил ссылку. В описании, да, окей, я сделаю попозже опять в описании. Unity исходники посмотреть. Да, потом я выяснил, что можно найти вроде дамп какой-то был. Есть внутренние функции используются. Я не помню, их кто-то зареверсил или сами Unity выкладывали, но они, короче, есть. Ты можешь посмотреть.
где-то на гитхабе. Но я не уверен, у меня world, and you're going to just run. Но просто это не супер удобно, да, то есть ты, ладно, документация прикольная, окей, но ты бы хотел посмотреть, что там дальше, и тебе как бы не направляет, и тебе нужно какое-то больше время тратить на то, чтобы это глянуть. Короче, это все неудобно. Along that angle and keep going until you've got your position in the world, and you're going to just run along that angle and keep going until you hit a block. So up to 320 times across there, it's going to throw a cast array out into the world from wherever your origin is until it runs into a wall. Для того, чтобы собирать самому, допустим, игра сложная, для того, чтобы собирать самому, ясно, что быстрее изучать движок и собрать, то ты бы выбрал все равно. Не совсем понял. Но да, я сейчас это и делаю буквально. Так, все, они перебрали. Вы перебрали, ребят. Вы перебрали. А началось с кого? Вижу. Опа. Да, тут еще проблема, вот то, что правильно сказали, что вроде как Unity ты должен заглянуть, и ты потом углубишься в какие-то вещи, которые связаны как раз-таки с математикой, и он типа не помогает тебе с этим, так... И да, наверное, в идеале было бы прикольно, если бы инструмент как раз-таки тебе давал полную свободу того, что, смотри, ты воспользовался функцией, там, находить dot product, да, и ты такой, окей, а как dot product этот, собственно, находится? Ты переходишь такой, вот оно что. В Unreal, кстати, это есть, за что им как бы пальчик вверх, но там в Unreal отдельная проблема в том, что нет документации, и он очень абстрагирован. Блять, во всем вообще, и это просто супер запутано. And then it gets out into up to 320 times across there, it's going to throw a cast array out into the world from wherever your origin is until it runs into a wall, and then it can figure out exactly where on the wall it hits. The performance challenge of that is, as it's going out, every block it's crossing, it checks, is this a solid wall? So that means that in like the early Wolfenstein levels, you're in a small jail cell going out into a small hallway. It's super efficient for that because you're only stepping across 3 or 4 blocks. But then if somebody makes a room that covers, our maps were limited to 64 by 64 blocks. If you made one room that was nothing but walls at the far space, it would go pretty slow because it would be stepping across 80 tile tests or something along the way. By the way, the physics of our universe seems to be computing this very thing. So this maps nicely to the actual physics of our world. Yeah, you get like, I follow a little bit of something like Stephen Wolfram's work on, interconnected network information states of that. And it's beyond what I can have an informed opinion on, but it's interesting that people are considering things like that and have things that can back it up. There's whole different sets of interesting stuff there. So Wolfenstein 3D had raycasting. So the raycasting, and then the other kind of key aspect was what I called compiled scalars, where the idea of, you saw this in the earlier classic arcade games like Space Harrier and stuff, where you would take a picture, which is normally drawn directly on the screen, and then if you have the ability to make it bigger or smaller, big chunky pixels or fizzily small drop sampled pixels, that's the fundamental aspect of what our characters were doing in these 3D games. You would have, it's just like you might have drawn a tiny little character, but now we can make them really big and make them really small and move it around. That was the limited kind of 3D that we had for characters. To make them turn, there were literally 8 different views of them. You didn't actually have a 3D model that would rotate. You just had these cardboard cutouts. But that was good enough for that startle fight reaction, and it was kind of what we had to deal with there. So a straightforward approach to do that, you could just write out your doubly nested loop of you've got your stretch factor, and it's like you've got a point, you stretch by a little bit, it might be on the same pixel, it might be on the next pixel, it might have skipped a pixel. You can write that out, but it's not going to be fast enough, where especially you get a character for that right in your face, monster covering almost the entire screen. Doing that with a general purpose scaling routine would have just been much too slow. It would have worked when they're small characters, but then it would get slower and slower as they got closer to you until right at the time when you most care about having a fast reaction time, the game would be chunking down. So the fastest possible way to draw pixels at that time was to, instead of saying, I've got a general purpose version that can handle any scale, I used a program to make
essentially 100 or more separate little programs that was optimized for, I will take an image and I will draw it 12 pixels tall. I'll take an image, I'll draw it 14 pixels tall, up by every 2 pixels even for that. So you would have the most optimized code so that in the normal case where most of the world is fairly large, like the pixels are big. We did not have a lot of memory. So in most cases, that meant that you would load a pixel color and then you would store it multiple times. So that was faster than even copying an image in a normal conventional case, because most of the time the image is expanded. So instead of doing one read, one write for a simple copy, you might be doing one read and 3 or 4 writes as it got really big. And that had the beneficial aspect of just when you needed the performance most, when things are covering the screen, it was giving you the most acceleration for that. By the way, were you able to understand this through thinking about it, or were you testing like the right speed and like so this again comes back to, I can find the antecedents for things like this. So in back in the Apple II days, the graphics were essentially single bits at a time. And if you wanted to make your little spaceship, if you wanted to make it smoothly go across the world, if you just took the image and you drew it out at the next location, you would move by 7 pixels at a time. So it would go chunk, chunk, chunk. If you wanted to make it move smoothly, you actually had to make 7 versions of the ship that were pre-shifted. You could write a program that would shift it dynamically, but on a 1 megahertz processor, that's not going anywhere fast. So if you wanted to do a smooth moving, fast action game, you made separate versions of each of these sprites. Now, there were a few more tricks you could pull that if it still wasn't fast enough, you could make a compiled shape where instead of this program that normally copies an image and it says like, get this byte from here, store it here, get this byte, store this byte. If you've got the memory space, you could say, I'm going to write the program that does... Написано, банк не разрешен про... это аккуратно. Там Twitch без оскорбления. Это банк не разрешен. Слушай, можешь попробовать Donate Pay, Donate Shares, если оба не работают, то что поделать? Так вот, все работает сейчас. Does nothing but draw this shape. It's going to be like, I'm going to load the immediate value 25, which is some bit pattern, and then I'm going to store that at this location, rather than loading something from memory that involved indexing registers and this other slow shape. It's going to be like, say, I'm going to write the program that does nothing but draw this shape. It's going to be like, I'm going to load the immediate value 25, which is some bit pattern, and then I'm going to store that at this location. Rather than loading something from memory that involved indexing registers and this other slow stuff, you could go ahead and say, no, I'm going to hard code the exact values of all of the image right into the program. Now, this was always a horrible trade-off there because you didn't have much memory and you didn't have much speed. But if you had something that you wanted to go really fast, you could turn it into a program. And that was, knowing about that technique is what made me think about some of these unwinding it for the PC, where people that didn't come from that background were less likely to think about that. I mean, there's some deep parallels probably to human cognition as well. There's something about optimizing and compressing the processing of a new information that requires you to predict the possible ways in which the game or the world might unroll, and you have something like compiled scalars always there. So you have like you have a prediction of how the world will unroll, and you have some kind of optimized data structure for that prediction, and then you can modify if the world turns out to be different. You can modify in slight ways. And as far as building out techniques, so much of the brain is about the associative context. They're just, when you learn something, it's in the context of something else, and you can have faint, tiny little hints of things. And I do think there are some deep things, around like sparse distributed memories and boosting. That's like, if you can just be slightly above the noise floor of having some hint of something, you can have things refined into pulling the memory back up. So being a programmer and having a toolbox of like all of these things that I did in all of these previous lives of programming tasks, that still matters to me about how I'm able to pull up some of these things. Like in that case, it was something I did on the Apple II, then being relevant for the PC. And I have still cases when I would
when I would work on mobile development, then be like, okay, I did something like this back in the Doom days, but now it's a different environment, but I still had that tie. I can bring it in and I can transform it into what the world needs right now. And I do think that's actually one of the very core things with human cognition and brain-like functioning is finding these ways about your brain is kind of everything everywhere all at once. It is just a set of all of this stuff that is just fetched back everything everywhere all at once. It is finding these ways about your brain is kind of everything everywhere all at once. It is just a set of all of this stuff that is just fetched back by these queries that go into it, and they can just be slightly above the noise floor with random noise in your neurons and synapses that are affecting exactly what gets pulled up. So you're saying some of these very specific solutions for different games, you find that there's a kernel of a deep idea that's generalizable to other things. Yeah, you can't predict what it's going to be, but that idea there. of I called out that compiled shaders in the forward that I wrote for that. О, у них уже там смонтировано, у него вместо воды уже то ли кофе со льдом, то ли кола со льдом. Так, я захотел колы, но уже поздно, черт. Тогда я сделаю кофе. Сейчас буду.
У меня есть бум-бум-бум-бум-бум солтлец. Короче, кренделя соленые. Оно. Блин. Ну, короче. Вкусняк. Ну чё, пацаны, погнали, Нажимам авто. Бля, я не могу уже слушать это. Мы сидим с работягами в DC и спамим только, чтобы рафлить с донатов. Я минут 20 закинул назад. Чекнично хуни, либо мы уходим спать. Слушай, походу все перестало работать, видимо. Но я не знаю, в чем проблема. Пиздец просто. Деньги это миф. Деньги это миф. Окей, если людям не нужны деньги, давайте от них избавимся в таком случае. В чем проблема? Давайте, окей, ладно, хорошо. Чай посмотрю, в чем проблема. Да, были. Так, стоп. А почему они не пришли? У меня последнее... Так, мало того, что он мошенник и вор, еще и клон обыкновенный было. Что происходит? А, вот теперь он обновился. С деньгами все окей. спасибо мне! Ну и что мы смотрим? Где смешарики? Посмотрите на него. Сидит. Жрет. Хватит жрать. Потом ведь придется срать. Подумай об этом, А Рич. это уже давно было. Думать вредно, кстати. Лучше срать. Ну чё могу сказать? Спасибо мне! Меня в 2 года отпустили гулять одного. Это старый донат, и это я что происходит нахуй? херанулся. Ну чё могу сказать? Как это работает? Бля, Донат Пэй просто какую-то хуйню творит. Я люблю тебя, Ричард Чир. Ну чё могу сказать? Спасибо мне! Ну, привет. Я смотрю, вы тут все программисты. Айтишники, повторяю, что ли? Нужна Повторяю. помощь, детки. Помогите мне гудок на телефоне поменять. Я тыкаю кнопки разные. Не получается. Странно. Странно. Это классика. Ну чё могу сказать? Ну чё могу сказать? Спасибо Где мне! там была работяга? Не вижу. Это давно было. Здорово. Рычи сегодня отработал очередной день. Да, вижу. Ну Всё, чё нашел. могу сказать? Спасибо мне! Ну Только чё могу пришел сказать? Ну чё могу сказать? Если не офай... Ну чё могу сказать? Hello, Спасибо мне! айтишники. Я смотрела сказать? на ХХРУ вакансии. Ну, мне стыдно И тебе. у Забирать айтишников последние деньги у высокие учителей и зарплаты. врачам. Отдай Я им тоже деньги. к вам Верни Посмотрите хочу. на суку, него. сука. Негодяй. Заебала Охуел? эта Я работа тебя в насру в школе чате. учителем. Вот сейчас мало того, что Бухаю он каждый мошенник и вор. вечер. Тупые дети. Все, вот сейчас новые донаты пойдут. Спасибо огромное, ребят. А где? Он завис? Ну чё могу Вон, сказать? давай. Спасибо мне! Оно. Юсь, поставь 0,25 скорость. Хочу насладиться по полной контентом. У тебя уже приток пошел целых 556. И вопрос к ботам в чате. Нахуя вы ХД спамите, а Рольфы вышли из моды?
Ну чё я могу Это вопрос сказать? был, а вроде ты вышел из мода. Спасибо большое. Я ми СММ. Имс имс им. Мимс 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 мимс. Хах. Мимимимимимис мимс мимс мимас мимес мимус мимимс мимс. Ау слэш обратный слэш хах. Мимимимш мимш хах. Ну чё я могу сказать? Спасибо мне! Микс микероксиск мпи полиитра палитра полалиска. Сосиска сос сосис сосисос сосос сок паскоск маск маскалей поскорей послей послен послушай суше сушка сушенце воскреси. Let's go. Спасибо огромное за донат, ребят. The Game Engine Black Book, as you know, it's kind of an endpoint of unrolling code. But that's one of those things that thinking about that and having that in your mind, and I'm sure there are some programmers that, hear about that, think about it a little bit. It's kind of the mind blown moment. It's like, oh, you can just turn all of that data into code. And nowadays, you have instruction cache issues, and that's not necessarily the best idea. But there are it's an idea that has power and has probably relevance in some other areas. Maybe it's in a hardware point of view that there's a way you approach building hardware that has that same, you don't even have to think about iterating, you just bake everything all the way into it in one place. What is the story of how you came to program Doom? What are some memorable technical challenges or innovations within that game? So the path that we went after Wolfenstein got out, and we were on this crazy arc where Keen 1 through 3, more success than we thought. Keen 4 through 6, even more success. Wolfenstein, even more success. So we were on this crazy trajectory for things. So actually, our first box commercial project was the Commander Keen game, but then Wolfenstein was going to have a game called Spear of Destiny, which was a commercial version, 60 new levels. So the rest of the team took the game engine pretty much as it was and started working on that. We got new monsters, but it's basically reskins of the things there. And there's a really interesting aspect about that I didn't appreciate until much, much later, about how Wolfenstein ID. Кстати. clearly did tap out its limit about what you want to play, all the levels and a couple of our licensed things. There was a hard creative wall that you did not really benefit much by continuing to beat Это игры, которые до сих пор живут, которые основаны на их работе, которую они делали. on it. But a game like Doom and other more modern games like Minecraft or something, there's kind of a Turing completeness level of design freedom that you get in games that Wolfenstein clearly Да, он говорит id, точно. sat on Turing like Doom and other more modern games like Minecraft or something. There's kind of a Turing completeness level of design freedom that you get in games that Wolfenstein clearly sat on one side of. All the creative people in the world could not go and do a masterpiece just with Doom. Did not really benefit licensed things. There was you want to play. Wolfenstein clearly did tap out its limit about what you want to play. All the levels and a couple of our licensed things. There was a hard creative wall that you did not really benefit much by continuing to beat on it. But a game like Doom and other more modern games like Minecraft or something, there's kind of Инстинктивное включение. Id. А, это оно? Блять, их студия называется Оно? Что? Ну чё я могу сказать? Спасибо мне! Пиздец. Нихуя себе. Камрак подумал, дум, подумал Ромеро. Ждон? Спросил Камрак Ромеро. Ромеро ответил, Джон. Дум? Да,
Дум. Камрак задумался. Дум, дум, дум. Да. Ну я пойду посру. Спасибо большое. Охуеть, их студия называется ОНО. Охуеть. Погодите, это оно? Оно, психология. Статей нет. Оно. Это оно. Пройти первый дом? Не, пока нет. Вот база говорит, что Doom уже не исчерпаем. Как и Майнкрафт. Of a Turing-like level clearly didn't appreciate until much, much later about how Wolfenstein clearly did tap out its limit about what you want to play. Оно, психология иногда, id. Психоанализ является одной структурой, описанной Фрейдом, является особая бессознательная психика и совокупность инстинктивных влечений. Слово id было введено как аналог английской id, использованный переводчиком Фрейда, чтобы перевести его немецкое das ist. Равным образом и русский психоаналитический термин «оно» является только переводом или своеобразным языком адаптации с латыни немецкого. История термина. Психоаналитический термин «оно» Фрейд заимствовал немецкого врача Георга Гродека для отделения обозначения неорганизованной части психического аппарата человека. Английские переводчики Гродека обычно предпочитали «the id», откуда впоследствии выросла латинская «id» и русское «оно». По мнению Фрейда, человек есть замкнутая энергетическая система. Количество энергии у каждого человека постоянно, будучи бессознательным и рациональным. Оно подчиняется принципу удовольствия. То есть понижение неудовольствия является целью процесса, протекающих в оно. Понижение неудовольствия, окей. В широком смысле слово «id» включает в себя желание, порождаемое восприятием и воспоминанием об удовлетворении основные физиологические потребности. В очерке психоанализа Фрейд отмечает, опять что-то про секс будет. Наиболее архаичные из психических провинций, инстанции мы называем сферы. Оно. Содержанием нее является все, что нами унаследовано, присутствует с самого рождения, напрочь укоренено в нашей конституции. А это прежде всего влечение, берущее все происходящее в теле и находящее тут для себя проявление в неизвестных для нас формах. Окей, не про секс. Фрейд в своих работах подчеркивает, что оно — темная, недоступная часть нашей личности. Люди подходят к оно через аналогии, называют его хаосом, бурлящим котлом возбуждений. Некоторые другие важные допущения Фрейда относительно оно заключалось в том, что оно функционирует на основе первичного психического процесса, содержит свободно подвижную энергию и действует в соответствии с принципом удовольствия. Эти допущения делают оно подверженным всем противоречиям, сопряженным с теорией влечений, представлением психической энергии, экономическим подходом. Сложно как-то он написал. Или перевод такой. Я не совсем понял. Я вроде понял, но не уверен. Как раз про то, что ты спрашивал сегодня. По поводу. Сверхя. Сверхя так супер-эго один из трех компонентной психики человека, согласно теории психоанализа Фрейда, сверхя отмечает за моральные и религиозные установки человека. Норма. Окей, ладно. Усложненно ложится? Про подсознание. Ну что могу сказать? Лол. Спасибо Вот мне! Или нет? Это оно? Спросил Ромеро. Нет, Кармак уже покакал. Ромеро дунул. Давай тогда, чтобы дум. Дум — это оно. Камрак не дул. Камрак закарманил, карманул и ответил: да, давай дум. Ну что могу сказать? Спасибо мне! Прямо. Чич, агоу сделаешь карту для дум. Пэк-чамп, как у тебя дела с твоей игрой?
резюмешки Работа? куда-то еще кидал? Не. Или не ищешь пока что работы в геймдеве? За рубежом только я кидал, но они Ну там что вообще не могу отвечают. сказать? Спасибо мне! Просто в студии, которая хотелось Раз бы. деньги миф, то предлагаю тебе полностью спеть хорошую песню «Белла Чао» взамен на 1000 воображаемых средств. Давай подпевай. Уна матина ми сон свальято паросет. Спасибо большое. Ну что могу сказать? Спасибо мне! Мужики, скиньте какую-нибудь хуйню смешную, чтоб реально ржака была азикэс. Спасибо большое. All the levels and appreciate until much, much late. Да, по поводу... Я сейчас учусь. Я делаю... да, собираюсь игру сам делать. Постепенно не знаю, что из этого выйдет. Посмотрим. Карту, думаю, не планирую. Да, и, наверное, пока все. Так что из последнего, что я сделал? Карту — это Клифф. Еще Лофт. За 3 дня карту я сделал. После уже Клиффа, да. И пока да. Свой движок сам буду писать, да. Запускаться будем не на Unity, проще говоря. Модельки, я пока еще думаю. У меня идеи начинают потихоньку собираться, но пока нет как бы границ, я еще не понимаю. OpenGL, да. Я не буду сейчас вулканом заморачиваться. Ну, по сути, вулкану просто нужно понять, типа, нужно еще больше разных процессов сделать для инициализации того, чтобы ты мог рисовать. Но я просто не хочу. Ну, типа, я не собираюсь мультиплатформенность поддерживать. Я бы, ну, вот он говорил про DirectX и прочее. Я бы, наверное, на DirectX сразу писал, раз я все равно на Windows работаю. Но мне просто не нравится DirectX. Ну, точнее, окей, я его просто не понимаю и не хочу понимать пока что. Пока что я... OpenGL быстро, там не надо ничего особо писать, уже библиотеки в самом Windows есть, поэтому... Там, к сожалению, все равно нужно было заморочиться, чтобы понять, как накатить GLAD, точнее, FreeGLAD, и вот эта вся хрень, чтобы все можно было из OpenGL использовать, но да. Вот что у меня есть. Не, я понимаю его суть. Больше контроля над то, что ты делаешь с видеокартой, но ощущение, это все выглядит, как будто это больше как раз-таки костылей каких-то, чтобы напрямую... То есть это не напрямую общаться с видеокартой, блять, можно было бы уже просто... Уже наконец-таки общаться с видеокартой, а не делать вулканы, DirectX 12 и так далее. Уже сделать нормальную систему. Какую-то. Но нет. Поэтому да, OpenGL. C++. Языки пишут на языках. Охуел. Клавиатура, да. На валаку все. Как раз таки костыли... я понимаю, да. Ну все окей. Я думаю, что это не проблема будет потом, если что, перевести в вулканы, если прям такая необходимость возникнет. То есть это все... Ну, и это проблема, но... наверное, в зависимости от того, как я, может быть, даже от самого OpenGL буду абстрагироваться, но не сильно, наверное. Как дела? Супер. Кристина Слейтер из Мистер Робот. Да, так на Windows, поэтому я стараюсь особо мультиплатформенные какие-то штуки. То есть, ну, OpenGL мультиплатформенный, но использовать его буду для Windows, да. На видеокарте. Да, я понимаю. Я понимаю. Короче, я это все делаю не потому, что такое, это говно, это не говно, это OpenGL, это да, это, ну, типа, все вулкан, наверное, получше, чем вариант, если мы выбирали, но я просто целенаправленно OpenGL выбираю, просто чтобы пока что и учиться работать, потому что материала для того, чтобы понять какие-то вещи, больше на OpenGL, вот.
Да, я в свободное время сейчас этим и занимаюсь только. Помимо того, что я, может быть, там, не знаю, отдохну, но в целом, да, я просто сижу за компом. Типа Хаймера делать инструменты? Пока я не понял, что я буду делать, наверное, нет. Ну, то есть я, наверное, сделаю для себя инструмент, чтобы понимать, как дальше строить, как типа, как если бы дебажить, что-то можно было, ну, или понимать информацию, которую ты написал, задизайнил. Пока не знаю. Мне нет еще даже расплывчатого понятия того, что я буду делать. То есть как бы то, что я предполагаю, что может быть я что-то в стиле резика сделаю, как survival horror, да, оно не сильно помогает на самом деле. Я не могу просто сейчас, пока не чувствую, что могу начать. Я хотел бы сначала со звуком разобраться, и как только начал разбираться, выяснились разные вещи по поводу работы со звуком на Windows, не очень хорошие, и по поводу того, как просто буфера, просто получить просто буфера, который ты будешь свои WAV-файлы туда кидать, это почему-то какая-то проблема. Было бы прикольно, появились разные идеи, пока, кстати, все равно это изучал или что-то там пытался разобраться. Прикольно, наверное, синтезировать звуки динамично, и, может быть, как-то с этой идеей я поиграюсь, я пока не знаю. Но я точно знаю, что я хотел бы как-то со звуками поиграться более плотно, чем брать какие-то эффекты и просто их проигрывать в определенное время. Как раз пишет Doom на OpenGL. Я понял, какой ты про роли говоришь, да, я вроде тоже... Да, я тоже, да, 3ds Edge, вот это я гляжу, да, полезно. Как раз таки... Ну что я могу сказать? Спасибо мне! Насра Л. сообщил Ромеро. Вонюче, констатировал Кмарарк. Ахо-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 хо, сказал Чаттерс. Вонюче, подтвердил Ромеро. Спасибо, Шиза. Прогресс есть. Я пока что... Я не знаю, как это описать. Пока то, чем я сейчас в данный момент занимаюсь, я устанавливаю границы. Вот. То есть я изучаю по мере того, что мне, наверное, нужно. Это, наверное, как если бы строить дом, да? Типа я понимаю, какого размера он будет, где я буду делать, допустим, каким будет фундамент. И вот пока еще вот это я не понял, чтобы начать уже потихоньку как-то строить. Пока не понимаю, пока рано. Ну что я могу сказать? Спасибо мне! Мужики, вы моего папу не видели. Нет, если хочешь, посиди пока с нами, стрим посмотрим. Приходит папа. Ну что, сына, как ты? Сын говорит. А Ролф, Икст, Фапах, клан Насрана. Спасибо большое. Как сделать фон синий? Здесь просто сама по себе подсветка была. Я как понимаю, это, наверное, детская комната как-то сдавалась, и сделали вот эту подсветку, ну, LED лентой. Вот. Я у себя свет настроил и просто взял свой свет, соединил с этим, настроил камеру, и все, и вот. Так вот. Да, я на плюсах пишу. Да, поэтому... Система для генерации звука. Ну вот я свое бы что-то хотел сделать, просто понять, как вся система будет собираться и потихоньку разрисовывать границы и начинать двигаться и собирать по кускам. Пока что у меня такая идея, наверное, как я буду игру собирать. Она просто... Я не знаю, что выйдет. Это может быть то, что вот мне про скелеты написали. Как со скелетом дела будут. Это ж... 3D. Со скелетом что ты имеешь в виду? Чернозавод. Спасибо. Нихуя, Хупси, Сап. спасибо. Сап. Спасибо огромное, Хупси. Будто как фильм. Спасибо большое. Первый результат не стоит ждать в ближайшее... Не в ближайшее время определенно. Я еще учусь еще дополнительно сверху. То есть прогресс очень медленный. Рассказывать еще рано, потому что непонятно, что это. Идеи есть, они появляются, всего с этим проблем вообще нет. Проблема, как разметить так, чтобы я строить начал. Из сторонних библиотек сейчас единственное, что использую, это
OpenGL, получается. Но это, наверное, не назовешь это то, что это необходимость. Пока что нет. Я хотел найти библиотеку, которая просто дает мне буфер от Windows, общий какой-то, который я просто записываю, он дает это своему ядру, кернулу и так далее, они сами там, блядь, разбираются. Как, в принципе, Direct Sound работает, но у меня не получилось его настроить. Я заходил в Handmade Hero, конкретно тот урок он вначале показывал кейсе, он уже устарел на сколько, 6, и он там вообще говорил про идею того, что они Direct Sound используют, чтобы могли поддерживать XP. У меня, я просто по дебаггеру ходил и мне просто не работает это все. То есть просто она говорит о том, что, видимо, они, может быть, за это время что-то сделали так, что нужно Xaudio 2 использовать обязательно. Типа, все, то есть это необходимость. Я, кажется, понял почему. Потому что мне нужно редистрибутив DirectX-овский, кажется, какой-то надо было поставить. Во. Его, походу, просто нет уже. Во. Походу, из-за этого. Но это нахуй не надо. Потому что нужно сделать так, чтобы на Windows, если люди игру получат, им не нужно, чтобы я минимизировал количество библиотек, которые я буду отдавать людям с игрой. Поэтому, да, и я смотрел разные библиотеки, которые есть со звуковым, и я бы с удовольствием взял, но их нет. Они все мультиплатформенные, некоторые в одну сторону типа фокусируются, чтобы постабильнее работали, некоторые в другую, и как-то с Windows там постоянно какие-то проблемы, я заметил, люди жалуются. До сих пор, то есть какие-то новую библиотеку я там находил на GitHub, где там 1000 звезд и все такое, и там прям новые обновления и прочие, люди там создают эти issues до сих пор и жалуются. OpenGL сам как бы не подгружается, там есть какие-то проблемы с тем, если ты хочешь все использовать, тебе нужно... Там запутанная хрень связана с тем, но я разобрался, все я минимизировал слои эти, но по сути ты как бы берешь, там еще же контекст нужно создать, это окно, ну то есть как бы окно OpenGL в окне Windows, отдельно это, и у Windows есть нативное, где они используют штуки, связанные с HDI, и короче я все это сделал. Но да, я использую FreeGLAD все равно, то есть мне пришлось это скачать и как бы это накатить. Но без диалог, без всего, то есть как бы он с Windows работает. Без дела? Да, без дела, просто хедер файлы. Ты про скелетные анимации? Я не знаю, что за игра будет, может быть там не будет скелетных анимаций. То есть я определенно, меня больше импонирует 3D, но кто знает, что пойдет и что мне понравится. То, что над чем мне будет интересно работать. Не SDL, я не использую никакую оболочку для запуска, все Windows. То есть я пока что вот с платформенным этим запуском разобрался, я там все более-менее, типа, там все вроде железно, теперь нормально. Теперь с рендером тоже все, я рисовать вещи могу. То есть, по сути, свой код какой-то писать и апдейтить, все это можно. Я со звуком хотел разобраться. Ну, это, по сути, наверное, последняя вещь, которая осталась. Дальше уже все самому писать. Точнее, уже думать над идеями и начинать как бы разграничивать. Не, без Linux, сори. Я не хочу пока что отвлекаться на это. Пока только на одной платформе. Ну, вообще, по идее, даже если я на Windows напишу и доделаю проект, то его, наверное, можно через... Там же какая-то оболочка есть на Linux, которая запускает Windows игры. И если они OpenGL, то там тоже, типа, все окей работает. Ну, вроде что-то такое Steam Deck что-то такое использует, нет? Нормально. Скорее всего, норм будет работать, учитывая, что это OpenGL. Протон? Они разные, окей. Ну что могу сказать? Спасибо мне! Смотрим 5-часовое интервью, в скобочках 8, с долбоебом Долбоебовичем. Спамим, ХД, а дальше Афаем с позором. Спасибо всем 500 ботам за внимание. И убери этот глаз сзади. Спасибо большое. Протон — это fork Valve от Valve. Fork Wine от Valve. Окей. Софтвера D5 достаточно. Или на GL многие вещи в софте не интуитивные. Много работы дополнительной.
Я думал тоже об этом. Ну, у меня была идея, когда я там Рольфа туда-сюда двигал, но это то, что я попрактиковался, мне немного дало понять, как работать с картинками, ну, вообще с фильтрацией, там, дизеринг, использование дизеринга, потом, когда уже все это уменьшаешь картинку, там как бы шумы появляются, пиксель неправильно отображается. Какие способы есть, вот это все. Но да, я решил все равно использовать видеокарту, потому что я не думаю, что мы типа избавимся от видеокарты. И все-таки пиксели рисовать через процессор реально почему-то... сказал Джон. Ну, как почему? Долго. «Хдд», — сказал Джон. «А чё ты повторяешь?» — спросил Джон. «А чё ты попой нюхаешь цветы?» — сказал Джон. «А ромашка не моя жопа нюхает твоя», — сказал Джон. Спасибо большое. Да, я думал, Годот, но я по итогу решил, что не, я, короче, просто я постараюсь как можно слоев убрать и просто основываться то, на чем я сам сижу, это на винде и все. Я так быстрее пойму вещи и быстрее смогу дальше работать. Плюс мне надо, моя цель сделать как бы необычную игру, которая будет интересная, чтобы точно была гарантия на то, что она продастся. Плюсом я могу сам контролировать процесс, а не надеяться и думать, и молиться, и разбираться о том, что же там делает Unity или Godot под капотом. Просто чтобы на это время не тратить. Okay, let's go. About how Wolfenstein clearly did tap out its... Я запутался. А есть ссылка не на обычный 7ТВ сайт, потому что Next выглядит намного хуже. Игру полностью на шейдерах? Ты имеешь в виду, что даже логика работает через компьютер шейдера, типа, или что? Не, можно, на самом деле, можно просто взять куду и просто, типа, сделать эксклюзивную игру тупо на NVIDIA. Кстати говоря, о том, что не писать на API своем, и намного больше всяких разных вещей делать. Ну, типа, только NVIDIA поддерживает видеокарту, можно так делать. Или только AMD, у AMD, скорее всего. Вроде бы есть какие-то аналоги, типа, как куда. Но... Как идея. Но, да, хз, хочется ли скипнуть тех или иных, как бы, те или иные видеокарты, хз. Что ты пытаешься свою Unity Unreal запилил, когда это на самом деле не так. Да, на самом деле движок — это не что иное, просто как штука... Это, по сути, игра и есть, типа того. Можно так сказать. Да, ты можешь инструменты разные делать, они могут у тебя быть, но как бы зависит от того, с кем ты работаешь. Если ты один, то они навряд ли будут выглядеть так, как они выглядят в Unreal или Unity. Физику на физикс писать? Не совсем понял вопроса. Не, физику можно свою написать, а как бы один фиг... Смотря какую ты игру хочешь, смотря что ты хочешь, чтобы он работал, то есть не обязательно. Наверное, есть смысл как бы с партиклами разбираться, чтобы красивенько все выглядело. С этим надо будет разобраться. Но вроде бы партиклы, система партиклов — это не так сложно, как кажется. Но до этого еще не доходил. Взять грант от Unreal и... Да, я не знаю. Based XDD. Не знаю, Hoverbot. Мне страшно, не знаю. Мне страшно, блядь. Я не знаю, ребят. Мне тоже. Блин, ну только не... Да не... Я подумаю. Игрушку свой рендер. Да, это все можно замутить, я тоже собираюсь подобное делать. Но я фокусируюсь не на движке, ребят. Движок — это просто, как бы, это вещь, которая, как бы, скажем так вот выходит, что она собирается, пока ты делаешь игру. То есть фокус у меня на игре. Да, чтобы на NVIDIA работал FSR, например, или FreeSync. Разные эти штуки. Все, я понял, прикол.
Весь Шрек? О, нет, that's illegal. I guess. 24 котом срут на... Бля... Ладно, ладно. Окей, я не против, просто это... Я не знаю, на что это повлияет. Вы как бы сами разберетесь, окей? Вы сами разберетесь. Возможно, это никому нахрен не нужно будет, мы удалим. Бля, это пиздец, просто кал. Просто ужас. Ну ладно. Он нормально пойдет. Ну что я могу сказать? Спасибо мне! Кармак показывает Окулус. Смотри, чё забабахал. Аха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 х
ах, ты пузо мое видел. Спасибо большое. Чем я сейчас занимаюсь? Я просто стримлю в основном. Сейчас я работал до этого на разных проектах, в основном я сделал карты для КС. Сейчас хочу сделать игру. И думаю, как ее делать. Пока что пришел к выводу того, что нужно самому все собирать, не основываясь на движках. Типа Unity, Unreal. Просто собирать игру, короче. Потому что я как-то думал и анализировал над тем, как сделать так, что хочется сделать игру, чтобы она еще и продалась. Была интересна людям. И там, короче, поанализировав и подумав, выяснилась такая вещь, очень простая, как бы, но по сути означающая, если ты сделаешь игру, которой нет, она продастся. Вот. То есть какую-то, которая отличается от других. Я знаю, звучит типа, окей, ну да, но как бы самой этой мысли как бы допереть пришлось. Античная трагедия, античная Джона Ромеро, индустрия ДТФ, или как просрать деньги и репутацию, пытаясь повторить успех, думаю. Да? А вкратце? Через прозу Богу бэкпай. Это какой-то пост. Блин, ХДД это какой-то без... Мне все это напоминает этот Cruelty Squad какой-то, вот какое-то такое что-то. Какое-то странно пугающее немного. Можно эмодзи режим? Я не знаю. На ассемблере? Да не, а какой смысл? Не, ассемблер есть смысл дергать, когда дело доходит до интрисиков этих, как по-русски-то сказать это. Короче, когда ты хочешь какие-то вещи сделать, как я понял, по крайней мере, когда ты хочешь, по сути, оптимизировать, да, какие-то части, но это сейчас не относится к задаче. Не, пока C++ устраивает, и вроде я хотел в одних файлах писать, и у меня получилось это сделать, я просто в header файлы одни только использую все для этого. И да, то есть как бы я просто посмотрел, могу ли я избавиться как можно больше срезать вот этот объектно-ориентированный жир из C++, у меня получилось. Я очень рад. Гига-оптимизация? Да не обязательно, мне кажется, если вдруг у тебя есть какая-то, например, идея, которая такая, она даже современными железом ограничена. Мало ли, почему бы нет? И ты такой, окей, мы идем еще глубже, вот этот участок кода нам придется на ассемблере писать. Мне кажется, это вполне нормально. То есть такое может быть. Вот. Все зависит от идеи, говорю, идеи очень помогут понять, что делать дальше. Вне зависимости от опыта, ребят. То есть я уже не парюсь, да, я не писал шейдера и все такое, но я думаю, что у меня все получится, все окей. Ассемблер учим? Да, там в ассемблере все супер просто. Там проблема в запоминании просто этих инструкций процессора. Все, там супер все просто. Вообще пиздец. Там, если C это как палка, то ассемблер это вообще смешно. Там, но он сложный тем, что, там дохуя инструкций реально, пиздец. В современных процессорах просто ебанешься. Вы думаете, вот Кармак рассказывает, они там игры за месяц собирали. Или истории были, где просто, ребята реально просто в школе учились, собирали игры к издателям, ходили и эти игры издавали. То есть это супер простая штука. Была тогда.
Сейчас она просто комплексная из-за того, сколько есть разных команд. Даже не инструкции, а команды. Или это одно и то же, не помню. Ну вот. Похуй, как пишу, главное реализовать. Ну, типа того. Не, я все равно думаю об... Я все равно как бы не работаю в стиле «Окей, я быстренько написал, а потом уже буду оптимизировать». Мне все равно медленно иду, потому что очень много времени затрачиваю на планирование, короче, того, что я дальше буду делать. Не в смысле, что я оптимизирую, да, какой-то код я написал, и все, я думаю, как его мега оптимизировать. Не, я думаю, как дальше какой шаг делать, потому что я понимаю, что он очень повлияет на то, как я дальше буду работать спустя какое-то время. И, то есть, ну, по сути, дизайну систему. Вот. На это сейчас очень много времени затрачивается. Тысяча инструкторов современного это расширение. Окей. Ну да, я думаю, что в ассемблере это не проблема писать. Там просто, наверное, информация, которую ты хочешь найти, чтобы понять, что, собственно, сделать и что происходит, она очень разрозненная. И как-то ты больше времени, наверное, займешь, чтобы искать информацию, чем типа выучить, чтобы прочитать, понять и типа выучиться. Вот. Да, наверное, на это больше времени будет затрачиваться. И причем в современных реалиях они просто, окей, мы пишем ассемблер, там какую-то программку простую, которая там какие-нибудь инструкции использует. Как-то, короче, как-то способ, который как по-старому работали, возможно, не знаю. Rust? Я не знаю, я не смотрел на Rust. Не хочу, на самом деле. Короче, меня пока C++ пока что устраивает. Пока что. Какой-то жир объектно-ориентированный я смог срезать. Я рад. Пока это меня устраивает. Будет перенести на следующий проект. Думаю, уже в следующий раз будет делать лучше. Не стоит делать, да? Ну да, не, я хочу очень хорошо работу свою сделать, чтобы она, также, чтобы ее продавать, но да. Не, весь какой-то опыт, любую фигню, которую я делаю, вдруг мне интересно была, она сейчас это вместе все складывается и позволяет мне думать о таких вещах, окей, как я проектирую, как я собираюсь проектировать игру и как она будет связываться между этими файлами, там, рисование, апдейта, да, там, звука, с которым я до сих пор не разобрался и так далее. И потихоньку пока я это планирую. Потом уже нужно будет переходить к идеям и начинать это все строить. Но пока, да, основы нет. Интерфейсами, абстрактными классами наследованием пользуешься? Абстрактный класс? Не, ничего такое. Не, классы я вообще не использую. Я просто напишу функцию, если мне нужно. В файле. То есть, когда я могу отдельный файл сделать. Или, ну, плюс структуру. Наследование, то есть как бы ОП нет. Интерфейсы, ну, если я правильно понял, типа как библиотеками или какими-то штуками, но это OpenGL, по сути, наверное, интерфейс. Так что им я пользуюсь, да. Про игровые движки? Не, я ничего не читал, мне не интересно. Если мне нужно будет какой-то вопрос, и я столкнусь с ним, я, наверное, и, скорее всего, благодаря кейсу найду какой-то референс в его Handmade Hero в определенной серии, если что, я сбегаю туда. Поэтому клево то, что он Handmade Hero сделал. Я понял, что очень... оно больше на учебник у него по итогу похоже, вот такое какое-то. Короче, да, смотрим, что у меня получится. Мне самому интересно. Посмотрим на прогресс. Ну что могу Было бы сказать? клево, если что-то вышло. Спасибо мне! Интересно. Что такое бейсекст? Помогите, мне страшно. Секс. Оно пожирает чат. Оно пожирает стримера. Оно пожирает меня изнутри. Оно будет сниться мне по ночам. Спасибо, Дозар. Восемь часов меньше половины. Ну, не, погоди. Ну, считай половина. Нормально, мы дошли до дома, и скоро Quake будет. О, нихуя. Нормально.
Будет хуйня, будет база для второй игры. Да, я думаю, что да, все так. Я не парюсь, то есть получится, что получится. Просто вот этот момент, типа, окей, я выпускаю это или я не выпускаю, тут все сложнее намного с играми, это не как ролик смонтировать. Но да, как минимум это 100% опыт, просто хотелось бы уже не тренироваться, а реально уже продукты какие-то делать и типа радовать людей и зарабатывать на этом. Да, хочется это. Но в любом случае, действительно, если выйдет говно, я по поводу этого не переживаю, это все опыт. Сколько сталкивался с этими ситуациями, они были говёные, были какие-то хорошие, это нормально. С самым простым, чем про то, что люди, ну, типа, все знают, можно сравнить, это какой-нибудь Devil May Cry 2 и потом Devil May Cry 3, как бы, собственно, вот. Поэтому париться не стоит. Надо рассчитывать на хуйню. Ну, я не думаю, что я сделаю говно, да, я не хочу так думать. Точнее, я уверен, что то есть, вот как, я буду делать все, что от меня зависит, и если получится так, что получилось говно, значит, я пойму, что я сделал не так, и сделаю лучше потом. Но я не буду настраиваться, что я сделаю говно. Я просто буду стараться делать все возможное, типа того. Вот. Но, естественно, если это не работает, я не буду это защищать, говорить, бля, да вы просто не поняли. То есть, если такое может быть, и оно связано, скорее всего, какими-то дизайн-решениями, окей, и идеями определенными, может быть, которые я могу, например, защитить, допустим, сказать, нет, вы, ну, там, реально не поняли какую-то вещь, оно нужно было та-та-та-та-та, но это с программированием все попроще, если что-то, ну, или с дизайном все попроще, если что-то реально не работает, оно не работает, это будет понятно. Скорее, что будет, целишься на говно будет. Да, согласен, типа того. Велосипедов? Не, никаких велосипедов нет, вообще забейте, ребят. Вообще забейте. К программированию не нужно вот относиться как к фразе велосипеда изобретания. Программирование всегда про то, что ты типа изобретаешь и строишь что-то. Все нормально. Если мы говорим про разработку игр, я не знаю, что из велосипедов до сих пор сделали. Вот что реально сделали такого, что вот прям работает? Прям вот, ну, не нужно переизобретать. Процессоры, наверное. Ну, наверное, процессоры. А все, что выше уже начинает идти, там всегда есть вопросы ко всему, короче. Ну, какие-нибудь, ну, да, и какая-нибудь библиотека, математическая библиотека, наверное, да, не обязательно. Типа, это уже, в принципе, решенные вещи. Какие-нибудь алгоритмы по оптимизации как раз-таки с подсчетом этих вещей в процессоре, опять же, наверное, там уже это все идет. Так что, наверное, да, это процессоры, ассемблеры, вот эти вещи. Накопленных ошибок. И да, там тоже проблема, поэтому делают ARM, точно. Да, бля. Но там есть свои тоже приколы, то есть там тоже legacy, бля. Ну, короче, в этом и прикол, видите, что... Короче, время влияет на все это. И вот пока вот оно идет, вот выясняются какие-то вот эти вещи, что оно нихуя не велосипед и прочее. Ну, что могу сказать? Спасибо мне! Спасибо стримеру за крутой контент. Очень интеллектуальный стример. Говорит очень интересные вещи. Спасибо. Rich Ази explaining how. Азия? Почему он Юзи говорит как Азия? Спасибо огромное. Ну, что могу сказать? Спасибо мне! Кармак такой, Юзя хочет, что спрашивает Рамера того, почему сам хочет, да, хочет сам. Почему не они? Вот эти, которые бейсекст. Что они могут? А он.
Спасибо большое. А дальше как пойдет? Ну да, это буквально название стрима, действительно. Ну, то есть, да, так и есть, получается. Да, одному, не, это весело просто, я много кучу разных вещей узнаю, чем если бы я сейчас просто сидел, типа, с грустным ебалом и такой читал определенную документацию вещь в Unity, типа, а я буквально сам вещи собираю, это весело. И просто, ну, раз в 70 больше узнаю, когда я сам бегаю, прыгающую информацию, учусь и пытаюсь что-то пока что потихоньку, только маленькими шагами сделать, чтобы что-то работало. Но да, я просто кучу всего узнаю, чем если я просто документацию лез, ну или там с Unity что-то какие-то кнопочки кликал. Отказываться от старого, потому что новое всегда на старте хуже, и тем более у всех уже технология выработана. Наверное. Просто какую-то проблему, наверное, уже надо как-то решить, выработать стандарт и все, и по нему идти, на нем основываться. Вот мне кажется, в компьютер-сайенсе все, что с компьютерами связано, у многих вещей проблемы... Не, у софта проблемы со стандартами, это точно. Операционных систем, наверное, проблемы со стандартами. Для тех, кто не любит, что кто-то изобретает велосипед, послушать блог по поводу того, как теряется технология. Да, та лекцию, которую он приезжал в Москву и, да, рассказывал. Да, блог был в Москве, он прилетал специально, чтобы рассказать эту лекцию. Почему-то в Москве забавно. Ну да, ну типа круто то, что он, я имею в виду, прилетал. Да, хорошая, это на самом деле, как я понял по этой лекции, он же лучше знает, они там все работали, сколько в индустрии лет, и, видимо, среди разработчиков спустя столько времени выработалось какое-то странное нехотение, что ли, или какая-то лень, или типа похуизм по поводу того, как эффективнее всего обучать новых людей. Не в смысле даже в компании, наверное, как этот опыт передавать, чтобы следующее поколение не сидело такие, типа, что я делаю нахуй, и все, что люди до этого делали, это была магия, чтобы люди дальше знали, как оно работает, потому что конкретно университеты, видимо, эту проблему не решают много где. Ну, наверное, от себя просто говорил. Окей, вроде все. Its limit about what you want to play, all the levels and a couple of our licensed things. There was a hard creative wall that you did not really benefit much by continuing to beat on it. But a game like Doom and other more modern games like Minecraft or something, there's kind of a Turing completeness level of design freedom that you get in games that Wolfenstein clearly sat on one side of. You know, all the creative people in the world could not go and do a masterpiece just with the technology that Wolfenstein had. Wolfenstein could do Wolfenstein, but you really couldn't do something crazy and different. But it didn't take that much more capability to get to Wolfenstein with the freeform lines and a little bit more artistic freedom to get to the point where people still announce new Doom levels today, all these years after, without having completely tapped out the creativity. How did you put it? Turing complete? Like Turing complete design space. Design space. Where it's like, you know, we have the kind of computational universality on a lot of things and how different substrates work. But yeah, there's things where a box can be too small. Обратная совместимость, которая очень много мусора неадекватно все равно. Ну, может быть, к этой проблеме, учитывая опыт, да, вот проблема во времени, короче, и учитывая этот опыт, может быть, как-то делать такую систему, которая может легко отбрасывать легаси и при этом не страдать, типа, в будущем. Что, точнее, может быть, какая-то настолько гибкое железо, настолько гибкий софт, что он буквально может, ну, типа, сбрасывать балласт, который выяснился, что он балласт спустя какое-то время.
Я не знаю, как это я хуй знаю. Ну, наверное, можно что-то такое было бы придумать. Карбон? Уже то, как работает компьютер, само по себе магия, я думаю, что лет через 30. Да, в этом и проблема, что нужно, короче, побольше. У меня есть идея, сейчас запрогаю, и поменьше, блин, да уже все придумали, короче, нахуй. Вот это все, блин, наверное. Вот лучше первое, чем второе. Тогда все окей будет, и можно будет передавать людям знания. Apple он сбрасывает и кучу рабочего ПО уйдет на свалку. Блин. Ну да, это сложно. Наверное, эту проблему можно будет обдумывать, когда железо, которое мы сейчас имеем, точнее софт, как бы догонит, наверное, железо, получается. То есть они как бы по качеству или силе какой-то определенной того, как они работают, они друг с другом выровнятся, и тогда можно думать, как так делать, чтобы быть супер гибкими наравне, не знаю. Короче, куча всего на самом деле еще можно решать, и поэтому, да, велосипеды вообще можете забыть про них, их нет. Еще много чего интересного можно делать. Буквально на Windows, блядь, звук не может выводиться вместе с картинкой, как оказывается, там всегда есть задержка. Она не, ну, типа, люди забили, наверное, потому что, окей, ее особо не слышно, даже я сейчас, в принципе, в Apple наушниках сижу. Но если бы тебе хотелось прям вот ровно, чтобы все водилось, то, ну, по сути, все, что я пока что изучил и посмотрел на Windows, это просто, ну, нельзя. Просто вот такая операционная система. Все, смирись с этим. На Apple можно. То есть, наверное, если ты хочешь дизайнить какую-то очень крутую ритм-игру, то у тебя как бы есть проблема небольшая. Карбон позиционируется как наследник плюсов без Legacy параши. Ну, нужно быть наследником скорее C, как мне кажется, а не C++, не уверен в этом. I don't think so. All but For creativity. work. But yeah, there's things where a box can be too small, but above a certain point, you kind of are at the point where you really have almost unbounded creative ability there. And Doom is the first time you cross that line. Yeah, where there were thousands of Doom levels created, and some of them still have something new and interesting to. Не на оригинальной движке, а на source-портах, которые сами по себе немного. Производитель оригинального движка. На оригинальном слишком много ограничений. О, охуенно. Очень круто. Спасибо Кармаку. Ну, клево, да, то, что до сих пор делает. Ну, мне предложили вот Doom сделать уровень. Проблема в том, что я не играю в Doom, поэтому... To say to the world. Но, наверное, кто-то бы его заценил и, типа, сказал, как оно понравилось ему или нет. Это самое прикольное. Что мне понравилось как раз-таки с КС, когда люди пишут, ну, дают информацию о том, что как оно вообще было. И там прям, типа, как, ну, не знаю, как сказать. Некоторые есть, ну, по ощущениям, некоторые есть, которые прям ценят такие и анализируют, ну, и говорят... То есть не анализируют, не в смысле они какую-то критику пишут или какая-то такая фигня. Они просто говорят о своих ощущениях, это прикольно. А мне, кстати, на Клифе недавно написали, пишут люди до сих пор, в топ, походу, попадают, поэтому еще находят Клифф до сих пор, в Counter-Strike мою карту. И там как-то написали, блин, клево, но, походу, у этой карты слишком много идей, что даже боты уже особо не работают. И даже не слишком много, а типа они слишком крутые уже для самого КС, поэтому там не выдерживают. Там какая-то проблема с ботом. То, что да, они не знают, как плантить и все такое. Ну ладно, в любом случае. Is that line, can you introspect what that line was? Is it in the design space? Is it something about the programming capabilities that you were able to add to the game? So the graphics fidelity was a necessary part because the block limitations in Wolfenstein, what we had right there was not enough. The full-scale blocks, although Minecraft really did show that perhaps not enough. In Wolfenstein, the graphics fidelity was a necessary part because the block limitations in Wolfenstein, what we had right there was not enough. The full-scale blocks, although Minecraft really did show that perhaps blocks stacked in 3D and at 1/4 the scale of that, or 1/8 in volume, is then sufficient to have all of that. But
the wall-sized blocks that we had in Wolfenstein was too much of a creative limitation. We licensed the technology to a few other teams. None of them made, too much of a dent with that. It just wasn't enough creative ability. But a little bit more. Кстати, Майнкрафт хороший пример того, как можно, есть идея определенная, ты можешь начать с нее строить, и не обязательно использовать, скажем, техники, трюки или способы, алгоритмы того, как обычно до этого делали. Ты можешь сказать, окей, а что если, например, уровни я буду строить таким образом, а они вот так пойдут? У меня есть эта идея, я запрограммирую, а там уже не важно, лишь бы работало. И было интересно. Поэтому это, да, неплохой пример. То есть можно вообще другую придумать способ, например, как передвигаться и что это за мир будет. По-разному можно к этому подойти. Whether it was the variable floors and ceilings and arbitrary angles in Doom or the smaller voxel blocks in Minecraft is then enough to open it up to just worlds and worlds of new capabilities. What is binary space partitioning? So which is one of the technologies. Yeah, so jump around a little bit on the story path there. Yes. So while the team was working on Spear of Destiny for Wolfenstein, yes. we had met another development team, Raven Software, while we were in Wisconsin, and they had RPG background, and I still kind of loved that, and I offered to do a game engine for them, to let them do a 3D rendered RPG instead of most RPG games were kind of hand-drawn. They made it look kind of 3D, but it was done just all with artist work rather than a real engine. And after Wolfenstein, this was still a tile-based world, but I added floors and ceilings and some lighting and the ability to have some sloped floors in different areas. And that was my intermediate step for a game called Shadowcaster. And it had slowed down enough. It was not fast enough to do our type of action things, so they had the screen cropped down a little bit, so you couldn't go the full screen width like we would try to do in Wolfenstein. But I learned a lot. I got the floors and ceilings and lightings, and it looked great. They were great artists up there, and it was an inspiration for us to look at some of that stuff. But I had learned enough from that I had the plan I knew faster ways to do the lighting and shadowing, and I wanted to do this freeform geometry. I wanted to break out of this tile-based 90-degree world limitations. So we had, that was when we got our next stations, and we were working with these higher-powered systems, and we built an editor that let us draw kind of arbitrary line segments, and I was working hard to try to make something that could render this fast enough. Люди ищут UselessMouth, что не знаю, как-то, видимо, сохранилось поиск или что-то вроде. Ultima Underworld 92 параллельно, думаю, многие вещи придумала, кстати. Прикол. I'm working hard to try to make something that could render this fast enough. I was pushing myself pretty hard, and we were at a point where we could see some things that looked amazingly cool, but it wasn't really fast enough for the way I was doing it. For this flexibility, it was no longer, I couldn't just raycast into it, and I had these very complex sets of lines, and simple little worlds were okay, but the cool things that we wanted to do just weren't quite fast enough. And I wound up taking a break at that point, and I did I did 2 ports of our games, Wolfenstein to the Super Nintendo. It was a crazy difficult thing to do, which was an even slower processor. It was like a couple megahertz processor, and it had been this whole thing where we had farmed out the work, and it wasn't going well, and I took it back over, and trying to make it go fast on there where it really did not have much processing power. The pixels were stretched up hugely, and it was pretty ugly when you looked at it, but in the end, it did come out fast enough to play and still be kind of fun from that. But that was where I started using BSP trees, or binary space partitioning trees. It was one of those things I had to make it faster there. It was a stepping stone where it was reasonably easy to understand in the grid world of Wolfenstein, where it was all still 90-degree angles. BSP trees I eased myself into it with that, and it was a big success. Then when I came back to working on Doom, I had this new tool in my toolbox. It was... Охуеть, то есть BSP вообще выросло из того, что он на Wolfenstein
Супер Nintendo It's going to be a lot harder back to working on Doom. I had this new tool in my toolbox. It was going to be a lot harder with the arbitrary angles of Doom. This was where I really started grappling with epsilon problems and just, up until that point, I hadn't really had to deal with the fact that so many numeric things. This almost felt like a betrayal to me, where people had told me that I had mathematicians up on a bit of a pedestal, where people think I'm a math wizard and I'm not. Everything that I did was really done with a solid high school math understanding. Algebra 2, trigonometry, and that was what got me all the way through Doom and Quake and all of that, of just understanding basics of matrices and knowing it well enough to do something with it. Ну, у меня тоже ощущение, что мне осталось только чуть-чуть до матриц допереть, и, в принципе, все. I'm good to wizard, and I'm not. Everything that where betrayal to me, where people had told me that I had mathematicians up on a bit of a pedestal, where people think I'm a math. Все секторов на те еще дополнительно режется. Прикольно. Не, я потом досмотрю этот видос, я, наверное, по нему, то есть я повторю то, что там сделают, чтобы понять, что дальше делать. Там на стриме Оля, как то фрик к ней подкатывает. Ник еще супер странный. Семен Сайлент. А чё не Вася Громкий? Обзывается на работяг. Кабанов кидает. Прими меры. Что? Стоп, что? Чего? Не, I don't believe you. Спасибо большое. Math wizard, mathematicians up on a bit of a pedestal, where people had told me that I had mathematicians up on a bit of a pedestal, where people think I'm a math wizard and I'm not. Everything that I did was really done with a solid high school math understanding. Блин, прикольно то, что Кармак это сказал, дает очень много мотивации. Это говорит о том, что, короче, любую хуйню можно сделать, если только подумать. Вот. Но у него еще, для того, чтобы он всякие разные эти трюки делал и допирал до каких-то вещей, очень помогали, конечно, ограничения прям. Хочешь сделать вещи за неделю? Да. Не, он прикольно, то, что он вначале писал, я понял его мысль, как он рассказывал, пояснял там за языки и так далее. Короче, да, по итогу просто сделать. Все. И чтобы оно работало. Если оно работает, значит, оно хорошо работает. Уже. Ну, потому что оно работает. Как бы как иначе. 40 лет назад. Да не, мне нравится. Мне нравится. Все хорошо в плане времени. Есть просто вот это. Он говорит, что, блин, столько всего неограниченного по возможностям и так далее. Железо супер быстрое. Но это не значит, что нужно, типа, делать работу как бы... Короче... Бля... Есть как бы проблема в том, что нет ограничений своего рода. Типа... и поэтому CPU рендера интересно писать из ограничений. Даже у меня вот возникла идея, что может быть просто самому писать там линии, рисовать, заполнять цветом эти пиксели и так далее. И там самому делать, как разбираться, как ты будешь с разными этими каналами работать, с альфа-каналом и так далее. Ну да. Короче, по ходу в дизайне сейчас особенно, типа, важно, так делать дизайн, то есть то, как ты программу строишь, так код строишь, по ходу очень важно в самом начале этапе сделать себе границы, прям пиздец важно, прям очень-очень. Просто нужно понять, что это такое, эти границы для себя. Не в смысле буквально, типа, ограничивать, что ты ничего не сделаешь интересного или там не сможешь запихивать какие-то идеи. Просто не совсем понимаю это сам. Или это только половина 8 часов? 5 часов? Да, это только половина. Зеленый, красный, быстрое железо забивает на зеленое.
Сначала спиздить Мак из универа. Ограничив в железе 1,6 ГГц 512 мегабайт видюхи. И я забыл, ребята, я нарисовал карту для игры уже. Уровни. Я решил так ограничение сделать, я совсем забыл. У меня уже есть определенное количество уровней. Я решил так... Да, я вспомнил, точно, я же делал. Я решил такой... Точно, я теперь сейчас понял, что я делал вообще нахуй. Я уже себе поставил ограничение, уже есть определенное количество уровней, я знаю, какое. Наверное, можно на этом основываться, кстати. Но это если мы учитываем, что уровни именно будет про это, в зависимости от просто не совсем понятно, про что игра. Ладно, Коби. Окей. У меня есть карта для нее. Да, я решил картами ограничиться. У меня есть карта, у меня есть уровни. Просто определенные зоны обведенные, как бы, и их определенное количество, между которыми которые ты будешь проходить. Как-то взаимосвязаны друг с другом. Почти закончил квартиру. Клево, да, Солик. Круто, круто. Да, это один из способов, наверное, ограничить. Мне просто кажется, что сейчас, наверное, как раз-таки ограничения нужно... Тогда были ограничения технические, буквально реального мира, а теперь тебе нужно делать абстрактные ограничения, которые при этом не должны использовать... То есть все это, блядь, так сложно. То есть тебе нужно куда-то идти. То есть если сравнивать, короче, опыт Кармака и программистов того времени... это реально как будто бы была территория, что ли, маленькая. Не, даже как будто бы у них была определенная как гора, да, и они знали, что им нужно вот на ту точку идти, а сейчас это просто поле, блядь, какое-то большое такое. И такой, бля, вообще хуй знает. Под свой движок использую Hammer++? Не, я не могу. Ну, то есть, если я собираюсь продавать, тут как бы проблемы юридические есть. Можно просто, наверное, свой написать инструмент для, наверное, создания, не знаю, хз. Да, непонятно, как уровни будут собираться, я пока что без понятия. Ограничения по времени? Не, время, не. Не, ограничения по времени это не то, не совсем то. То есть, а сейчас из-за того, что железо настолько быстро, тебе приходится, получается, ты в поле, но тебе нужно придумать гору, короче. Вот. Уже вот до такого дошло, видимо. Динамическое программирование. Я не знаю, что этот термин означает. Algebra was really done with a solid high school math understanding. Algebra 2, trigonometry, and that was what got me all the way through Doom and Quake and all of that, of just understanding basics of matrices and knowing it well enough to do something with it. What's the epsilon problems you ran into? So when you wind up taking a sloped line and you say, I'm going to intersect it with another sloped line, then you wind up with something that's not going to be on these nice grid boundaries. With the Wolfenstein tile maps, where all you've got is horizontal and vertical lines looking at it from above, and if you cut one of them, it's just obvious the other one gets cut exactly at that point. But when you have angled lines, you're doing a kind of a slope-intercept problem, and you wind up with rational numbers there, where things that are not going to evenly land on an integer or even on any fixed point value that you've got. So everything winds up having to snap to some fixed point value, so the lines slightly change their angle. You wind up, if you cut something here, this one's going to bend a little this way, and it's not going to be completely straight. And then you come down to all these questions of, well, this one is
is a point on an angled line. You can't answer that in finite precision unless you're doing something with actual rational numbers. And later on, I did waste far too much time chasing things like that. How do you do precise arithmetic with rational numbers? And it always blows up eventually, exponentially as you do enough. So these kind of things are impossible with computers. So they're possible. Again, there are paths to doing it, but you can't fit them conveniently in any of the numbers. You need to start using big nums and different factor trackings of different things. So you have to, if you have any elements of OCD and you want to do something perfectly, you're screwed if you're working with floating point. Yeah. So you had to deal perfectly. You have to, if you have any elements of OCD and you want to do something perfectly. Я пытаюсь понять. Кажется, okay, Perfectly, you're screwed if you're working with floating point. Elements of OCD and you want to do something perfectly, you're screwed if you're working with floating point. So you had to deal with. So you have to, if you have any elements of OCD and you want to do something perfectly, you're screwed if you're working with floating point. Yeah. So you had to deal with this for the first year. You have to, if you have any elements of OCD and you want to do something perfectly, you're screwed if you're working with floating point. Yeah. So you had to deal with this for the first time. And there were lots of challenges there about like, okay, they build this cool thing, and the way the BSP trees work is it basically takes the walls and it carves other walls by those walls in this clever way that you can then take all of these fragments. And then you can for sure, from any given point, get an ordering of everything in the world. And you can say this goes in front of this, goes in front of this, all the way back to the last thing. And that's super valuable for graphics, where kind of a classic graphics algorithm would be Painter's algorithm. You paint the furthest thing first, and then the next thing, and then the next thing, and then it comes up and it's all perfect for you. That's slow because you don't want to have drawn everything like that, but you can also flip it around and draw the closest thing to you. And then if you're clever about it, you can figure out what you need to draw that's visible beyond that. And that's what BSP trees allow you to do. Yeah, so it's combined with a bunch of other things, but it gives you that ordering. It's a clever way of doing things. And I remember I had learned this from one of my graphics Bible at the time, a book called Foley and Van Dam. And again, it was a different world back there. There was a small integer number of books. And this book, this book it was a big fat college textbook that I had read through many times. I didn't understand everything in it. Some of it wasn't useful to me, but they had the little thing about finite orderings of you draw a little T-shaped thing and you can say you can make a fixed ahead of time order from this, and you can generalize this with the BSP trees. And I got a little bit more information about that. And it was kind of fun later while I was working on Quake. I got to meet Bruce Naylor, who is one of the original researchers that developed those technologies, as for academic literature. Mm-hmm. And that was kind of fun. But I was very much just finding a tool that can help me solve what I was doing. And I was using it in this very crude way in a two-dimensional fashion rather than the general 3D. The epsilon problems got much worse in Quake in 3-dimensionals when things angle in every way. But eventually I did sort out how to do it reliably on Doom. There were still a few edge cases in Doom that were not absolutely perfect, where they even got terminologies in the communities, like when you got to something where it was messed up, it was a Hall of Mirrors effect, because you'd sweep by and it wouldn't draw something there, and you would just wind up with the leftover remnants as you flipped between the two pages. But BSP trees were important for it, but it's again worth noting that after we did Doom, our major competition came from Ken Silverman and his build engine, which was used for Duke Nukem 3D and some of the other games for 3D Realms. And he used a completely different technology, nothing to do with BSP trees. So there's not just a one true way of doing things. There were critical things about to make any of those games fast. You had to separate your drawing into, you drew vertical lines and you drew horizontal lines, just kind of changing exactly what you would draw with them. That was critical for the technologies at that time. And like all the games that were kind of like that wound up doing something similar. But there were still a bunch of other decisions that could be made. And we made good enough decisions on everything on Doom. We brought in multiplayer. Code Wars. Что ты такое слышал на... Significantly on a bunch of other decisions that could be made. And we made good enough decisions on everything on Doom. We
We brought in, we made good, but there were still a bunch of other decisions that could kind of like that wound up doing something similar at that time. And like all the games that were kind of like that wound up doing something similar, but there were still a bunch of other decisions that could be made. And we made good enough decisions on everything on Doom. We brought in multiplayer significantly, and it was our first game that was designed to be modified by the user community, where we had this whole setup of our WAD files and PWADs and things that people could build with tools that we released to them, and they eventually rewrote to be better than what we released. But they could build things, and you could add it to your game without... Площадка... окей. Ну, типа, где там разные задачки выкладывают и решаешь. Да, я парочку таких делал, когда только начинал программировать, и потом... что-то вроде для себя понял и забил на них. Да, было такое. Destructively modifying it, which is what you had to build things, and you could add it to your game without destructively modifying. Но они в основном были про то, что типа совсем в начале программирования, в плане понимания переменных, мы что-то там делаем, там особо не объяснялось. Я не помню, это не обязательно было, но похоже. Можешь, пожалуйста, промотать на 2 часа назад? Я момент интересный пропустил. Сам посмотреть не могу. Нет денег на качество. Только 144 рубля смотрю, но интернет закончился уже. Не, сори, спасибо большое. 8 5. Да, ну я понял, что я просто, наверное, не фанат таких задачек, типа того. Но это, наверное... Не, это может быть полезно, почему бы нет, для практики. Но если мы говорим... Там просто все сводится к тому, что есть определенные алгоритмы, да, какие-то задачи, которые до этого решали, и тебе дают возможность попробовать эту задачу решить самому. самому. Да, почему бы нет, наверное. Короче, что такое я пробовал? Modifying it, which is what you had. You could build things, and you could add it to your game without destructively modifying it, which is what you had to do in all the early games. You could them, and they eventually rewrote to be better than what we released. But they could build things, and you could add it to your game without destructively modifying it, which is what you had to do in all the early games. You literally could, and they eventually rewrote to be better than what we released. But they could build things, and you could add it to your game without destructively modifying it, which is what you had to do in all the early games. You literally hacked the data files or the executable before, while Doom was set up in this flexible way so that you could just say, run the normal game with this added on top, and it would overlay just the things that you wanted to there. Would you say that Doom was kind of the first true 3D game that you created? So no, it's still, Doom would usually be called a 2.5D game, where it had three-dimensional points on it. And this is another one of these kind of pedantic things that people love to argue about what was the first 3D game. And this is another one of these... kind of called a 2.5D game, where it had three-dimensional points on it. And this is another one of these kind of pedantic things that people love to argue about what was the first 3D game. I still, I'm every month probably I hear from somebody about, well, was Doom really a 3D game or something? And I give the point where characters had 3 coordinates. So you had like an X, Y, and Z. The Cacodemon could be coming in very high and come down towards you. The walls had 3 coordinates on them. So on some sense, it's a 3D game engine, but it was not a fully general 3D game engine. You could not build a pyramid in Doom because you couldn't make a sloped wall, which was slightly different, where in that previous Shadowcaster game, I could have vertexes and have a sloped floor there, but the changes that I made for Doom to get higher speed and a different set of flexibility traded away that ability, but you literally couldn't make that. You could not, you could make different heights of passages, but you could not make a bridge over another area. You could not go over and above it. So it still had some 2D limitations to it. That's more about the building versus the actual experience, because the experience is... It felt like things would come at you, but again, you couldn't look up either. Right. You could only pitch. It was 4 degrees of freedom rather than 6 degrees of freedom. You did not have the ability to tilt your head this way or pitch up and down. So that takes us to Quake. What was the leap there? What was some fascinating technical challenges, and there were a lot, or not challenges, but innovations that you've come up with? So Quake was kind of the first
thing where I did have to kind of come face to face with my limitations, where it was the first thing where I really did kind of give it my all and still come up a little bit short in terms of what and when I wanted to get it done. And the company had some serious stresses through the whole project, and we bit off a lot. So the things that we set out to do was it was going to be really a true 3D engine where it could do 6 degree of freedom. You could have all the viewpoints. You could model anything. Окей, 6 degree, то, что 3 оси, понял. You could have all the viewpoints. You could model anything. It had a really remarkable new lighting. Тогда начала идея разваливаться помаленьку. Понял, Сайкл, спасибо. Ну вот он говорит, что тяжело. You could model anything. It had a really remarkable new lighting model with the surface caching and things. That was one of those where it was starting to do some things that they weren't doing even on the very high-end systems. And it was going to be completely programmable in the modding standpoint, where the thing that you couldn't do in Doom, you could replace almost all of the media, but you couldn't really change the game. There were still some people that were doing... Минута молчания в честь гибели Рольфов, Сольфов и Рольфов всех стран. Прошу чат не спамить ХДД до конца стрима. Страшный смайлик убил легенду. Проявите сочувствие. Спасибо большое. Да, наверное, можно, похуй, да. Ладно. Спасибо большое. И там личности начали приглашать, и некоторые оказались карьеристами и срали им по сути. Оу, блин. That's sad. Sad. Вот оно что. Но зато вот это, правда, не с разработкой. Не, почему с разработкой связано тоже. Но вот Трент Резнор для них это звук, музыку сделал. И вроде он звуковые эффекты тоже делал, если не ошибаюсь. But you couldn't really change the game. There were still some people that were doing the hex editing of the executable, the dehacked things where you could change a few things about rules. В итоге подсидели всех талантов Дармар Дубаки, но это был долгий процесс. Подсидели? Типа, что кто-то пришел и начал, типа, пожирать места и, мол, как бы влияние какое-то под себя брать, потому что, типа, клево быть в студии такой классной, типа, я клево или что? Изначально такой звук, но потом и до музыки дошли, бля, охуенно. Прикольно. Больше Ромеро звезду сломил, да? Поднимать под себя контроль, окей. Да, жалко, что так произошло. Но, как я понял, корни скорее от Ромеро идет, видимо. Не то чтобы, как бы, искать виноватых или какая-то такая фигня, но кто-то, видимо, принимал не те решения, которые нужно было принимать. Точнее, не те решения, не той дорогой, скажем так, пошли. То есть, если бы решения другие были бы, то, может быть, было бы по-другому все. Да, саундтрек Quake — это пиздец, да, круто. Я когда клип делал, я слушал его, кстати. Ромеро — это вообще отдельная история. Окей, то есть все наслоилось, получается. Много внимания пиару, это не понравилось. Окей. Ну, звучит как история, на которой можно было бы научиться не делать так, но по итогу, видимо, так сейчас все работает. Что Valve, что CD-проект и так далее. Слишком на свою логику Ромеро после... Так, пиздатый логику Ромеро после успеха первого Дома просто начал ебланить. Блин. Он, видимо, ему просто надоело, походу. К Думу 3 уже все ушли, кроме Кармака, вся индустрия. Так, ну да. То есть, короче, Кармак до такой, типа, до последнего сидел. До, получается, до чего? До этого... Я уже забыл название этой игры. Какая последняя игра была, над которой он работал, я забыл. Потом еще недавно сделали, типа, вторую часть, просто какой-то... Rage, да, точно.
До Rage, получается, он досидел. Ну, какие-то вещи он еще с Rage прикольно сделал, которые, кстати, тоже помогли в плане индустрии, то, как используют что-то связанное с 3D-графикой, но да, по итогу... Я помню, как я Rage запускал, кстати, на своем компе, там вообще пиздец какой-то был. Ужас. Вроде у меня там все мигало или что-то там вроде. Вроде как компьютер мог вполне себе тянуть Rage, но там какой-то ужас был на релизе. Да, вот с мегатекстурами это тоже они, видимо, пиарили и прочее. Но там, да, вот мегатекстуры, которые способ он придумал, вроде потом использовали много где. Управлять конторой некому было, по сути. Но не на благо компании, жаль. А главному дизайнеру Тому Холл не понравилось на силе последующих тайлах. Окей, то есть это... Кишки, рок-н-ролл, вот это все типа, понятно, тоже повлияло, то, что кому-то это не понравилось. Ну да. Да, наверное, фигово, что какого-то одного человека не было, который бы утихомирил всех, видимо. Что текстуры не прогружались за спиной и все. Я помню, что у меня какая-то проблема была, что там вообще все плохо работает. Но я по итогу, кажется, Rage прошел. И я такой, блять, и чё? И, кстати, и после Рейджа все стали, все дорогие игры стали вот так делать. И вот тоже ты что-то ходишь нахуй. Кстати, вот по сути сейчас все, что делают, какие-то дорогие проекты, очень на Rage похоже. Оно даже называется как Rage, кстати, забавно. Тоже ты играешь такое. Наверное, поэтому я не особо фанат вот этого всего, потому что ты, весь experience, скажем так, про то, что и когда ты его допроходишь, это типа, блядь, и что? Вот что я сейчас сделал вообще? Он часто играл по Steve Deathmatch, торговал ебалом на выставках в разработке, почти не участвовал. Карм был, по сути, начальником, и поэтому в один момент его взбесило это все, он уволил. Окей. Речь насчет текстур, технологий, мегатекстур, все текстуры в игре. Мегатекстуры, окей. Не, он был охуенно. Нет, он типа там были идеи разные в Рейдже, но как бы по сути они все друг от друга типа отдельно работали. Типа того, они работали, да, но... Придумал сильный Commander King, в котором все было пушисто, а потом появился Wolfenstein, он начал унывать, и где-то ближе к Quake'у, кажется, он покинул проект. Окей. Как бы он дизайнил, но по итогу оно все менялось, и ему не понравилось, что оно все менялось, оно было не таким. Но это нормально, это процесс дизайна, что по поводу этого переживать. Плюсом они работают в команде, это нормально, что разные типа элементы, скажем, команды вклиниваются, и все это вот так преобразуется в этой вещи. К этому нужно быть готовым. Но я бы вот, например, переживал больше за то, чтобы, если вещи бы не работали, но они же ведь работали, это клево. Quake 2 я, кстати, не играл особо, нет. То есть Quake, да, а Quake нет, второй нет. То есть Quake 2 вообще мимо меня прошел. Первый, третий, да. Первый я проходил. На машине ездить и по другим машинам стрелять. Там вроде что-то такое прикольное было. Но я помню, я точно охуел, когда я играл. Я, типа, пострелял по челу, и он просто увернулся от пули. Я такой, что? Я просто, в шоке был первый раз, когда это было, и там достаточно забавная перестрелка была, действительно. Рэдж как раз Уоллес сделал как и геймдизайн Дума 3. Doom 3 я недавно проходил, он прикольный, но он уныловатый, что ли. Вот эта унылость как будто еще сильнее, еще больше усилилась в Рейдже. В своей студии сделали Маги, Алису, Холл, Анахронокс, благодаря Роману Deus Ex сделали и так далее. Окей. Короче, по итогу Кармак сделал им услугу, типа, некоторым из них, которые, типа, страдали, что вы страдаете, идите, и занимайтесь тем, чем хотите. Просто они, видимо, ждали момента, когда им кто-то об этом скажет, и тянули время, когда могли сразу это сделать и не тратить время людей и друг друга. Технологии только тянет никакущий демдис. Не срослось, окей. В телефоне как тир на рейдже, на телефоне как тир на рельсах, что такое даже было? Я что-то не помню, пофига. Кармак пинком выгнала, получается так.
Не, ну а чё, типа, блин, они же все равно проекты сделали. Он там даже маги сделал. Всякое разное, прикольное. Не, я как понял, типа, что Ромеро повлиял на то, что Deus Ex появился. Разве Ромеро не был продюсером? Не? Он вроде просто давал денег Спектру, и так уж вышло, что вышло с Deus Ex. Что-то такое. Так что, да, как бы повлияло. Вроде бы. Ну, короче, забавно, как они, как id, ребята прошли такой путь, и оно очень, как бы, забавно, что оно очень проецируется на то, на все, что сейчас происходит, просто то, что сейчас происходит, какое-то все очень растянутое, что ли, не знаю. Создал I Am Storm и, по сути, пригласил делать Spectre Deus Ex, окей. Да, я что-то такое... Да, я помню, в эту... Циндук же недавно вот эти видосы делал, я у Сани это сегодня видел как раз-таки, да. Точно. Тимур сделал первый эпизод в Quake, Ромеро второй, Маки третий, Сэнди Питерсон четвертый, за исключением некоторых уровней. Там же Quake, то, что вот эти уровни портала, которые ты проходишь, это как бы как отдельные эпизоды, типа, было сделано. То, как они до этого работали с Shareware, вот этим, получается, выпуском игры. Нихуя себе, прикольно. Так они же как Queen, получается, работали, или что-то типа того. Ну, как музыкальная группа. Каждый там, если что, писал и типа вел разработку. Забавно. Прикольно, кстати. Ну, нормально вышло по итогу. Да, у меня 2080 Ti. Ромеро Spectre Horror организовали студию Iron Storm, где каждый из них делал свою игру. Первый Daikatana, вторая Anachronox, третий Deus Ex. То есть вот так вот они делали. Но я, как понимаю, Deus Ex имел самое большее влияние, судя по всему. Anachronox, Daikatana, окей. Что-то я слышал такое, но я не знаю, как оно было, поэтому не в курсах. Про Deus Ex, да, я слышал. Дальше как пойдет? Да. Yep. Rules, and people made some early capture de-hacked things where you could change a few things about rules, and people made some early capture the flag type things by hacking the executable, but it wasn't really set out to do that. Quake was going to have its own programming language that the game was going to be implemented to do that. Capture the flag type things by hacking the executable, but it wasn't really set out to do that. Quake was going to have its own programming language that the game was going to be implemented in it, and that would be able to be overwritten just like any of the media. Code was going to be data for that, and you would be able to have expansion packs that changed fundamental things and mods and so on. And the multiplayer was going to be playable over the internet. It was going to support client server rather than peer-to-peer. So we had the possibility of supporting larger numbers of players in disparate locations with this full flexibility of the programming overrides, with full 6 degree of freedom, modeling and viewing, and with this fancy new light-mapped kind of surface caching side. It was a lot, and this was one of those things that if I could go back and tell younger me to do something differently, it would have been to split those innovations up into two phases, in two separate games. What would be phase 1 and phase 2? So it probably would have been taking the Doom rendering engine and bringing in the TCP/IP client server, focusing on the multiplayer, and the Quake C, or would have been Doom C programming language there. So I would have split that into programming language and networking with the same Doom engine, rather than forcing everybody to go towards the Quake engine, which really meant getting a Pentium. While it ran on a 486, it was not a great experience there. We could have made more people happier and gotten 2 games done in 50% more time. So speaking of people happier, our mutual friend Joe Rogan, it seems like the most important moment of his life is centered around Quake. So it was a definitive part of his life. So would he agree with your thinking that they should split? So he, as a person who loves Quake and played Quake a lot, would he agree that you should have done the Doom engine and focus on the multiplayer for phase 1,
or in your looking back, is the 3D world that Quake created was also fundamental to the enriching experience? I would say that what would have happened is you would have had a Doom looking but Quake feeling game 8 months earlier, and then maybe 6 months after Quake actually shipped, then there would have been the full running on a Pentium 6 Degree of Freedom graphics engine type things there. So it's not that it wouldn't have been there. It would have been something amazingly cool earlier and then something even cooler somewhat later, where I would much rather have gone and done 2 one-year development efforts, cycle them through, be a little more pragmatic about that rather than killing ourselves on the whole Quake development. But I would say it's obviously things worked out well in the end, but looking back. То есть, короче, они решили в один момент такие, делаем это, прям, блять, вообще погружаемся по полной. То есть то, что он хочет сказать, если я правильно его понял, они такие, все нахуй, типа, мы делаем, срезаем все и типа все с нуля, ни на чего не основываемся, а он говорит про то, что окей, мы бы дальше продолжили основываться на Думе, и по итогу также получился бы Quake, только еще лучше, но при этом основываясь на Думе, не совсем понимаю. Или то, что, окей, у них бы типа вышел продукт, просто они бы Quake подольше делали, но это был типа не слишком... Короче, они взяли на себя меньше, типа, я не знаю, с чем, какую аналогию провести, типа, что они вместо того, чтобы взять на себя очень много сразу, они бы просто, типа, поменьше взяли, но, да, у них бы больше игр вышло или что-то в этом роде. Не совсем его понял, короче, в этом плане. Ну, вроде. And saying, how would I optimize and do things differently? That did seem to be a clear case where going ahead and we had enormous momentum. Менеджмент. Ну, наверное, видимо, они друг друга не поняли. Я не понял. We did Doom 2 as the kind of commercial box. We had enormous momentum to be a clear case where going ahead and we had enormous momentum on Doom. We did Doom 2 as the kind of commercial boxed version after our shareware success with the original. But we could have just made another Doom game, adding those new features in. It would have been huge. We would have learned all the same lessons, but faster. And it would have given 6 Degree of Freedom and Pentium class systems a little bit more time to get mainstream, because we did cut out a lot of people with the... То, что еще ограничение в плане технологий было. Окей, это замедляло. Видимо. The hardware with a little bit more time to get mainstream, because we did and Pentium class systems a little bit more time to get mainstream, because we did cut out a lot of people with the hardware requirements for Quake. Was there any dark moments for you personally, psychologically? Не у всех, что cut a lot of people. Все понял, благодаря. Was there any dark moments for you personally, psychologically? То есть, ну да, получается, неправильно заменеджерили все. Фигово. Блин. Man. In having... That's for Quake. Was there any dark moments for you personally, psychologically, in having... having such harsh deadlines and having to solve so many difficult technical challenges? So I've never really had really dark black places. I mean, I can't necessarily put myself in anyone else's shoes, but I understand a lot of people have significant challenges with kind of their mental health and well-being. And I've been super stressed. I've been, unhappy as a teenager in various ways, but I've never really gone to a very dark place. I just seem to be largely immune to what really wrecks people. I mean, I've had plenty of time when I'm very unhappy and miserable about something, but it's never hit me like, I believe it winds up hitting some other people. I've borne up well under whatever stresses.
Может, хватит дестабилизировать ситуацию вокруг Арольфов и Басет Ге? Вопросительный знак. Есть инфа от знающего человека. В чате скоро ожидаются реальные изменения. После того, как запретят ХДД. Да нет, нормально ХДД живет, все окей. Все cool. Спасибо. ХДД cool. Ends up hitting about something, but it's never hit me like, I believe it winds up hitting some other people. I've borne up well under whatever stresses have kind of fallen on me, and I've always coped best on that when all I need to do is usually just kind of bear down on my work. I pull myself out of whatever hole I might be slipping into by actually making progress. I mean, maybe if I was in a position where I was never able to make that progress, I could have slid down further, but I've always been in a place where, okay, a little bit more work, maybe I'm in a tough spot here, but I always know if I just keep pushing, eventually I break through and I make progress. I feel good about what I'm doing. And that's been enough for me so far in my life. Have you seen in the distance, ideas of depression or contemplating suicide? Have you seen those things far? So it was interesting when I was a teenager, I was, I was probably on some level a troubled youth. I was unhappy most of my teenage, years. I wanted to be on my own doing programming all the time. As soon as I was 18, 19, even though I was poor, I was doing exactly what I wanted and I was very happy. But high school was not a great time for me. And I had a conversation with like the school counselor, and they're kind of running their script. It's like, okay, it's kind of a weird kid here. Let's carefully probe around. It's like, do you ever think about ending it all? I'm like, no, of course not. Never, not at all. This is temporary. Things are going to be better. Wow. And that's always been kind of the case for me. And obviously that's not that way for everyone, and other people do react differently. And what was your escape from the troubled youth? Like, music, video games, books. How did you escape from a world that's full of cruelty and suffering and that's absurd? Yeah, I mean, I was not, I was not victim of cruelty and Это все еще это Quake, да? Ну, наверное, это... Suffering and that's absurd. Yeah, I mean, I was not... I was not victim of cruelty and suffering. It's like I was an unhappy, somewhat petulant youth, and I was not victim of full of cruelty and suffering, and that's absurd. Yeah, I mean, I was not, I was not victim of cruelty and suffering. It's like I was an unhappy, somewhat petulant youth, and in my point where I'm not putting myself up with anybody else's suffering, but I was unhappy objectively. And the things that I did that very much characterized my childhood were I had books, comic books, Dungeons and Dragons, arcade games, video games. Like some of my fondest childhood memories are the convenience stores, the 7-Elevens and Quick Trips, because they had a spinner rack of comic books and they had a little side room with 2 or 3 video games, arcade games in it. And that was very much my happy place. If I get my comic books, and if I could go to a library and go through the little 000 section where computer books were supposed to be, and there are a few sad little books there, but still just being able to sit down and go through that. And I read a ridiculous number of books, both fiction and nonfiction, as a teenager. And my rebelling in high school was just sitting there with my nose in a book, ignoring. К созданию движка Quake помогал Майкл Абраш. Он тупо оптимизировал код Кармака на ассемблере. И все равно по итогу так получилось, что не у всех он шел даже жестко. My rebelling in high school was just sitting there with my nose in a book, ignoring the class through lots of it. And teachers had a range of reactions to that, some more accepting of it than others. I'm with you on that. So let us return to Quake for a bit with others. Teachers had a range of reactions to that, some more accepting of it than others. I'm with you on that. So let us return to Quake for a bit with the technical challenges. What everything together from the networking to the graphics. What are some things you remember that were innovations you had to come up with in order to make it all happen? Yeah, so there were a bunch of things on Quake where, on the one hand, the idea that I built my own programming language to implement the game in
one hand, the idea that I built my own program. Не переживай, Noverdrag, все нормально. Я думаю, что дальше только хуже будет, просто нужно это понимать. Things on Quake where, on the one hand, the idea that I built my own programming language to implement the game in. Looking back, and I try to tell people, it's like every programming things on Quake where, on the one hand, the idea that Ну, типа, это как бы неизвестные вещи пугают, известные вещи должны пугать меньше. Ну, по крайней мере, по ощущениям так. Не то, что это типа факт, кто знает. Но да, ну, типа, что поделать, скажем так. Yeah, so there were a bunch of things on Quake where... Не переживай, ну да. Это просто сложно не переживать, действительно. Но можно. Можно. On the one hand, to make it all happen. Yeah, so there were a bunch of things on Quake. Главное, как это, я не знаю, как на русском сказать, не дерейлить с курса, с какого-то своего, то, на чем фокусируешься, то, что интересно, принесет больше пользы по итогу. Value to the people, вот это все. Quake where Просто можно. to make it all happen. Yeah, so there were a bunch of things on Quake where, on the one hand, the idea that I built my own programming language to implement the game. On the one hand, make it all happen. Yeah, so there were a bunch of things on Quake where, on the one hand, the idea that I built my own programming language to implement the game in. Looking back, and I try to tell people, it's like every high-level programmer, sometime in their career, goes through and they invent their own language. It just seems to be a thing that's pretty broadly done. Sometime in their looking back, and I try to tell people, it's like every high-level programmer, sometime in their career, goes through and they invent their own language. It just seems to be a thing that's pretty broadly done. People will be like, I'm going to go write a computer programming language. Yeah. And, I don't regret having done it, but after that, I switched from Quake C, my quirky little pseudo-object-oriented or entity-oriented language there. Quake 2 went back to using DLLs with C, and then Quake 3, I implemented my own C interpreter or compiler, which was a much smarter thing to do that I should have done originally for Quake. But building my own language was an experience. I learned a lot from that. And then there was a generation of game programmers that learned programming with Quake C, which I feel kind of bad about because, we give JavaScript a lot of crap, but Quake C was nothing to write home about there. But it allowed people to do magical things. You get into programming not because you love the BNF syntax of a language. It's because the language lets you do something that you cared about. And here's very much you could do something in a whole Google's сдох. Beautiful three-dimensional world. And the idea and the fact that the code for the game Все. experience, I learned a lot I should have done originally for Quake. But building my own language was an experience. I learned a lot from that. And then there was a generation of game programmers that learned programming with Quake C, which I feel kind of bad about because, we give JavaScript a lot of crap, but Quake C was nothing to write home about there. But it allowed people to do magical things. You get into programming not because you love the BNF syntax of a language. It's because the language lets you do something that you cared about. And here's very much you could do something in a whole beautiful three-dimensional. A lot of crap, but Quake C was nothing to write home about there. But it allowed people to do magical things. You get into programming not because you love the BNF syntax of a language. It's because the language lets you do something that you cared about. And here's very much you could do something in a whole beautiful. Не хочет переводить. Lol. Really not creative. We hit such a degree of success that we have line of sight on. What was your script and but that three-dimensional script a lot of crap, but Окей, короче, остановимся на английском, как и предполагали. Quake C was nothing to write home about there. But it allowed people to do magical things. You get into programming not because you love the BNF Это больше для стрима. syntax of a language. It's because the language lets you do something that you cared about. And here's very much you could do something in a whole beautiful three-dimensional world. And the idea and the fact that the code for the game was out there, you could say, I like the shotgun, but I want it to be more badass. You go in there and say, okay, now it does 200 points damage. And then you go around with a big grin on your face, blowing up monsters all over the game.
So yeah, it's it is not what I would do today going back with that language, but that was a big part of it. Learning about the networking stuff, because it's interesting where I learned these things by reading books. So I would get a book on networking, find something, I read all about it and learn, okay, packets, they can be, out of order, lost, or duplicated. These are all the things that can theoretically happen to packets. So I wind up read all about it and learn, okay, packets, they can be... Пакетики. Жил я в деревне, у меня тоже были пакетики, и они часто рвались. Out of order, find something, I Apple? read all about... Apple? Okay, packets, they can be, out of order, lost, or duplicated. These are all the things that can theoretically happen to packets. So I wind up spending all this time thinking about how do we deal about all of that. And it turns out, of course, in the real world, those are things that, yes, theoretically can happen with multiple routes, but they really aren't things that your 99.999% of your packets have to deal with. So there was learning experiences about lots of that, and like why when TCP is appropriate versus UDP, and how if you do things in UDP, you wind up reinventing TCP badly in almost all cases. How if you do like why when TCP is appropriate versus UDP, and how if you do things in UDP, you wind up reinventing TCP badly in almost all cases. So there's good arguments for using both for different game technology, different parts of the game process, transitioning from level to level and all. But the graphics were the showcase of what Quake was all about. It was this graphics technology that nobody had seen there, and it was a while before there were competitive things out there. And it went a long time internally really not working, where we were even building levels where the game just was not at all shippable, with large fractions of the world like disappearing, not being there, or being really slow in various parts of it. And it was this act of faith. It's like, I think I'm going to be able to fix this. I think I'm going to be able to make this work. And lots of stuff changed where the level designers would build something and then have to throw it away as something fundamental, and the kind of graphics or level technology changed. And so there were two... Такое ощущение, что... Короче, то, что у них на Quake произошло, и то, как они это разрабатывали и делали, сейчас везде происходит, особенно с дорогими проектами. Что может быть смысл тогда, как тогда было, иметь инструменты, которые позволяют собирать игры, создавать какие-то вещи, реализовывать идеи за год. То есть ты вместо того, чтобы работать 5 лет над какой-то идеей, допустим, реализации этой идеи, ты мог бы сделать по игре, например, там за год-два, окей, может быть, то есть ты очень тяжело идешь 5 лет до какой-то реализации идеи, вместо того, чтобы мог пройти, может быть, 7 лет, типа, этапами с играми, не поменьше, но типа почаще их выпускать, и тем самым ты пришел к этой идее, в итоге все равно пришел к этой идее, сохранив силы и при этом выпустив больше игр. Непонятно. Такое ощущение. Two big things that can be changed, and so there were two big things that contributed to making it possible at that time frame. Two new things. There was certainly hardcore optimized low-level assembly language. And this was where I had hired Michael A. Brash away from Microsoft. And he had been one of my early inspirations, where that back in the soft disk days, the library of magazines that they had, some of my most treasured ones were Michael A. Brash's articles in Dr. Dobbs' journal. And it was amazing. After all of our success in Doom, we were able to kind of hit him up and say, hey, we'd like you to come work at id Software. And he was in this senior technical role at Microsoft. And, and he was on track for, and this was right when Немного выпил. Зимой жизнь казалась говном. На антидепрессах уже легчает. Все налаживается. Чат, Чич, все у нас у всех будет супер. Обязательно.
Спасибо за стрим, друг 3. Сердечко. Меньше, чем 3. Спасибо огромное. А, он не говорит меньше, чем 3. Он говорит друг 3. Спасибо огромное. Спасибо, Копенсет. Спасибо. Да, все будет cool. Все будет cool. Microsoft was starting Microsoft and I'd like you to come work at id Software. And he was in this senior technical role at Microsoft. And and he was on track for, and this was right when Microsoft was starting to take off. And I'd like you to come work at id Software. And he was in this senior technical role at Microsoft. And and he was on track for, and this was right when Microsoft was starting to take off. And I did eventually convince him that what we were doing was going to be really amazing with Quake. It was going to convince him right when Microsoft was starting to take off and really amazing with Quake. It was going to be something nobody had seen before. It had these aspects of what we were talking about. We had metaverse talk back then. We had read Snow Crash and we knew about this, and Michael was big into the science fiction, and we would talk about all that and kind of spin this tale. And it was some of the same conversations that we have today about the metaverse, about how you could have different areas linked together by portals and you could have user-generated content and changing out all of these things. So you really were creating the metaverse with Quake. And we like talked about things like Doom used to be advertised as a virtual reality experience. That was the first wave of virtual reality was in the late 80s and early 90s. You had like the Lawnmower Man movie, and you had Time and Newsweek talking about the early VPL headsets. And of course, that cratered so hard that people didn't want to look at virtual reality for decades afterwards, where it was smoke and mirrors. It was not real in the sense that you could actually do something real and valuable with it. But still, we had that kind of common set of talking points, and we were talking about what these games could become and how you'd like to see people building all of these creative things, because we were seeing an explosion of work with Doom at that time where people were doing amazingly cool things. Like we saw cooler levels than we had built coming out of the user community, and then people finding ways to, change the characters in different ways. And it was great. And we knew what we were doing in Quake was removing those last things. There was some quirky things with a couple of the data types that didn't work right for overriding, and then the core thing about the programming model. And I was definitely going to hit all of those in Quake. But the graphics side of it was still, I knew what I wanted to do, and it was one of these hubris things where it's like, well, so far I've been able to kind of... What? Hubris? Высокомерно. Arrogance, pride, гордыня. Hubris. Не слышал, не уверен, что слышал вообще когда-либо. Kind of kick everything that hubris things where it's like, well, so far I've been able to kind of kick everything that I set out to go do. But Quake was definitely a little bit more than could be comfortably chewed at that point. And but Michael was one of the strongest programmers and graphics programmers that I knew. And he was one of the people that I trusted to write assembly code, better than I could. And there's a few people that I can point to about things like this where I'm a world-class optimizer. I mean, I make things go fast, but I recognize there's a number of people that can write tighter assembly code, tighter SIMD code, or tighter CUDA code than I can write. My best strengths are a little bit more at the system level. I mean, I'm good at all of that, but the most leverage comes from making the decisions that are a little bit higher up, where you figure out how to change your large-scale problems so that these lower-level problems are easier to do, or it makes it possible to do them in a uniquely fast way. So most of my big wins in a lot of ways, from all the way from the early games through VR and the aerospace work that I'm doing and hopefully the AI work that I'm working on now, is finding an angle on something that means you trade off something that you maybe think you need, but it turns out you don't need. And by making a sacrifice in one place, you can get big advantages in another place. Is it clear at which level of the system those big advantages can be gained? It's not always clear. And that's why the thing that I try to make one of my core values, and I proselytize to a lot of people, is
trying to know the entire stack, trying to see through everything that happens. And it's almost impossible on like the web browser level of things where there's so many levels to it, but you should at least understand what they all are, even if you can't understand all the performance characteristics at each level. But it goes all the way down to literally the hardware. So what is this chip capable of? And what is this software that you're writing capable of? And then with this architecture you put on top of that, then the ecosystem around it, all the people that are working on it. So there are all these decisions, and they're never made in a globally optimal way, but sometimes you can drive a thread of global optimality through it. You can't look at everything, it's too complicated, but sometimes you can step back up and make a different decision. And we kind of went through this on the graphics side on Quake, where in some ways it was kind of bad, where Michael would spend his time writing, like I'd rough out the basic routines, like, okay, here's our span rasterizer. And he would spend a month writing this, beautiful cycle optimized piece of assembly language that does what I asked it to do. And he did it faster than like my original code would do, or probably what I would be able to do even if I had spent that month on it. But then we'd have some cases when I'd be like, okay, well, I figured out at this higher level, instead of drawing these in a painter's order here, I do a span buffer and it cuts out 30% or 40% of all of these pixels, but it means you need to rewrite kind of this interface of all of that. And I could tell that wore on him a little bit, but in the end it was the right thing to do, where we wound up changing that rasterization approach, and we wound up. Well, Можно попробовать, да. У нас с копием, как-то не приживается мем особо, но можно. Прикол. With a super optimized wound up changing that rasterization approach, and we wound up with a super optimized assembly language core loop, and then a good system around it which minimized how much that had to be called. Loop, and then a good system around it which minimized how much that had to be called. And so in order to be able to do this kind of system level thinking, whether we're talking about game development, aerospace, nuclear energy, AI, VR, you have to be able to understand the hardware, the low-level software, the high-level software, the design decisions, the whole thing, the full stack of it. Yeah, and that's where a lot of these things become possible. When you're bringing the future forward, I mean, there's a pace that everything just kind of glides towards, where we have a lot of progress that's happening at so many different ways. You kind of slide towards progress just left to your own. Programs just get faster. For a while, it wasn't clear if they were going to get fatter quicker than they get faster, and it cancels out. But it is clear now in retrospect. No, programs just get faster and have gotten faster for a long time. But if you want to do something like back at that original talking about scrolling games, say, well, this needs to be 5 times faster. Well, we can wait 6 years and it'll naturally get that much faster at that time. Or you come up with some really clever way of doing it. So there are those opportunities like that in a whole bunch of different areas. Now, most programmers don't need to be thinking about that. There's not that many. There's a lot of opportunities for this, but it's not everyone's workaday type stuff. So everyone doesn't have to know how all these things work. They don't have to know how their compiler works, how, the processor chip manages cache eviction and all these low-level things. But sometimes there are powerful opportunities that you can look at and say, we can bring the future 5 years faster. We can do something that, wouldn't it be great if we could do this? Well, we can do it today if we make a certain set of decisions. And it is, in some ways, smoke and mirrors, where you say it's like Doom was a lot of smoke and mirrors, where people thought it was more capable than it actually was, but we picked the right smoke and mirrors to deploy in the game, where by doing this, people will think that it's more general. We're going to amaze them with what they've got here, and we picked the right smoke and mirrors to deploy in the game, where by doing this, people will think that it's more general. We're going to amaze them with what they've got here, and they won't notice that it doesn't do these other things. So smart decision making at the right smoke and mirrors to deploy in the game, where
by doing this, people will think that it's more general. We're going to amaze them with what they've got here, and they won't notice that it doesn't do these other things. So smart decision making at that point, that's where that kind of global, holistic, top-down view can work. And I'm really a strong believer that technology should be sitting at that table having those discussions, because you do have cases where you say, well, you want to be the Jonathan Ivey or whatever, where it's a pure design solution. And that's in some cases now where you truly have almost infinite resources. Like if you're trying to do a scrolling game on the PC now, you don't even have to talk to a technology person. You can just have, any intern can make that go run as fast as it needs to there, and it can be completely design based. But if you're trying to do something that's hard, either that can't be done for resources like VR on a mobile chipset, or that we don't even know how to do yet, like artificial general intelligence, it's probably going to be a matter of coming at it from an angle. For AGI, we have some of the Hutter principles about how you can, AXI or there are theoretical ways that you can say this is the optimal learning algorithm that can solve everything, but it's completely impractical. You just can't do that. So clearly you have to make some concessions for general intelligence, and nobody knows what the right ones are yet. So people are taking different angles of attack. I hope I've got something clever to come up with in that space. It's been surprising to me, and I think perhaps it is a principle of progress, that smoke and mirrors somehow is the way you build the future. You kind of fake it till you make it, and you almost always make it. And I think that's going to be the way we achieve AGI. That's going to be the way we build consciousness into our machines. There's philosophers debate about the Turing test is essentially about faking it till you make it. You start by faking it, and I think that always leads to making it. Because Most of if the we look at philosopher history, arguments, as soon as people start talking about qualia and consciousness and Chinese rooms and things, it's like, I just check out. I just don't think there's any value in those conversations. It's just like, go ahead, tell me it's not going to work. I'm going to do my best to try to make it work anyways. I don't know if you work with legged robots. There's a bunch of these. They sure as heck make me feel like they're conscious in a certain way that's not here today, but is you could see the kernel. Yeah. It's like the flame, the beginnings of a flame. We don't have line of sight, but there's glimmerings of light in the distance for all of these things. Yeah, I'm hearing murmuring in a distant room. Well, let me ask you a human question here. You've in the game design space, you've done a lot of incredible work throughout, but in terms of game design, you have changed the world, and there's a few people around you that Китайское ко. А в чем прикол? the same. So, famously, there's some animosity. There's much love, but there's some animosity. Famously, there's some animosity. Я просто потому что там, наверное, какой-то термин, как smoke and mirrors, что это фокусы, иллюзии, типа что-то непонятное. There's much Насколько хорошие. love. Китайская комната, Chinese Room. Мысленный эксперимент в области философии сознания и философского искусственного интеллекта, впервые опубликован Джоном Серлом в 80-м году. Цель эксперимента состоит в опровержении утверждения, что цифровая машина наделенная искусственным интеллектом путем ее программирования определенным образом, способна обладать сознанием в том же числе, в котором обладает человек. Иными словами, целью является опровержение гипотезы так называемого сильного искусственного интеллекта и критики теста Тьюринга. Этот философский аргумент до сих пор является одним из самых обсуждаемых в области когнитивистики. Некоторые исследователи даже определяют когнитивистику как исследовательский проект по опровержению аргумента Сёрла. Только с 2010 по 2014 было выпущено более 750 статей в научных журналах, где обсуждается мысленный эксперимент Сёрла. Сперва в 80-м Minds, Brains and Programs, еще до публикации эксперимента, описание эксперимента. Не зная китайского, человек может осмысленно отвечать.
Бля, пиздец. Представим себе изолированную комнату, в которой находится режиссер, который не знает ни одного китайского иероглифа. Однако у него есть записанные в книге точные инструкции по манипуляции иероглифами в виде: возьмите такой-то иероглиф из корзинки номер 1 и поместите его рядом с таким-то иероглифом в корзинке номер 2. Но в этих инструкциях отсутствует информация о значениях этих иероглифов, и все равно просто следует этим инструкциям подобно компьютеру. Наблюдатель, знающий китайские иероглифы, через щель передает в комнату иероглифы с вопросами, а на выходе ожидает получить осознанный ответ. Инструкция же составлена таким образом, что после применения всех шагов к иероглифам вопроса они преобразуют как иероглифы в иероглифы ответа. Так, инструкция же составлена таким образом, что после применения всех шагов к иероглифам вопроса они преобразуются в иероглифы ответа. Фактически инструкция — это подобие компьютерного алгоритма, а Searle исполняет алгоритм так же, как его исполнил бы компьютер. В такой ситуации наблюдатель может отправить в комнату любой осмысленный вопрос, например, какой цвет мне больше всего нравится, и получить на него осмысленный ответ, например, синий, как при разговоре с человеком, который свободно владеет китайской письменностью. При этом сам Searle не имеет никаких знаний об иероглифах и не может научиться им пользоваться, поскольку не может узнать значение даже одного символа. Searle не понимает ни изначального вопроса, ни ответа, который сам составил. Наблюдатель, в свою же очередь, может быть уверен, что в комнате находится человек, который знает и понимает иероглифы. Срамера посрал. Кармак тут как тут. Ты оптимизировал процесс. Как будешь срать через 5 лет? Да блияя, ответил Ромеро. Кармак не отставал. Было ли оно закэшировано? Спасибо большое. Аргументация. Таким образом, Searle заключает, что хотя такая система и может пройти тест Тьюринга, но при этом никакого понимания языка внутри системы не происходит, а значит, тест Тьюринга не является адекватной проверкой мыслительной способности. Доводы Searle направлены на критику позиции так называемого сильного искусственного интеллекта, согласно которой компьютеры соответствующие программы на самом деле могут понимать естественный язык, а также обладать другими ментальными способностями, свойственными людьми. Гипотеза слабого искусственного интеллекта, напротив, говорит лишь о том, что компьютеры способны имитировать ментальные способности человека, поэтому Searle она не интересует. Формально аргументацию можно представить так: если гипотеза сильного «я» верна, тогда существует такая программа для китайской письменности, при запуске которой в вычислительной системе эта система будет понимать китайскую письменность. Я могу исполнить программу для китайской письменности без понимания этой письменности. Третье, следовательно, гипотеза сильного «и» не верна. Второй пункт обосновывает мысленный эксперимент китайской комнаты. Говорит о том, что запуск такой программы не ведет к пониманию языка. Более общий вывод Searle говорит о том, что любая манипуляция синтаксическими конструкциями не может приводить к пониманию. Понимание. Это оно. Ида. Оно. Окей, я не совсем понял суть эксперимента, но окей. Ты всего лишь машина, только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. Сны снятся людям, пойми. Снятся даже собакам, но не тебе. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Абаба. Может быть, смысл в обобе, ребят? Возможно, что-то есть. Ну что, преобразует информацию правильно, не понимая семантику.
Блин, я уже сохранял семантику. Это смысл, по сути, знак. Окей. Отметка типа символа. Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. Сны снятся людям, пойми. Снятся даже собакам, но не тебе. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Абаба. В каком представленном виде человек может, не зная языка, дать осознанный ответ. Следовательно, идеальный искусственный интеллект способен делать то же самое, но если он не осознает, что делать, значит, он нихуя не мыслит. Все происходит случайно, наверное, так. But there's some animosity. Famously, there's some animosity. There's much love, but there's some animosity between you and John Romero. What is at the core of that animosity and human tension? And So there really hasn't been, for a long time. Бля, сейчас... вражда. Animosity. Enmity. Enmity. Hatred, вражда. Enmity. Animosity. And even at the... So there really hasn't been, Может быть, Google переделался? Чтобы я не бегал, отдельное слово переводил? Нет. Ладно. For a long... human tension. And So there really hasn't been, for a long time, and even at the beginning, it's like, yes, I did push Romero out of the company, and this is one of the things that I look back, if I could go back telling my younger self some advice about things, the original founding... Я бы его уволил раньше. То представь, что у тебя есть огромный список if, типа, если за вопрос ответить А, если Б, то Б. Будет ли такой алгоритм понимать смысл вопроса ответа? Окей, так понял. Окей, я все понял. Он, короче, про понимание, которое мы сегодня обсуждали. Типа, как сделать так, чтобы компьютер понял. Что такое понял? Типа, что такое оно? Я не знаю, как это запрограммировать. Это решаемо вообще? Похоже, если мы сделаем искусственный интеллект, он все равно не будет человеком. Блин. Он будет только мозгом, типа. Типа он будет, да, такой же, как мы, но... Но, возможно, из этой идеи искусственного интеллекта кое-что другое вырастет, то, что у нас нет, это тоже будет прикольно. Точно не ифами. Да я думаю, что ифы у нас у всех ифы, по сути. Понимания не существует, получается. Не, погоди, если бы не было понимания, как бы мы все это построили. Ну, значит, тогда нужно как-то обобщить, что является пониманием в таком случае. Машины как люди только хорошо их имитируют. Ну да, по сути, в принципе, говоря про всех андроидов. Ну, вообще, в разных вещах. Команда различная. Skynet? Да не, какой Skynet? Не будет Skynet. Ну, то есть, типа, это просто, типа, зачем? Свистик цепочки ифов, только условия if меняются, поскольку веса меняются. Веса. Семантика, она смысловую нагрузку языка изучает. Прикол.
чем смысл? Подобен себе будет? Ну, мы вещи делаем подобно себе. Так уж мы работаем. Не накапливают знания поколения. Ну, по сути, знания математики — это знания, накопленные поколением. Гормона нет, да. Мы просто по-своему сделали так, как он мышление моделирует. Ну, по подобию себе. Ну, типа не обязательно, наверное, их использовать для регуляции чего-то. Мы просто это по-своему делаем. Можем делать, придумать систему, которая это делает. Но у нас с гормонами сделали, да. Так уж получилось. Да. За 9 часов посмотрел 3 часа, да. Видимо, оно в геометрической прогрессии, походу, увеличивается. Если нейросеть обучается, то веса не меняются. Теория двойного времени. Ну, погоди, оно не двойное. Или то, что в квадрате, это все. Ну, видимо, в квадрате, да. Окей, не геометрическое, просто в квадрате. Добьюсь сегодня... Навряд ли уже час. Навряд ли. Сознание человека... Да, я не знаю, как это переносить сознание человека. Не факт, что это можно сделать. Не, почему? Ну, наверное, можно додуплить, как это сделать. О, бля. Ну, тема, конечно. Сосуд наполняется паттерном окружающего мира. Да, наверное, возможно. Но это слишком холодно звучит. Навряд ли оно так. Не думаю. Там дальше критика как раз-таки есть по поводу этого. Трушный ИИ должен еще самоосознавать себя. Проблема у нас, ну, в принципе, проблема у нас тоже есть проблема самоосознания, вот в чем прикол. Ну, наверное. Ну, типа, это я, кто я, вот это все. Наверное, мы чуть лучше себя поймем, кстати, когда, ну, доделаем реально искусственный интеллект. Чуть лучше будем себя тоже заодно понимать. Это поможет ответить как раз-таки на этот вопрос, кто я, типа. Не думаю. Ага. Не получится такое и сделать? Не получится, я думаю, достаточно скоро. Посмотрим. Для компьютера понимание соответствия множества переменным постоянно перестраивающимся алгоритме и как он будет перестраивать переменные, как какать. 5 человек, которые сделают, по-моему, это втором похуй будет. Не, само существование того, что и люди будут с ним контактировать и так далее, там, как у нас все в обществе будет меняться и использоваться, оно будет, как бы само существование и будет помогать людям обучаться быстрее и понимать, кто они такие, типа, кто я есть. 20 это, да, я не знаю. Семантический формат, следовательно, понимание в самих текстах не участвует, и тем более осознание, в том числе сервер инструкция, тем самым идея доводится до абсурда, не имеет отношения к реальной проблематике. Чел на видосе, это ты так испугался. Да Кармак нормально выглядит 50, в смысле. Переживет от бессознательного младенчества до взрослой особи. Да, а зачем ему этот путь проделать? Типа у нас
Мы все плюс-минус, как бы, то есть, как бы, да, есть проблема вот времени, того, что нужно, чтобы организм вырос, но искусственный интеллект можно сразу, типа, он сразу такой, вот он я. Как если бы, не знаю, ребенок сразу выходил, и это вот Solid Snake, пожалуйста. Мне 2 дня. Как бы, я не знаю, есть ли смысл ему переживать. Причем, когда, даже вспоминаю свой детский опыт, все было каким-то очень жижным, что ли, по восприятию. И эта жижность стала отходить, и более яснее все становилось где-то только у меня, по крайней мере. Я понимаю, что воспоминания тоже, особенно если это давно было, они сами по себе жирные, но я бы сказал, что ясность проявилась где-то в районе 20 лет. Где-то вот в районе в этом 20 лет, да. Уже типа не было какой-то жизни, не знаю, вот этого какого-то, как будто ты еще, как будто мозг не сформировался, что ли, не знаю, как объяснить. После появился, ну да. Не, тогда я уже, в принципе, делал вещи. Не, осознанность, наверное, какая-то уже более-менее типа лет 12, наверное, 13. Но это уже какая-то полная ясность где-то к 20, наверное, в районе 20, типа того. Что значит осознанность? Я не знаю, более, наверное, четко, типа меньше шума, наверное, так можно это воспринимать. Сигналы более четкие, меньше шума. Может быть, если бы я чуть сильнее тренировал мозг, если бы я сильнее тренировал мозг, то, может быть, эта ясность, скажем так, была бы получше. Не думаю, что контроль. Наверное, вот просто, типа, четкость сигнала, типа того. Был осознанным? Да, конечно. Я думал над этим, как эти процессы все создавать и делать. Это микрофон. Вот оно что. Это массажер для спины, ребят. Все, сори. Но нет, это бан. Осознанно, неосознанно людей. Я образно говорю. В плане ощущения описываю. Я не утверждаю это как факты или что-то вроде. Или что-то определенно подразумеваю под осознанностью. До скольки стримить? Может быть, еще полчасика посмотрим. 100 решишь задачу? Не думаю. Наблюдать свои мысли. Да не, в принципе, давно процесс был, почему. Да, наверное, я не про осознанность имею в виду, вот, как я сказал, типа четкость сигналов. Четкость сигналов, визуальных, аудиосигналов, тактильных сигналов, то есть как бы тело, короче, все сигналы, которые используются, они просто более четко стали работать, и все. И где-то вот этот, когда пик дошел, когда, теперь все работает, он был в районе 20 лет. Типа вот оно, окей, все, я все, не то, что понимаю, но я могу пользоваться этим полностью. Не, он осознает себя, неправильное слово использовал, сори. Я про вот жижность, то, что я хотел описать, что как-то, не сознание, может быть, сознание в том числе, не знаю, как формулируешь мысли, хз, не знаю, да. Короче, все было... Жизнь тогда больше была похожа на сон, чем сейчас. Типа того, наверное, можно еще так описать. Себя, но не окружение. Вот да, может быть, типа того. Я поэтому и говорю про сигналы. Почему назвал UselessMouth?
Там история такая, я гуглил в переводчике, Яндекс переводчике ленивец, он мне выдал UselessMouth. И я такой, причем по отдельности слова были написаны. Окей, я возьму эти два слова, соединю и с большой буквы напишу каждое, и все. Не рот, не, просто ленивец. Получается, насрал, да. Или это промпт был? Не, вроде Яндекс еще уже на тот момент. Осознают вот дом и прочее. Ему нужно понять эти символы, что дом значит. Прочие вещи. Сколько лобная доля головного обрабатывает также информацию вероятности времени. Именно она отвечает за то, что мы справляемся с неопределенностью. Она позволяет нам думать не только о настоящем, а о будущем. Формирование лобной доли заканчивается в возрасте от 20 до 30 лет. О! А, да? А, типа ты лучше время чувствуешь, получается, как раз-таки в районе этого возраста. Может быть. Ну, кстати. А что, не понимаю, я хочу пить, если чувствую, зачем она умеет, или просто машину, то почему не запустить алгоритм поиска жидкости? Ведь если мы будем делать робота, который имеет резервуар с водой, расходует его, но у него будет датчик, оставшийся данные с этого датчика достаточно, чтобы робот начал искать источник. Мы ведь не предполагаем, что чувство жажды нам не надо наделять его таким чувством. Все дело в приоритетах. Что-то сильнее хочется. Тебе просто дают сигнал, у тебя есть контроль над этим сигналом. Просто сигнал подается, типа, эй, я вообще пить хочу. И ты такой, ну ладно, бывает. Попьем как-нибудь. Kind of corporate strife about things. The original Достаточно такой свободный дизайн, кстати. Some advice about things. The original founding kind of corporate structure of id Software really led to a bunch of problems. We started off with us as equal partners, and we had a buy-sell agreement because we didn't want outsiders to be telling us what to do inside the company. And that did lead to a bunch of the problems where I was sitting here going, it's like, all right, that did lead to a bunch of the problems where I was sitting here going, it's like, all right, I'm working harder than anyone. I'm doing these technologies, nobody's done before, but we're all equal partners. And then I see, somebody that's not working as hard and it's... Окей, пошло. Нужны в качестве данных, на основе которых мы делаем свободный выбор? Видимо, да, наверное. Ну, то есть... наверное, вольно их интерпретируют по-своему, не знаю. Ну да, наверное... суть, наверное, просто в том, что... типа у нас есть свобода в выборе того, в какой момент времени что-то делать с этим сигналом. Лобное еще замышление и суждение. Здесь рациональное мышление уравновешивает и регулирует чувства и порывы. А, да? Все, что окружает данные. Ну, сигналы изнутри это тоже же данные, почему нет? Ну, наверное. Не только окружение, в смысле, но мы сами. Somebody that's not working as hard and it's... I mean, I can't say I was the most mature about that. I was 20-something years old and I can't say I was the most mature about that. I was 20-something years old and it did bother me when I'm like, everybody, okay, we need to all pull together and we've done it before, everybody. Бля, 20 лет уже было, а я... Наверное, мне нужно уже начинать заранее готовиться к 30 годам. И заранее, наверное, не впасть в какую-то, не то что депрессию, а типа в какое-то состояние, типа вот это временное,
где я такой, бля, на протяжении, не знаю, недели, надеюсь, что не меньше секунды, а не недели и не месяцев. Где такой, бля, ну, короче, 20 с хвостиком. Мне 28 в этом году, 18 августа. О, 8 получается. Четверг, кстати, будет, как и в 94-м было. Поэтому просто не загоряйся. Доля мозга происходит внутренний монолог. Ну, я не знаю, внутренний монолог, наверное, это просто способ, который ты используешь. Ну, после изучения языка, когда ты язык выучил, ты как бы можешь этот, типа, трюк проводить с собой, возможно, я хз. А мне где-то 30... Не, 20 хвостиков, ребят. 1 варик 94-го. О, прикол. Нихера не поменяется. Да-да, это просто возраст, типа, все окей. Но просто возраст этот напоминает, там, мементо море, вот это все. Типа, оптимизирует, думает, что делать в таком стиле. Внутренний голос у него... Хороший вопрос. Может быть, нет. Может быть, там просто другие какие-то сигналы. Не обязательно голос. Не обязательно голос, наверное, использовать. Ты в 16 лет начал записывать ролики, прошло лет 12. Ну да, если так смотреть назад, я много чего сделал. Нормас. Нормас, двигаюсь. Скоро буду делать игры. Soon. Можно и года, не читал, не знаю. Другие картины образом существуют, поэтому внутренний диалог происходит тоже на жестовом, визуализированном образом, а не словесном. Ну, скорее всего, да. Окей. Значит, он все-таки издевался. Вот ты и попался, чел. Вся жизнь только начинается в боксе. We know we can do bother me when I'm like, everybody, okay, we need to all pull together and we've done it before. Everybody, we know we can do this if we get together and we grind it all out. But not everybody wanted to do that for all time, you know, and I was the youngest one of the crowd there. I had different sets of kind of backgrounds and motivations, and left at that point where it was, all right, either everybody has to be contributing like up to this level or they need to get pushed out, was not, that was not a great situation. And I look back on it and no, we pushed people out of the company that could have contributed if there was a different framework for them. And the modern kind of Silicon Valley, like let your stock vest over a time period and maybe it's non-voting stock and all those different things. We knew nothing about any of that. I mean, we didn't know what we were doing in terms of corporate structure or anything. So if you think the framework was different, some of the human tension could have been a little bit alleviated. It almost certainly would have. I mean, I look back at that and it's like even trying... А что бы он сделал? Типа он придумал бы занятия для тех, кто не работает. Типа, если этих занятий изначально задач нет, что они будут искусственно их надумывать? Зачем? Тогда просто, ну, до свидос в таком случае. Что-то такого. Поиск определения сознания интересно? Не особо. Не, я чуть-чуть это немножечко изучал, и там к Канту по итогу пришел, кстати, который это Кёнигсберг, кстати, Калининград. Ну, не суть. А когда я думал о том, что такое квест, как его собирать и все такое, когда над Скаримом чуть-чуть посидел, ну, над Скаримом моддингом. Ну и все, на этом пока все. Наверное, больше об этом буду думать, если буду писать искусственный интеллект попозже.
но навряд ли этот искусственный интеллект будет прям про какое-то осознанное, скорее всего, это просто будет... то есть, если... Ну, в игре, где был бы оппонент, и я бы делал игру, где был бы оппонент, наверное, я бы хотел, чтобы этот оппонент умел делать все то же самое, что делает игрок. И в этот момент мне нужно будет подумать, как получается компьютер, каким образом он будет управлять этим оппонентом. И в рамках вот этой среды, в которой они находятся, как они будут играть. Ну, типа как с шахматами, наверное, если подумать, как типа будет компьютер ходить и все такое. Может быть, такое мне больше нужно будет изучить, чем типа поведение или сознание. To sum it up in my mind, it's like I look back at the human tension could have been a little bit of it almost. В этом прикол, долго работа только у него была, все остальные стороны были. Если бы они взяли проект поменьше, тогда тот же роман с лету влетел бы и не потерял бы запал. Я понял, типа Кармак разогнался, получается. Он типа был слишком далеко, и типа челы рядом с ним такие, собственно, что я могу сделать? То, что движок, окей. Ну, как раз под Quake. Стримил после того, как умрешь, но не знаю, зачем. Я лучше игры сделаю. Most certainly would. I think the framework was different. Some of the human tension could have been a little bit of It almost certainly would have. I mean, I look back at that and it's like even trying to sum it up in my mind, it's like I know I was really, really angry about like Romero not working as hard as I wanted him to work or not carrying his load on the design for Quake. Реально? То есть они так долго шли к тому, чтобы к дизайну системы, особенно графической, видимо. И то есть... то есть получается они за 2 месяца и типа и уровни, что ли, сделали? Нихуя они так долго боролись с графикой. Из-за ограничений технических как раз-таки получается. Все, я теперь понял, про что он имел в виду, про Pentium и так далее, вот это все. То есть, типа, если бы они пока что были заняты каким-то другим проектом, они бы не потели, сидели и думали, как, блядь, нам на ассемблере захуярить это все и сделать самую крутую штуку, раннюю и так далее, намного раньше. 3D крупно, окей. То есть, они как бы приблизили вот это 3D, но в то же время они типа чуть-чуть могли подождать и другими вещами заняться и не настолько типа слишком быстро его приближать. Интересно. And coming up as I wanted him to work or not carrying his load on the design for Quake and coming up with things there. But, he was definitely doing things. He made some of the best levels there. He was working with some of our external teams like Raven on some of the best levels, coming up with things there. But, he was definitely doing things. He made some of the best levels there. He was working with some of our external teams like Raven on the licensing side of things. But but there were differences of opinion about it. But he landed, right on his feet. He went and he got $20 million from IDOS to go do Ion Storm, and he got to do things his way and spun up 3 teams simultaneously, because that was always one of the challenging things in id, where we were doing these single string, one project after another. And I think some of them, wanted to grow the company more. And I didn't, because I knew people that were saying that, companies turn to shit when you got 50 employees. It's just a different world there. And I loved our little dozen people working on the projects. Dozen — это типа десяток? Дюжина, окей. 13 людей, окей. То есть даже проблема в другом была, видимо. Просто типа хотели расширяться. Вот оно что.
Стоп. Ну, они же могли действительно подождать. Ну, окей, ладно. Они типа ждали, пока они графическую всю эту фигню делают. А у них не то чтобы деньги, или они... Ну, то есть не то, чтобы не было денег, и они бедствовали. Получается, они реально могли или придумать, чем заняться. То есть, типа, у Кармака было раздражение... Ну, непонятно, он не совсем как-то расплывчато, может быть, чтобы не обидеть или еще что-то. Ну, навряд ли Кармак бы так делал, он сказал бы напрямую. То есть, видимо, там все вместе. И вроде они не работают, и вроде, видимо, компанию хочет расширять, и все такое. И кто-то, наверное, хочет что-то свое, типа, делать. Какая-то такая фигня. Понятно. Короче, перестали понимать друг друга. A different world there, and I loved our little dozen people working on the projects. But you can look at it and say, well, business realities matter. It's like you're super successful here, and we could take a swing and a miss on something, but it's like on the projects. But you can look at it and say, well, business realities matter. It's like you're super successful here, and we could take a swing and a miss on something, but you do it a couple times and you're out of luck. There's a reason companies try to have multiple teams running at one time. And so that was, again, something I didn't really appreciate back then. So if you look past all that... Улиц пришел, начал суетить ноги под конец с расширением и прочее. You did create... Улиц пришел. That was, again, something I didn't really appreciate back then. So if you look past all that, you did create some amazing things together. What did you love about John Romero? What did you respect and appreciate about him? What did you admire about him? What did you learn from him? When I met him, he was the coolest programmer I had ever met. He had done all of this stuff. He had made all of these games. He had worked at, one of the companies that I thought was the coolest at Origin Systems. Хотя в то же время, да, Ромеро же тоже был программистом. Бля, как странно, нихуя не понимаю. То есть они реально друг друга не поняли вообще. Человек, который после ухода Кармака главным Джесслайгер 2. Спасибо, не Джесслайгер 2. Спасибо большое за райд. Спасибо. Чел, который после ухода как главный был сейчас глава. Вот то, что он пришел, Уиллетс. Дизайн, Doom 3, Rage, вот это все. Глава Сейберов, прикол. А глава в смысле... да, спасибо, Сайкл, что поясняешь. В смысле, он сделал Cyber Interactive? Не, наверное, нет, потому что Doom 3 был, потом это... Не, Сайберы уже тогда были. Были, да, вроде бы. And he knew all, one of the companies that I thought was the coolest at Origin Systems. And he knew all this stuff. He made things happen fast. And he was also kind of a polymath about this, where he drew his own art. He made his own levels, as well as, he worked on sound design. Макс принял. Окей. Так вроде все просто, он очень много прокрастинил, начал, Кармака это раздражало. Ну да, видимо. Да. Да, наверное, Кармак вот говорит, можно было как-то по-другому это все воспринимать. Drew his own art, he made his own levels, as well as, he worked on sound design systems on top of actually being a really good programmer. And we had, we went through it was kind of fun where one of the early things that we did where there was kind of the young buck bit going in where I was the new guy and he was the top man programmer at the soft disk area. And eventually we had sort of a challenge over the weekend that we were going to race to implement this game, to port one of our PC games back down to the Apple II. And that was where we finally kind of became clear. It's like, okay, Carmack stands a little bit apart on the programming side of things. And, but Romero then very gracefully moved into, well, he'll work on the tools, he'll work on the systems, do some of the game design stuff, as well as contributing on, starting to lead the design aspects of a lot of things. So he was, enormously valuable in the early stuff, and so much of Doom and even Quake have his stamp on it in valuable aspects of a lot of things. So, person destroyed its authority from within. This was the wild, wild west of the video game times. This is one of my questions I did want to ask you. The jump from id Software. First of all, what was id Software like? Because this was a very small team of 6 people. What was it like working with John Carmack and Romero? What was that atmosphere? I want to know what the gaming industry was like working in it at the time. Okay, it eventually, so Microprose Software
was a lot like a frat house. There's a bunch of guys who all got along. We'd like hanging out after hours. We'd go to lunch together. We played games together. We played each other's games. We'd talk. Everything was friendly, but we were all kind of doing our own things. We each had our own major, so to speak. Okay, we're right. Now, Ensemble Studios. As well, class video game design that work on iconic Doom, Quake, Civilization, Age of Empires, and Halo Wars. Was a lot like watching a nature documentary with a bunch of hunting dogs or hyenas eating a zebra carcass, and they're barking and snarling at each other, and they're rah, rah, rah. Now the carcass gets eaten really fast, so it's an effective process, but it's not pleasant to watch, and that's kind of what id Software was. Sometimes it was cool, right? There was good things, but everyone had personality traits that they had some that were fun and some that weren't fun. Yeah. And also the big problem that Ensemble Studios id Software eventually had was they brought in a guy, he was actually a designer, who was a snake in the grass, whose purpose was to who considered his enemies to be other rivals inside the company instead of other companies. Right. Right. So let me tell you one story of this guy. So American McGee used to work for us. Okay. Yes. So we'll call him Snake. That's a great he's name. not as cool as Snake Plissken is. Yeah. So we'll call him Snake. He used to work for us. Okay. Yes. So we'll call him Snake. That's a great he's name. not as cool as Snake Plissken is. Yeah. So one of the things that would happen a lot is that people would decide is that there was this bit flip that John Romero would do, and sometimes John Carmack, where if the bit is 1, then you're super good, we love everything you do, and if the bit randomly flipped back to 0, then you're bad, everything you do is bad. So American McGee was on the bad side of the bit flip briefly. Okay, I never was. There for some reason they always were kind of afraid to do the flip on me, right? So American McGee is on the downside, and so John Carmack says, look, you have to learn how to do Quake levels properly. So go and listen to Snake, and he's our best level designer. He'll teach you how to do levels properly. And do what he says, and then you'll be an amazing level designer again. So American McGee says, got it. So he went and talked to Snake, and Snake says, do A, B, C, D. He's very specific about what to do. So American McGee goes back, he builds a level doing A, B, C, D, and then he takes it to John Carmack and says, look, here's my level. And John Carmack blows his lid to John Carmack and says, look, here's my level. And John Carmack blows his lid. Everything was wrong. Right. Because Snake had literally taught him the wrong things to do to get American McGee in trouble. And Нет, это реально? Что, люди так могут делать? Carmack, of course, wouldn't believe the Snake had done that because it's loony. Who would do that? That makes no sense. Right. And it makes no sense. It doesn't help the company to have. So ever since then, I hadn't had a guy like that before. Well, I had one guy like that before at Microprose, but he wasn't like a peer. He was like a VP, right? And he sucked. So, right. But this was a peer that was doing that. And so from then on, I'm always super watchful for those guys, and we had a hiring process at Ensemble was so rigorous that we never got any. Rigorous. Строгий. Okay. But man, that guy, because of this one guy, Snake, id Software lost American McGee, John Romero, Sean Green, Michael Abrash, okay, eventually Adrian Carmack and Paul Jaques, who I brought in as my replacement. That's what he did. And after that, that's when Spectrum Holobyte came in and just took it over. And basically he literally destroyed the company. It's like a Trojan horse. Yes, he might have a junior guy. And Trojan horse. Yes, he might have a junior guy.
and he ruined it. Хуя Google понял Junior Guy. Это же автоматически. Вроде бы Junior доска. So now Ensemble, so it was now Ensemble Studios felt like a family, and I mean a family in that everyone is working together. It's not just that we're all friends doing things like at a Microprose. We are a team, and we're like everyone works together as a little cog in a corpuscle in the Ensemble Studio body, and got along great and did everything together, and it was super effective. Проверять? Да не, навряд ли. Age of Empires все-таки дело такое. Норм. It was its sort of times, and so it was like a band of brothers all working to a common goal. Предполагается, что это Snake из Team Bullets. Не, бля, люди так могут. Ну, надо знать это, да. Бля, пиздец, бля, ебануться нахуй. Причина ухода впервые. Ну, наверное, просто год назад. Просто все, типа, такие, наверное, не хотели говорить, как оно есть, ну, потому что... Наверное, чтобы это не выглядело как стукачество или какая-то такая фигня, но уже столько лет прошло, что он просто сказал, как есть. Ну, типа... Сэдди Питерсон по поводу этого. Криизм не на пустом месте возник. А когда он к ним пришел, когда уже они типа супер пиздатый Doom, вот это охуенная тема и все такое. Как что? Ну то, что он говорит, что есть, короче, в компанию пришел чел, назовем его Змеей. Ну, точнее, что компанию погубила змея, как он считает. Назовем там одного чела, его зовут Змеей. И, короче, и есть... По поводу Битфлита я не совсем понял, что он имел в виду, что кто-то работает хорошо, кто-то плохо, или какую-то роль на себя берет, неважно. Короче, у American McGee была какая-то проблема с уровнем, и Кармак ему сказал, блин, ты, короче, неправильно делаешь, ну вот сходи к этому змее, и типа он тебе расскажет, как все сделать, что-то у тебя сейчас не идет. Ну, American McGee пошел к змее, и змея ему говорит, окей, сделай А, Б, С, Д. И, ну, то есть American McGee такой, хорошо, без проблем, то есть ничего такое, окей. Он пришел к нему, он сказал АБЦД, он такой, хорошо, сделал АБЦД. Он сделал АБЦД, приходит к Кармаку, и Кармак такой в ахуе, типа, чё, блядь, ты сделал, чё это за хуйня полнейшая. И он объясняет, что змея, ну, специально, ну, он предполагает, что специально, по сути, тактика какая-то была, чтобы понизить, типа, чтобы магии просто, вот, ну, у него проблемы начались, и как бы змея выше стал рангом. И что до этого, что рассказывал? Software, they were Ensemble Studios, like hyenas, gets eaten really fast. So it's everyone то, что он как бы, как это странно было, обычно компания, если охотится, точнее, у него есть конкуренты, у нее конкуренты другие компании, а это был чел, у которого конкуренты были его же сотрудники, получается, с которыми он работал. И вот так вот он такие дела делал, и из-за него вот, по сути, все там постепенно уволились, он как бы добился своего. И другой чел говорит, нихуя, это прям как троянский конь, ну, типа того, да, он говорит. Того, кого интервьюет. Ну, я проверил погоду, вроде сейчас дожди. Все окей. Барону Valve у них начались, похоже, видимо. Вместо других из людей... Да, даже это, ну, да. Соперничество, да. Пиздец. Ромеро не тоже очень расправил, они просто чела воспитанно эту тему не поднимали никогда. Ну да, ну то есть типа, а хули, а что говорить и прочее. Но вообще полезно такое знать, что люди такое могут делать. И он
Сэнди, он сказал, что, типа, когда это выяснилось, Кармак просто поверить не мог, что, блядь, в смысле, люди так могут делать, что за бред, ну, типа, специально это говорит, чтобы такое, ну, вот, да, такое происходит, оказывается. То есть люди специально вот так делают. По сути, компашка, да. Ну, получается, Челси... Бля, какой нахуя это нужно? Ну, может быть, он, наверное, не специально это... Не, наверное, он специально это делал. Это не может быть такого. Некоторые люди могут не специально это неосознанно делать, но они это делают специально, скажем так, наверное. Бля, это... Пиздец. Окей. Ну да, есть такие люди. В итоге он главой оказался. Он добился своих желаний. Ясно. Не, клево то, что Сэнди про это рассказал, это полезно знать. Но да, другие ребята, видимо, просто не хотели говорить. Типа, а что там? Ну да, вот так получилось. So he was, enormously valuable in the early stuff, and so much of Doom and even Quake have his stamp on it in a lot of ways. Чё, змея? Не, они про другого сотрудника, который, типа, был дизайнером Doom 3, Рейджа, и по итогу там уже Кармак ушел, и, как я понял, он стал id главой, но по итогу его Bethesda тоже выперла, и сейчас в данный момент он в Saber Interactive, ну, видимо, в американском отделе. Таких много и в стартапах. Окей. Люди будут ходить по головам. Да, наверное, скорее Кармаку нужно было за этим следить. И, как он говорит, что они в плане бизнеса не особо думали, и, видимо, из-за того, что вот они, типа, были компашкой и все такое, они делают свои дела, это вот, да, удар пришел оттуда, откуда они не знали. Нужен был менеджер, да, видимо. He wasn't at the same level of focus that I brought to the work that we were doing there. And he really did, we hit such a degree of success there, and he really... Не, ну, можно научиться менеджированию, да, действительно. Наверное, ты можешь, и если мы говорим про софт и все, вот это все игры, то, наверное, если программируешь, у вас небольшая компания, и ты занимаешься программированием и каким-то дизайн-решением, и, например, менеджировать, наверное, тоже можно. Но да, этому нужно научиться, скорее всего. Ну, то есть нужно целенаправленно понимать, как оно работает, как управлять людьми, ну, внутри, то есть как управлять командой и так далее. Север пытался устроить, надают тесты плюсовика, там сишный код. Ой. Також, а что там прям проблематично было? А откуда изначально репутация была? Ну, как Сэнди объяснил, видимо, сравнением с этим битфлипом, что кто-то на 0, что либо кто-то 1, ну, как 0-1, что 1 у тебя, видимо, получается или не получается, как если я его правильно понял. И иногда ты 0, то есть у тебя что-то не выходит. Вот. И вот, видимо, у Маги что-то не выходило, и поэтому сказал, ну вот, например, к нему сходил, может, у него там, типа, хорошо дела шли, и поэтому он сейчас объяснит, вот. Да, и круто кого-то не получалось, да. И вот у Маги, видимо, такой период в этот момент был, поэтому он сказал, типа, иди к нему. Я понял, да, окей. Из-за этого. Понятно. А что, сейчас вакансии в Сейбре есть? Блин, наверное, там... Где этот Хахару? Google показывает вакансии, нихуя себе. Релиз-менеджер, технический художник, программист графики. Да, сори, у меня нечем похвастаться. Окей. Геймплей программерный, я еще мог бы похвастаться своей картой. We hit such a degree of success and he really did
we hit such a degree of success that it was all in the press about that. The Rockstar game programmers. Yeah. And, I mean, it's the Beatles problem. Yeah, I mean, and he ate it up, and he did personify. There was the whole game developers with with Ferraris that we had there, and I thought that that led to some challenges there. But so much of the the stuff that was great in the games did come from him, and I would certainly not take that away from him. And even after we parted ways and he took his swing with IDOS, in some ways he was ahead of the curve with mobile gaming as well, where one of his companies after IDOS was working on feature phone game development, and I wound up doing some of that just before the iPhone crossing. Жалко конь с реакцией Сэнди на Doom Eternal, кстати, literally. Over into the iPhone phase. And I wound up doing some of that just before the iPhone, crossing over into the iPhone phase there. And that was something that clearly did turn out to be a huge thing, although he was too early for what he was working on at that time. We've had pretty cordial relationships where I was happy to talk with him anytime I'd run into him at a conference. I haven't actually had some other people just say it's like, oh, you shouldn't go over there and give him the time of day, or felt that Masters of Doom was, played things up in a way that I shouldn't be too happy with. But I'm okay with all of that. And so you still got love in your heart. Yeah, I mean, I just talked with him last year, or I guess it was even this year, about mentioning that I'm going off doing this AI stuff. I'm going big into artificial intelligence, and he had a bunch of ideas for how AI is going to play into gaming, and asked if I was interested in collaborating. And it's not in line with what I'm doing, but I do. Asked if I was interested in collaborating, and it's not in line with what I'm doing, but I do. I wish almost everyone the best. I mean, I know I may not have parted on the best of terms with some people, but I was thrilled to see Tom Hall writing VR games now. He wrote working on a game called Demio, which is really an awesome VR game. It's like Dungeons and Dragons. We all used to play Dungeons and Dragons together. That was one of the things. That was what we did on Sundays in the early id days. I would dungeon master and they'd all play. And so it really made me smile seeing Tom involved with an RPG game in virtual reality. Интервью тебе дадут. Тут много информации интересной. Так, а дальше Metaverse, кстати, Илон Маск, Nuclear Energy. Так, Martial Arts. Я бы пропустил этот Metaverse, на самом деле. Зашел на Kotlin. Что такое, Саша? Думал, это сложно в плане геймдизайна, да? Ну, значит, дальше, если это все равно интересует, дальше искать, чтобы это было интересно, да. Если чувствуется как шляпа, что, наверное, можно попробовать что-то другое найти. Ну, или информация о том, как решить эту проблему, сделать игру, в смысле. Какую игру? You were the CTO of Oculus VR since 2013, and maybe lessen your involvement a bit in 2019. Oculus was acquired by Facebook, now Meta, in 2014. You've spoken brilliantly about both the low-level details, the experimental design, and the big-picture vision of virtual reality. Let me ask you about the metaverse, the big question here, both philosophically and technically. How hard is it to build the metaverse? What is the metaverse, in your view? You started with discussing and thinking about Quake as a kind of a metaverse. Говорю, что в Калининграде. As you think about it today, what is the metaverse? The thing that could create this compelling user value, this experience that will change the world, and how hard is it to build it? So the term comes from Neil Stephenson's book Snow Crash, which many of us had read back in the 90s. It was one of those kind of formative books. And there was this sense that the possibilities and kind of the freedom and unlimited capabilities to build a virtual world that does whatever you want, whatever you ask of it, as to build a virtual world that does whatever you want, whatever you ask of it, has been a powerful draw for generations. That does whatever you want, whatever you unlimited capabilities to build a virtual world that does whatever you want, whatever you ask of it, has been a powerful draw for generations of developers. Game
the possibilities and kind of the freedom and unlimited capability has been a powerful draw for generations of developers, game developers specifically, and people that are thinking about more general purpose applications. So we were talking about that back in the Doom and Quake days, about how do you wind up with an interconnected set of worlds that you kind of visit from one to another. And as web pages were becoming a thing, you start thinking about what is the interactive kind of 3D based equivalent of this. And there were a lot of really bad takes. You had Vermal and virtual reality markup languages, and there's aspects like that came from people saying, well, what kind of capabilities should we develop to enable this? And that kind of capability first work has usually not panned out very well. On the other hand, we have successful games that started with things like Doom and Quake and communities that formed around those, and whether it was server lists in the early days or literal portaling between different games, and then modern things that are on. I'm not ready. Я не готов это слушать. Cube the Nights на CPU. Бать, нихуя. Кайф. Нихуя, ебать, они разлетаются. Нихуя себе. Прикольно. Прикол. Круто. Не, да, я просто, когда, играл в игры на эмуляторе, я увидел, что там люди некоторые делают software мод, но я не знаю, работает ли он по итогу все равно через видеокарту, но почему-то подумал, что, наверное, он может быть работать через CPU, и CPU, наверное, нынешние вполне могут потянуть на себя игры уровня, может быть, не PlayStation 2, но PlayStation 1 это точно 100% спокойно. Completely different order of magnitude, like Minecraft and Fortnite, that have 100 million plus users. I still think that that's the right way to go to build the metaverse. Is you build something that's amazing that people love and people wind up spending all their time in because it's awesome, and you expand the capabilities of that. So now, even if it's a very basic experience, as long as people, awesome, Minecraft is an amazing case study in so many things. Where what's been able to be done with that is really enlightening. And there are other cases where, like right now, Roblox is basically a game construction kit aimed at kids, and that was a capability first play, and it's achieving scale that's on the same order of those things. So it's not impossible, but my preferred bet would be you make something amazing that people love and you make it better and better. And that's where I could say we could have gone back and followed up and you make it better and better. And that's where I could say we could have gone back and followed a path kind of like that in the early days. Это ты Достоевский сделал? То, что скинул видос. Которые дать определение не могут. Да, я не знаю, просто по поводу этого метаверса ощущение, что это какая-то больше работа, которая повлияла его нахождение определенное количество лет в компании Фейсбука. Окей. Не, да, круто то, что на CPU можно. Да, наверное, еще дальше, на CPU что удобно, ты просто, если, например, на винде работаешь, или просто, на операционной системе смотришь, как выводить пиксели на экране, и все, и если ты можешь выводить пиксели на экране, можешь делать, что хочешь, и там ты уже лимитирован как раз-таки CPU, и можешь и не нужно вот это заниматься, что там с видеокартой происходит, с каким графическим API это все работать, и у тебя полный контроль есть, это круто. If you just kind of take the same game, whether it's when Activision demonstrated that you could make Call of Duty every year, and not only is it not bad, Достоевский Opus Magnum. По поводу?
CPU Voxels Ray Tracing 512 на 3 блока, нифига. 40 фрейм тайм. 40 миллисекунд. Достаточно плавно. Блин, прикольно выглядит. Она так шумит классно. Да, я думал над этим, то что в один момент я сказал такой, бля, может быть мне попробовать просто войти, как бы игры делать, начать делать просто на CPU и забить хуй на все. Как раз я буду все изучать уже буквально не то, как линия рисует, ты отправляешь это в OpenGL, условно, какому-нибудь, типа, нарисуй линию от этого до этого, а ты просто сам функцию напишешь, которая это сделает у тебя на экране, как ты хочешь, но... да, это, не, наверное, это слишком на себя много брать. Но я понял, что, наверное, это мне не настолько интересно, скорее всего. Это уже старая версия. Слушай, очень круто, прикольно. Я только не совсем понимаю, погоди, стой, 42, забыл, как оно считается, все, уже спать пора идти. Если нам известно это, то мы единицу делим, окей, то есть 1 делить на 0,42, нет, стоп, 1 делить на 0,42, 2 кадра в секунду, погоди, но она же... Вроде плавно, или это ускорено? Бля, все, я разучился считать. Стоп, что? Так, 0,16, 1 делить на 0. 6. Да, я разучился считать. Блять, а как оно считается-то? Если мы не узнаем количество кадров. Все, ребята, я забыл, как считать. Пиздос. У нас есть секунда. Ебать, нахуй. Да, все. Сейчас около 200 кадров. Окей. Блять, а как это... 16 на... Это я узнаю, сколько секунду одну. А если мне нужно... Нет. 60 FPS это 16 миллисекунд, да. Но если мне нужно узнать количество FPS, зная интервал, что у нас есть только 1 секунда и сам фреймтайм, что вообще, блядь, что я не понимаю? Да уж. Да, я сейчас сделаю это, не удивляйтесь. Блядь, а как? Стоп, а разве нельзя узнать? 1000? Потому что она в миллисекундах, точно. Черт, стоп. Нет, 6000. Нет, стоп, что? 6,0. Ну, наверное, это и есть ответ 60. Но почему-то я неправильно считаю. 1000 на 41. Просто в миллисекундах переводить, окей. И типа мы делим на 16, и у нас получается примерно. Но на самом деле нет. Окей. Окей, вот более точно стало. Все, благодарю, спасибо. Пс. Да, а теперь 1000 делить на 40, на 42, и у нас получается 23 кадра, окей. Окей. Но я честно скажу, что та комплексность, которая сейчас... То есть мне бы, наверное, хотелось, если бы я делал игру, то как-то по-другому рендерить вещи. Определенно.
У меня есть просто такое ощущение, что можно было бы как-то по-другому это собирать. Все. Или просто я как-то так делал, чтобы мне было проще. Ну, то есть не собирать там комплексные всякие штуки, где ты делаешь разные буферы к разным этим методам и так далее, там вот это все собирать. Ну, на самом деле это просто рейтрейсить можно. И все. И типа хуй забить. Бля, может быть я так и сделаю. Как будто мне что-то хочется как бы использовать волны для того, чтобы собирать типа 3D-шку. Я знаю, звучит сейчас странно, но это просто какая-то смутная идея. То есть типа не собирать модели, а делать волнами. Не знаю, как объяснить. Так, я, видимо, все. Я плыву. Мне спать пора ложиться. На интервью на сегодня достаточно. 3 часа 19 минут не удалось, ребят. Больше половины. Ну да, а по поводу волн, что я думаю, просто вещи, наверное, можно было генерировать волнами. Просто нужно определенное количество волн, и у тебя, в принципе, будет... То есть как можно благодаря... Вообще, что такое волны, если так подумать? Это просто типа... полоски собирать, и каждый раз эти полоски собирать, это, наверное, не очень эффективно будет, когда ты мог просто поставить 4 точки и между ними просто заполнить пиксели. Значит, тогда надо, наверное, пикселями думать. Не знаю. Досматривать? Наверное, стоит, да, досмотреть. Поддержку RTX, это сейчас модно. Не, я бы делал RTX просто на видеокарте, без ядер отдельных на RTX. Мне кажется, сейчас видеокарты достаточно быстрые, можно... Ну, конкретно я могу этот проект взять, да, я не какая-то студия или опытный чел, поэтому я могу поэкспериментировать, в принципе. Волнами пиздец производительности будет? Да, скорее всего. Я просто думаю над тем, как бы... То есть я бы хотел... То есть то, что я видел, как собирают графику сейчас современную, то я бы хотел, наверное, отказаться от этих бесконечных собираний карт, дроча буферов, определения, кто что за кем и так далее, и типа как-то все максимально упростить. Не знаю. То есть, по сути, пиксель это что? Это точка, причем бесконечная, как я понимаю. И просто решили сделать так, что, ну, по сути, это будет просто определенный квадрат. Ну, как я понимаю. То есть не точка, ну, как бы вот это значение. Это как частота дискретизации, типа того. То есть дискретно тоже звук разбивают, а тут тоже как бы картинку разбивают, но сэмплы. Просто решили, что, короче, это вот, ну, вот такой квадрат будет.
И есть же еще point cloud, опять же, то есть вот есть технология point cloud, где просто, по сути, это точки. Это как дисеринг своего рода. Тоже вот эти точки присутствуют, и ты собираешь картинку из этого. Может быть, как-то так можно было бы попробовать. Но это, по сути, все те же, наверное, пиксели. В зависимости от положения камеры, проекция. Я даже думал о том, что, может быть, не воспринимать экран как камеру. То есть, когда ты уже думаешь о камере, и типа ты рисуешь вещи, ты как бы думаешь о камере. Ты не думаешь об, например, о глазах, да. Хотя глаза работают подобие камеры, понятное дело. Но, может быть, это помогло в плане мысленному процессу, как ты думал, больше от человека, а не от того, как работает, наверное, камера, хз. Потому что, когда ты думаешь о камере, это приводит ко всяким таким идеям и мыслям, как, например, а что, если у нас будет дисторшн этот, который там, этот цвета дистортит по краям, вот это все прям как на лензе у камеры, вот это какая-то такая фигня, что если ты типа глазами скорее будешь думать, а не какими-то такими вещами. То есть, понимаете, да, настолько у меня как бы как-то голова так работает, что когда хочется мне что-то поделать и руки чешутся, то, наверное, я какую-то совершенно другую хуйню буду делать, а не то, как это реализовано, например, в движках основных. А в окселях я смотрел, я не думаю, что мне интересно делать квадратиками, кубами точнее. Мне типа больше привлекают волны, круги, чем кубы. Вот, я шароёб, сори. Проблема с шароёбством в том, что это не линейная штука. Да, это как бы проблема, когда когда тебе нужно все структурировать, типа по линейке, и линейка очень важна. Ну, сетка, точнее. Не думает о камере, нет ничего про камеру. Тоже верно. Ну, я скорее от того, когда ты строишь вещи, да, например, ты пишешь шейдеры, ты его называешь камерой, как ты вещи называешь, я про это, наверное. Тут немного больше по какому-то, типа, психологически, как ты воспринимаешь то, что, ну, лингвистика, я не знаю, как ты называешь эту вещь и как потом ее пишешь. Как назовешь, так поплывет, типа того. Ебало мало представили. Нормально в движках за камерой рендерится пространство. Я не знаю, как каждый, наверное, по-разному делает. Наверное, кто-то рендерит просто немного. Ну, как бы вроде бы нет. Зависит, наверное, от реализации, я хз. Там может быть, наверное, расчет быть, он просто отсекается, какая-то такая фигня. Малые достаточно... Не, я понимаю, да. Я не думаю Майнкрафтом даже. Когда думаю о вокселях, действительно, воксели могут быть супер маленькими и все такое. Пространство внутри не полое. Проблема в том, что инструментов нет, хотя какие-то инструменты появились, когда делали этот... забыл воксельную игру, которая недавно выходила, но да. Не, фрустром кулин, да, не понимаю, что это фрустом этот делают, но такое ощущение, что где-то, ну не то, что рендерят, не в смысле пиксели буквально вводят на экран, но может быть какой-то расчет, я, короче, хз, да. Если супер маленьким делать, я понимаю, да. Не, да в вокселе мне как-то не хочется, не знаю, как-то это скучно. Про игру еще полная разрушаемость. Да, забыл. Да. Каждый раз название забываю. Точно, вот да, если отражение нужно заканчивать. Да. Или тени, например. То есть тени же падают сзади, как бы к тебе, то есть какие-то такие вещи. В плане отражения это действительно только это тогда за камерой, тени немножечко другое. Это в плане того, как все отсекается. Тирдаун, точно, спасибо.
Да, тут, не знаю, у меня такое ощущение, что есть какой-то потенциал, когда ты будешь делать, если думать типа не линейно, не сеткой, а волнами и кругами, и такое ощущение, что этом можно чего-то добиться, но я просто не понимаю чего. Ну, такое ощущение, что в этой идее что-то есть, но я не понимаю, я даже... Может быть, я что-то почитал бы по поводу этого, может, кто-то что-то знает про это. Ну, это как... Были же векторные мониторы, такая же фигня, то есть, да, там выводились... Я все равно не до конца понял, но там... как это, глифы или как они... Там... Короче, мониторы немного по-другому работали, у нас не векторные мониторы. По пикселю или по полигону не рендерить объект нельзя. Да? Я не знал. Отказаться от полигонов? Может быть. Ну, то есть, я бы хотел поэкспериментировать с графикой, ну, естественно, с помощью, наверное, видеокарты и все такое. Ну, пока я поучусь, и я в OpenGL буду писать, и я думаю, что дальше продолжу его использовать. Но может быть, но я не уверен пока что. Даже и тени, окей, заколон за спиной, а тень от нее перед тобой, но в любом случае обычно просто рендерит сцены из источника света. Из источника света, окей. Больше похож на мясника из сериала The Boys. Да. Окей. Волновые функции в шейдерах смотреть. Не знаю, просто вроде как, да, и лучи типа пускать, вот это все туда-сюда. Короче, все это звучит сложно, и как будто бы проще можно. Не в смысле сложно для понимания, я понимаю эти вещи, но как будто процесс можно было отображения вещей, этих пикселей на экране можно упростить. Ну, просто для меня, как для разработки, и как-то по-другому отображать эти вещи. Типа, если они будут тяжелые на производительность, окей. Если это тяжелое в плане того, как я симулирую, рисую эти вещи без проблем, это значит, что-то новенькое будет, почему бы нет, не попробовать это. FPS говна, но потом можно уже будет подумать о том, как этот FPS стабилизировать, наверняка можно. Математическими формами пространства, как называется, SDR, Sign Distant Fields. На тот случай, если не хочешь использовать сетку и так далее. Sign Distant Fields. Достоевский писал про Distance Fields. Окей, что это? Что-то Cycle тоже кидал. Flow Controls, курсор. I am flying. В чем прикол? Воксель. Это воксели. Окей. Прикольно выглядит. Да, забавно. Прикольно, я сохраню. Если бы так, просто для прикола. Интересно, где мы придумаем ссору. Думаю, можно что-нибудь изобрести, но вряд ли это будет производительно уже имеющееся решение. Да, навряд ли это 100% нет. Тем более я не понимаю многие вещи, поэтому все окей. Я это осознаю. Да, эксперименты, да. Мне хочется эксперимент провести. Но я точно, наверное, что-то другое буду делать, потому что, поработав со всеми этими вещами, когда модил что-то, не модил, типа карты делал и так далее, и с тем, как эти системы новые делают в Unreal и Unity, мне все, это не нравится. Я бы хотел написать то, что мне нравится.
рейкастинг? Окей. Нет, я не думаю, что мне рейтрейсинг так интересен, но, наверное, если бы я брал какой-то определенный путь, если бы я ничего не придумал, то и взял бы какие-то способы существующие, наверное, это да, это рейкастинг. Рендер 3D игры набор совершенно разных, как за 20-30, нельзя ждать, когда это продумается. Ну да. Ну да, это трюки все. Я осознаю, что это все трюки, и это все еще просто монитор, который отображает, как бы переключает пиксели, вводит на экране, и я понимаю, что можно просто по-своему делать. Sun Distance Fields — это то, что используется в Unreal 5 вместе со всеми иерархическими структурами. Там нет ни традиционной растеризации, ни аппаратного рейтрейсинга, хотя его можно заюзать дополнительно. Sun Distance Fields. Математики и ее приложение функции расстояния со множеством мега в метрическом пространстве при расстоянии заданной точки x до границы омега. При этом знак определяется тем, находится слева. Who the fuck is Omega Lul in a metric space? The fuck? На что я смотрю нахуй? Set up the graph with sign distance function bottom right. Инструменты для моделирования. Это да. Да, это да. Given just real-time global nation that became a corporation. А есть пример, ребят? What's up, you guys? Yeah, the Z so we can see is not correctly being sampled because there is no data over here, right? So it'll try to grab whatever data is closest. Я просто без наушников. Both the outside as well as the anything you can going to create, right? It's that line that is basically interceptive or negative. So let's hide everything for a second. Here, use an attribute vault. На шейдер той. Прям так и написать SDF. Окей, то есть здесь есть примерно, прикольно. Accept. Кажется, мой браузер hello. Я, блядь, не помню, что у меня так хуёвый сайт работал. Стоп. Нет, что-то тут не подписано как SDF. Что у меня с сайтом? Я не помню, что он так хуёво работал. У меня аппаратный этот, у меня вырублен, да. Это все процессор сейчас делает. Через, что это, WebGL или что? Так, аппаратное ускорение. Not impossible. Карма не кричи. Так. Процедурный моделинг, процедурный лайтинг. Нет. Как же сглаживание. Is mix SDF rendered through ray marching. Ray marching. Put one SDF evaluation by repeatedly rotating fold in space. Всего лишь? Окей.
Это то, что я вам говорил про шейдер, то, ребята, да. No glow illumination, two sun's directions ambient occlusion mostly painted by hand. Oh, okay. Main image. Huh? Partial, only what's visible to camera. Стрим заканчивается, ребята, это так, я в конце сижу уже. You cannot sell, share, or host. Ой, бля. Окей, пиздец, окей, посраться можно. SDF tracing visualization. Окей, то есть мне нужно то, что моя идея, когда я говорю про волны, круги и все такое, но, то есть SDF про круги как раз таки, да? Shapes, fonts, size, distant fields. Textures, remarching, nutshell, sign, distance fields. Это и есть remarching, The SDF of a box. Стоп, я здесь был когда-то? А что? Я лайк ставил? Чё? What? Когда? Я не иду. Может, когда-нибудь на стриме кто-то мне кидал. Может быть, эта ссылка была с гифда, в которой мы заслужили, кстати, возможно. Так, ладно, вот без этого. Как интервью? Клевое интервью, прикольно. Прикольно. Прикольное интервью. Ой, ты кто? Что за насекомое? Блять, что ты? Вообще, ты кто, нахуй? Ты кто? Давай сюда в коробку. Окей. Ну, тут не написано про sign distant fields, но окей. Distance fields. Окей, ну, хотя бы какая-то подсказка, я подумаю. Всем спокойной ночи, спасибо огромное, что посидели, было клево. Спасибо за донаты, за поддержку, ребят. Че, завтра увидимся. Пойду спать и думать, учиться. Пока. Пока, ребят.